Глава 24. Бросив взгляд на карту, я в течение некоторого времени собирал все тяжелое оборудование, которое мог переносить. Такого там было много. Отдельные диски и штанги были разбросаны по всей комнате. Я забрал их все. Я присоединил к добыче множество тренажеров, которые не весили ничего после того, как я освободил их от грузов. Я взломал дверь, которую не заметил раньше. За ней обнаружились гимнастические маты, тяжелые медицинские мячи, кое-какое спортивное оборудование, а также гаечные ключи и некоторые другие инструменты. Все это, включая сломанную дверь, пошло на склад. Затем я забрал все, что нашлось на стойке администратора при входе в зал, в частности, портативный компьютер с севшей батарейкой и шкаф с бумажной документацией. «Чего ради ты трудишься?» – спросила Пончик. Она полностью оклемалась и теперь яростно счищала с себя запекшуюся кровь. Ее требовалось помыть и расчесать, расчесывание обещало быть непростым. «То, что можно поднять, забираем», – пояснил я. «Это всего секунда. Система мастерски все это классифицирует. Некоторые штуки, такие как вот этот шкаф, проще забрать целиком и поместить в инвентарь, чем разбирать содержимое. Вот, например, я протянул руку, и в ней появилась наполовину пустая бутылка виски Джонни Уокер Блэк. Это было спрятано где-то в шкафчике. Система инвентаря позволяет мне держать все предметы вместе и извлекать оттуда по одному. Система замечательная, стоит только разобраться, как она работает. Мы не знаем, что нам пригодится, поэтому пусть идет в инвентарь». Следующим этапом была ближайшая учебная гильдия. Благодаря тому, что босс был более высокого уровня, чем мы ожидали, мы сами получили по 9. Но до замаячившей перед нами 10 надо было набрать где-то целую кучу опыта. Нам обоим предстояло открыть тонну ящиков. 3 звездочки, как и я вижу», — сказал Мордекай, когда мы вошли в учебную гильдию. Он помолчал, его глаза на мгновение блеснули. «Вы сами вышибли босса 9 уровня? Впечатляет». «В общем-то, тупая была идея», — признал я. «Отсутствие знаний буквально убивает. Трудно подготовиться к драке, когда ввязываешься вслепую». Я тяжело опустился в кресло. Пончик прыжком оказалась у камина и сделала паузу в маниакальном вылизывании, чтобы открыть ящики. Крыса-человек кивнул. «Дайте-ка я рассмотрю записи обои, и тогда скажу, над чем вам следует поработать». Через некоторое время он хмыкнул. «Ага, пара моментов ясна. Во-первых, вы блестяще вынесли босса гоблинов. Они жесткие твари, но не такие, как та, с которой вы только что имели дело. Эту образину я вижу впервые». Мордекай мотнул головой. «Соковыжиматель». «Мне кажется, это помесь выходца из нашего мира и троглодита», — сказал я. «Но он был не такой, как леди Скряга. С ним что-то сделали, чтобы он разговаривал как идиот. Боссы — это карикатура, преувеличение. Они как будто под контролем ИИ, но и их собственное сознание тоже где-то рядом. Искаженная реальность». Мордекай кивнул. «Так и есть. Сейчас на другом конце вселенной все глаза устремлены на Землю. Программы о вашей культуре запущены во всех углах галактики. Так бывает в каждый сезон. Ладно, давайте посмотрим ваше выступление. Когда ты ударил его этой тяжелой блямбой, ты нанес ему такой же урон, какой мог бы нанести руками. Ты должен осознать, насколько мощным стал твой навык удара голым кулаком. Твой кулак сейчас не хуже любого доступного тебе оружия. Я понимаю, кулак это не всегда удобно, но все-таки советую не изменять тактики голых рук. К тому же ты проворонил свитки обманного тумана. В следующий раз бери с собой, по возможности, члена твоей партии с более высоким уровнем интеллекта, чтобы он читал свитки. Твой интеллект всего 3, потому и туман держался всего 15 секунд. Интеллект принцессы Пончик позволил бы создать туман, который продержался бы целых 3 минуты. «Мать твою», — произнес я. «Значит, из-за этого она не может часто принимать зелья? Из-за слабого сложения?» «Да», — ответил Мордекай. «Атаки с выпусканием когтей могут быть мощными, но они бесполезны, пока у нее недостаточно защиты и здоровья. Вам повезло, что она не сломала шею. Можно выбрать класс и расу с высокой степенью крепости, это поможет, но недостаточно. Принцессе понадобятся предметы, которые разовьют телосложение, но они довольно редки». Я взглянул на Пончика. Она с негодованием шипела на факелы, появлявшиеся перед ней. Кошка получила еще одну книгу заклинаний в бронзовом ящике босса, но пока не читала ее. Прочее в основном оказалось все тем же знакомым мусором, за 2 исключениями. У нее появился браслет.
из серебряного ящика авантюриста, который достался ей за рукопашный бой. Этот браслет добавил Пончику 2 балла ловкости, и этот ее показатель достиг 12. Браслет уютно застегнулся на ее передней лапе. Кроме того, принцесса приобрела дюжину свитков исцеления в серебряном ящике выжившего. Этот лут достался ей за то, что она вышла из сражения с боссом менее чем с 5% здоровья. Эти свитки были полезны тем, что не подразумевали кулдауна между прочтениями. Еще лучше было то, что мы могли использовать их друг для друга. Пончик подняла голову и посмотрела на нас. «Я уже одно из совершеннейших творений Бога, так что не буду менять расу, когда представится возможность. Я родилась кошкой и умру. Да что там, я буду настаивать, чтобы и Карл принял кошачью расу». «Не намерен превращаться я в кота», — заявил я. «Честно говоря, я об этом думал, но решил держаться человеческой расы». Пончик по-своему обозначила пожатие плеч, обратилась к магическому свитку и засияла. «Ты хотя бы прочитала предварительное описание?» — спросил я. «Что там сказано?» Мордекай одобрительно кивнул. «Это хорошее заклинание. Прыгун через лужи. И что оно делает?» «Она может телепортировать себя и до 3 персон вместе с собой в любое место, находящееся в ее поле зрения. Это особенно полезно, когда приходится пересекать реки, лавы или преодолевать другие непроходимые препятствия. Если принцесса достигнет 15 уровня и у нее будет это заклинание, оно станет почти таким же эффективным, как телепорт, одно из мощнейших и важнейших заклинаний в этом подземелье. Его активация стоит 20 пунктов маны, задержка 10 секунд и 5 часов на восстановление. Оно мало подходит для боя при такой большой задержке, но иметь его все-таки замечательно. Нам особенно нужна способность лучше лечить друг друга. Да, так, согласился Мордекай. Есть много способов. Ваши 12 исцеляющих свитков хороши, я предполагаю, что в скорости ты получишь еще. Но пока я бы посоветовал Пончику воздерживаться от схваток лицом к лицу, если в этом нет абсолютной необходимости. Статистика ее силы растет феноменально для этого этажа, но позже ей придется за это заплатить. В схватке с боссом уровень ее силы составлял 18. Сравните, сам соковыжиматель обладал силой в 25, но у нее не то тело, чтобы правильно использовать свою статистику в прямой схватке. К тому же ее показатель здоровья слишком низок. Пока. Он кивнул в сторону кошки, которая вернулась к безнадежному вылизыванию своей шерсти. «А ты, малышка, уровень твоего навыка уклонения всего 4. Работай над ним. Когда будет 5, тебе станет намного легче». «Послушай», — заговорил я, — «мы здесь потому, что нашли лестницу, ведущую вниз. Но обнаружилась проблема». Глаза Мордекая округлились, когда я рассказал ему об остальных людях и о боссе района. «Решение простое», — сказал он. «Оставьте своего босса и продолжайте искать другую лестницу. Они есть, и большинство их не охраняется». «Мы проездили целый день, прежде чем нашли эту», — возразил я. «Я всерьез боюсь, что это наш единственный шанс. Ты знаешь, какого рода этот монстр? Есть какие-нибудь догадки?» «Даже если бы я знал, что он собой представляет, мне не было бы позволено открыть это вам. Я обязан следовать определенным правилам, очень жестким, а в том, что касается боссов особенно. Возвращайтесь после схватки. Я с радостью присяду с вами, проанализирую ваш бой и открою вам всю статистику этого босса. Но если я расскажу о боссе заблаговременно, это будет расцениваться как обман. Вы же не хотите, чтобы вас поймали на жульничестве? Могу только сказать, это безумие выходить на босса района всего с 6 обходчиками». Я вздохнул. Итак, все разговоры о будущих уровнях, о выборе расы и класса – только потеря времени. Ничто из этой болтологии не будет иметь значения, если мы не сумеем пройти этот первый этаж, будь он проклят. «Хоть что-нибудь ты можешь нам сказать?» Мордекай задумался. «Скажите, что общего у этого соковыжимателя с той плохой ламой, с которой вы сразились до него?» Я пожал плечами. «Оба на наркотиках?» «Нет, не то. Как именно вы убили ламу?» «Я ударил ее в глотку, и от этого ее голова лопнула». Мордекай кивнул. «А соковыжиматель? Как вы думаете, какой удар поставил точку?» «Думаю, комбо, хотя, наверное, все решилось тогда, когда Пончик укусил его в шею и попало прямо под фонтан крови». Пончик сердито взглянула на меня, и я рассмеялся.
Она все еще выглядела так, как будто пыталась повторить известный финал Кэрри. Кэрри – главная героиня романа Стивена Кинга 1974 года, экранизированного в 1976 году, умирает от потери крови. «Совершенно верно», – сказал Мордекай. «У большинства этих тварей имеется слабое место. У лам это глотка, у босса затылочная вена. Иногда это очевидно, иногда нет. Как, например, у скряги. Теперь я могу вам сказать, что ее слабость заключалась в том, что у нее изо рта лезли жуки. Если бы вы убили одного из них до того, как он полностью оказался снаружи, следующий уже не смог бы выбраться, и скряга задохнулась бы». «О такой возможности я даже не подумал», — признался я. «Ищите слабое место, а как найдете, используйте его. Вы еще ни разу не вступили в бой с боссом полностью слепыми. Каждый раз где-то есть подсказка. Всегда будет. Ищите». «Всегда будет подсказка. А что мы знаем об этом боссе района?» В задумчивости я присел, чтобы разобраться с новыми достижениями и ящиками. В основном там была стандартная фигня, если не считать ящик босса. Мой голый кулак и другие боевые навыки достигли 6, в том числе навык сокрушения. Железный кулак поднялся до 5. Мне достались разрозненные достижения. За то, что ехал на косилке в течение более 5 часов, убил больше сотни бродячих монстров в лабиринте, бронзовый ящик выжившего за то, что у меня оставалось меньше 10% здоровья, когда босс подох. Еще я получил 5 свитков исцеления, и теперь их у нас было 17. Остальные призы в основном были из стандартного набора серебряных ящиков авантюриста. Зелья, бинты, печенье. Кроме того, я получил непонятную ковбойскую шляпу и забросил ее в инвентарь. Также у меня оказалось еще одно интересное достижение. Новое достижение. 2 цыпленка за один раз. Вы убили 2 мобов сразу, столкнув их собственные тела. На шкале жестокости от Бэмби до мучеников это твердая 7. Бэмби, принц-олень, главный персонаж полнометражного диснеевского мультфильма 1942 года. Награда. Вы получаете золотой ящик дебошира. Кроме того, я получил новый золотой ящик добытчика за то, что у меня накопилось больше 10 тонн всякой всячины. Ящик босса содержал набор звезд ниндзя. Звезды ниндзя, сюрикены, звездообразные диски с острыми краями. Их принято считать тайным оружием ниндзя, хотя их использовали многие самураи. Заколдованные сюрикены из жажды крови, 100. Ди, жажда крови. Полнометражный аниме-фильм 2000 года. США, Гонконг, Япония. Маленькие малоущербные метательные звезды. На первый взгляд в этих плохих парнях нет ничего особенного. Такие же черные звездочки, как те, что вы, подражатели ниндзя, в детстве покупали в магазине ножей, а потом обменивались ими. Такие же метательные звезды, как те, что вы вонзали в штукатурку своих комнат, пока ваши мамы не застукали вас за этим занятием и не отбирали их. Эти сюрикены не сделают из вас ниндзя и не заставят вашу маму бросить пить, но они наполнены колдовством жажды крови. С каждым монстром, которого вы выведете из строя звездой из этого набора, ущерб для этого типа монстров вырастет на 8%. Я взглянул на Мордекая. Тут сказано, что ущерб вырастет на 8%. Это проценты от первоначального объема или от уже увеличенного? Со временем разница станет значительной. «А я и не знаю», — сказал Мордекай. «Подожди». Его глаза как будто подернулись пленкой. Вероятно, он вошел в некое справочное меню. Через минуту он заговорил снова. «Можешь радоваться. Это от ущерба, каким он был в прошлый раз. А плохо то, что эти звезды очень хрупкие». Это известие обрадовало меня. Но я подозревал, что колдовство тут не очень-то и мощное. Оружие будет долго заряжаться. Мне придется совершить черти сколько бросков, чтобы звезды стали чего-то стоить. Каждый раз будет нужно забирать их и уносить. И только тогда, когда у меня будет много жертв, я сумею извлечь из звезд реальную пользу. Золотой ящик добытчика тоже содержал зелье. Это опять было зелье определения ценностей. Я выпил его и повысил навык до 2. Разницы в меню я не увидел. Скорее всего, нужно было выпить еще 3 порции, чтобы зелье подействовало как следует. Ящик дебошира скрывал лучший из всех призов, добытых мной в подземелье. Лучший после моих рубахи и плаща. Именно на оружие такого рода я надеялся. Заколдованная боевая рукавица высокого грула. Правая. Персонаж из мира игр Warcraft. Плюс 3 к силе, только при сжатом кулаке. Плюс 1 ловкость, плюс 2 уровня навыка железный кулак,
Плюс 1 уровень навыка «Мощный удар». 2% вероятности оглушить врага при успешном ударе. Предмет-нарукавник носится на запястье и превращается в боевую рукавицу с шипами из оркской стали, когда рука сжимается в кулак или держит рукоять оружия дольше 2 секунд подряд. Этот предмет сам по себе не отменяет навыка удара голым кулаком. Предупреждение. Если применять это оружие для ударов по приверженцам бога войны Грула, с вероятностью 1,5% оно превратит вашу мишень в само божество. Верьте мне, вам это не понравится. Большое красное предупреждение. Снимайте этот предмет перед актом онанизма. Я убрал с руки цепь и натянул угольно-черный нарукавник. «Эй, Мордекай, как я узнаю, что кто-то поклоняется Грулу?» Мордекай хмыкнул. «Ему поклоняются создания лошадиного класса. Если перед тобой конь, кентавр или тикбаланг, то, возможно, он поклоняется Грулу». Существо с головой и копытами лошади, персонаж филиппинского фольклора. Твари вроде той плохой ламы тоже могут ему молиться, но только после 3-го этажа. Чаще всего рассказывают, что они целиком мажутся синей краской, не переставая толкуют о девках и принимают славную смерть в битвах. Мордекай умолк и неуверенно глянул вверх, словно сомневаясь, стоит ли продолжать, но потом добавил. «Кстати, просто чтоб вы знали, Грул не настоящий бог. В этой игре настоящих богов нет». «А что, это важно?» – удивился я. Мордекай вдруг принял торжественный вид, я уж не знаю почему, и пристально посмотрел на меня. «Ты говоришь, боишься, что некоторые из этих боссов и мобов тут не по своей воле?» Он указал вниз, имея в виду этажи под нами. «Это не всегда будет так, особенно потом. Запомни это, здесь нет богов, только те, кто оплачивает привилегии». «Понятно», — сказал я, изо всех сил стараясь понять, что он пытается мне внушить. «Черт побери, что такое тикбаланг?» — вмешалась Пончик, прервав вылизывание. «Звучит как болезнь, что бывает у моряков». Мордекай поднял голову в вопрос, как будто принес ему облегчение. «Ты знаешь, что такое лошадь?» «Конечно. Эти похожи, но они злее». Меньше всего мне хотелось, чтобы такое существо появилось передо мной, когда мне это не требуется. Я с силой сжал кулак. Прошло 2 секунды, я ощутил фантомный зуд по всей длине руки. Мой кулак зашипел и стал куском металла, утыканным шипами. Я осмотрел зловещую рукавицу, на ней не было никаких украшений. Она была черная, угловатая, со множеством блестящих шипов. Инструменты, больше ничего. Она ощущалась тяжелой, но не чрезмерно. Больше не будет сломанных пальцев, когда придется драться. Я почувствовал, как в меня вливается дополнительная сила. Я разжал кулак, и рукавица исчезла, выпустив клуб дыма. Запахло сжженным волосом. «Чудо!» – произнес я. Глава 25. Время до крушения уровня 6 часов 30 минут. «Вы готовы?» – обратился я к Брэндону, когда мы остановились у входа в комнату босса. «Нет», – ответил он и невесело улыбнулся. На мгновение он крепче сжал в руке свой боевой молот, и тот исчез в инвентаре. Гигантское оружие могло только помешать при исполнении первой части плана. Пончик угнездилась на моем плече, остальные окружили нас. У нас не оставалось времени для дальнейших тренировок или подготовки. 3-й эпизод обходчиков подземелья не принес нам новых идей. Мы с Пончиком сидели в Taco Bell и смотрели на экран. Еще один защитник бобка по имени Себастьян сидел рядом и расчесывал шерстку кошки своей щеткой, которую подарил ей после того, как она в 3-й раз вымылась в душе. Ее сумасшедшая харизма с показателем в 42 пункта заставила неигрового персонажа 21 уровня буквально влюбиться в кошку, стоило нам войти в зону безопасности. Я потягивал вкуснейшее перуанское пиво и грыз стейк на косточке. Перед нами на экране обходчики гибли дюжинами. Ведущий, которому не хватало воздуха, описывал происходящее. Вторая половина программы сосредоточилась на действиях 5 разных групп обходчиков подземелья, в том числе той, куда входили женщина с волшебным арбалетом и Люсия Мар с парой своих ротвейлеров. 3 другие группы были многочисленнее, в частности, та, которая состояла из 150 африканских солдат с автоматами АК-47. Если верить шоу, все эти группы просто бродили по подземелью, словно лунатики. Все они уже нашли лестницы, ведущие вниз, и теперь располагались вокруг них, дожидались, когда часы покажут 6, чтобы начать спуск. К вящему разочарованию Пончика программа снова нас проигнорировала.
Мне же не было до этого дела. Гораздо больше расстраивало число на экране. Я не мог выбросить его из головы. 2 552 085. Вот сколько осталось от 13 миллионов, и это меньше, чем за 4 суток. Катаклизм. Каждый из этого числа был человеком, когда-то жил, дышал, надеялся, смеялся, и всех их просто не стало. Объявление тоже не натолкнуло нас ни на какие идеи. Новое, более жесткое предупреждение о недопустимости использования коридоров в качестве туалетов. Летание изменений, касавшихся заклинаний и уровней мобов, не волновало нас. Молитва, состоящая из кратких молебных воззваний. После нескольких часов сна мы с Пончиком вернулись в лагерь, и я поделился своим сомнительным придуманным в торопях планом с людьми, которые, как мне показалось, были поражены тем, что мы вообще вернулись. «Теперь идем», — сказал я, встал на подъемный мост и двинулся к колоссальной арке. Брэндон, Крис, Иоланда и Имани последовали за мной. Мы нерешительно ступили на землю круглого двора спирального лабиринта. Сзади себя я вдруг услышал: «Нет, Агата, не надо!» Это Иоланда кричала на женщину, которая катила свою тележку вслед за нами. Женщина не отреагировала на окрик Иоланды, она прошла в холл с радостным кудахтаньем. «Без старой Агаты у вас ничего не выйдет! Агата, у нас нет для тебя места!» – орала Иоланда. «Иди назад!» «Сумасшедшая ведьма!» – проговорил Брэндон. «Ты нас всех погубишь!» «А я думаю, всех нас погубит эта коротышка», – ответила Агата. Имани подняла руку. «Тихо! Всем молчать! Слушаем, где монстр!» «Не волнуйтесь», – сказал я. «Он даст о себе знать в любую секунду». Откуда-то появились шлагбаумы и отрезали нас. Ворота за нами захлопнулись, и зазвучала музыка. Это была более громкая, более бешеная музыка, электронный звук и голос диджея, накачанного аддералом. От глубоких басов дрожала земля. Стимулирующий препарат с наркотическим действием. Свет мигнул, и наступила темнота. Через мгновение свет вернулся фиолетовым мерцанием флуоресцирующих ламп. На потолке зажглись неоновые огни, лазерные лучи заплясали в коридорах, они мигали в такт музыки. Мы попали в царство неистовства. Рок наполнял пространство. Я услышал каменный скрежет, перекрывающий другие звуки, и обернулся, пытаясь обнаружить его источник. И понял, это стены двора. Они уходили в землю, открывая нас внешнему пространству. «Босса! Бой!» Искаженный голос звучал даже громче, чем только что. «Вы обнаружили логово босса района. Дамы и господа, пришло время главного события. Вы готовы? Вы чувствуете, как оно приближается? Вы готовы, говорю я? Я хочу, чтобы вы взялись за руки. И вот мы идем!» Морщась, я ждал, когда стены двора окончательно уйдут в землю. Я повернулся к Брэндону. «Готовьтесь!» Мне пришлось кричать. Товарищ кивнул, на его лбу выступил пот. За его спиной стояли трое остальных. Крис и маленькая Иоланда выглядели предельно перепуганными. Имани сжимала меч обеими руками, ее лицо было мрачно. Агата стояла тут же, по-видимому, в забытии, с глазами на выкате. Она выдернула волосок из переносицы. В воздухе проплыли 7 наших фотографий одна за другой. Я обратил внимание, что нас разделили на 3 группы. Королевский двор принцессы Пончик и Медоу-Ларк, а Агата осталась просто обходчик Агата. Возвратился на свое место огромный Версус. На этот раз металлическое слово было выложено серебряным шрифтом, а не бронзовым. Слова вспыхнули, и даже несмотря на их реальную неосязаемость, я ощутил волну жара. Вот тогда мы и увидели. Когда стена полностью погрузилась, перед нами открылся коридор. Мы как будто стояли в туннеле подземки, но станции не было. Ширина, как для одной колеи. Круглая высота потолка 5 метров. Справа впереди нас зарычала тварь. Массивная гора плоти. Она двигалась справа налево с поразительным проворством. Катилась, как бильярдный шар. От нее несло сточной канавой и гнилым мясом. Она хрюкала и повизгивала. Вздернутый нос злобной свиньи. Плоть розовая, дрожащая, с глазами, бивнями, покрыта редкими волосками. Было там и еще кое-что. Ее беспорядочно покрывали клочья белой, черной, красной с блестками ткани. «Что за дьявол?» – выкрикнул Брэндон. «Оно похоже на...» Мир застыл. Клубок свиней. Босс района уровень 15. Клубок свиней, известный также как экспресс-отбивная.
Это одна из самых редких и самых опасных боевых разновидностей клыкастых. Ее составляют по меньшей мере 30 клыкастых рыцарей и их дам. Разновидность клубков требует особых условий для их сотворения. Когда объединяются аристократии клыкастых, питаемые алкоголем, и заряжаемая сексом оргия жажды войны, и иногда, только иногда, дикая древняя боевая магия, которой пропитан их раздираемый войной мир, тогда образуются клубки. Клыкастый, правящий класс в оркском владычестве, превращаются в неделимую сферу, и она выкатывается в окрестности. Шар из свинины не прекратит свой мрак террора, пока не раздавит бедных, слабых, низших граждан своим неодолимым весом. Этот же клубок, вырванный непосредственно из высокого собрания клыкастых, был перемещен сюда, в это подземелье для вашего развлечения, дамы и господа. Магия клубков не позволит им остановиться, пока не будет выжата последняя капля крови обходчиков из человеческих тел. Оцепенение спало с мира, и клубок покатился дальше по своей траектории. Впереди меня другие стены двигались со скрежетом и меняли обличие. Стены и проходы создавали новые дороги и направляли массивный шар в нашу сторону. «Эвана!» — возмутилась Пончик на моем плече. «Меня здесь просто-таки игнорируют. Почему вечно человеческое то, человеческое сё? Почему нельзя так? Кровь выжата из человеческих и кошачьих тел». Глядя влево и вправо, я видел, что должно вот-вот произойти. Стены делались ниже, открывался новый проход, и мы находились в нем. Тяжелая стучащая музыка соответствовала творящемуся. Мы больше не чувствовали приближения поезда, гигантского шара Борова. При той скорости, которую он развил, он должен был накатить на нас через минуту, может быть, еще раньше. «Бегите!» — крикнул я. «Куда?» — не понял Брэндон. «Прочь отсюда!» Я вытянул первую полоску с шипами из тех нескольких, что имелись в моем складе, и бросил на землю перед тем, как метнуться вперед. Мы двигались по длинной широкой полосе, по которой только что ракетой промчался шар. Один миг, и шар пролетел мимо нас, пролетел там, где мы стояли мгновение назад, и на считанные дюймы разминулся с Агатой и ее тележкой. Женщина радостно кукарекнула, когда поднятый им ветер взметнул ленты на ее шляпе. В то короткое мгновение, что чудище миновало нас, я уловил клыкастое лицо, выступавшее из центральной области шара. Оно вращалось наподобие обода колеса. Насколько я понял, этот орк отличался особой громадностью и мясистостью. Его лицо было вдвое шире человеческого, из него выступали 4 клыка. Впереди 2 длинных, изогнутых, за ними вторая пара, и они перекрещивались перед этой омерзительной мордой. Я предположил, что это тварь женского рода. От ее вытаращенных черных глаз тянулись полосы багровой краски. Перекрещенные клыки торчали в разные стороны. Кажется, на макушке у нее был багровый цветок, но он был вдавлен в розовую плоть и оттого выглядел совершенно плоским. Пасть твари была разинута в непрекращающемся злобном визге. Над страшилищем возникла шкала здоровья. Она была полностью зеленой, но впившийся шип опустил ее по крайней мере на 1 пункт. И уже это было хорошо. Новая стена взметнулась в воздух и отгородила нас от дороги, по которой мы пришли. Наш план не предусматривал изменения стен. Взглянув на землю, я разглядел канавы. Множество концентрических кругов, которые стягивались к центру этой маленькой арены. Некоторые канавы уходили прямо в стены. Среди этих желобов были заметны десятки длинных прямых линий. Они пересекались под прямыми углами в тех местах, где стены поднимались и опускались. Нужно было найти ровный участок, достаточно широкий для того, чтобы мы смогли на нем укрепиться. Чем больше мы углублялись в туннели и приближались к лестнице, тем скорее свиношар мог нас настигнуть. «Ищите твердые куски почвы, большие, без желобов», — распорядился я, выкладывая тем временем вторую полосу шипов. «И уходим!» Проход в следующее кольцо находился метрах в 3 позади нас. «Быстро!» — выкрикнул я. Мы побежали к воротцам. Агата пробралась в них первой. Каменная глыба начала подниматься из земли, когда я, спотыкаясь, пробегал возле того места. «Туда!» Имя указывала на большой квадрат на земле сразу за вторым дверным проемом, который вел еще глубже, к следующему кольцу. Было похоже, что в дороге, соединявшей 2 кольца, образовался провал. «Бежим!» Я размотал 3-ю и 4-ю полосы с шипами.
Несмотря на низкий тяжелый грохот, я разобрал, как носатый визжащий шар с воем гоночного болида проносится за стеной. Оно ускоряется. Мы рванулись к центру квадрата. Этот участок земли был чем-то вроде железнодорожной стрелки. Там шар мог менять направление движения. Квадрат примерно 5 на 5 метров, без трещин, годится. «Думаю, оно движется оттуда», — я указал направо. «Скорее всего, ему понадобится 2 петли, когда оно доберется сюда. Делаем. Мы тренировались. Вперед!» Я показал на Агату. «А ты опускай задницу в середине и не рыпайся». «Я не оставлю свою... закричала Агата, когда я взялся за тяжелую тележку с 2 сторон, поднял ее в воздух и истратил несколько драгоценных секунд на то, чтобы отправить ее в свой инвентарь. «Вор!» – заорала Агата. «Агата, он тебе ее вернет!» – пообещал ее Оланда, доставая из своего инвентаря скрабы. Не обращая внимания на вопли умалишенной, я извлек из своего инвентаря тяжелый гоблинский стол и положил его боком на землю. Все окружили меня и принялись за работу. Мы репетировали эти действия не 1 час, и поэтому справились с основной частью за 20 секунд. Еще 20 ушло на сборку. К счастью, нам хватило времени. Мы потратили почти 5 часов на то, чтобы выстроить редут, бампер для гонок с преследованием, как прозвал его Брэндон. Они с братом были не няньками, а ремонтниками, поэтому задачу уловили отлично. Обычно парни не работали после окончания рабочего дня, но в ночь бедствия остались, чтобы починить плиту, которая была готова дать дуба, а ведь утром персонал должен был готовить завтрак. Я изложил им свою идею, дал кое-какие трофейные инструменты, доставшиеся мне от гоблинов, объяснил, что в точности предстоит сделать, и мы засучили рукава. Соорудили мы передвижную разборную крепость из столов, грузов, оборудования из тренажерного зала, того-сего. Когда это угловатое сооружение было готово, оно имело вид скособоченного черепашьего панциря. Для сварки у нас не было ничего, зато среди имущества гоблинов имелись ручные дрели и крупные зубчатые болты, по размерам соответствующие углублениям, которые мы могли сделать этими дрелями. Нашлись также небольшие мецалуны, которые резали сталь с ошеломляющей быстротой. Мецалуна – нож из одного или нескольких изогнутых лезвий, снабженных ручкой. Мы заменили ножки столов деталями из спортзала, присобачив их таким образом, что стол прочно стоял под углом. Затем приделали силовые скамьи к бокам дверного проема и получили засовы. Брэндон и Имани получили предметы, увеличивавшие их силу, и мы принялись за сооружение стены. Фрагменты были громоздкими и дьявольски тяжелыми, но мы выработали порядок. Имани, за ней Брэндон, Имани, затем я с самым большим фрагментом и последним Брэндон. И фрагменты соединились, болты вошли в отверстие подходящего размера. После этого мы с Брэндоном занялись строительством крыши, где перекладинами должны были послужить стойки для блинов от штанг, а Крис и Имани вертели массивные размером с кулак барашковые болты, скрепляя части друг с другом. Йоланда достала из инвентаря последние скрабы и расстелила по периметру нашей пентагонообразной защитной крепости. Когда мы накануне репетировали эту работу, Пончик поддразнивала нас. «Похоже на то, что делали в том военном шоу, команда А может, на МакГайвера. Настоящий МакГайвер был с волосами и в «Звездных вратах», не как в этом ремейке ниже плинтуса». «Секретный агент МакГайвер». Американский приключенческий сериал, 1985-1992 годы. «Звездные врата» – вымышленная вселенная в военно-фантастической франшизе, начатой в 1994 году. «Мне нравилось это шоу», – сказал Крис за работой. В первый раз я услышал его голос. «Который из них? Команда А или МакГайвер?» – стала допытываться Пончик. «Только не говорите, что вы имели в виду ремейк». Крис не ответил. Когда крыша встала на место, мы с Имани и Брэндоном приступили к завершающему и решающему этапу. Подпорки для крыши. 5 мощных стержней от штанг, каждый из которых способен был выдержать больше 450 килограммов. Я проверил, в правильном ли положении моя рука, извлек из склада тяжелый стержень. Он в точности встал между крышей и землей, не хуже бетонной колонны. Полезная площадь нашей мини-крепости составляла примерно 3 на 3 метра, и передвигаться по ней мы должны были на четвереньках. Тесновато, ведь нас было 5 плюс Агата, которая не прекращала выть насчет своей гнусной магазинной тележки, и мы едва-едва не сталкивались друг с другом, а раз Агата присоединилась к нам, оказалась недоступной центральная зона.
Я с тревогой взглянул на этот центр крыши, где перекрещивались подпорки. И тут Пончик закричала: «Оно идет!» Если бы у этого босса был какой-нибудь источник огня, молний или кислоты для атаки, нам настал бы полный кирдык. Но до сих пор я убеждался, что каждый из этих боссов имел в запасе только один способ нападения. А с этим все было вполне очевидно. Он просто катился, чтобы задавить человека ко всем чертям. Мои наколенники были снабжены страховкой от такой прямолинейной атаки. Но если мой опыт в видеоиграх что-нибудь значил, то на такие защитные средства нельзя полагаться, когда имеешь дело с боссами. К тому же я не имел возможности проверить. Однажды я еще мальчиком ехал с мамой и папой по загородному шоссе. Родители, как всегда, ругались, так что я забрался на заднее сиденье нашего внедорожника и забился как можно дальше. Тогда я нередко так поступал. Я смотрел в заднее окно на проносящийся мимо меня мир и воображал, что я в кабине космического корабля. В тот день за нами следовал большой желтый грузовик, автофургон Пенске. Такие обычно арендуют при переездах. Все произошло чрезвычайно быстро. Вот я пялюсь на дядьку, который подобрался так близко к заднице отцовской машины, что мне нужно было запрокидывать голову, чтобы видеть его. Вот грузовик останавливается. Мы удаляемся от него. И я вижу, как крыша его кабины просто отслаивается, как с консервной банки. Мы только что проехали под мостом, а кабина грузовика оказалась слишком высокой. Боковые стенки фургона отваливаются, мебель и коробки с грохотом летят на дорогу. Основной фургон падает на бок. Папа услышал, что что-то случилось, глянул в боковое зеркало, пробормотал «худо дело» и продолжил ехать вперед, а мама орала на него, чтобы он остановился. А он не стал. Я надеялся, что та история повторится. Шар из плоти был настолько массивен, что заполнял собой весь коридор от земли до потолка. Передняя секция моего редута была шире, образовывала угол, достаточный, чтобы шар оказался прочнёхонько зажат между нами и потолком. Мордекай советовал искать подсказки. Эти непонятные входы по бокам арены появились там не без причины. Они были сделаны так, чтобы мы могли хоть мельком увидеть монстра. Я и видел, как это большое, круглое, быстрое вписывалось в туннель. После всего я подумал построить твердую стену, но, как мы видели через подъемную решетку одного из многочисленных входов, монстр вынужден менять направление строго на 90 градусов. Он отскакивал от стены и, почти не теряя скорости, поворачивал. Всегда будет подсказка. Чудовище не теряло импульс. Оно продолжало и продолжало двигаться, значит, мы должны каким-то образом остановить его и занять такие позиции, чтобы выполнить задуманное. Я надеялся, что оно натолкнется на наше сооружение и застрянет так, как нам нужно. Тогда Имани будет колоть, Пончик стрелять ракетами, Крис читать заклинания, а остальные пустят в ход звездообразные ниндзя-ножи, пока из босса не вытечет все здоровье. Столы гоблинов по большей части были изготовлены из толстой добротной древесины. Потому-то они и были такими убойно тяжелыми. Широкий стол, из которого мы сделали фасад редута, был покрыт шершавым деревом. Мы с Брэндоном и Крисом добрых 5 минут метали мои 50 сюрикенов, но так толком не утыкали наклонную поверхность стола шипами. Мы надеялись, что эти шипы будут наносить боссу ущерб при каждом уколе его плоти. Увы, целыми остались лишь 2 десятка звезд. Этот прием придумал Брэндон, когда я показал ему сюрикены и дал прочитать описание. «Эти штуки куда полезнее, чем ты думаешь», — сказал он. «Сам посчитай. Увеличение ущерба означает, что если ты уколешь его 200 раз, ущерб вырастет буквально на миллионы пунктов». «Я не математик», — возразил я. «Просто знаю, что нам не сделает 200 уколов. Вот, смотри». Я достал 1 звезду и уже испытывал ее, чтобы узнать, есть ли у меня какой-нибудь навык ниндзя. Звезда получила 1 зазубрину, и красное колдовство рассеялось. Мордекай не зря говорил о хрупкости этого оружия. Они явно были рассчитаны на одно использование, что снижало их ценность. Но, несмотря на их хрупкость, мы пустили несколько штук на полосу шипов. Всего лишь поместили парочку звезд между 2 скрепленными досками. 1-2 укола они выдержат, не сломаются. Сами по себе эти полосы монстра не одолеют, но каждый раз, как он по ним прокатится, нанесенный ему ущерб будет расти на 8%. «Подпорки!» – закричал я и схватился за стену, когда монстр с неправдоподобной скоростью пронесся мимо. Хрясь! Все строение вздрогнуло и осело с пугающим скрежетом. Все 4 перекладины, поддерживавшие крышу, полетели вниз.
Одна из них опрокинула навзничь Иоланду и сама отлетела от нее. Темное теперь пространство наполнилось ужасающим смрадом. В воздухе стоял нескончаемый пронзительный визг. Мы сделали это. Потолок просел и угрожающе повис над людьми. В образовавшиеся пустоты полезли темные квадраты плоти. Еще немного, и крыша рухнет, оставляя от нас лишь мокрое место. Шар сумел протиснуться между потолком туннеля и нашей крепостью, мощным давлением нажать на наш защитный редут. «Кали!» – закричал я. В моей руке появилась половина перекладины от турника. На ее конце гоблинским зажимом были прикреплены 3 соединенные звезды. Я надеялся, что они не сломаются, если будут прижаты одна к другой. Я ударил этим орудием вверх, воткнул его в плоть. Ощущение было такое, что я не сделал ничего. Рядом со мной Имани как будто старалась согнуть свой длинный меч, раз за разом пропихивая его в отверстие в потолке. Визжали свиньи, текла кровь, темп музыки ускорился. Слева от меня болты вылетали из отверстий, как пули. Одна ушибленная Агата, кажется, не замечала суеты вокруг кровавого лестничного спуска. Она все еще выкрикивала что-то насчет своей тележки. Наверху усиливалось давление. Я колол и колол, а затем рухнула крыша. Я ударил вверх и услышал мощный хлопок, как будто лопнул воздушный шар. Клыкастые мужского и женского пола в смокингах, в блестящих праздничных одеяниях посыпались на нас сверху. Решетчатый потолок развалился на куски, лязгал металл, фрагменты крыши гнулись в тех местах, где имелись сочленения. Мое стреноженное копье застряло в потолке. Я выпустил его, когда могучий удар повалил меня на землю, но не забыл выгнуть спину, защищая оказавшуюся подо мной принцессу. Визги, крики, вопли наполнили воздух, а моя мини-карта показала целое скопление красных точек. Толстый тяжелый орк повалился на меня, и мы покатились по земле, сплетаясь с обломками крыши. Пончик взвыла и прыгнула в сторону. Справа от себя я увидел разбитую столешницу с торчащими из нее ниндзя-звездами. На некоторых звездах сохранился красный блеск. Мой враг катился по ним и орал от боли. Я поднялся на ноги, и Пончик тут же запрыгнула мне на плечо. Она выкрикивала что-то невразумительное и, не целясь, стреляла магическими ракетами, а клыкастые откатывались назад при каждом выстреле. Я наступил на одного визжащего клыкастого и сильнее вмял его в покрытый сюрикенами пол. Его индикатор здоровья стал снижаться сначала медленно, а потом прямо-таки полетел вниз. Это означало, что ущерб нарастал по экспоненте. Половина чудищ была уже мертва. Я поймал взгляд ближайшего ко мне клыкастого в смокинге. Он был без оружия и полностью дезориентирован. В его руке была штуковина, которая показалась мне винной флейтой. Высокий узкий бокал для игристых вин. Она чудеснейшим образом не разбилась и была все еще наполнена напитком. Странные это были существа. Я не ожидал, что они окажутся такими низкорослыми, не выше 140 сантиметров. Их отличали широченные торсы в 1,5 раза толще обычных человеческих. Большие кабаньи головы были посажены слишком близко к плечам, отчего казалось, что у них нет шеи. А вот нижняя часть тела, ниже талии, у них была карикатурно короткой. Я быстро просмотрел свойства соседа, который уже подтащил к губам свой бокал. Клыкастый рыцарь, уровень 4. Когда речь идет о клыкастых, то их именования бывают примерно столь же истинными, сколь и фотографии на сайтах сетевых знакомств. Некогда они были могучими воинами и сотни лет назад завоевали оркское владычество, разбив все прочие кланы. Сейчас они лишь тени себя прежних. Гонорарий рыцарь приблизительно переводится как бюрократ-алкоголик с избыточным весом, который целыми днями выдумывает законы, чтобы угнетать бедных, а по ночам напивается и глотает брошенные ему крючки. Рыцари и их более опасные партнерши, клыкастые куртизанки, бывают достойными противниками только тогда, когда объединяются для поддержания древнего боевого сообщества, известного как «клубок свиней». Я сжал кулак и скомандовал Пончику: «Ко мне на спину!» У нее закончились магические ракеты, и она уже приняла зелье маны. Кошка нырнула под мой плащ и повисла на пиджаке, как рюкзак. Я знал, что она выберется наружу, чтобы выпустить новую ракету поверх моего плеча, когда установит достаточное количество маны. Я размахнулся и изо всех сил ударил жирного смокингового рыцаря. Здоровье свина-мужика уже упало до красной зоны, и его лицо провалилось под сокрушительным ударом моей рукавицы с шипами. Он сник, хотя по-прежнему сжимал свой бокал.
Половина его рыла осталась на моем кулаке. Каким-то чудом я ничего не почувствовал. Удар отозвался в предплечье, но не в кулаке. «Да», – произнес я, оборачиваясь к следующему оппоненту. Женский пол, куртизанка. Все мужчины были 4-го уровня, все женщины 5-го. Это оказалось чуть выше и толще прочих. Одета в блестящее красное платье с многочисленными кожаными вставками, тянувшимися вокруг туловища и выше. Какой-то наряд типа БДСМ дурного типа. БДСМ – род межполовых отношений, основанных на принципах бандаж, дисциплин, садизм, мазохизм, что специалисты трактуют как ограничение свободы, воспитание, доминирование, подчинение. Это тоже пораженно озиралась и даже растерянно вскрикнула. Складывалось впечатление, что они не помнили того, что с ними происходило в свином клубке. Они были жертвами, как и все боссы. Но их обозначали красные точки. Время уходило, и они не были людьми. Я развернулся и врезал. Удар сшиб уровень ее здоровья наполовину. Она выдавила «уф» и упала, подняв руки к голове, чтобы закрыться. Я ударил ее ногой с яростью, с криком, может быть, и со слезами. Я пинал и пинал, пока показатель ее здоровья не пропал окончательно. А за этой женщиной Имани тоже кричала, размахивала мечом, а по ее лицу текли слезы. Она стояла над лежащей ничком Йоландой, чей индикатор здоровья находился угрожающе низко. Брэндон вернул себе гигантскую кувалду, и она сверкала молниями, стоило только взмахнуть. Крис манипулировал эфирным магическим копьем. Оно было тем самым заклинанием, которое он мог активировать. Действовало оно 5 минут. Агата так и не пошевелилась, но она стояла, когда пропали стены. Половина ее головы была в крови, и она только следила за действием широко раскрытыми глазами. Руки она стиснула перед собой. Все внутренние стены вернулись, как только мы прихлопнули свинский клубок. После тесного коридора мы оказались в широком поле. Вокруг нас лежала бордовая арена размером с целый сектор. Музыка продолжала колотиться, разноцветные лазерные лучи простреливали пространство, как будто мы попали на большой роллердром 80-х. Крыша поднималась к центру. Под самым куполом светил яркий прожектор. Лестница, красное силовое поле вокруг. Я точно знал, что нужно сделать, чтобы убрать силовое поле. Клыкастых было больше, чем нас, но они были ошеломлены и растеряны, ведь их переместили из их родного мира. Они были безоружны, неподготовлены, и их убивали. Глава 26. Последняя павшая клыкастая отличалась от остальных. У нее был 8-й уровень, и система обозначила ее как клыкастую доминатрицу. Она погибла под сокрушающим молотом Брэндона. Музыка прекратилась, и свет вернулся к нормальной жизни. Мир застыл. Появилась надпись «Победитель». За моей спиной Крис упал на колени и низко опустил голову. Мы просто смотрели друг на друга, и никто ничего не говорил. Имани помогла Йоланде принять исцеляющее зелье, и та поднялась с земли, пошатываясь и держась за ушибленную сторону головы. Агата поплелась в мою сторону. Она трясла кулаком. Сумасшедшая была в крови, но, кажется, не замечала этого. «Отдай!» – провизжала она. «Вот». Я вернул магазинную тележку, вытащив ее из инвентаря в полуметре от земли. Грохот от падения получился не слабый. С воплем «Эй!» Агата вцепилась в лежавший сверху пакет Икеа и сразу заглянула внутрь, как будто опасаясь, что я что-то украл. И с подозрительным видом поправила розового фламинго, пристроенного с краю. «Ты могла бы и сама убрать тележку в свой инвентарь», – заметил я. «Незачем во все углы ее катать». «Она не прошла обучение», – вступилась Йоланда. Эта маленькая женщина, у которой все лицо было окровавлено, достала кусочек материи и принялась вытирать лицо Агаты. «У нее пока нет инвентаря». Этот факт меня не удивил. А удивило то, что у Агаты был 2-й, а не 1-й уровень. Как ей это удалось? Она не входила в партию Медоуларк. Какой была ее история? Хотя нет, понял я. Сейчас она получила уже 4-й уровень из-за босса. Агата ничего не делала, но она присутствовала. А это уже не совсем ничто. У нас с Пончиком сейчас 10-е уровни. Полпути до 11-го. Мы приобрели тонну опыта, больше, чем я мог предположить. У Имани уже 11-й. Крис с Брэндоном миновали 7-ку и доросли до 8-го. Йоланда перепрыгнула с 5-го на 6-й. Мне даже не хотелось знать, каким образом распределяется этот опыт. Скорее всего, имелась дюжина независимых счетчиков, которые отслеживали все и вся. У меня от этих вопросов разболелась бы голова. «Нужно собрать все, что оставил босс», — напомнил я. «Все здесь», — сказала Пончик.
У леди-доминатрицы. Я свое уже забрала». Я в первый раз огляделся, осознавая, какой же ущерб мы причинили. Мы все вышли из переделки относительно невредимыми, но эта часть зоны и все, кто в ней находился, выглядели так, как будто их щедро полили сверху из гигантской кастрюли со спагетти-ос. Американский бренд консервированных макаронных изделий в форме колец в томатном соусе. Повсюду валялись искалеченные и выпотрошенные трупы клыкастых вперемешку с обломками нашей крепости. «Дела пошли не так, как мы рассчитывали», — заметил Брэндон и тряхнул рукой. Во все стороны полетели брызги крови. «Мы живы», — ответил я и наклонился к трупу клыкастой за непокорным предметом. Мне подумалось, что наш ИИ захотел стать шепчущим воплощением Дэвида Аттенборо, когда он принялся зачитывать описание предмета. Дэвид Аттенборо родился в 1926 году, британский натуралист, телеведущий, автор документальных сериалов о природе. Площадка гильдии района. О, посмотрите на себя, бесстрашный исследователь, одинокий, растерянный, напуганный. А ведь нет причин бояться. Сегодня, сейчас вы достойны доверия, и гильдия района добавит типы монстров на карту этой области. Теперь, когда вы глядите в неизвестность, страх ослабевает. Вместо того, чтобы рыться в чуждой, таинственной тьме, где вас пожирает невидимый ужас, теперь вы можете точно узнать, что за твари намереваются сожрать ваши вкусные внутренности. Я только моргнул, ознакомившись с описанием, затем раскрыл мини-карту и уменьшил масштаб. Бесспорно, индивидуальные сектора выделены. Большую часть экрана занимала большая арена, но края изображения давали представление о нескольких прилегающих секторах. Я мысленно воспарил над отдаленным юго-востоком, областью, куда никто из нас не вступал. Туман войны скрыл коридоры, но когда я взлетел над местностью, передо мной возникла подсказка. Топорокрылые, уровень 2-5. Топорокрылы – нелетающая, сильная и агрессивная птица-скакун из мира игр Warcraft. Это могло оказаться исключительно полезным, но, как и в случае с картой местности, отраженная на карте района территория была чересчур ограниченной. Я не знал, как велик в этой игре район, хотя и подозревал, что находящаяся в поле нашего зрения область сжалась. «Эй, детки, у вас все хорошо?» Прозвучавший за дверью голос эхом отдался в просторной комнате. Повернув голову, я увидел старого человека. Он подбирался к двери комнаты при помощи ходунков, которые постукивали все ближе по мере того, как старик приближался к своей цели. «Мы услышали громкий шум, и ворота, оказывается, исчезли. О боже, тут пахнет чем-то ужасным!» «Рэндалл, не входите сюда!» – крикнула Йоланда и торопливо засеменила навстречу гостю. Я переключил внимание на следы резни. Бросались в глаза несообразно короткие ноги клыкастых, оканчивавшиеся копытами. Обуви у них не было. Я поднял широкий свободный смокинг. Он был весь в крови, от него воняло водянистой диареей. Я забросил его в свой инвентарь. Подошел Брэндон и встал рядом со мной. Было похоже, что парень контужен. «В дрожь бросает, правда?» – сказал я, кивая на поле кровавой бойни. «Они же не из нашего мира. Они чужие, правда же? Но на них смокинги. Смокинги-то земная одежда. Они не привезли смокинги с собой, я не понимаю». «Я об этом тоже спрашивал нашу мистерис Теату из учебной гильдии». Брэндон нагнулся и что-то поднял с пола. Острый зуб. «Нам в самом начале пришлось драться с одними мобами. Маленькие обезьянки, выдыхающие огонь. Носили лебершоссен. Кожаные штаны, немецкий. Национальная одежда баварцев и тирольцев. Ты понимаешь, о чем я? И эти жуткие немецкие костюмы с шортами и шляпами. Одевались как официанты из Октоберфест. Октябрьские народные гуляния, немецкий. Крупнейший ежегодный фольклорный фестиваль, проводится ежегодно во второй половине сентября в Мюнхене. Считается праздником пива». «Да, знаю, что ты имеешь в виду», – подтвердил я. «Но она сказала, что Синди...» Он помолчал, с сомнением посмотрел в потолок. «Но большие парни не только миллионы лет назад заселили людьми наш мир, но все время управляли людьми и здесь. Так что иногда мы встречаем здесь людей, но не из нашего мира. Она сказала, что в каждом мире складывается своя уникальная культура, и эти парни управляют культурой, изобретают, пишут книги, сочиняют песни, приносят то, что уже существует.
Она говорила, что каждый мир выходит со своей индивидуальной культурой, языком, но есть и универсальные вещи. Но зачем? Что они от этого получают? Выглядит хлопотно. Брэндон пожал плечами. Может быть, они считают, что мы будем лучше контактировать, если дать нам что-то общее? Но я не знаю. Наверное, мы и не узнаем никогда. Мы видим только то, что нам позволяют видеть. Я собрал лут с клыкастых, которых убил сам. Нашлась кое-какая ювелирка, не заколдованная, рубиновое колье, например. Мне показалось, что оно должно иметь ценность, если судить по моему рабочему списку. И странные кожаные штучки с той женщины я тоже забрал. Система назвала их свиными уздечками. Больше никакой добычи в моей куче не было. Имани взяла 2 пальцами огромный стропон фалоимитатора и с брезгливым видом отбросила его. Пончик подскочила к нему и отправила в свой склад. Потом посмотрела на меня. «Все берем, правда?» Я кивнул. «Все». Я собрал все ниндзя-звезды, какие смог найти, и все обломки редута, что сохранились целыми. В моем инвентаре появилась новая табличка «Бесполезный мусор». Еще я уделил несколько минут тщательному поиску того, что могло остаться от той партии, которая дралась с боссом раньше нас. Их кресты на карте не появились, как и кресты стариков, которых убила Имани. Почему, я не знал. Может быть, какой-то временной лимит для появления крестов. В этой игре так много всяких собачьих правил, что просто невозможно уместить в голове все. Наконец мы с Пончиком приблизились к лестнице. Силовое поле исчезло. Счетчик времени уведомлял, что осталось 5 часов, и обратный отсчет продолжался. Я оглянулся через плечо на остальных. Брэндон тихо беседовал с братом, а Йоланда с Имани начала собирать подопечных в большой комнате. Крис торопливо удалился, пока я смотрел. Я точно знал его намерение. Он направился в зону безопасности, чтобы сообщить 3 десяткам ожидающих, что они могут отправляться, если хотят. Я тихонько спросил Пончика: «Что ты хочешь сделать?» «Смотря что ты имеешь в виду под сделать. Скоро мы будем спускаться по той лестнице. Это новый этаж, новые опасности. Мы можем держаться этих людей, можем идти своей дорогой». Пончик подняла голову, и ее большие зеленые глаза впились в меня. «Ох, Карл, как получается, что я угадываю твои планы раньше, чем ты что-то сделаешь?» Я посмотрел в сторону собирающихся стариков и кивнул. «Вот же дерьмо!» «Черт побери, Пончик!» – выговорил я. Она была права, безусловно. Какой смысл в том, чтобы жить, если мне не жилось с самим собой? Я полез в карман, достал последнюю сигарету, долго смотрел на нее, взял в рот, поджег. У нее был вкус пепла. «Я предлагаю поступить так, как мы поступали раньше», — сказала Пончик. «Нам не обязательно выбирать один вариант или другой. Мы найдем место, где они будут в безопасности, после чего развернемся и пойдем своей дорогой. Можно сохранить свою партию и создать общий чат с остальными. И я знаю, как поступить дальше. Когда мы найдем следующую лестницу вниз, то придем к остальным и возьмем их с собой». Я улыбнулся кошке. Я знал, что где-то внутри есть хороший котеночек. Она ощетинилась. «Моя бы воля, я бы их всех оставила. Но я знаю, что ты добренький слабак. Кроме того, если мы переведем их вниз на 3-й этаж, нам понадобится кто-нибудь с руками, если надумаешь превратиться в кота». «Я не собираюсь превращаться в кота», — ответил я. «Не смогу, даже если захотел бы», — так сказал Мордекай. Я бросил сигарету, не докурив, затер ее о пол, опустился на колено и погладил Пончика, она мне это позволила. «Кстати», — снова заговорил я, продолжая гладить кошку, «я давно собирался тебя спросить, кто такой Фердинанд?» Пончик отодвинулась от меня, ее хвост пришел в движение. «Понятия не имею, о чем ты толкуешь. Кто бы он ни был, звучит жутковато. Погоди, где Агата?» Я огляделся и не увидел этой сумасшедшей. Вышла наружу, я повернулся к лестнице. Лестницы там не было вообще, но возник пологий скат. Черт, эта женщина хочет быть убитой. «Ладно, вот план», — сказал я Брэндону позже, когда мы закончили осмотр лестницы. «Мы спускаемся туда, убеждаемся, что вам и вашим людям там будет комфортно. Вам нужна наша помощь с вашими подопечными?» «Нет», — ответил Брэндон, — «мы все поняли. Вы не хотите спуститься и там открыть ваши ящики?» «Хочу, но ближайшее подходящее место довольно далеко, а испытывать судьбу меня не тянет. Мы спускаемся и стараемся найти ближайшую зону безопасности. Наш приятель сказал, что найти зону на 2-м этаже будет не труднее, чем на 1-м. Как только у нас получится, мы проложим туда безопасную дорогу». «Тогда хорошо». И Брэндон протянул мне руку.
«Спасибо, я говорю серьезно». Я пожал протянутую руку. Затем Брэндон опустился на колено и приласкал Пончика. «И я серьезно, принцесса Пончик». «Конечно, милый». И она прижалась головой к его ладони. «Ох», – вздохнул Брэндон. «И постарайтесь, пожалуйста, найти Агату, если сможете. Она сумасшедшая, но она наша сумасшедшая». Я кивнул, и мы двинулись к спуску. Подойдя, я посмотрел на Пончика. «Ты готова?» Она взмахнула хвостом, и я последовал за ней вниз по скату. Миновав скат бывшую лестницу, мы увидели дверь, почти точную копию той, через которую входили в подземелье. Я вытаращился на резное изображение Куатин. Да что за черт такой? И толкнул дверь ладонью. Но увидел не длинный проход, как в прошлый раз, а вспышку света. Ощутил дезориентирующую тошноту, а потом появилось чувство падения, и мы оказались в обитой мягкой тканью комнате перед необычной круглой дверью. Все мои диаграммы состояния пропали. В изумлении я повернулся вокруг своей оси. В комнате стоял продавленный диван, обитый, по-видимому, синим бархатом. Под ногами у меня лежал мягкий толстый ковер, тоже синий. Вокруг странным образом ощущалось какое-то движение, и я понял, что мы находимся на судне. Опыт позволил определить, что судно большое, но не огромное, может быть, 30 метров. В дальнем конце комнаты находилась барная стойка, на ней, богом клянусь, корзина с фруктами. Около мусорной корзины стояла миска на ножке, наполненная, судя по внешнему виду, кошачьим кормом. Я инстинктивно сжал кулак, и на нем появилась моя боевая рукавица. Испытав облегчение, хотя всего лишь частичное, я отпустил свое оружие. «Что это за бесова хрень?» – спросил я. Пончик прыгала на месте, ее хвост был спокоен. «Карл, это происходит! Это на самом деле!» Когда мой сбитый с толку мозг начал понемногу справляться со столь внезапной сменой обстановки, дверь открылась, и вошла женщина в черном платье простого покроя. Человеческого рода, но, несомненно, неземного происхождения. Тонкая до абсурда, не анорексичная, просто она казалась более сплюснутой по сравнению с обычной женщиной. Рост ее был примерно под 1,70 м, то есть нормальный, но ширина головы составляла примерно 3/4 от обычной, что заставляло подумать об эльфах, хотя у нее не было приписываемых эльфам заостренных ушей. Она была примерно моего возраста, с азиатскими чертами лица, но с длинными светлыми волосами, забранными в тугой пучок. В руках она сжимала планшет. «Здравствуйте, Карл и Ваше Величество, принцесса Пончик», – приветствовала она нас на синдикатском стандартном. У нее был светлый певучий голос, почти как в мультфильмах. «Мое имя Лексис. Я ассистент продюсера программы «Обходчик на досуге с Адеттой». Поздравляю вас с завершением последней битвы и спуском на 2-й этаж. Адетте было бы приятно взять у вас интервью в прямом эфире, поскольку вы достигли значительных успехов». Пончик взвизгнула от удовольствия. Конец первой части. Часть 2, глава 1. «Очень хорошо», — сказал Алексис. Я присел на диван. У меня кружилась голова, я был все еще измазан кровью, к тому же вдруг почувствовал себя очень-очень грязным. «Мы будем готовы начать беседу примерно через 20 минут. Вы же пока расслабьтесь. К вашим услугам бесплатное угощение». Она указала на барную стойку. «Так вы согласны?» «Согласны», — заявила Пончик. Я все еще не мог поверить. Нет, поверить-то я мог. 5 суток назад я отправлялся спать, и все, что волновало меня тогда, теперь виделось таким глупым, таким ничтожным, таким мелким. Сейчас мы вот-вот будем давать интервью в программе, которую увидят триллионы людей. Еще пара комментариев. Лексис заговорила быстрее. «Я понимаю, то, что я скажу, может сбить вас с толку, ведь это ваше первое интервью. Сейчас вы находитесь в трейлере передвижной вещательной станции. Вы на поверхности вашей планеты. Технически вы остаетесь в игре, хотя у вас нет возможности использовать ваше меню. Как и в зонах безопасности, в передвижных станциях особые требования, но их слишком много, чтобы сейчас обсуждать». Она приблизилась и тронула меня за плечо. Прикосновение ощущалось очень легким, почти невесомым. Она была как птичка. «Поверьте, я сейчас здесь с вами, однако наш технолог и я – единственные здесь люди, кроме вас. Через эту дверь», – она указала себе за плечо на дверь овальной формы, которая открывалась и закрывалась на манер затвора камеры. «Вы можете пройти в студию. Насколько я понимаю, такой формат хорошо знаком в вашей культуре.
Сама студия, в том числе и Адетта, и вся аудитория физически находится не здесь. Диван стоит здесь, но все остальное виртуально. Съемки ведутся из очень отдаленной точки. Я обязана пояснить вам, что эта схема очень похожа на голую палубу из вашего телевизионного сериала «Стар Трек». Но вы не сможете ни до чего дотронуться. Любые другие гости, даже ваши товарищи-обходчики, также будут представлены голограммами. Во всяком случае, во время этого интервью. Внутри этой передвижной станции вы единственные обходчики. В нужный момент я подскажу вам, и вы войдете в студию. Помашете и пройдете к дивану, который стоит возле стола. Вы, Ваше Величество, сядете ближе к Адетте. Не старайтесь подойти к аудитории. В таком случае вы встретите стену, дальше которой не будете видеть. Это помещение не так велико, как кажется. Ваши вопросы? Я только таращился на эту женщину. Я чувствовал себя не в своей тарелке с той минуты, когда передо мной впервые открылось подземелье. «А грим?» – поинтересовалась Пончик. «Не для этого интервью, Ваше Величество. Аудитория увидит серию изображений из времени, проведенного вами в подземелье, а затем полностью вашу последнюю схватку с боссом. Это будет выглядеть так, как будто вы непосредственно после схватки вышли к зрителям». «Поняла», — сказала Пончик. «Мы должны обращаться к ней как к Адетте?» «Совершенно верно. Прямой эфир или запись?» «Это запись, хотя она будет транслироваться через считанные часы». «Какой формат у шоу? Какой стиль лучше воспринимает ваша аудитория? Вы хотите от нас серьезного и технического разговора, или я должна позволять Карлу просто быть Карлом?» Пончик задавала свои вопросы так, как будто занималась подготовкой интервью всю жизнь. Легкая улыбка тронула уголки губ Лексис. «Это частная продукция. Она посвящена подземелью. Цензуры у вас не будет. Чем более раскрепощенной она выйдет, тем лучше ее примут». «Поняла», — подтвердила Пончик. «Подождите секундочку», — вмешался я. «Что вы имеете в виду под частной продукцией?» Лексис повернулась ко мне. «Главная программа «Мир обходчиков подземелья Земля» принадлежит правительству синдиката. В этом сезоне за производство отвечает корпорация Борант. Правила синдиката позволяют частным компаниям-производителям выпускать их собственную продукцию, пока они сами финансируют производство и выплачивают рекламную стипендию. Что касается данного шоу, то «Обходчик на досуге с Адеттой» будет транслироваться непосредственно вслед за главной программой. Производит его конгломерат «Титан» при производственной поддержке более десятка независимых систем. Это крупнейшая, самая многоканальная из существующих программ. Адетта – самый любимый интервьюер и ведущий программ в истории галактики. Так что постарайтесь произвести хорошее впечатление. «Изумительно», – пробормотал я, снова откидываясь на спинку дивана. «Просто изумительно». Рядом со мной Пончик дрожала от возбуждения. Дрожала буквально. «Нам нужно знать что-нибудь еще?» – полюбопытствовала она. «Нет», – ответила Лексис. «Просто будьте сами с собой. Получайте удовольствие от вопросов, и у вас все получится». «Спасибо вам, Лексис», — сказала Пончик. «Тогда все. Прекрасно». Лексис нажала кнопку на столе и широкими шагами вышла из комнаты. Я посмотрел на пристроившуюся рядышком кошку и подумал, причем уже не в первый раз, не снится ли мне это все. 1,5 часа назад я считал, что вот-вот умру, и вот я уже на какой-то яхте с другой планеты готовлюсь давать интервью в межгалактическом шоу. «Вот и отлично», — сказала Пончик, как только Лексис вышла, и принялась лихорадочно чиститься. «Дай мне вести весь разговор, пока Адетта не будет спрашивать прямо о тебе. Мне просто не верится, я так волнуюсь. Только будь осторожна, ладно?» Я встал и подошел к странной двери. Сама по себе она не открывалась. Окон в комнате не было, была только небольшая дверца возле бара. Я оттолкнул ее, за ней обнаружился туалет с мусорным ведром. Над унитазом я увидел круглый иллюминатор размером с суповую тарелку. Я приподнялся на цыпочки, чтобы выглянуть наружу. За стеклом было темно, я не увидел ничего, кроме блеска луны на поверхности относительно спокойной воды. Звезды мерцали в ночном небе, неожиданно я ощутил тоскливое желание смотреть на них. Потрогал иллюминатор, проверяя, можно ли его открыть. Не знаю, чего я коснулся, но только не стекла. Маловероятно, что этим путем можно бежать. Я подумал, что будет, если я материализую свою рукавицу и ударю, что есть силы. Вероятно, ничего. А даже если мы убежим, что тогда? Мы посреди океана, в середине зимы, а у меня все еще нет брюк. «Осторожно, с чем?» – послышался из комнаты голос Пончика. «Эти люди не наши друзья», – пояснил я, возвращаясь в комнату. Взял банан из корзины, очистил, откусил. «Вот, не забывай».
Я попробовал забросить остаток банана и корзину с фруктами в свой инвентарь, но меню не работали совсем. В комнате мусорной корзины не было. Косяк. Я бросил банановую шкурку на стойку бара. «Хочешь кошачьего корма?» – спросил я, понюхав его. «Ты с ума сошел?» – возмутилась Пончик. «Чтобы все лицо перемазать?» За миской с влажным кошачьим кормом лежал пакетик, мурлыкающий кошачье лакомство. Подготовились. Я поднял пакетик и встряхнул. Пончик была на стойке через полсекунды. «Ладно, но только одну штучку». Я взял яблоко и откусил. Тем временем Пончик доедала свое 5-е угощение. Яблоко почему-то напомнило мне о мертвом обнаженном теле Ребекки В. Я положил его обратно в корзину, голода я больше не испытывал. «Карл», — позвала меня Пончик, приступая к следующему угощению. «Там дерутся, хрюкают, гоблины взрываются, гадость, но там твой мир, а здесь...» — она показала лапой, что имеет в виду эту комнату. «Мой. Я знаю, тебе, наверное, трудно будет понять, но это я и делала всю свою жизнь. Каждое кошачье шоу, в котором я участвовала, это и было интервью. Я для этого была воспитана. Позволь мне заниматься своим делом». «Раньше ты не разговаривала», — напомнил я. «И придирки с жюри на конкурсе не то же самое, что телевизионная аудитория. Ко мне никакой судья в жизни не придирался, вот уж благодарю тебя. Правда, Карл, будь чутче, вот поэтому вести разговор должна я». «Так, вы оба», — сказала Лексис, входя в комнату. «Идемте». «Не будь грубым, Карл, ты иногда бываешь груб», — шепнула мне Пончик, когда мы остановились у двери. Планшет Лексис сказал «пинь», и дверь открылась. «Идемте». Лексис чуть подтолкнула меня в спину. «Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем». Нас вытолкали из комнаты. Пончик шествовала впереди. Ее хвост победоносно качался из стороны в сторону. Так мы прошли маленькое помещение и вступили в гигантский ярко освещенный зал. Меня сразу ослепило, едва мы переступили порог. Пусть на самом деле мы не покидали подземелье, но на мгновение я был ошеломлен. Я вижу нечто из другого мира, святое же дерьмо. Я услышал аудиторию раньше, чем увидел. Зрители превратились в берсерков. Берсерки – воины из древнегерманской и древнескандинавской мифологии, отличавшиеся неистовостью в сражениях. Один мог сделать так, что в бою его недруги становились слепыми и глухими и наполнялись ужасом, а их оружие ранило не больше, чем хворостинки, и его воины бросались в бой без кольчуги, ярились, как бешеные собаки или волки, кусали свои щиты и были сильными, как медведи или быки. Они убивали людей, и ни огонь, ни железо не причиняли им вреда. Такие воины назывались берсерками. Снорри Стурлусон, Круг земной. Сага об инглингах. Гудки, вопли, трели свистков – все это наполнило зал. Я слишком поздно понял, что остановился. Однако Пончик тоже замерла, из-за чего возникло впечатление, что остановка была задумана. Кошка развернулась, присела где-то на полдороги между дверью и диваном, легла на бок, потом вскочила на лапы и замахала хвостом. Ее, похожий на юбку, панцирь раздулся и слегка позвенел. Приветствия загремели еще сильнее. Я воспользовался паузой, чтобы оглядеться. Все было так, как описывала Лексис. Черная сцена и кулисы с космической темой. Черное небо и на нем галактики. Яркие вращающиеся облака синей и красной космической пыли. Точки дальних звезд на задней стене. Стол Адетты. Стол. Он стоял рядом с диваном, совершенно такой же, как тот из комнаты ожидания. В зеленой комнате. Так ее назвала Пончик, хотя комната была синей. Обстановка была такой же, как на любом земном ток-шоу, за исключением пары важнейших моментов. Не было камер. Свет, казалось, лился из ниоткуда, загорался и гас независимо от какого бы то ни было физического источника. Аудитория по большей части находилась в тени. Помещение было очень большим, множество стульев и что-то еще, кабины для зрителей, что ли. Места располагались по принципу стадиона. Я видел, как некоторые зрители исчезали, мерцали, появлялись вновь. Толпа представляла собой затененное море инопланетян всех типов. Люди, свиноголовые орки, подобные тем, кого мы истребляли накануне. Существа с головами орлов, я вспомнил истинный облик Мордекая. Лишенные выражения лица инопланетян с глазами жуков. Существа со щупальцами, дюжины других, столько что не перечислить. Зрительские кабины были наполнены темной водой. Я заметил одного, который мог бы быть Куатин, только намного тоньше, чем изображение на наддверной резьбе. А еще там была Адетта.
Я глядел на эту женщину, и разум был не в состоянии сложить увиденное воедино. Я, не переставая, думал: «Мать же твою же мать!» Повторял про себя и повторял. Частью краб, частью богомол, частью фотография с разворота под названием «Уроды природы» из журнала «Джакс». Американский эротико-порнографический журнал. Я просто таращился на нее и был не в силах ответить самому себе, вижу ли я одно создание или двух, или 5. Но потом она пошевелилась, и что-то в мозгу у меня щелкнуло, увиденное сошлось. Адетта — голый кработавр в маске жука. Нижняя часть тела женщины была полностью крабьей. Красно-черный бугристый панцирь и множество хитиновых клешней. Форма панциря и маникюр на нем позволяли предположить, что это королевский краб, но размером с бурого медведя. Казалось, все ее члены существовали независимо от туловища. Клешни теснили друг друга и не могли разделиться под столом. И выкручивались они по своей собственной инициативе, сердитые, готовые ударить. Треугольная голова жука, черная, с зеркальными фасеточными глазами размером с футбольные мячи. Из макушки торчали 2 расходящиеся вверху антенны с размахом по меньшей мере в 2 метра, шире туловища. Но самой странной частью этой женщины был ее торс. Ее голое, черное как эбеновое дерево, тело от живота до шеи было телом человеческой модели чрезмерных масштабов, модели, которая легла под нож пластикового хирурга из третьего мира, увеличивавшего ее груди до размеров, далеко превосходящих все, что может когда-либо быть признано естественным, или сексуальным, или чем-то еще, кроме «Боже, мать твою, ад какой!». Колоссальные груди громоздились на столе так, что можно было принять их за пару поросят, присосавшихся к мамке. Ее соски были направлены вниз, а абсурдно укрупненные даже на столь массивных грудях ореолы поспорили бы радиусом со спутниковыми тарелками Директ ТВ. Ореола – пигментированная область возле соска. Директ ТВ – крупнейшая в США телерадиовещательная компания. Никакой ум не сумел бы постичь, каким образом ее тело, даже при его огромных размерах, удерживало эти великанские груди так, что позвоночник не переламывался, как сухая веточка. Иисусе, неудивительно, что это шоу так дьявольски популярно. Пончик посмотрела на меня, и в ее желтых глазах светилась мольба пошевелиться. Я сделал глубокий вдох, вылепил на лице улыбку и помахал, потом направился к дивану. Адетта успокаивала зал, пока мы с Пончиком устраивались. Она махала ручищами, похожими на человеческие, призывая к спокойствию. Ее длинные фальшивые ногти на концах изгибались на манер ястребиных когтей. Они были выкрашены в синий цвет, в тон дивану. Ее тело странно шевелилось, как будто это краб устраивался в какой-то щели. Пока мы усаживались, она приподнялась, причем сделала это так, чтобы груди не закрывали от аудитории и богомолии головы. Для Пончика принесли огромную подушку. Кошка запрыгнула на нее и величественно уселась. «Здравствуйте, добро пожаловать», – произнесла Адетта, и ее голос оказался женским, правда, не молодым, чего я не ожидал. «Ваше Величество, для нас счастье видеть вас здесь». «Огромное вам спасибо, Адетта», – ответила Пончик. «Эта встреча – счастье для нас, мы с Карлом мечтали встретиться с вами. Когда я в первый раз услышала о вас, то уже не могла не думать, как же я хочу спрыгнуть с этого дивана и познакомиться с ней». Пончик повернулась к толпе. Ее голос стал на тон выше и вообще звучал совсем не так, как ее обычный человеческий голос. «И встретиться со всеми вами, ребята, и не побоюсь сказать, здесь собралась грандиозная аудитория. Это прекрасно, находиться среди вас, а не среди отвратительных гоблинов. Какое у вас настроение сегодня?» Диван завибрировал, так толпа выразила свое удовольствие. «Вам нравится шоу?» – спросила Пончик. Снова крики. «А теперь позвольте мне кое о чем вас спросить», – обратилась Адетта к кошке. Она повернулась и наклонилась вперед. «Может быть, вы сами этого и не сознаете, но мы следим за вами с самого начала. Может быть, вы не удостоились любви официальной программы, но вы оба – сенсация. Мы с огромным нетерпением ждали вас сегодня на этом шоу. Но публика хочет узнать кое-что о вашем титуле, принцесса Пончик. Ваш королевский титул земного происхождения». «Нет, взмолился я, не надо». «Конечно, Адетта, конечно же да», — сказала Пончик. «Вы должны понять, на Земле существует правящий класс. Это люди». Она оглядела аудиторию и подняла лапу. «Болваны, из какого места у них руки растут?» В зале хохот.
Но среди кошек, одной из которых я являюсь, существует явление, которое называется выборной монархией, а это всего-то конкурс красоты. Мое полное имя – ВП, БВР, РВ, принцесса Пончик, королева Анна Чонг. Я не стану надоедать вам, ребята, перечислением всех моих титулов. Она поклонилась зрителям и сообщила сценическим шепотом. ВП означает «великий победитель». Я осознал, что смотрю на Пончика так, как будто у нее на лбу выросла сосиска. Мне пришлось сделать усилие, чтобы не разинуть рот. Выборная монархия? Какой дьявол ей подсказал такое? Что такое эта кошка? И что она сделала с настоящим Пончиком? Адетта кивнула. На ее жучином лице не читалось никаких эмоций. «И вы выиграли этот конкурс красоты?» Пончик виляла хвостом, и я поклялся бы перед Богом, что она подмигнула. Она смотрела прямо в толпу, кокетливо отвечая на вопрос Адетты. «А вы как думаете?» Толпа взревела. «Люблю вас. Вы оба обворожительны. Как же я счастлива, что вы сегодня с нами». Жучиный взгляд был направлен на меня. Проклятие. «Итак, Карл, я обещала своей аудитории, что вы это скажете прежде, чем мы продолжим». Я непонимающе посмотрел на нее. «Что сказать?» «Да вы сами знаете». Адетта взмахнула рукой так, как будто желала ко мне подольститься. «Ваш хлесткий лозунг». «Это не настоящая жизнь. Такое не может быть настоящей жизнью». «Понятия не имею, о чем вы говорите». Адетта повернулась к аудитории. «Он не знает, о чем я говорю». Она засмеялась, и публика засмеялась. «Я вам скажу, о чем. Я вам намекну». В воздухе появился экран и поплыл передо мной. Я и Пончик, вид сверху. Сцена из прошлого. Мы всматривались в проулок, а через мгновение я отскочил, потому что к нам полетел шар раскаленной лавы. И я крикнул: «Мать твою, Пончик!» Сцена сменилась. Меня атакует пара тараканов, а Пончик наблюдает с горы мусора. «Мать твою, Пончик!» — кричу я. Сцена меняет одна другую, еще, и каждая заканчивается тем, что я выкрикиваю одну и ту же фразу. Я ее произнес как минимум раз 15. Адетта наклонила голову в мою сторону. «Вы уже поняли?» Я глубоко вдохнул, изо всех сил стараясь не выдать своего смятения, и рявкнул: «Мать твою, Пончик!» Неистовый взрыв веселья. «Давайте вернемся к одному из клипов, которые мы только что просмотрели», — предложила Адетта. «Я надеялась услышать от вас, ребята, какие-нибудь секреты». «Обязательно», — поддержала ее Пончик. Повторилась сцена с тараканами. Я услышал собственный голос «Нужна помощь». Это был конечный эпизод моей битвы со скрягой. Желудок провалился куда-то вниз, когда пришлось пересматривать его с высоты. Камера сфокусировалась на моем лице. Меня поразило то, насколько перепуганным я, оказывается, выглядел. Умолкла гремящая музыка, сопровождавшая сцену драки. Гигантская женщина булькала и всхлипывала. Исходившие из ее внутренностей звуки пробирали меня до костей. «Она почти мертва! Ты убьешь их всех, когда убьешь ее!» — кричала Пончик на видео. Клип закончился, аудитория надрывалась от хохота. «Так что же, Карл?» — опять обратилась ко мне Адетта, и ее груди на столе негромко хлопнули. «О чем вы подумали, когда Пончик вам не помогла?» «Все происходило так быстро», — выдавил я, — «что я ни о чем не думал». «А вы, Пончик? Ведь вы и видели, что его окружили, вы сильнее его». Адетта взмахнула рукой, и наша статистика поплыла над нашими головами. «Да что там, вы намного сильнее». «И все-таки мы здесь», — сказала Пончик. «Карл поработал по-чемпионски, ведь он и есть чемпион. Скажу вам больше, дорогая, если бы ему грозила настоящая опасность, я бы пришла на помощь. Как сделала в той схватке с Соковым боссом». Она посмотрела на меня. «Как там его звали? Сокин, Сочник, Сок? Вот тогда была драка, так ведь?» Толпа одобрительно заревела. Мы проговорили еще минут 5. Адетта спрашивала о том, что с нами происходило. Пончик отвечала. Она буквально заставила зрителей есть из ее лап. Адетта спросила про мои брюки. Нам показали сюжет о том, как Пончик интересовалась, награждают ли за худший костюм. Показали, как я стою и жалобно смотрю на свои наколенники. Надо мной проплыли слова «худший костюм». Я изобразил, что смеюсь. «Что же вы думаете делать дальше? Останетесь с командой Медоуларк?» – полюбопытствовала Адетта. «Сейчас предполагаем так», – ответила Пончик. «Все будет зависеть от того, что нам встретится на следующем этаже». Кошка несколько раз взмахнула хвостом. «Но, Адетта, я хочу сказать вам кое-что еще». Она встала на стул лицом к аудитории. «Я обещаю всем вам, вы, ребята, захотите следовать за мной и Карлом.
потому что бы ни встретилось нам, мы его одолеем». «Ну да», – переспросила довольная Адетта. «Но-но, мы всех убьем, не сомневайтесь. Мы собираемся убивать со вкусом». Прошло 30 секунд, а аудитория все еще от души хохотала. Адетте пришлось перекрикивать собственную толпу. Наше время вышло, но огромное спасибо Карлу и ее королевскому величеству принцессе Пончику. Желаем удачи вам обоим. Увидимся со всеми в следующий раз. Масса берсерков оставалась берсерками, а свой стиль поведения Пончик слямзила у Мордекая. «Убьем со вкусом? Это точно?» – шепнул я. Но Пончик не ответила. Она не услышала меня. Она стояла на краю подушки, стояла как тот пресловутый король-лев. Ее грудь раздувалась от гордости, когда она оглядывалась на голографическую массу обожающих фанатов. Ее глаза сверкали. «Король-лев» имеется в виду знаменитая серия мультфильмов диснеевской студии, начавшаяся в 1994 году. Внезапно я ощутил страх. Этот страх, этот голод опасно. Она попробовала только единожды, но я уже различил. У нее зависимость, одержимость толпой, восторгами. Когда-нибудь это перерастет в проблему. «Мать твою, Пончик», – пробормотал я. Глава 2. Огни решительно погасли, и аудитория исчезла. Студия осталась, но любителей зрелищ в ней уже не было. Адетта еще сидела за столом. «Всем хорошего шоу!» – крикнула она, подняв взгляд к потолку. В помещении я не видел никого, кроме нее самой. «Плексис, дайте нам 5 минут. Я хочу пообщаться с нашими гостями без чужих глаз». Повернув голову, я увидел, что Лексис стоит у двери зеленой комнаты. «Да, мэм», – произнесла она, удалилась в другую дверь и закрыла ее за собой. Адетта глянула вниз на Пончика. «Я тоже к этому прибегаю. Притворяюсь, что путаю имена. Вам стоит увидеть, как они взбадриваются, когда я якобы вспоминаю. Вы, Пончик, натурал. Это великолепно. Перед вами на сцене была эта Люсия Мар с ее ублюдками. Эта психопатка не умела работать с толпой. Один из ее псов помял моего продюсера. Это в кошмаре не приснится. Господи, нужно отсюда выбираться. Дайте мне минутку». Я с ужасом увидел, как инопланетянка снимает с себя голову. Да, оказалось, это не голова. Череп богомола, шлем и только. Удаленный со своего места, он открыл человеческую голову, голову женщины лет 60. Глаза ее были слегка великоваты для уроженки Земли. Еще секунда, и крабье туловище откинулось назад, а страхолюдные груди остались на столе. Не стало всего торса, под ним открылась черная рубашка. Если бы не глаза и не крабий панцирь, это была бы самая обыкновенная женщина. «Что за чертовщина?» – вырвалось у меня. «И все тело фальшивое?» «Все, что вы видите, фальшивое», – ответила Адетта. «Это шоу-бизнес». Раздался громкий щелчок. Я зачарованно наблюдал, как женщина освобождает себя от крабьего тела при помощи рук. Оно с треском упало на пол, и его клешни скрестились сами по себе. Ниже живота у Адетты не было ничего. Из-под стола появился летающий диск, она погрузила на него свое тело и поплыла в воздухе, контролируя свои движения. Безногая женщина обогнула стол и зависла перед диваном. Магическое кресло на колесах издало тихое жужжание. «Так намного лучше», – со вздохом произнесла Адетта. «Зрители думают, что перед нами всякий раз один и тот же краб, но это не так. У нас на ранчо целый запасник живности, и приходится кого-нибудь убивать, когда я иду к камере. Мы этого не афишируем, иначе вызвали бы гнев многих защитников прав животных и мобов». «Можно одеться с кем угодно», – проговорил я, все еще не отводя взгляд от громоздящегося на столе бюста. «Но зачем так? Я не могу даже определить, что это». «Сможете», – возразила Адетта. «Подобный наряд стал моей броней, когда я была такой, как вы. Я надевала его, спускаясь на 15-й этаж. Так меня и узнали люди». «Вот такие сиськи броня?» «Молодой человек», – сказала Адетта. «А ваш лут? Да ничто, по сравнению с тем, что будет дальше». «Мордекай, наш наставник. Он сказал, что только кто-то один, не такой, как все, добрался до 13-го этажа. И он умер», – с недоумением вспомнил я. «Это правда», – согласилась Адетта. «Но я никогда не спускалась по лестницам. Я заключила сделку. Это долгая история, и о ней не сегодня. Но я рада, что вы вспомнили про Мордекая. О таком я действительно хотела с вами поговорить.
Я знаю, что это его последний выход. Пожалуйста, попросите его найти меня, когда все закончится». «Мордекая? Так вы знакомы?» – удивилась Пончик. «Вы были вместе в одном сезоне?» «Такого не могло быть», – запротестовал я. «Адетта – человек, а Мордекай из птицеобразных. Они с разных планет». «Они называются небесные птицы», – уточнила Адетта. «Его сезон был намного позже моего. Я была его наставником. Собственно, благодаря этому я и вас нашла. Я не переставала интересоваться им, наблюдала за вами, ребята, и видела, как вы добрели до его учебной гильдии». «Его наставником? Вот это да», – сказал я. «Наверное, это было очень давно». «Да», – подтвердила она. «Так я могу на вас рассчитывать?» Я пожал плечами. «Конечно, мы скажем ему». Она кивнула. «Спасибо. Теперь, ребята, один совет от меня. Не говорите об этом вслух, когда вернетесь. Очистителям это не понравится». «Очистителям? Вы имеете в виду Бор?» Я осекся и глянул на потолок. «Здесь они вас не слышат, но не повторяйте этого слова в подземелье. Очистители. Пару циклов назад они пробовали внести его в список запрещенных синдикатом слов, провоцирующих ненависть. Едва ли кто-то их так называл, пока они сами не подняли шум вокруг этого слова. Но вы правы. Я говорил о них. Коатин, Боранд. Коатин никто не любит, по крайней мере, их систему управления. Боранд здесь другая история. Там есть и приличный народ. Они хотят поставить хорошее шоу, больше ничего. Я уверена, что они взбеленились, когда их втянули в преждевременный выпуск. Я посмотрел на Пончика и пообещал. Мы ничего не скажем. Хорошо, это первое дело. Вам предстоит вступить на второй этаж. Через день или около того вы обнаружите, что ваши социальные показатели взлетели до небес. Эти люди следят за вами, Карл и Пончик. Поэтому, когда вы спуститесь на третий этаж, вам, она указала на Пончика, следует оставаться нежной и ласковой кошечкой. Они попытаются соблазнить вас возможностями могущественных рас. Но люди влюблены в кошку по имени Пончик, а не в саблезубого тигра по имени Пончик. Не изменяйте расу, что бы вы ни делали. Я десятки раз видела, к чему это приводит. Меняется раса, и камнем падают показатели. Вот почему сейчас никто не покровительствует обходчику раньше 4-го этажа. «Я об этом и не подумаю», – заверила Пончик. «Девочка моя», – просияла Адетта. «А что делать мне?» – спросил я. Адетта пожала плечами. «Люди привыкли к виду людей, так что для вас совсем неплохо оставаться тем, кто вы есть. Не стать чересчур другим. Если Пончик останется маленькой милашкой, она будет нуждаться в покровительстве. Мордекай проведет вас через процесс выбора расы и класса. Вас ждут большие объемы информации. Ему не позволено направлять вас, во всяком случае, полностью. Но если я научила его чему-то, значит, он знает, как помочь вам решать за себя. Я не знаю, каковы будут ставки. Они меняются от сезона к сезону. Слушайте подсказки Мордекая. Он знает, что делает. И он сделает все, что в его силах, чтобы помочь вам». «Хорошо», — сказал я. «Спасибо. И еще. Если вы хотите получить брюки, думаю, вам стоит перестать жаловаться на то, что их у вас нет». «Что ж, я подозревал, что содержание ящиков не случайно», — сказал я. «Конечно, не случайно», — подтвердила Адетта. «Это даже записано в правилах. Посмотрите на меня». Она поплыла обратно в сторону стола, вытянув руки перед собой. «Я потеряла ноги из-за злого скифа на 11-м этаже. Я была почти мертвой, дотащилась до зоны безопасности, открыла свои ящики и получила вот что». Она продемонстрировала черный ремень на поясе над тем местом, где уже не было ног. В золотом ящике. По крайней мере, это легендарный предмет. Он дает мне возможность прилаживать себе части других монстров. Мне пришлось приволочь себя обратно и первонаперво убить того краба, чтобы использовать его тело как ноги. И я продолжила путь. «Но ваши ноги не выросли?» – удивилась Пончик. «Нет, раз они были безнадежно искалечены, но дело не в этом. Люди смотрели на меня. У меня было 5 покровителей, в то время это был рекорд. Моя смерть в одиночестве и в зоне безопасности не устроила бы никого. Всем безразлично, жива я или умерла, если смерть будет яркой. Поэтому мне прислали предмет, идеально подходивший для того, чтобы убедить меня выбраться из задницы или хотя бы попытаться. Да, это игра. Да, она контролируется ради справедливости происходящего, или примерно так. Важнее, что перед нами коммерческий проект индустрии развлечений. И если сохранение твоей жизни
приносит прибыль, тогда в добыче тебе достанется нечто подходящее для этой цели. А если ИИ чувствует, что шоу будет интереснее, когда тебя выжмут и выбросят, тогда тебя трахнут взад в самый худший момент. Вот об этом не забывайте. Вам не на кого рассчитывать, кроме самих себя. Значит, больше никаких жалоб, согласился я. По крайней мере, вслух. Можно тогда, когда вам будут не нужны брюки. Адетта повернулась к Пончику. А то кое-кто шипит всякий раз, когда достает из ящика очередной факел. Пончик сердито замахала хвостом. «У меня в инвентаре 230 факелов. Это полная нелепость». «И последний совет», — сказала Адетта. «Никогда и никому не доверяйте, если не знаете, что он сам рассчитывает выгадать. Не доверяйте никому, чья мотивация вам непонятна. Взять Мордекая. Он вам этого не скажет, но сезон ему не зачтется, если его ведомые не доберутся до 4-го этажа. «Значит, если мы провалимся, он застрянет на мели до следующего сезона?» – уточнил я. «Застрянет на мели до следующего сезона, спонсируемого Борантом, а такой придет только через 7 или 8 сезонов после этого. И при нынешней политической атмосфере многие не уверены, что Борант продержится так долго. Все контракты замораживаются на время процедуры банкротства с наложением ареста». «Подождите, что?» – смешался я. Адетта отмахнулась. «О таких вещах вам беспокоиться ни к чему. Сосредоточьтесь на поиске». Пончик вдруг спрыгнула с дивана и побежала к дальней стене, но остановилась на полдороги, словно наткнулась головой на невидимый барьер. Реальные размеры студии были меньше, чем видимые. Пончик положила передние лапы на этот барьер, и создалось полное впечатление, что она стоит на задних лапах. «Смотри, Карл, это странная комната», – пожаловалась она. «Ты помнишь, что говорила Лексис?» – отозвался я. «В реальности мы не в студии, мы на лодке. Будь осторожна». Я повернулся к Адетте, пытаясь понять, от чего так оживилась Пончик. Женщина кивнула. Она наблюдала за кошкой, прыгавшей там, где комната заканчивалась. Во многих отношениях она еще ребенок. В этом часть ее очарования для очень многих зрителей. Это отлично действует в подземелье. А для хорошего интервью иногда нужен небольшой толчок. Я закусил губу, не зная, должен ли сердиться. «И что вы сделали?» Адетта пожала плечами. «Ничего злонамеренного. Добавка содержалась в ее кошачьем угощении. Это пройдет». Она усилила разум и добавила 1,5 балла к статистике уверенности принцессы. Это немного, но достаточно для того, чтобы интервью прошло лучше. Все равно, что выпить стакан крепкого вина. «Я слышал, что статистика разума уже не ведется», — заметил я. Пончик вернулась, пиля воздух хвостом. «Эта комната намного меньше, чем кажется. Адетта, а как насчет вас? Какова ваша мотивация?» – спросил я и поднялся с дивана. Пора было уходить. «Я имею в виду вашу помощь нам. Вы посоветовали не доверять никому, чьей мотивации мы не знаем». Опытная женщина улыбнулась. «Моя аудитория вас любит. Чем дольше вы будете живы, тем больше денег я заработаю. В этой вселенной нет ничего, что я любила бы больше денег. А теперь возвращайтесь и постарайтесь не погибнуть». Глава 3. Этаж 2. Просмотры 0, подписчики 0, любят 0. «В моем списке никого нет», – пожаловалась Пончик. «Пока никаких подписчиков». Мы провели на 2-м этаже около 5 секунд. К счастью, Брэндон и компания еще не приходили. У нас оставалось 2 часа до крушения, и я предполагал, что они ждут, приведет или не приведет Крис к спуску 30 человек, забившихся в вафельный домик. Я считал, что в течение ближайшего часа первый из них не появится. «Думаю, что ничего не случится до начала изложения события дня», — сказал я, и Мордекай говорил, что изложение обновляется медленно. Сегодняшний эпизод по времени совпадал с закрытием 1-го этажа. Я надеялся, что нам хватит времени, чтобы найти зону безопасности. Эпизод обычно длится немногим дольше часа, после этого в эфир пойдет шоу Адетты. Если это шоу действительно настолько популярно, как нам внушали, просмотры начнутся с него. Глубоко внутри я был уверен, что это хорошо. Чем больше фанатов, тем выше наши шансы. И все-таки меня не оставляло пугающее, зловещее чувство, что это пресловутое внимание ни к чему хорошему не приведет. Оглядевшись, я пришел к выводу, что 2-й этаж устроен так же, как и 1-й. Только попали мы не к началу главной магистрали, а в центр сектора. Здесь были белые полы,
С ними гармонировал оранжеватый лишайник на стенах. Стены здесь были не каменные, а из шлакоблока. Я ударил по одной своей боевой рукавицей, не развалится ли. Появилась большая трещина, но дальше разрушение не пошло, словно стену защищала магия. Я ударил по соседнему блоку, но и там было то же самое. Легкая трещина и никаких разломов. «Это же скучно. Межгалактический интернет есть, а второй этаж такой же, как первый», — негодовала Пончик. Мордекай предупреждал, что так будет. Только на 3-м или 4-м этаже начнут странности. «Надеюсь, хоть монстры тут поинтереснее», — заявила кошка. «Такие же. Немного покрепче». «Смотри, смотри!» — воскликнула Пончик. «Ты поменял масштаб карты и вон, правый верхний угол, северо-восток». Я поменял масштаб еще раз и тут же увидел то, что рассчитывал увидеть. Иконку окутывал туман, но она была. На меня накатило безмерное облегчение. Пока нет зон безопасности или учебных гильдий, зато, по крайней мере, была лестница на 3-й этаж. «Давай разведаем дорогу и посмотрим, получится ли очистить тот сектор», — предложил я. «Смотри внимательно, не пропусти зону безопасности». Косой крест появился на карте, как только мы свернули за угол. У меня сильнее забилось сердце, я испугался, что там труп Агаты, но крест был меньшего размера, какой-то моб. Я навис над тем местом и прочитал «Пестрая личинка, уровень 2, труп». «Второй уровень, неплохо, уж не Агата ли убила?» – предположил я. «Невозможно узнать, пока не подойдем ближе». Еще несколько шагов, и пара красных точек появилась в том же проулке между нами и телом. Кажется, они тоже двигались в направлении трупа. «Вон тут, будь осторожна», — шепнул я кошке. Заглянув за угол, я увидел мобов. Пару пушистых безногих существ размером с кота, такой же коричневый с черным окраски, что и Пончик. Большие жирные черви. По всей видимости, двигаться быстро они не способны, но как-никак 2-го уровня. Тот же тип существ, что и труп. «Пестрая личинка, уровень 2. Вам когда-нибудь случалось найти мертвое, раздувшееся, разлагающееся тело? Вы тыкали его палкой, чтобы посмотреть, что оттуда выползет? Вам хотелось, сами знаете. Что ж, удивляться нечему. Здесь, на 2-м этаже, крысы, вчерашний день. Пестрые личинки, вот последний крик моды. На них падают обязанности дворников. Чем больше монстров вы убьете, тем больше пищи у личинок. Если вам посчастливится найти их куколок, лучше поспешите прочь. Личинок убивать просто, их родичей постарше нет. «Берешь на себя левого, мой второй», – распорядился я, когда Пончик запрыгнула мне на плечо. Мы прошли за угол. Пончик выпустила в первую магическую ракету полной мощности, и гадина разорвалась, оставив после себя только лужу белой слизи. У этих были внутренности того же рода, что и у жуков-швырятелей с 1-го этажа. «Приготовь испепеляющий свиток на случай, если в их крови кислота или еще какая-нибудь гадость», – велел я. Я сформировал боевую рукавицу и прыгнул вперед. 2-я личинка издала жалобный скрип и постаралась убежать со скоростью черепахи. Я нанес удар вниз, как молотом в пудинг. Таких мог бы убивать и 2-летка. Остающаяся от личинок слизь не показалась нам ядовитой. Никаких ярко выраженных намерений они не проявляли и показались нам намного менее опасными, чем крысы. Мне стало любопытно, к монстрам какого рода их можно отнести. Потом мы, наконец, добрались до изувеченных останков, и моя догадка подтвердилась. Разграбленный труп, пестрая личинка, уровень 2. Убита обходчиком Агатой, флакон гемолимфы пестрой личинки, алхимический материал. Было похоже, что по твари проехалась тележка Агаты. Минут через 10 труп обобрали другие обходчики. Если это так, то предварительная высадка на 2-й этаж случилась несколько часов назад. Я забрал флакон. Пончик спрыгнула с моего плеча и понюхала труп, скорчила гримасу отвращения. «Гадость! Вижу еще пару красных точек в одном проулке от нас». Я взглянул на свою карту, там красных точек не было. Мгновения и появились. Недавно я заметил, что Пончик обладала способностью чуять опасность за несколько секунд до меня. Я подозревал, что эта способность была связана с ее расовой принадлежностью, но точно не знал. Точки быстро двигались по соседнему проулку. Это не личинки. Если они вроде крыс, значит, реальных монстров в этом секторе мы еще не встречали. Я раздавил ногой труп, оставленный Агатой. Давил и крушил, размазывал внутренности по полу до тех пор, пока с карты не пропал косой крест.
«Карл!» – окликнула меня Пончик, прыгнув между мной и превращенными в грязь останками. «Ты в порядке?» «Ты читала описание личинок?» – спросил я, оттирая ноги о шлакоблок. Я почти не чувствовал подошву. При этом бока ступни оставались чувствительными, как всегда. Нельзя бросать трупы, особенно в этой части подземелья. С этой минуты мы должны оставлять как можно меньше следов. Кошка наморщила нос. «Мне кажется, не стоит тратить на это время. Мой народ не одобрит осквернение трупов, это отвратительно, и я бы очень не хотел, чтобы этим занимался ты». «Твой народ не одобрит, если тебя убьют твари, в которых превратятся нажравшиеся трупов личинки». Мы прошли дальше по проулку, держа курс на красные точки. На развилке повернули, затем еще раз. Те двигались так размеренно, как будто патрулировали местность. Думаю, если мы и дальше будем держаться этого направления, то выйдем к их базе и к боссу местности. А я хотел пока избежать такого поворота событий. «Давай захватим этих гадов прямо сейчас. К чему тянуть, Карл?» Пончик все время подпрыгивала, колокольчик и броня на спине непрерывно звенели. «Мать твою, Пончик!» – не выдержал я. «Ты же кошка, научись двигаться незаметно». Точки остановились в своем проулке, помедлили и быстро двинулись в нашу сторону. «Видишь?» – сказал я. «Нужно сначала понять, что такое эти мобы, а не лезть сразу в драку». Я шагнул вперед и затаился за углом, откуда они должны были появиться. Пончик вернулась на мое плечо. Она начала было отвечать мне, но яростно завизжала, когда появились мобы. Выпущенные когти пропороли мою кожу даже через пиджак. Потом Пончик выпустила 2 ракеты быстрого действия, оба неизвестных создания свалились на землю. Показатели их здоровья поехали в красную зону, но остановились, не добравшись до конца. Мобы поднялись и рванули к нам с фырканьем и рычанием. И лаем. Со страшным австралийским акцентом ИИ выдал: «Опасный динго, уровень 5. Это не умные и приятные во всех отношениях пожирающие деток щенки с континента на обратной стороне Земли. Нет, дорогой товарищ, черты опасных динго. Сильное тело, острые зубы, пристрастие к таким блэк-метал-группам, как Диму Боргер и Сатирикон. Там, где динго, там и их наездники-кобальды. И они не сильно отличаются от рабовладельцев». Кобальд. В мифологии Северной Европы разновидность гнома, хранитель подземных богатств и потому недоброжелатель рудокопов. С возгласом «Умри!» Пончик выпустила в них еще 2 ракеты. Оба монстра свалились на землю, мертвые и источающие пар. За считанные секунды принцесса израсходовала 24 из имевшихся у нее 26 пунктов маны, после чего устроилась на моем плече, тяжело дыша. «Вот так», – произнес я. «Мы с тобой не фанаты собак, верно?» Эти новые знакомцы мало походили на стандартных динго. Прежде всего, они были огромными, размером с мастифа. Цвет шерсти на мордах напоминал корпс-пейнт. Корпс-пейнт, вор-пейнт. Черно-белый грим, характерный для блэк-метал групп. У них были абсурдно длинные и острые клыки, придававшие им какой-то едва ли не доисторический вид. Оба сбросили шкуры, которые Пончик присвоила как добычу. Один из них уронил еще кое-что, что мы не сразу заметили. Пару золотых монет. Пончик реквизировала их так резво, что я не успел изучить их свойства. «Должна признать, что несколько отвлеклась», – заговорила Пончик. Используя силу своих когтей, она оторвала голову одного динго от туловища и отогнала в сторону, где та и взорвалась при ударе о стену. Я не первый раз замечал, что тела существ этого уровня после смерти становятся весьма непрочными. Осторожно и невозмутимо Пончик разорвала трупы. Настолько осторожно, что даже не испачкалась в слизи. Трудясь, она приговаривала: «Фу, фу, гадость, фу!» Не пачкаться в крови она тоже старалась, но не столь преуспела, поэтому к концу работы шерсть на обеих передних лапах пропиталась кровью. «Где ж твой отказ от осквернения трупов?» «Кокер-спаниели заслуживают, чтобы их трупы оскверняли». «Это не...» Я умолк. С Пончиком нельзя было спорить. Она отлично знала, что перед нами не кокер-спаниели. Она священно действовала на камеру. «Идем отсюда и возвращаемся». Я указал на изогнутый проулок. Впереди я увидел несколько обширных помещений и заподозрил, что там мы увязнем в динго и кобальдах. На пути к главной магистрали я не заметил признаков динго, но мы встретили еще парочку мертвых личинок. И полным-полно живых. Эти существа кишели повсюду, и нам приходилось убивать их десятками. «А вот зона безопасности», — сообщила мне Пончик.
сбоку от проулка». Она была права. Это в противоположную от лестницы сторону, зато близко. Мы двинулись туда и пересекли границу другого сектора. Этот наполняли плавающие мозги со свисающими щупальцами. Они были похожи на медуз, назывались они «ужасы разума», и все были 4-го уровня. Иногда они прибегали к псионическим атакам. Псионика. В парапсихологии приписываемая некоторым живым существам способность создавать энергетические, пространственные и временные искажения, равно как и другие неизученные явления. Пончик была абсолютно невосприимчива к ним, а вот я – да. Я мог чувствовать их до того, как увижу, а их присутствие вызывало у меня такую головную боль, что я становился почти слабоумным. Но физически они были слабы, двигались медленно, как миниатюрные дирижабли. Я мог сшибить их в воздухе до того, как атаки на разум успевали понизить уровень моего здоровья больше, чем на несколько пунктов. Их тела имели консистенцию футбольного мяча, наполненного джемом. Падая на землю, они отскакивали, а иногда разлетались брызгами. Углубляться в эту местность мне не хотелось, а путь к зоне безопасности мы нашли. Зона располагалась, увы, не в закусочной с защитником бобка, хотя площадь ее была намного больше площади тех зон, где мы побывали. Она представляла собой что-то вроде штормового убежища, надписи на дверях туалетов на французском языке. Телевизионные экраны висели на стенах в одном конце зала, похожего на грот пещеры. В другом его конце стояло штук 50 пыльных коек. Ни еды, ни выпечки, ни торговых автоматов. Только туалеты, душевые и умывальники. Но было там нечто такое, чего я раньше не встречал. Почтовый ящик на столбе с маленьким красным флажком, вроде тех, что домовладельцы иногда вывешивают перед своими домами на городских окраинах. Я немедленно рванулся к ящику и попробовал открыть дверцу, но получил сообщение об ошибке. «Зачем кому-то посылать тебе письма?» «Жуть», – прокомментировал я. Число полученных нами ящиков и достижений оказалось меньше обычного, но сколько-то у меня все же было. Появилась информация о моей бытовой статистике. Я присел на кровать и просмотрел достижения. Пончик занялась тем же. Новое достижение. Босс района. Итак, вы пробрались в апартаменты босса 2-го по слабости типа. Если вы выжили, это означает, что вы вошли в 5% лучших обходчиков. Очень плохо. Только 0,25% лучших пройдут на следующий ярус. Награда. Ну нет. Новое достижение. Громила и вор. Вы украли собственность у вашего товарища-обходчика, стоящего на более низком, чем вы, уровне. Дальше что, крутой пацан? Пинаем щенков? Награда. Вы получаете бронзовый ящик негодяя. Это достижение на секунду поставило меня в тупик, но я тут же сообразил, что речь идет о тележке Агаты. Новое достижение. Сооружение поля битвы. Вы построили конструкцию и применили ее в бою, а ваша мама считала, что вы зря тратите жизнь на поедание Doritos и игру Майнкрафт. Видела бы она вас сейчас, как жаль, если ее нет в живых. Награда. Вы получаете серебряный ящик механика. Doritos – чипсы из кукурузной муки. Майнкрафт – популярная компьютерная игра. 2009 год. Для следующего сообщения ИИ снова использовал сексуальный голос. Я стыдливо поморщился. Новое достижение. Этот поросенок на рынок пошел. Строчка из стишка для малышей, вошедшего в популярнейший сборник рифмы матушки Гусыни. О, малыш, да. Вы убили более 5 противников в битвах против боссов, используя босые ноги. Ваш папаша очень-очень счастлив. Награда. Вы получаете платиновый обувной ящик. Что ж за мразь? Тихо сообщил я потолку. Меня передернуло, я бросил взгляд на Пончика, она уже раскрывала ящики. Я решил, что об этой награде ей не расскажу. А все-таки платиновый ящик. Эта игра почти стоит свеч. Почти. Нет времени ждать, пока придет очередь случайного ящика с лутом. Выскочило еще несколько достижений, и все они относились к нашей победе над боссом. Убили босса района смешанной группой, убили босса района меньше, чем за 10 минут. Ни одно из достижений не предполагало хорошего лута, за исключением серебряного ящика босса. Оставалось последнее достижение. Новое достижение. Вы нашли лестницу, ведущую вниз на следующий этаж. Говорят, сливки поднимаются наверх. Как эта поговорка применима к вам? Награда.
Данный факт едва ли можно квалифицировать как достижение. Ваша награда в том, что вы живы и читаете написанное. После этого я перешел к ящикам. Предметы появлялись один за другим, появлялись быстро и исчезали в моем виртуальном портфеле. Я вошел в склад, выбрал опцию «Новое» и просмотрел все сразу. Ящик негодяя содержал 5 кусков золота и 3 маленьких листка бумаги. Билет на выпивку 3. Клуб Деспирадо. Деспирадо – безнадежный, отчаявшийся испанский. В английском языке головорез – отчаянная голова. На красном листке было написано только «Допуск в клуб Деспирадо на бесплатную порцию выпивки». Я с сомнением изучил кавычки при слове «выпивка». В серебряном ящике механика лежал действительно интересный предмет – инструмент. Я извлек его из склада и осмотрел. Он был похож на серебряный чрезмерно огромный леденец с кнопкой на ручке. Липкий растворитель 3000. Инструмент для придания формы. Использовать только на верстаке. Помогает преобразовывать материалы во что-то другое. Лучше отводить рабочий конец от лица. Кажется, крутая вещь, но я не смогу ею воспользоваться, пока не приобрету личное пространство. А это невозможно до 4-го этажа. Пока пусть лежит в моем складе и ждет. Дальше я взялся за серебряный ящик босса. Там я нашел 100 золотых монет и зелье. Зелье «Кодекс обмана». Предупреждение. У этого предмета короткая жизнь. Этот предмет утрачивает силу вскоре после его создания. Иначе говоря, его нельзя хранить. Не будьте слабаком, выпейте сейчас. Увеличивает боевой или магический навык на 3 пункта. Выбор случайный и постоянный. После описания возник красный мигающий хронометр. Он был встроен на 17 минут, и обратный отсчет уже шел. Блин, я добавил зелье в рабочий список и выпил. Во рту зашипело, как будто я закинул туда целую упаковку Поп-Рокс. Шипучая карамель, вызывающая выделение газа при соприкосновении со слюной. Ваш навык пугилизма увеличен на 3. Теперь ваш навык пугилизма равен 10. Проклятие. У меня гора бонусов, и все они относятся к бою без оружия. В сочетании с железным кулаком и мощным ударом, плюс бонус боя без оружия, упакованные кулаки и навык пугилизма дают мне возможность причинять не меньше вреда, чем кувалда Брэндона. Я знал, что теперь навыки будут качаться медленнее, но, наверное, даже сейчас мог кулаком оставить вмятину на стальной балке. С другой стороны, в моем прогрессе не было ничего уникального, особенно по сравнению с некоторыми из тех, кто появлялся в итоговом выпуске шоу. Эта малышка Люсия Мар была полностью упакована в магическое снаряжение. Несомненно, она обладала бонусом к ловкости. Эта пигалица взбегала по стенам, одновременно делала сальто и плющила монстров своей булавой. Женщина с арбалетом и в шлеме валькирии тоже была безумно сильна, пожалуй, сильнее меня вдвое. Я в священном ужасе наблюдал, как она схватила слюнявого монстра размером с медведя со щупальцами, подбросила его в воздух и дважды прострелила из арбалета так, что его разорвало. Эти героини выдавали примеры невероятной силы. Но мне были известны и монстры, не отстававшие от нашего прогресса. В общем, даже когда силы переполняли меня, часть меня боялась, что я все равно отстаю. Оставалось обследовать последний предмет. Проклятие. Неслышно выдохнул я, беря этот предмет и читая его свойства. Небольшая черная папка на молнии. Я расстегнул ее и обнаружил внутри множество миниатюрных инструментов. Заколдованный набор сильфа для педикюра. Сильфы – духи воздуха в средневековом фольклоре и магии. Набор состоит из 12 предметов для правильного ухода за ногами. Магическое усовершенствование этого предмета можно проводить только в зоне безопасности или в личном пространстве. Предупреждение. Вам требуется оставаться босиком. Почему? Потому что вы знаете почему. С этим персональным гигиеническим набором, в котором найдется все, от пемзы до ножа для кутикул, ваши ноги останутся одновременно прекрасными и готовыми к бою. Ежевечерняя забота о ногах даст вам следующие бонусы. Плюс 15% к урону при босоногих атаках на 30 часов, плюс 3% к навыку сокрушения на 30 часов, плюс ненарушаемая полировка только для ног на 30 часов. Эта полировка сохранит ваши пригожие плюсневые кости целыми и красивыми. Плюс божественно оперативная и аккуратная полировка только для ног на 30 часов.
Ваши ноженьки не только будут привлекательными, яркими и блестящими, но при любых ловушках футбольного происхождения подадут сигнал тревоги. Вы получаете 5 секунд перед срабатыванием». Я вздохнул. Эта последняя полировка оказалась действительно роскошным призом. Если не считать бульдозер гоблинов, мы еще не попадали в ловушки. Мордекай о них упоминал, но я не представлял, когда они дадут о себе знать. Нам понадобится больше, чем 5 секунд, но и это лучше, чем ничего. С сомнением посмотрев на набор, я отправил его в склад. Я понятия не имел, для чего большинство этих металлических штучек. Должен ли я использовать их все, чтобы включить колдовство? Сколько времени это займет? Беатриса могла проводить в ванной буквально часы. Она там тыкала, колола, щипала себя. Пончик обычно сидела на полочке в ванной и мяуканьем требовала внимания. А это означало, что Пончик наблюдала за Беатрисой множество раз. Мне придется спрашивать у кошки, как пользоваться всей этой ерундой? Да. Пончик подбежала к почтовому ящику, запрыгнула на него, и передняя стенка открылась перед ней сама по себе. Оттуда выплыл Том и завис перед Пончиком, и исчез, когда она убрала его в свой склад. «Что это была за чертовщина?» – спросил я. Пончик полностью выдохнула воздух. «Благодаря этому ящику босса я теперь член клуба «Книги этажей подземелья». Я получаю по почте по одной книге заклинаний на каждом уровне». «Что, правда? Это намного лучше того, что получил я. Что за книгу ты получила?» Вместо ответа ее тело засветилось. Кошка прочитала книгу и закляла себя. «Мяу», — сказала она после паузы. «Какое классное заклинание. Мы просто обязаны сберечь трюки из этой книги, а не промотать их». «Мать твою, Я остановился. «Ты ж знаешь, прежде чем применять что-либо к себе, надо прочитать описание. Что это за заклинание? Что оно делает?» Доступа к ее заклинаниям у меня не было, поэтому пришлось положиться на то, что захочет рассказать Пончик. Я знал, что у нее 4 заклинания, не считая этого нового. Это заклинание исцеления, факел, магическая ракета и прыгун через лужи. Их она попробовала по одному разу. И еще был том «Армия миньонов». Его она пока не читала. А у меня был том «Сияющая броня». Оно называется «Второй шанс». Чтобы его активировать, нужно 10 маны. Я смогу поднять монстра из мертвых. Его уровень должен быть ниже моего. Он будет драться за нас в соответствии с уровнем заклинания. На первом уровне действует всего минуту. Я возмутился. Дерьмо святое. Это ахинея. Чары некромантов. Это отвратно. Пончика передернула. Мертвые не церемонятся, и будет намного хуже, когда они начнут топтаться поблизости. Стоны и все такое, ты ж знаешь, как я воспринимаю стоны. У меня сохранилось краткое воспоминание о той минуте, когда Пончик застукала нас с Беатрисой за совместным занятием. Тогда это было совсем не смешно, хотя впоследствии мы, вспоминая, смеялись. После этого в часы секса вход в спальню Пончику был заказан. Она выла под дверью, и нам приходилось включать музыку, чтобы заглушить ее. «А как насчет того, чтобы убивать со вкусом?» – осведомился я, стараясь не смеяться. «Можно быть стильным и обходиться без насилия». «Да», – согласился я. «Но представь, как ты воскрешаешь одного из тех динго, он для тебя убивает другого динго, а потом ты воскрешаешь и того, и будешь ты как маленькая Люсия Мар с 2 собаками, только у тебя будут собаки-зомби». Глаза кошки округлились. «Это лучшее заклинание всех времен». Глава 4. Брэндон и его команда еще продолжали переводить своих подопечных в зону безопасности, когда пришло время премьеры очередного эпизода. И стоило шоу начаться, как хронометр вышел из строя. В мире раздался грохот, землю под моими ногами тряхнуло, землетрясение продолжалось не больше секунды. Я остановился и уставился на цифры на телеэкране. Они мигали. Выражаемое ими число, превышавшее 2 миллиона, сменилось на 1 миллион 292 тысячи 526. На нижний уровень спустилось больше людей, чем я ожидал. Но эти числа, эти проклятущие числа, я пожалел, что нам приходится их видеть. За тот короткий момент, когда я помогал одной из женщин в инвалидном кресле, ее звали Элли МакГиббонс, перебраться в штормовое убежище, умерло больше 700 тысяч человек. Треть оставшихся обходчиков. Первый этаж стал могилой почти для 10 миллионов человек. «Спасибо, дружочек», — сказала мне женщина, когда я подвез ее к остальным. «Ты не мог бы поставить мне по телевизору суд по разводам? Мой Барри смотрел это шоу, оно напоминает мне о нем».
«Не думаю, что она до сих пор идет», — сказал я. «Ну, ничего». Над числом остающихся обходчиков обратный отчет времени до крушения уровня мигнул несколько раз и перезагрузился. 6 дней и несколько часов. Подошел Брэндон и остановился рядом со мной. «6 дней?» – переспросил он. «Мистерис Тиата говорила, что будет 10». «Да, наш парень говорил то же самое», – подтвердил я. «По крайней мере, в этот раз мы знаем, где лестница». Пока телевизор демонстрировал сцены резни, мужчина и женщина убегали от трехголового бабуина, я изучал комнату. Мы заполучили всего 6 человек из зоны безопасности вафельного домика, а это означало, что 24 предпочли остаться. На мгновение я задумался и решил, тем лучше для них. Они обрели власть над собой на последнее мгновение и ушли на своих условиях. Брэндон сказал, что все они пели, когда он в последний раз их видел. Агаты все не было. Крис сидел в углу, опустив голову, возможно, он плакал. Имани и Иоланда хлопотали среди подопечных. Иоланда сопровождала их в туалет, а Имани раздавала им наше обходчиковое печенье. Пончик расхаживала перед телевизионным экраном в ожидании второй части программы. Мы еще не знали, достанется ли и нам время в основном шоу. «Я надеялся на твою помощь кое в чем, после того, как все заснут», — обратился ко мне Брэндон. Я уже знал, о чем он собирался просить. «Собираешься отправить их вниз по лестнице на 3-й этаж раньше срока?» «Да», — сказал он. «Они не могут тренироваться, так что нет смысла держать их здесь». «А вы сами?» – спросил я. «Ваши уровни нужно поддерживать». Брэндон покачал головой. «Мы это обсудили. Мы все спускаемся. Будем искать свои шансы на 3-м этаже. Если мы разделимся, то рискуем не встретиться». На экране кричала женщина, которая откусил руку монстр, похожий на баклажан с зубами. «Мы обследуем путь и расчистим его для вас», – пообещал я. «Спасибо. Ты нашел что-нибудь хорошее в ящике босса?» – спросил я. В интерфейсе против имени Брэндона, как и против всех наших имен, стояла яркая серебряная звезда. Брэндон улыбнулся. «Я получил магический бумеранг. Крис какую-то книгу о дубинках, имени не говорит, что получает. А у Иоланды теперь колчан нового образца». «Я хотел спросить у тебя насчет Агаты», – сказал я. «Тихо все!» – прокричала Пончик. «Начинается лучшая часть!» Экран показывал группу африканцев. Их партия называлась «Le Mouvement» – движение, французский. Их число сократилось с 1,5 сотен до примерно 8 десятков после какой-то внутренней бучи, после которой у некоторых на аватарках красовались черепа. Шоу показало нам красноречивый график, показывающий, сколько патронов у них было. У 80 человек осталось примерно 500 выстрелов. Люси и Мара и ее собаки уничтожили перед спуском гнездо коричневых косматых монстров. Я знал, что они появились в шоу Адетты непосредственно перед нами, и тогда один из псов напал на продюсера. Женщина в шлеме Валькирии скооперировалась с 3 другими женщинами. Вместе они убили Йети с рангом босса района, после чего спустились. А вот, наконец, и мы. Пончик рядом со мной ахнула, когда мы показались на сцене. На экранах мы были меньше 15 секунд. В программе проходили сюжеты о многочисленных группах обходчиков, которые дрались с боссами или бежали к лестницам. Хронометр, между тем, свидетельствовал, что некоторые эпизоды случились всего минут за 30 до показа. «Вот оно!» – закричала Пончик, когда на экране мы прятались в редуте. Вот клубок свиней покатился по наклонной плоскости вверх и застрял. Вот внутри нашего миниатюрного форта падающая балка бьет Иоланду по голове, вот разваливается шар, вот Пончик поливает клыкастых ракетами, вот Имани с кислым лицом отбрасывает стропон-фалоимитатор. Появились фотографии всех нас, а через мгновение внимание шоу уже переключилось на другую группу. «Они не включили фото Агаты в ролик», — заметила Иоланда. «Это означает, что Агаты больше нет?» «Думаю, именно это и означает», – мрачно отозвался я. У сумасшедшей женщины не было шансов остаться в живых. Никто не высказал этой мысли вслух, но все думали именно так. «Подождите», – сказал Крис. Старший брат Брэндона обладал звучным голосом, и я удивился, когда он заговорил. Лишь второй раз я слышал его голос. «Это не все. Ее вырезали из программы, она была рядом со мной возле лежачего полицейского, а здесь ее не показали». «Да уж», — отозвался Брэндон, — «нехорошо как-то». «И что это значит?» — спросила Иоланда. «Да хрен его знает», — сказал я. Пончика данный вопрос не интересовал, она только подпрыгивала. «2 шоу в один день, Карл, 2 шоу! Может, будет еще, как думаешь, нас покажут в других шоу?» Я вздохнул.
«Пончик, успокойся. Из-за твоей одержимости нас убьют». «Я не одержима», — возразила она. «С чего ты взял, что я одержима?» «Люди полюбили тебя за то, что ты сделала. Если ты начнешь играть для камеры, тебя будут любить меньше. А если ты погибнешь, тебя и вовсе потом не вспомнят. Так что постарайся выкинуть это из головы». «Не знаю, Карл, о чем ты толкуешь», — проворчала она. Шоу закончилось. Через минуту в штормовое убежище проник голос диктора. «Приветствуем вас, обходчики. Добро пожаловать на 2-й этаж. Поздравляем всех вас. В игре остается около 1 миллиона 300 тысяч обходчиков. Это число немного меньше, чем рассчитывалось, поэтому мы сокращаем лимит времени до минимума, допускаемого правилами. У вас 6 дней на то, чтобы найти спуск. Еще раз просим вас не спешить спускаться и выжидать, насколько это возможно. Как только объявление закончится, вы найдете своих подписчиков и тех, кто отметил вас как своих фаворитов. Статистика загружается медленно, так что не расстраивайтесь, если пока ничего не увидите. В этом сезоне мы усовершенствовали работу патронажа. Это существенное изменение, поэтому будьте внимательны. Теперь все обходчики смогут иметь только 3 покровителей. Права покровителей выставляются на однодневный аукцион немедленно по переходу на 4-й, 5-й и 6-й этажи. Ваши благотворители будут вправе брать под патронаж и другие группы по своему выбору, начиная с 7-го этажа. Все патронажные места выставляются на аукцион с начальной стоимостью в 1 кредит, а это означает, что практически все действующие обходчики получат покровителей. Однако предупреждаем, любая цена, которую покровитель платит сверх стандартного патронажного взноса, отражается в скидках на трофейные ящики этого покровителя. Все выплаты ниже взноса будут указаны в дополнительных расходах этого покровителя на трофейные ящики. Иными словами, чем больше ваш покровитель платит за вас, тем выше будет количество и качество получаемых вами ящиков благотворителя. Чем выше ваши социальные показатели, тем выше ваши шансы на лучшую добычу. Наставники познакомят вас с подробностями и помогут, если у вас появятся дополнительные вопросы. И последнее. Мы должны сказать, что разочарованы вашим неуважением к туалетам. С этого момента, если какой-либо обходчик человеческого происхождения осуществит мочеиспускание или дефекацию вне отведенной туалетной зоны, он немедленно получит наказание в виде элемента гнева, вводимого с 13-го этажа. Этот элемент убьет нарушителя и всех членов его партии раньше, чем нарушитель успеет подтянуть штаны. На сегодня все. Хорошего вам времени и не забывайте убивать, убивать, убивать. Брэндон повернулся к Иоланде. Сказал бы ты Джеку, чтобы он больше не мочился в проулках. Иоланда побледнела. Я даже не знал о такой проблеме. Джек один из тех, кто пользовался ходунками, а не инвалидным креслом. Он носил шляпу с эмблемой Cincinnati Bengals и всегда подшучивал над женщинами из своей группы. «Ты еще жива, Марибет?» Ни у кого из них не было имени Марибет. Cincinnati Bengals – профессиональный клуб по американскому футболу. «У меня осталось несколько памперсов для взрослых. Один он получит», – пообещала Йоланда. «Их аргументация насчет ускорения отсчета времени не имеет смысла», – заявила Имани. Я согласно кивнул. Звучит так, словно они хотят поскорее от нас избавиться. «Карл, у меня есть подписчик, мой первый подписчик», – закричала Пончик. «Еще один. Просмотр, у меня есть просмотр». «Ага. Между прочим, этот зритель сейчас видит тебя», – сказал я. «Так что прекратил бы ты валять дурака. Мы уже об этом говорили». Пончик замерла, ее глаза округлились. «Ты прав». Она уселась и принялась вылизывать лапу с неожиданно беззаботным видом. «Ну и бой сегодня был, правда, Карл?» Она произнесла эту фразу необычным «я стараюсь играть непринужденно, но мне это плохо дается» тоном. Я вздохнул, одному богу известно, чего мне стоило не выдать свой хлесткий лозунг. Она привыкнет, все это вновь для нее, дадим ей шанс. Когда трансляция шоу Адетты закончилась, я знал, что данные взлетят ввысь ракетами. Нам предстояла долгая ночь. Глава 5. Время до крушения 5 дней 10 часов. Просмотры 69 миллиардов, подписчики 635 миллионов, любят 149 миллионов. Приближаясь к сектору с лестницей, мы увидели, что сразу за ней есть учебная гильдия и еще одна зона безопасности. План состоял в том, чтобы проверить монстров, понять, насколько они крепки.
Если с ними можно справиться, тогда мы очистим путь. Когда найдем логово босса, на месте решим, как действовать дальше. После этого отведем группу Медоу-Ларк к лестнице. Мы разошлись спать, а проснувшись, нашли свои социальные статусы в стратосфере. Просмотров и подписчиков у нас с Пончиком было примерно поровну, зато в фавориты ее записало вдвое больше зрителей. Это было оправдано. Мордекай говорил, что у людей ограниченное число фаворитов, а из нас двоих Пончик увлекало больше. Я был не против. Я старался не думать об этом. В этот день нам предстояла важная работа. Даже Пончик, хвала создателю, начала уделять внимание ближайшей задаче, когда мы увидели на своих картах первые красные точки. Кошка выдала какую-то стимулирующую ахинею о том, что нужно ловить момент и пойти в бой за честь старших, но думаю, что даже она сама осознавала, насколько действует на нервы. Пара поклонников слиняла от нее, и по ее реакции на этот факт можно было подумать, что ей нанесли предательский удар в спину. Точки находились в стороне от основных путей. Главные артерии этого этажа были уже, чем этажом выше, и земля была не такой ровной. Нам приходилось следить за тем, куда мы ступаем. Бетонный пол был покрыт трещинами, повсюду лежали острые камни. Я отбросил один из них пинком, ногти на ногах блестели. Утром я попытался попросить Пончика научить меня работать с набором для педикюра, и она высмеяла меня. Помогла мне Имани, одна из всех. Она подавала мне инструменты один за другим и невозмутимо поясняла, как ими пользоваться. На полировку ушло минут 15. Мне пригодились не все инструменты, я занимался этим делом для вида. Но теперь мои ноги блестели, и хотя физические ощущения не изменились, они казались более прочными. Я знал, что если уроню на ступни булыжник, кости не треснут. Идти будет больно, но кости останутся целыми, а стопы красивыми, что, похоже, было важно для психованного ИИ. Я заглянул за угол и увидел монстров. Их было 3. Они сидели в кружок в просторном зале, освещенном факелами, и играли в кости. Маленькие, напоминающие троллей-гуманоиды с несоразмерно большими головами. У всех крючковатые носы, румяные щеки и всего по несколько зубов во рту. Они были одеты в зеленые, латаные-перелатанные комбинезоны. На каждом ботинки в стиле пилигрим с пряжками, слишком маленькие для меня. Если бы не пятнистая кожа и черные курчавые волосы, я отнес бы их к типу гоблинов. У всех 3 не носы, а щели. За игрой они кашляли, чихали, фыркали, терли руки о бока. На коленях у всех лежали рогатки, оружие дальнего боя. Я не любил дальний бой. Непривитый Клорикон. Консультант по повышению градуса. Уровень 3. В ирландском фольклоре старичок крохотного роста, всегда пьяный. Изображался в зеленой одежде, как и лепрекон. Если услышите банджо, бегите. Клориконы – дальние деревенские родичи лепреконов. Тогда как о лепреконах рассказывают, что они стерегут несметные запасы золота, единственное, что могут копить клориконы – это полароидные снимки своих сестер, копошащихся в сомнительных коммерческих схемах. Секта из числа противников прививок. Не позволяйте им чихнуть на вас. Предупреждение – это мобы класса фей. Мобы этого класса причинят вам на 20% больше урона, поскольку у вас есть право свободного прохода, данное гоблинами. Я снова спрятался за углом. Боже, как бы я хотел найти способ сделать их точки белыми, тогда мы смогли бы использовать твой навык чар. У них есть крылья? Мой талисман-бабочка побуждает крылатых фей любить меня. Не думаю, что у них есть крылья, буркнул я. Если мы поймаем одного, то поговорим с ним, предложила Пончик. «Я бы сказал, ты хорошо придумала», — признал я. «Но с этими парнишками не пройдет. Нужно убить их издалека, они ядовитые. Я вполне уверен, что они вызывают штуки вроде дебафа зараза. Давай ударим по ним 3 магическими ракетами с учетверенной мощью. Пусти одну за другой супербыстро. Если они не скопытятся, бей еще раз». Пончик кивнула и прыгнула ко мне на плечо. «Готово», — отрапортовала она, вся в деле. Мы заглянули за угол. Пончик выстрелила им в головы. Старички даже не узнали, что их ударило, умерли, где сидели. «Сколько пунктов маны у тебя осталось?» 14, ответила Пончик. «Не хочешь попробовать свое новое заклинание «Второй шанс»? На него ведь нужно 10, верно?» Мне не пришлось просить кошку дважды. Все ее тело осветилось пурпурным неоном. Мгновение спустя один из клориконов дернулся и светился пурпуром в тон Пончику. Поднялся и остался стоять, пошатываясь, наклонив на бок взорванную голову. Из его мерзкого слюнявого рта вырвался стон.
Пончик вздрогнула на моем плече. Над головой немертвого существа повис настроенный на 1 минуту хронометр. Из дыры в его голове потекла светлая жидкость. Оно снова застонало, на этот раз громче. Немертвый миньон обходчика принцессы Пончик. Непривитый клурикон-консультант. Уровень 1. Он раскачивался, не сходя с места. «Вот это самое гнусное!» Пончик издала звук, похожий на рвотный спазм. «Карл, мне это не нравится!» «Хотел бы я знать, почему у них всегда 1 уровень», — завороженно проговорил я. «Ты можешь им управлять?» «Не знаю», — с сомнением ответила Пончик. «У меня нет никаких данных». Она издала какой-то вымученный хныкающий звук, какого раньше я от нее не слышал. «Ты», — обратилась она к зомби, — «подними мертвые тела твоих друзей». Создание продолжало шататься. На хронометре оставалось 25 секунд. Тогда оно опустилось на колени и потащило одного из соплеменников, потом забралось к мертвому в живот и достало оттуда нить внутренностей, как фокусник достает серпантин из шляпы. Лента тянулась и тянулась. Зомби почти сексуально застонал от удовольствия. Теперь у меня неприятно засосало в желудке. «Да, это действительно отвратительно», — проговорил я. Через несколько коротких мгновений зомби свалился. Снова мертвый, так и не выполнив приказа. Я нерешительно смотрел на останки. Понятно, что трупы необходимо убрать, но игра уже столькими способами предупредила меня, что эти молодцы ядовиты, и я не знал даже, стоит ли приближаться к ним настолько, чтобы забрать лут. Прежде чем я успел возразить, Пончик спрыгнула на землю и оприходовала его. Как четвероногая, она могла убрать в свой склад отдельно лежащие предметы, такие как рогатки и кости, не прикасаясь к ним, если они были не слишком тяжелыми или не находились чересчур далеко. Мне же пришлось бы физически поднимать их, а это означало оказаться в опасной близости от зараженных тел. «У каждого есть глиняная бутыль или что-то такое. Называется самогоном туалетного разлива», — сообщила Пончик. «Они как ламы», — сказал я. «Может быть, они продают пойло другим мобам?» Мы договорились пока воздержаться от уничтожения трупов. Мне пришла мысль взорвать их, но это означало транжирить пригодную к употреблению взрывчатку. Возможно, я смог бы состряпать что-нибудь, что сожгло бы их. У меня было немерено галлонов легко воспламеняющейся жидкости. Возможно, сошел бы и самогон клуриконов. Но такой план требовал размышлений, проб и ошибок. Мне очень пригодилась бы, скажем, секира, орудие которым можно действовать на расстоянии. «При них были какие-нибудь боеприпасы для рогаток?» – спросил я. «Да, целые сумки камней. Дай-ка мне рогатку и пару сумок. Я попробую». Понадобилось 3 секунды, чтобы сообразить, что стать несущим смерть владельцем рогатки в ближайшее время мне не светит. Но я намеревался практиковаться. Я нуждался в оружии дальнего боя, более тонком, чем привычная мне динамитная шашка. В детстве у меня была рогатка, и я прилично ею пользовался. Расставлял игрушечные машинки на заборе и учился попадать в них. Это воспоминание сразу приобрело кислый вкус. Я вспомнил, как отец однажды нашел мою рогатку. Он и его друзья принялись играть с ней и порвали ленту. Отец пообещал подарить мне новую. Обещание он не выполнил. В течение следующего часа мы очистили от клуриконов весь сектор. Мы — это Пончик. Встречались только мобы 3-го уровня. После каждой стычки Пончик поднимал из мертвых одного, и я в качестве тренировки укладывал его из рогатки. Это оружие практически не наносило ущерба, хотя я наловчился без промаха попадать монстрам в голову. В итоге мой навык рогатка достиг 3, но переползать за эту отметку отказывался. Пончик в своем навыке «Второй шанс» тоже дошла до 3-го уровня. Зомби оставались такими же слабыми, зато держались уже не 1 минуту, а 3. В добыче Пончика оказалась необычная вещь. Брошюра под названием «Набирай обороты, делай деньги, будь сам себе боссом, спускайся этажом ниже». Не похоже на магию. Обычная брошюра на бумажной полосе, сложенной втрое. Я попросил, дай посмотреть. На первой странице было цветное изображение 3 смеющихся клуриконок с кружками самогона в руках. Поверх картинки несколько фраз на синдикатском стандартном, типа «Теперь ты босс», «Твои личные часы», «Это не пирамида», «Это безопасно». Внутри сплошной текст, в основном тарабарщина на тему выгод, которые ждут консультанта по самогону. Справа изображение пирамиды с надписью поверх «Это не пирамида». Под текстом стояло объявление «Обратись к Кракарен или одному из ее нижестоящих консультантов уже сегодня и узнай, как набрать обороты своей жизни».
На оборотной стороне значилось «Ждите, скоро, энергетики, портативно, вкусно, животворяще» и перечеркивающей линией «Продолжения не следует». «Как думаешь, мы сможем стать консультантами?» – спросила Пончик, проведя немыслимое время за чтением брошюры. «Здесь говорится, что мы, как владельцы бизнеса, приобретаем власть над собой и можем ловить свою судьбу». «Это попросту не имеет смысла», – сказал я. «Они высмеивают схемы пирамид. Помнишь, как Беа затеяла продажу леггинсов? Вот что-то в этом роде». Комнатный шкаф тогда был забит коробками с товаром. Пончик забралась в одну из этих коробок и помочилась там. Я улыбнулся воспоминанию. Беа жутко разозлилась на бедную кошку. «Но это не пирамида. Тут так прямо и сказано». «Продолжай», — хмыкнул я. «Эти твари нам враждебны, поэтому в любом случае ничего не выйдет. Думаю, эти брошюры адресованы другим мобам, не обходчикам. К тому же мы можем просто перебить их и все забрать себе». Пончик отложила брошюру. «Да, кажется, так будет проще. Не придется платить начальству или вкладывать начальный капитал». Когда мы обошли сектор по периметру, я был вынужден убить одного клурикона ударом в голову. Пончик выпустила ракету, промахнулась, и маленькое чудище помчалось на меня с невозможной скоростью. Оно предпочло рогатке рукопашную. Оно как-то по-свиному зарычало и наставило на меня свои кукольные ручки. Я сжал кулак, но все произошло слишком быстро. Моя рукавица формируется 2 секунды. Это долго для ситуации, когда требуется реакция. Удар кулака, голова кулака, оглушил тварь. Я ударил второй раз уже рукавицей, и монстр пролетел от меня с вдавленной в плечи башкой. Раскрыв кулак, я увидел, что мои пальцы вымазаны светло-зеленой маслянистой дрянью. «Предупреждение! Вы инфицированы заразой!» Блин. Возник хронометр, заряженный на 5 минут. Я вызвал экран здоровья, чтобы увидеть, что со мной. «Зараза! Получить заразу – это как впасть в неконтролируемый смех. Или отдаться наслаждению своей жизни, и при этом балансировать на грани смерти. Может случиться, что вам уже не удастся восстановить здоровье никакими методами». Полученный дебаф перепугал меня так, что из меня чуть не вышло все вековечное дерьмо. Я мог противостоять яду, физическим ударам, но нет защиты от атак такого рода. Наши исцеляющие заклинания, зелья, свитки не могли помочь. Требовалось нечто такое, что отогнало бы эту особенную опасность. В те 5 секунд, пока я читал описание, я действительно боялся, что угроза смертельна. Сам по себе дебаф ничего не значил. Переждать его, да и все. Я считал, что он был следствием 1 или 2 ударов кулака. Сначала ты получаешь заразу, а потом в тебя вливают что-то, что высасывает из тебя здоровье. Если мой случай таков, то неважно, что эти гады только 3-го уровня, они опасны. «Мы больше не связываемся с этой нечистью», — сказал я Пончику. «Дай мне минуту». Мы собрали 25 фляг самогона. Пончик дала мне одну. Я осмотрел большой глиняный сосуд. Энергетический самогон туалетного разлива. Тип – катализатор. Эффект – очень горючая жидкость, взрывчатое испарение. Статус – не активируйте без контакта с огнем. При 180 пруфах этот самогон уничтожит волосы на вашей груди, а затем вернет их. Энергетическая версия очищена при помощи сахаров 2 типов. Из слизи, оставленной пестрыми личинками, и из секретного частотного источника. Пруф – единица измерения крепости алкогольных напитков. В США 1 пруф равен 1 градусу. Изготовляется исключительно на 2-м этаже подземелья энергетической компании. Кружки с этой смесью пользуются большим спросом у питейных заведений, расположенных на 3-м, 6-м, 9-м, 12-м, 15-м и 18-м этажах. 1 глоток, определяемый как 1,5 унции этого зелья, немедленно вызовет у вас дебаф гаженого лица, который с вероятностью в 50% ослепит вас на 30 часов. С вероятностью в 5% мгновенно убьет вас, с вероятностью 45% повысит вашу произвольную статистику на 2 пункта. 1 унция 28,35 грамма. «Тут сказано, что это ценный продукт», – подытожила Пончик. «Как думаешь, мы сможем его продавать, если не станем консультантами?» «Да, похоже, так тут и сказано», – протянул я. «После твоей тиары мы в первый раз получаем что-то такое, что приближает нас к нижним этажам». Пончик указала на вытатуированный на моей шее кинжал. «Клуб Деспирадо», – произнесла она. «Может быть, он уже на следующем этаже. Зуб даю, там у нас все купят, потому что мы члены клуба, мы будем богатыми».
«Возможно», — сказал я. «Увидим, если у нас еще что-то останется после того, как мы закончим». «Что ты этим хочешь сказать?» — не поняла Пончик. «А что мы с этим сделаем?» Я усмехнулся. «Полагаю, у тебя лишних факелов не найдется?» Карл Фляг Обум. Тип. Поджигатель метательный. Эффект. Если поджечь и метнуть, происходит небольшой взрыв, за которым следует разлив пламени на большой площади. Пламя горит 15 секунд на каждом уровне атакующего при помощи управляемого зажигательного прибора. Статус. Инертен. Пока не активирован факел. Создан Карлом Флягом Обумом, неуравновешенным человеком, который не носит брюк, разговаривает с кошкой и придерживается принципа «больше значит лучше» в отношении хоб-гоблинских огневых бутылей. Горит горячее, сильнее и быстрее, чем привычный вам коктейль Молотова. Эти приборы будут работать намного стабильнее, если вместо матерчатых фитилей применять стандартные факелы. Не роняйте зажженный сосуд, если только вы не поставили себе целью явить миру новое воплощение Жанны Дарк. Окончив работу над первой бутылью, я получил массу достижений. Я перечитал описание и вздохнул. «Карл, гляди, поджигатель назвали в честь тебя». «Да, Пончик, я вижу». «Как думаешь, это каждый так и прочитает?» «Не знаю. Надеюсь, что нет», — сказал я. Мой навык управляемый зажигательный прибор подскочил сразу до 5, как только прибор был сконструирован. А я всего лишь открыл флягу, заполнил жидкостью 3/4 сосуда, добавил пару унций гоблинского масла из своего склада и вставил в горлышко факел. Короткий конический факел закрыл флягу плотно, словно пробка. Словно для этого он и был предназначен. Мы провели одно испытание. Просто для того, чтобы увидеть, как прибор работает. Глиняные бутыли с самогоном выглядели прочными, я опасался, что они не разобьются. Сбоку на бутылях значилось «энергетик». Прекрасная черта факелов. Стоило посмотреть на факел, он загорался, как только ты мысленно кликал «активировать». Не требовалась никакая зажигалка. Я зажег факел, взял флягу за маленькую круглую ручку и выбросил его высоко в воздух так, чтобы он упал на 3 мертвых клуриконов. Фляга резко разлетелась. Взрыв сам по себе был не сильным, но сердитое, сверкающее синее пламя разлилось широко, как вода, треща и шипя. «Ура!» – закричала Пончик и принялась восторженно прыгать. «Только посмотрите сюда!» Пламя взмыло до потолка, и нам пришлось отступить. Когда же оно сошло на нет через минуту и 15 секунд, все, что оставалось в помещении, почернело, и видны были только деформированные тела и слой пепла. «Что ж, это в самом деле круто», – сказал я. Мы с Пончиком соорудили еще 10 приборов. После пожара в воздухе стоял непривычный запах виски и поджаренного хлеба. Большинство фляг было наполнено на 3/4. Очень хорошо. Я не хотел тратить зря этот самогон. Из простого любопытства я осмотрел фляги из своего инвентаря и сравнил их ценность с ценностью других оставшихся у меня взрывчатых веществ. Фляги заняли высокое место в перечне, сразу над дымовыми бомбами. Впрочем, еще более ценными были изначальные нетронутые бутыли с самогоном. В сущности, они поместились близко к вершине моего перечня, над столом инженера. После сооружения редута у меня оставался всего один целый стол. Все эти предметы были намного менее опасны, во всяком случае для меня, чем гоблинские динамитные шашки. Но те были чуть-чуть чересчур хороши. Собрать лут с обгоревших тел было нельзя, и это означало, что мы утратили возможность изготавливать новые фляги. Поэтому мы с Пончиком продолжили прерванные тренировки с воскрешением мертвых и обстрелом их из рогатки. Это замедлило наш прогресс, зато дало столь необходимую практику. Мой рогаточный навык оставался неизменным. Впрочем, я приобрел ряд новых навыков, в частности, прицеливание и твердая рука. Навык Пончика во втором шансе поднялся до 4 уровня. Наконец мы обнаружили прямо возле комнаты босса новый тип мобов, который, к счастью, не имел ничего общего с лестницей. Эта комната была просторной и, как и мастерская гоблинов, напичкана всякой мелкой дрянью. Там не было гигантских агрегатов, зато под потолком проходила труба от комнаты босса к центру этой мастерской, где она изгибалась к низу и опускалась в мерзкого вида алюминиевую емкость, напоминавшую ванну. Комната была заставлена бутылками, пустыми и полными. Вымазанные в соплях третьеуровневики брали бутылки и погружали их в ванну, чтобы наполнить. В дальнем конце комнаты была видна дверь, которую охраняла пара маленьких плавающих в воздухе созданий. Это были не клуриконы, а миниатюрные жирные фейри.
Они жужжали быстрыми, как у колибри, крылышками. Эдакие низкорослые футбольные мамы. Фейри. В кельтской и германской мифологии существа, которые обладают сверхъестественными способностями, ведут скрытный образ жизни и при этом нередко вмешиваются в повседневную жизнь людей под видом доброжелателей, принося им вред. Футбольные мамы. Так в США иногда язвительно называют женщин среднего класса, обычно многодетных, вечно нервных, хлопотливых и неуверенных. Они ежедневно возят детей в школы, воскресные школы, в кружки и на тренировки. Своего рода символ американского мещанства. Я выглянул из-за угла и ознакомился со свойствами. Ламинак. Энергетик, консультант элиты, уровень 6. Ламинак – фантастическое существо в мифологии басков, дух природы. Их функции и даже пол варьируются в зависимости от местных сказаний. Среднее звено в империи энергетика. Ламинак-консультанты не нуждаются в беседах с менеджерами. Они и сами менеджеры. Они управляют компаниями с безжалостной эффективностью. Говорят, что если кто-то из низшего персонала допускает падение уровня продаж ниже установленных квот, его наказывают тем, что заставляют самого потреблять продаваемый продукт. Тех, кто после этого выживает, переводят в бутилировочные цеха в качестве рабочих или оставляют инженерами, но вынуждают работать под прямым контролем самой Кракарен. Эти мобы не имеют ярко выраженных способностей и отличаются лишь иммунитетом к большинству стойких недугов. Тех, кто выжил после стольких лет употребления напитков-энергетиков, считают особо ценными сотрудниками и щитами от болезней. В пыльном углу комнаты стояло нечто, похожее на пару детских велотренажеров. С ними была соединена какая-то шкивная система гоблинского стиля, но со своего места я не мог разглядеть, как все это работало. В том же углу висел баннер, но он был закреплен только с одного конца и болтался в вертикальном положении позабытый. На нем было написано «Энергетики животворяще». «Хорошо», — сказал я. «Нам нужно перебить всех в этом зале, но если мы хотим сохранить эти фляги и этот самогон, нельзя устраивать ни взрыв, ни пожар. К тому же, возможно, трупы этих ламинаков нам тоже пригодятся». «Боже правый!» – ахнула Пончик. «Да как мы это проделаем?» Мы снова спрятались за углом и пригнулись. «Ты не думаешь, что смогла бы допрыгнуть туда?» – спросил я, указывая на стену с Фейри. «Через заклинание, конечно». «Ну да, безусловно, да». Я кивнул. «Хорошо, вот план». Глава 6. Пончиково заклинание «Прыгун через лужи» имело две главные проблемы. Время перезагрузки и стоимость в мане. После запуска этого заклинания Пончик не могла запустить его снова. То есть, оказавшись в этой комнате, она уже была не в силах телепортироваться прочь. А во-вторых, оно стоило 20 пунктов маны. У Пончика было 26, и хотя у нее была масса восстанавливающих зелий, их ослаблял все тот же убийственный двухминутный кулдаун. Ее зелья восстанавливались все быстрее, однако слишком медленно, чтобы на них можно было положиться в минуту схватки. Пончику катастрофически не хватало сил. При неблагоприятном стечении обстоятельств, а что-то обязательно развивается неблагоприятно, на ее стороне был только один фактор – скорость. Мы решили, что на этом этапе нападения я останусь в тени. Неизвестно, что произойдет, если мы оба откроемся перед противником. План был прост, но я нервничал, потому что не имел рычагов управления. Идея была моей, но тяжесть исполнения ложилась на кошку. «Если тебе что-то будет грозить, я брошу дымовую бомбу», – пообещал я. «Ты только прыгай и беги, хорошо?» Пончик кивнула. Кошка изображала браваду, но я видел, что у нее тоже душа не на месте. «Ладно, так мы и сделаем», – сказала она. Мы опять спрятались за углом. Пончик активировала свое заклятие с 10-секундной перезагрузкой, кошка вспыхнула, ее силуэт начал меркнуть, и, наконец, она исчезла с громким влажным хлюпом. Она материализовалась в дальнем конце комнаты, в точности между двух ламинак Фейри, и быстро заговорила с ними, так как все находившиеся в комнате клуриконы вскочили и изготовились к нападению. Футбольные мамы были крылаты, поэтому Пончик могла снять их враждебность. Проблема в том, что крылья были только у них, остальные 40 или около того крыльев не имели. Мы надеялись, что Пончик сумеет поговорить с двумя Фейри, используя харизму, как это удалось с гоблинами, и Фейри не позволит своим подчиненным атаковать Пончика. Со своей стороны комнаты я видел, что две Фейри, к счастью, поддались обаянию Пончика. Я не слышал, о чем они говорили, но настроены были правильным образом.
Одна из фейри закричала на синдикатском стандартном на клуриконов: «Вернуться к работе! Это клиент, а не враг!» Несколько десятков монстров посмотрели друг на друга и неохотно разошлись по рабочим местам. Однако все они не сводили глаз с Пончика, ворчали, и вид у них был далеко не благостный. Пончик: «Карл, их точки не становятся белыми, белые только у двух фейри». Карл: «Ничего, мы так и планировали. Не жди, переходи к плану Б». Пончик: «Он называется план крысолов, не план Б». Карл: «Мать твою, Пончик, только береги себя». Несмотря на поразительный показатель харизмы Пончика 43, мы все еще не знали, как эта харизма работает. Было понятно, что Пончик не божественная владычица умов, по крайней мере для монстров, запрограммированных на враждебное отношение к ней. Как и во всем остальном, здесь присутствовало что-то еще, какой-то скрытый баланс, которого я не видел. Харизма великолепно работала с белыми точками, но как делать точки белыми, оставалось для нас тайной. Но ничего страшного, мы готовились к случайностям. Вместо того, чтобы уговаривать клуриконов отдать нам весь самогон, мы договорились приступить к плану «Б», к плану крысолов. Пончик уверенно вошла в комнату и двинулась в мою сторону, держась подальше от ядовитых клуриконов. Фейри следовали за ней. Искры трещали в воздухе от их крыльев. «Это просто ужасно», — говорила Пончик. «Как будто кто-то вошел и всех их перебил. Сначала я подумала, что это должно быть те подлые обходчики, а потом я увидела одного из тех псов с раскрашенными мордами, Динго». «Кобальды?» – произнесла одна из фейри, как мне показалось, растерянно. «Зачем бы кобальдам нападать на нас? Мы всегда ладили». «Идемте, идемте, вы сейчас все увидите». Пончик обвела взглядом комнату. «Вы все должны увидеть сами. Они обязаны продолжать работу», – возразила ей фейри. Пухлая стражница отвела волосы от глаз. У обеих фейри была прическа обратный боб. На той, что говорила, была одежда, которую можно описать как брючный костюм из листьев, на второй – платье из тех же материалов. Пончик остановилась и взглянула спутнице прямо в глаза. «Нет, они тоже должны подойти. Все. Все идите сюда. У нас перерыв», – крикнула фейри. «А, у нас что?» – с трудом выговорил один из клуриконов. «Просто подойдите. Принцессе угодно что-то нам показать». Я отпрянул от угла, за которым прятался, и поспешно перешел в соседнюю комнату. В центре ее лежало 3 мертвых клурикона, при этом один из мертвецов прошел через зомбирование. Я заскочил в ближайший холл, находившийся непосредственно напротив. Подобно большинству таких комнат, в этой имелась прихожая, которая представляла собой фактически отдельное маленькое помещение наподобие фойе с высоким закругленным потолком. В холле за этой прихожей обнаружилась парочка пестрых личинок. Они медленно, сантиметр за сантиметром, ползли к трупам. «Иисусе!» – подумал я. Подскочил к ним, сшиб на землю и вернулся в фойе, где принялся ждать крысолова Пончика с ведомой ей группой. «Карл! Пончик, я на месте!» «Пончик, мы идем!» «Смотрите же, вы только смотрите!» – говорила Пончик, когда минуты позже переступала порог комнаты. Мертвых монстров она обошла, стараясь пройти как можно дальше от них. «Проходите же сюда, становитесь вокруг и взгляните!» Я стоял, прислонясь к стене, и слышал, как они заполняют комнату. Из своего инвентаря я достал 2 фляги и теперь держал по одной в каждой руке. «Не похоже на атаку Динго», – сказала одна из фейри. «Одному из них нанесли урон с помощью некромантии». «Нет-нет, Каролина, вы только гляньте», – продолжала Пончик. «Это вот тут, в проулке. Скажите вашим рабочим, чтобы они оставались здесь. Ага, им будет полезно посмотреть, что случается с теми, кто, не старается и все такое». Фейри согласилась и стала громко отдавать распоряжение толпе бурчащих клуриконов. Через секунду Пончик и 2 фейри проплыли в темный фойе, аккурат мимо меня. Пончик остановилась, и крылатые волшебницы заметили меня. «Что это?» – воскликнула фейри в брючном костюме и отлетела в изумлении. Ламинак была совсем маленькая, меньше, чем мне показалось издалека, не больше вороны. Она выглядела на 40 с чем-то лет. Оружия при ней не было. «Карл, я хочу познакомить тебя с Каролиной и Макс. Прекрасно, леди. Карлу необходимо кое-что вам показать». Фейри взглянули вниз на фляги в моих руках. «Где вы это взяли?» – спросила та, что до сих пор молчала. «И что вы делаете с нашим продуктом?» Я улыбнулся. «Позвольте вам продемонстрировать». Я мысленно кликнул «активировать» на оба факела, отступил к выходу из комнаты и швырнул обе фляги в кучу из 40 монстров, которые тупо таращились на нас.
Руки Фейри в брюках засветились красным в тот момент, когда Пончик взвелась в воздух и ухватила Ламинака как будто птичку. Сбруя кошки зазвенела и раздулась, как юбка при пикировании вниз. Пончик зажала Фейри в когтях и свернула ей шею. Вторая Фейри с быстротой молнии взмыла под потолок и оказалась вне досягаемости. Она кричала. Я потянулся к ней, чтобы поймать в полете. Проклятие. Я-то хотел убить их, не повредив эти хрупкие тела. «Нечестно!» – кричала Фейри в отчаянии на грани рыданий. Воздух трещал, когда она пролетала над нами. «Нечестно! Мы собирались уходить вниз, на 3-й этаж!» Ее ручки тоже засветились красным, когда она выпустила в меня магическую ракету. Ракета ударила меня в грудь, я упал навзничь и проскользил несколько футов на спине прямо в комнату, где ревело адское пламя. Возникла надпись «Предупреждение! Ущерб увеличен!» Как будто меня легнула в грудь какая-то грёбаная лошадь. Красная пелена встала перед глазами, я увидел предупреждение о здоровье. Грудная клетка была разбита, жгучий жар подбирался к волосам. Я вызвал целебное зелье и поднялся. В груди трещало, выправлялись сломанные кости. Я выбрался из дьявольской топки в холл, дыхание еще не восстановилось. До сих пор план выполнялся, во всяком случае план «Б». Фейри висела под потолком, кричала на Пончика, бомбардировала ее магическими ракетами, но кошка с неизменным успехом уворачивалась от них. Еще мгновение, и у Фейри иссяк запас маны. Она продолжала орать на нас, но она была в ловушке, пока Пончик и я держали оборону двери, ведущей в фойе. «Можешь прыгнуть на такую высоту?» – спросил я Пончика. «Попробую», – задыхаясь, проговорила кошка. «Или ударю ее магической ракетой. У меня лучше позиция для прицела. Я могу ударить тройной ракетой, но не знаю, насколько это ей повредит. У нее 6-й уровень, не забывай». «Пускай ракету, если она вырвется», – распорядился я, доставая из склада рогатку. Я выстрелил 10 раз, прежде чем попал. Камень подбил Фейри крыло, и та снизилась на несколько футов, но тут же оправилась. Показатель ее здоровья почти не упал. Она звала на помощь кого-то по имени Демьен. Демьен не появлялся. «Она восстановит ману раньше, чем ты до нее доберешься», – предупредила Пончик. «Торопись, иначе доберусь я». Я прицелился, стараясь предугадать, в какой точке окажется Фейри, и выстрелил. Камень опять попал ей в крыло. Она закричала от боли и снова потеряла высоту. Пончик настигла ее в прыжке, не дав времени восстановиться. Они громко шлепнулись на землю. «Честно, Карл!» Пончик выплюнула мертвую Фейри на землю возле ее напарницы. «Я должна делать всю работу?» «Я тренируюсь», — сказал я и жестом указал на комнату, в которой приобрел опыт уничтожения 40 монстров разом. «И у меня уже 11-й уровень». «У меня, кстати, тоже», — отозвалась Пончик. Мой навык рогатка оставался на 3, зато прицеливание поднялось до 4. Обе Фейри выронили 25 золотых. У каждой в инвентаре нашлось 5 брошюр, описание сообщало, что их сущность ценна, но остались только тела существ. Ламинак, энергетик, консультант элиты, труп, алхимический материал. Я выругался. Была надежда, что от них останутся зелья, что-нибудь такое, что защитит нас от заразы. Пончик не хотела перетаскивать трупы в свой инвентарь, и я забрал себе оба. После этого тела исчезли, но на земле осталась одежда. Ее я тоже забрал. «Хорошего зелья мы не добыли, но вот это», – Пончик кивнула в сторону комнаты, – «весьма впечатляет. Моя первая сольная партия. Держу пари, я продержалась бы в этом подземелье сама по себе». Я кивнул. Собственно, я чувствовал себя в заднице. Не так скверно, как после того, когда узнал о гибели гоблинских детей, но было что-то невыразимо подлое в том, чтобы использовать харизму Пончика для убийств. Да, эти монстры убили бы нас без колебаний, но как и тогда, когда Пончик сделала гоблинов нейтральными к нам, мы увидели в этих существах какую-то часть, которую нельзя было счесть монструозной. «Мы собирались уходить вниз, на 3-й этаж». Иисусе, голос Фейри переполняла такая грусть, такое отчаяние. Мне вспомнилось, как Мордекай предупреждал, монстры нижних уровней не столь симпатичны. Я надеялся, что так оно и будет. Нельзя забывать, кто наши истинные враги. Синдикат, Боранд, Куатин. Я страдал из-за того, что убивал монстров, которые были не более чем пешками. Мы должны стать предельно сильными. Мы или они. «Ты не победишь меня», – прошептал я. Это была мантра. «Что?» – переспросила Пончик. «Ничего». Мы прошли в большую комнату.
Я принялся собирать пустые и полные фляги, все, которые только попадались. Я прикарманил и 2 стола, в том числе тот, что был обозначен как рабочая алхимическая станция. Когда мы закончили, оказалось, что заполучили мы 80 пустых фляг плюс 60 полных. Я решил, что наполнять пустые фляги самогоном из ванны не стоит. Металлический контейнер был привинчен к полу, поэтому всю емкость забрать было невозможно. К тому же я боялся прикасаться к жидкости, которая могла обладать каким-нибудь побочным эффектом, например, вызывать слепоту или еще что похуже. А жидкость продолжала поступать из соседнего помещения. Дверь комнаты босса была похожа на вход в какой-то общинный центр. «Живи, смейся, люби», гласили вырезанные из дерева маленькие буквы в ее верхней части. Ниже висело расписание событий. Последнее событие было назначено на первый полдень после крушения. О нем говорилось так. «Хорошие новости для всех. У маленького Брянлина ветряная оспа. Сбор складчины сегодня в полдень. Гроши не принимаются. Приобретаем иммунитет». «Мне кажется, этого босса нам стоит оставить в покое», – сказал я. «Там могут быть и другие дети, а если есть еще и самогон, то взрыв будет не меньше, чем у гоблинов. У нас остался последний хоб-гоблинский детонатор, и я бы не хотел тратить его без необходимости. Если бросить туда динамитную шашку, то можно не успеть убежать. Взрыв будет мощный, я не сомневаюсь. Заходить туда и драться в рукопашную тоже ни к чему, особенно пока у нас нет защиты от этой заразы. Мы не знаем, сколько там этих тварей». Я опасался, что Пончик полезет на рожон, но она не стала. Мы прошли в угол зала, я содрал со стены баннер энергетики «Животворяще». На ощупь он напоминал хлопчатобумажную ткань. Я убрал его в свой инвентарь и обратился к велотренажеру. Шкив соединял шину с небольшой плоской платформой, приваренной к тренажеру спереди. В центре красовалась черная, разделенная на сегменты колесико размером не больше полудолларовой монеты. Непонятно. Диаметр чуть больше 3 сантиметров. Неподалеку в углу зала я заметил 2 запылившихся деревянных ящика. Подняв один, я снял крышку. Он был забит пустыми стеклянными сосудами с ввинченными в дно лопастями. Их в ящике было 12. А еще там обнаружилась черная платформа с колесом, такая же, как на тренажере. Я отвинтил крышку одного из сосудов. «Ага, вот оно что», – произнес я вслух. Блендеры, приводимые в действие мускульной силой от тренажера. Похоже, ими никогда не пользовались. Значит, если крутить педали маленького велика, лопасти будут вращаться и перемешивать содержимое сосуда. Я забрал блендер, а также стеклянную бутыль, пригодную для всего, что меня угораздит перемешивать. Например, нечто животворящее. В нашей квартире была похожая машинка, только без педального управления. Заглянул во второй ящик, там было не 12 стаканов, а 6. И лопастей тоже не было. В ящике лежал лист бумаги, и я извлек его на свет. Энергетик, иммунный сок. Рецепт. «Святое дерьмо», – высказался я. Рецепт состоял всего из 2 пунктов. Понятно, почему они от этого отказались. Хрень собачья. «Что?» – заинтересовалась Пончик. «Игра управляет нами». Я принялся убирать найденные предметы в инвентарь. Один из великов был приварен к полу, зато второй стоял свободно, и я забрал его. Предполагается, что обходчики это найдут и прочтут. Если ты сделаешь иммунный сок, то приобретешь иммунитет от заразы и еще какой-то сильный кори. И тогда у тебя появятся силы, чтобы сразиться с боссом. Я сглотнул слюну. Бред какой. Я не хочу туда заходить. Думаю, мы просто возьмем «я не закончил». Дверь комнаты босса распахнулась, оттуда высунулась пара розовых щупалец и повисла, качаясь в воздухе. Помещение наполнил жуткий, режущий барабанные перепонки визг. И опять визг. И 3-й раз. И 4-й. Каждое щупальце, похожее на осьминожье, было покрыто ртами. Десятками ртов, широкие, размером с тарелку фрисби, при этом с очертаниями человеческого рта с ярко-красными человеческими губами. Ни глаз, ни других частей лица. Только какофония нечленораздельных воплей. Вопли и все. Заиграла знакомая музыка, едва различимая в непрекращающихся визгах. В той части комнаты, куда мы недавно вошли, рухнули балки и перегородили проход. «Что за дьявольщина?» – выкрикнул я, прижимаясь спиной к стене. «Это не логово босса!» Возникло новое извещение. Оно развернулось, не дав мне времени убрать его в папку. «Новое достижение! Надо же! Боссы умеют покидать свои комнаты! Добро пожаловать на 2-й этаж, суки! Награда!
Такое дерьмо отлично смотрится в изложении итогов дня. Если вопишь достаточно долго, возможно, это станет вашим триумфом в шоу. Глава 7. Кракарин-клон. Босс местности. Уровень 10. Первое. Это не сама Кракарин. Это одна из Кракарин. За каждую убитую Кракарин первая дает рождение двум новым. Будучи частью коллективной настроенности на разрушение всякого подобия научного прогресса во Вселенной, Кракарин – единственная сущность общинного мозга в галактике, которая с течением времени делается глупее. Многочисленные орущие щупальца, члены кооперации Кракарин, во все дни порождают своих болезнетворных миньонов, создают и продают вредоносные продукты, оспаривают экспертов от науки, заманивают на свою сторону слабые умы. И все это в попытке... Нет, никто не знает, какова адская цель. Даже Ирида, богиня хаоса, не желает иметь ничего общего с этим безумным злом. Как только описание отзвучало, кусок стены над дверью обрушился. В зал из соседнего помещения вломилось третье щупальце и принялось слепо раскачиваться. «Карл, что нам делать?» – закричала Пончик, забиваясь в угол. «Оно огромное!» Первые два щупальца втянулись обратно, и из двери выскочили два клурикона-консультанта. Они озирались с диким видом. «Дьявольщина», – сказал я. «Убери их, мне нужно сотворить этот чертов сок». «А щупальца?» – в отчаянии воскликнула Пончик. Я рассмотрел первое щупальце, что свисало из-под потолка. Оно втягивалось в трубу, ведущую к ванне с самогоном. «Пока не нападай на босса. Я не думаю, что он зрячий. Следи вон за теми парнями». Я поставил стеклянную бутыль с соком возле правой руки. Достал со своего склада флягу с нетронутым первоначальным самогоном и пристроил ее слева. Пончик вскочила ко мне на плечо и двумя магическими ракетами пронзила обоих клуриконов. Те замертво свалились у дверного проема. Третий нерешительно высунулся из комнаты, он искал нас. Пончик ударила его ракетой в голову, и он тоже рухнул. Я вытянул зубами пробку и налил самогона в бутыль на треть. К счастью, на стекле имелась отметка. Не знаю, насколько точно она указывала объем. Прямо над нами развалился кусок шлакоблока, и на нас обрушился дождь камешков. Щупальце с криком ринулось вперед, потыкалось, ничего не схватило и закачалось над нашими головами. Его рты источали слизь. Я отскочил, чтобы меня не задела выпавшая капля. Часть самогона выплеснулась из бутыли, и мне пришлось долить в нее жидкость. Мать твою Иисусе! Я швырнул бутыль в дверной проем. Она разлетелась осколками, и самогон разлился по полу. Через мгновение еще одно щупальце показалось из-за двери и пустило в полет 3 мертвых клуриконских тела. Я вытащил из склада труп ламинака. Это переломанное, голое, бескрылое тело было еще теплым. Мертвые женские глазки вытаращились в последнем шоке, когда Пончик схватила Фейри в воздухе. Меня охватило странное чувство, как будто я держал куклу, анатомически точно воспроизводящую пухлую фигуру женщины средних лет. Задумываться было некогда. Я засунул ее головой вперед в стеклянный сосуд. Плечи не пролезали. Пришлось продавливать пальцем, как будто я засовывал кусок курятины в термос. Затем я достал насадку блендера с лопастями, тоже с трудом засунул в стакан и начал прикручивать. «Боже правый, Карл, что ты делаешь?» «Так по рецепту». Я установил стакан на блендерную платформу. Он встал, и я услышал щелчок. Тогда я уселся на слишком маленький для меня велотренажер. Колени оказались на уровне груди. Я молил Бога, чтобы велик не сломался. Я молил Бога, чтобы мои наколенники с шипами не активировались и не обратились против меня. Рецепт выглядел так. Наполнить стакан контейнера самогоном на треть, добавить тело ламинак фейри, смешивать до розового цвета, выпить теплым или охлажденным. Вы получили 10 доз. Если ты думаешь, что я соглашусь это пить... Напротив нас из проема показалось новое щупальце. Оно ползло по полу. Следующее должно было быть на подходе. Я начал вращать педали. Сначала велик попробовал не подчиниться, но быстро разошелся, и лопасти закрутились, как в обычном блендере. Мертвая Фейри смотрела на меня из тесного стеклянного стакана, а потом верчение захватило ее. Смесь стала зеленой, затем красной, наконец розовой. Мгновение спустя полетели искры. Я отставил стеклянный сосуд, так как показались еще 2 клурикона. Им пришлось протискиваться мимо щупальца, лежавшего в дверном проеме. Оно обвилось вокруг металлической трубы и сжало ее. Труба смялась, как жестяная банка. Сверху на меня упала сопля, размазалась по голове и залепила лицо. «Вы инфицированы заразой».
«Дьявол! Нужно было поднять капюшон! Беги в тот конец комнаты!» – велел я Пончику. Сзади нас взорвалась стена, и покинутый велотренажер взмыл в воздух. При падении на пол он разлетелся на куски. На бегу я рассмотрел оставшийся в руке сок. Энергетик иммунный сок. 1 часть самогона, 1 часть фейри. Эта порция предлагает вам 10 доз по цене одной. Каждый глоток этой изумительной смеси дает следующие результаты. Временный иммунитет против всех неблагоприятных для здоровья условий и дебафов, временную защиту от всех передаваемых болезней, вызывает дебаф «Шок», плюс 3 к харизме, минус 1 к ловкости, дебаф «Дрожащая камера» и дебаф «Сыворотка правды». Раздумывать было некогда. Я сделал глоток. Вкус был такой, как будто я глотнул из задницы больного и страдающего поносом скунса. Понадобилась вся моя сила воли, чтобы не сблевать. «Внеси в рабочий список и пей». Я протянул стакан Пончику, когда мы оказались у дальней стены. Кошка не стала спорить, она сияла, зелье действовало на нее. Вспыхнули 2 иконки, сигнализирующие о моем иммунитете. Однако дебаф заразы не ушел, что означало, что я не в силах вылечить себя сам. Но, по крайней мере, теперь меня нельзя было заразить смертельной корью, или как там эта дрянь называется. «Смертельная корь», — услышал я собственный голос. «Вот это смешно». Это не было смешно. Я засмеялся. «Какого дьявола не так с...» «Ай!» — крикнул я. От моей головы отскочил камень. Возник индикатор здоровья. Отметка на шкале находилась ниже, чем должна была находиться. Ударили меня из той проклятой рогатки, а ущерб увеличился из-за глупой гоблинской татуировки. В голове плыл дурман, и я понимал, что это дебаф-шок. Мне приходилось прикладывать дополнительные усилия, чтобы не упасть. Если это был шок, то не хотел бы я узнать, как действует дебаф гаженого лица. Я достал из склада угловую, до сих пор целую секцию моего редута для защиты и пристроил в дальнем углу. В комнате сновали 5 щупалец, и 2 клурикона забрасывали нас камнями, которые отскакивали от стальной поверхности стола. «Как у тебя с манной?» – спросил я. 16. Произношение Пончика сделалось невнятным. Она опустила ракету, та попала клурикону в плечо, но он все равно свалился. «Теперь 12. Умирай, гнида, умирай!» Я только сейчас понял, что Пончика сатанело. Орущее щупальце ударило по столу и отбросило нас с кошкой к задней стене. Индикатор моего здоровья, и без того уже опустившийся в красную зону, пополз вниз. Монстр, по-видимому, не понял, куда пришелся его удар. Щупальце схватило последнего оставшегося клурикона и обвилось вокруг него. Рты прекратили орать, в них открылись длинные острые зубы. Жуя, щупальце потащило свою визжащую жертву обратно в комнату босса. Мгновение спустя оно вернулось. Из его ртов текла кровь, что довершало хаос. В комнату вбежали еще 4 клурикона. В новой дыре в стене показалось новое щупальце. Это было не таким, как остальные. Оно было покрыто не ртами, а сотнями крошечных отверстий. В комнату протянулась длинная тонкая рука и зашипела, как бутылка шампанского. Зал наполнился прозрачным зеленым туманом. «Вы инфицированы сильной корью. Инфекция отражена благодаря иммунитету». «Не пускай больше ракеты», – попросил я. У меня плыла голова. «Если мы умрем, Карл», — сказала Пончик, — «я хочу, чтобы ты знал, я люблю тебя. Не так люблю, как мисс Беатрису, потому что она мой человек, ты сам понимаешь, и не так, как люблю Фердинанда, но я люблю тебя». «Сосредоточься, Пончик», — попросил я. Я не хотел, чтобы мне было больно от ее признания, но больно было. Кто все-таки этот грёбаный Фердинанд? Беа отказалась от тебя, Пончик. Она отказалась от тебя и собиралась променять на молодую модель. Я этого не сказал. Не надо вслух. И не время для этого разговора. Для этого разговора никогда не придет время. К нам уже никакое время никогда не придет. Но сейчас особенно не время, ведь Беа мертва. «Видишь вот того клурикона?» – указал я трясущейся рукой. «Воскреси его!» 2 клурикона, бежавшие на нас, закричали, когда их схватил и смял их же хозяин. Я выпрямился и отпрянул в сторону, когда ко мне потянулось новое щупальце. Я пригнулся, и оно промахнулось. Неожиданно я оказался на земле, просто не смог вовремя остановиться и по инерции продолжил нагибаться, пока не хлопнулся на пол. Поднявшись, побежал дальше, сформировал рукавицу на кулаке и напал на 2 оставшихся монстров. Одного ударил, и он отлетел в сторону, а огромную голову второго встретил хуком справа. Его ухо осталось наколотым на шип. Надо мной просвистело щупальце, и я опять рухнул вниз. Впереди поднялся стенающий клурикон-зомби. «Прикажи ему поднять это над головой и бежать в комнату босса».
Я достал из инвентаря фляжку, зомби стоял, раскачиваясь, и смотрел на меня. Для полноты картины я взял еще и динамитную шашку, самую надежную из всех, что у меня были, и засунул под комбинезон дохлого Клорикона. Наверное, неудачная идея, подумал я задним числом. Выполняя инструкцию Пончика, зомби взял флягу и поднял ее над головой, как парень в фильме «Скажи что-нибудь» поднимал бумбокс. Тип портативного аудиоцентра. Я зажег факел во фляге и отправил мертвеца его дорогой. Он свернул в дверной проем, счастливо избежав захвата очередного щупальца. 7-е щупальце пробилось сквозь стену, и показались еще 5 клориконов. Но они лишь таращились на зомби, который пер прямо на них, и не двигались, не понимая, что происходит. Я повернулся и рванул обратно к нашему маленькому убежищу. Оказавшись на месте, скорчился за конструкцией и едва увернулся от еще одного щупальца, которое прошло прямо над моей головой. Стоило мне нырнуть за металлический щит, как Пончик закричала: «По-моему, ты говорил, что взрыв будет слишком сильным для того, чтобы устраивать его здесь». Я взглянул на индикатор своего здоровья. Уровень был угрожающе низким, на Пончике не было ни царапины. Я вытащил из своего склада алхимический стол и расположил его непосредственно над нами. Чувствовал я себя так, как будто меня вот-вот вырвет. «Возможно, так и будет», — сказал я. «К тому же я, похоже, скоро умру, но с тобой все будет хорошо». «Нет, Карл», — выговорила Пончик. «Нет, ничего страшного. Возвращайся к Брэндону, они присмотрят за тобой». Я укутал кошку своим телом. «Я не хочу оставаться без тебя», — Пончик уже кричала. «Карл, я лгала тебе. Мне не будет хорошо одной. Ты мне нужен. Нет, нет!» Я не успел ответить, потому что прогремел взрыв. Глава 8. Я не умер. Я оглох, я ослеп. Было так больно, что не приведи дьявол. Я не чувствовал своих ног. Но я не умер. Я ловил воздух, индикатор здоровья мигал, показатель пробил дно. Барабанные перепонки были разорваны, а лицо обожжено, в том числе и глаза. Боль была такой, будто сотни когтей разрывали меня на части, и они все тянули, все отрывали от меня куски. Действие заразы заканчивалось через минуту. Смерть все еще дышала прямо в лицо, я знал, что Пончик стоит на мне, чувствовал вибрации ее голоса. Кошка кричала, отчаянно протягивая ко мне лапы. «Если ты что-то говоришь, то я тебя не слышу», – заорал я. «Тебе нужно встать, комната в огне, мы убили босса, дверь открыта, но огонь приближается, торопись». «Не могу. По-моему, у меня сломаны ноги. Я их не чувствую». Я сверился с пользовательским интерфейсом, чтобы узнать, какой ущерб причинен моему телу. Вся круговая диаграмма светилась красным за исключением ног. Уровень здоровья составлял 6% и продолжал снижаться. Внутреннее кровотечение, ожоги 3-й степени, ноги сломаны в тех местах, на которые упал стол. Мгновение спустя я обнаружил, что двигаюсь через завалы мусора, и понял, что Пончик тянет меня за плащ, тащит вон из комнаты. Все тело орало от боли, мигающее оповещение предупреждало, что я на грани потери сознания. «Пончик, тебе необходимо заняться своим кардио, ты намного тяжелее, чем кажешься». «Через 10 секунд ты меня вылечишь, держи свиток наготове», – прохрипел я, и спустилась тьма. Когда я проснулся, мое тело кричало криком. Я чувствовал, как все органы внутри меня восстанавливают себя сами. Пончик применила один из исцеляющих свитков, возможно, в самую последнюю секунду. Я тоже прибег к своему заклинанию, что ускорило процесс. Я чувствовал, как возвращается слух, восстанавливается зрение. С лица сходили ожоги. Несколько мгновений я не двигался, просто сидел и пялился в потолок проулка. «Ты опять спасла меня», — сказал я кошке. Пончик сидела рядом и отчаянно чистилась. Я не решал пошевелиться. Не верил, что кости не сломаются снова. «Такая работа», — сказала кошка. «Пончик, я не хочу говорить вслух, но рейтинг наших просмотров идет вверх. Это разве не шикарно?» «По-моему, меня спас тот грёбаный педикюрный набор», — сказал я. «Стол должен был упасть мне на лодыжки, но он отскочил и расколотил кости выше, а я должен был истечь кровью». Пожар в огромной комнате босса в конце концов сошел на нет, оставив после себя лишь расплавленный шлак. Алхимический стол, который послужил верхней частью нашего убежища, повреждений не получил. Другой стол, кусок редута, использованный мной в качестве щита, был искорежен и изломлен. «Как же это странно», – пробормотал я. Стол из алхимической мастерской на ощупь был прохладным. Я возвратил его в инвентарь. Теперь в моем распоряжении было 2 таких стола, предназначенных для личного пространства. Этот и стол инженера. Оба казались неуничтожимыми.
Здесь крылся какой-то баг, и его можно было использовать, но нельзя было говорить о нем вслух. Нас спасла несокрушимость мебели. Нужно изучить ночной список примечаний к патчу, чтобы убедиться, что Борант не исправил этот баг. А пока воспользуюсь им в наших интересах. От воздуховода в потолке осталась свисающая ветошь, обрывки, все еще державшиеся на стене на скобах. По полу были разбросаны изувеченные остатки щупалец, земля обжигала ноги. Пончик прыгнула ко мне на плечо. «Давай посмотрим карту местности», – предложил я, неуверенно пробираясь к комнате босса. Меня трясло при мысли о том, что там могут найтись детские останки. Я пробрался через обломки длинных, изломанных частей скелета и застыл, осматривая логово кракарин. «Такой же запах был тогда, когда ты пытался разогреть в микроволновке кошачий корм», – заметила Пончик. «Я был пьян, а ты все сожрала за милую душу», – парировал я. Дальше нас опять ожидали остатки воздуховода. На стенах висели баннеры, но я был не в силах их читать. Ничего похожего на детский скелет я не увидел, и от этого стало легче. На земле валялись десятки клуриконов и еще какие-то останки, возможно, мертвые ламинакфейри. Остов самогонного аппарата все еще торчал в углу, как я и предполагал, но машина оказалась намного меньших размеров. Возможно, поэтому я все еще был жив. Я думал, что эта машина огромна и взрывоопасна. Обломки медных труб тянулись к телу кракарин. Вот она была огромной, в ней было 6 метров, не меньше. Неподвижный осьминогоподобный монстр. Это вонючее мертвое тело сидело у стены, и мы остановились, созерцая его. Половина головы сгорела, но сохранилось достаточно, чтобы заключить, что у чудовища был клюв и масса глаз. Черные потоки стекали по массивной туше, как макияж во время дождя. От него разило гниющей рыбой. Хозяева игры взяли где-то космического осьминога и приладили к нему среднюю мамашу из пригорода, противницу вакцинации, из сорта «я поговорю с вашим руководством». Во всяком случае, таким было мое впечатление. Наверное, оно сложилось из-за нелепого сюжета с сетевым маркетингом самогона. В конце концов, здесь все делалось ради зрителей. Организаторы игры брали нечто знакомое аудитории, хотя бы вот такого межзвездного тупорылого осьминога, и соединяли его с аналогичным земным явлением, стремясь рассказать зрителям о культуре землян и высмеять инозвездные культуры, достойные, по их убеждениям, презрения. Примерно так мультипликаторы предлагают зрителю увидеть за крысой или змеей негодяя, или за лисицей теневого торговца подержанными автомобилями, или за персидской кошкой принцессу. Половину комнаты занимала массивная клетка, она не пострадала. Содержавшиеся в ней существа по большей части сгорели дотла, но еще можно было различить, что клетка под завязку забита пестрыми личинками. Все они были мертвы. «Мы никогда еще не видели босса так близко», — заметила Пончик. Я приблизился к клетке и захватил в добычу карту местности. «Что-то мне подсказывает, что этого босса мы видим не в последний раз», — сказал я, когда в моем интерфейсе начали появляться хитросплетения коридоров и проулков этой местности. «А, блин, что такое?» – вскинулась Пончик. «Посмотри на карту». Зону наполняли красные точки, их было как минимум штук 50. Все двигались медленно, пестрые личинки. Похоже, они почуяли столкновение, вот и заполонили район. Убивать их не проблема, они не сопротивлялись. Я мог свободно напасть на них и за считанные секунды забить ими проулок. Но их было много, реально много. Я поискал на карте путь до учебной гильдии. Недалеко, несколько сотен метров. «Идем потолкуем с Мордекаем», — сказал я. «Эта сука так и сказала?» — яростно переспросил Мордекай, когда я передал ему предложение Адетты. «Она хочет, чтобы я нашел ее? Лучше провести еще 2000 лет в этой комнате, чем существовать в одной звездной системе с ней. Лучше я встречу женщину, стану отцом и сожру своих детей, чем буду снова иметь с ней дело». «Это означает нет?» – осведомилась Пончик. Мордекай уже не был крысом-хулиганом. Он переформатировался в нечто более крупное, косматое и блестящее, как обсидиан, по имени Бугабу. Пугало, английский. Он напоминал медведя без шеи, с огромными совиными глазами и карикатурно-костлявыми ногами. Его руки тоже были абсурдно тонкими для этого тела 7 футов ростом. Вид у него был устрашающий и в то же время мультяшный. Я едва не ударил его кулаком в лицо, как только мы вошли. Мне понадобилось добрых 10 секунд, прежде чем я понял, что это по-прежнему Мордекай. Я просмотрел его свойства. Мордекай Бугабу, уровень 50. Мастер гильдии этого зала.
Мирный неигровой персонаж. Вы знаете этого жуткого грязнулю, что живет на углу? Судя по его виду, у него нет работы. Есть фургон, болтается по парку с биноклем. Ну, вы поняли. Бугабу – одинокие монстры, никогда не оседающие на одном месте. Их можно встретить повсюду на нижних этажах подземелья. Часто они прячутся в ожидании проходящих обходчиков, чтобы выскочить и заняться ими. Они скажут, что хотят просто приласкаться к вам. Вероятно, это ложь. «Ну и монстра ты для себя выбрал», – не удержался я. Мордекай кивнул. «Это довольно развратная публика. Они есть на первом и на втором этажах, а на третьем их просто полно. Не ходите вблизи аллей по ночам». «По ночам?» – не понял я. Мордекай отмахнулся. «Я не могу вам об этом рассказывать». Я посмотрел на него, он подмигнул, я понял. «Итак, Адетта», – начал я, – «она тебе не нравится? Тут есть что-то, что должно нас насторожить?» Мордекай сделал долгий глубокий вдох. «Адетту волнует только Адетта. Она умная, ловкая и эгоцентричная больше, чем сам центр галактики, но ее нынешнее шоу идеально ей подходит. Она могла бы быть очень вам полезной, до тех пор, пока вы не перестанете быть полезны ей». Забавно, что почти этими же словами Адетта характеризовала позицию ИИ-игры. Вслух я не стал этого говорить, только спросил, если она снова нас позовет, стоит идти? Мордекай хмыкнул. «О, обязательно идите. Ее программа – одна из немногих, которые я рекомендую. Да и выбора вам не дадут. Кстати, о шоу. Одна особа хотела с вами пообщаться. Меня просили известить ее, как только вы появитесь. Она будет здесь минут через 10-15. Еще одно шоу?» – загорелась Пончик. Она только что начала шуровать в своих достижениях и ящиках. Насколько я понял, ничего достойного внимания кошка не получила, кроме одного предмета. Заколдованная расческа духовного лица должна была действовать в том же направлении, что и мой педикюрный набор. Если расчесываться ей по 10 минут каждый вечер, принцесса получит 2 дополнительных пункта к телосложению. Лучше, чем ничего, но даже при этой добавке телосложение Пончика оценивалось всего лишь 4. «Она объяснит, кто она такая, когда придет», — сказал Мордекай и, наклонившись, шепнул мне на ухо. «Не разочаруй эту женщину. У нее большое влияние на вашу судьбу». Я сглотнул слюну. Сдается, надвигается что-то нехорошее. Я уселся на стул. У меня есть несколько вопросов. Мордекай неловко устроился напротив меня. Прежде стулья были для него чересчур большими. Теперь стул был маловат. «Давай послушаем». «Ты говорил, что на 3-й этаж, вероятно, будет отведено 10 дней. На самом деле 6», — сказал я. «Это вопрос?» — Мордекай пожал плечами. «В первый раз на моей памяти назначается срок ниже максимального. Минимум плюс еще 1 день. В объявлении они назвали причину. Это все, что я могу сказать по данному поводу». Мордекай поднял глаза к потолку. «Зрители видят нас в этом помещении?» – спросил я. «Да, я уже говорил, что единственное место, где нет слежки – туалеты. Но слышать вас могут, меня нет. Меня могут видеть и слышать только те, у кого есть аккредитация для прессы, как, например, Адетта. Многие люди об этом знают и смотрят только тогда, когда предстоит открыть хороший трофейный ящик». Дьявол, я об этом не подумал. Раньше Мордекай говорил о 2 неделях, но тогда мы не были объектами безумно интенсивного внимания. Теперь мне стало труднее получать от Мордекая прямые ответы. «Ты знаешь, кто такой Демьян?» Мордекай дернулся так, как будто я влепил ему пощечину. «Кто тебе назвал это имя?» – прошепел он. «Адетта?» «Ух ты как!» – я потер руки. «Не Адетта, один моб, одна Фейри. Она звала его перед тем, как мы ее убили». Мордекай расслабился. «Ох уж мне эти фейри, вечно попадают в переплет. В каждой городской зоне есть хоть один такой Демьен. На этом этаже их 3. Он был руководителем моего руководителя. Я вправе давать тебе такие сведения только в том случае, если ты прямо спросишь». Еще сколько-то минут у нас ушло на обсуждение боя с боссом района и последнего противостояния с Кракарин. Я спросил Мордекая, в чем была слабость Кракарин. Он улыбнулся и заявил, что ему запрещено разглашать, из чего я заключил, что моя догадка была верной. Этого босса мы видели не в последний раз. Я спросил у Мордекая про Агату, почему ее вырезали из боя с боссом. Мордекай махнул рукой. «Наверное, не хотели усложнять сюжет». И снова я почувствовал недомолвку и постарался не выдать досаду. Я рассказал ему свою теорию объединения реальных инопланетян с земными типажами. По-видимому, Мордекай был разочарован не меньше моего. Он помолчал, словно ушел в свои мысли. «В основном ты сообразил верно.
Опять-таки, это из тех тем, которые я не вправе обсуждать. Хотя и большого секрета здесь нет. Некоторые монстры созданы ИИ, другие перенесены из разных миров в их настоящем виде. Клыкастые, например, и клубок свиней. А некоторые, как ты правильно догадался, созданы командой авторов. Как всегда бывает при соавторстве, результаты могут получиться вопиюще противоречивыми. Возьмем хотя бы лам. Они уникальны для вашей планеты, я не припоминаю в вашей культуре существ, из которых можно было бы сделать антропоморфный образ банды наркодилеров. Просто кто-то придумал интересную, на его взгляд, комбинацию. Не везде можно найти социальную подоплеку. «Это же просто глупо», – пробормотал я. «Это индустрия развлечений». Эта реплика Мордекая опять напомнила мне слова Адетты. И я подумал, что между этими двумя фигурами лежит глубокая история. Неизвестно, узнаю ли я ее когда-нибудь. Еще я хотел спросить об этой татуировке на шее. Клуб Деспирадо. Нет, отрезал Мордекай. За пределами. Достаточно скоро ты что-то узнаешь о 3-м этаже. А теперь советую просмотреть ящики, пока Зев не пришла. Когда она появится, камера непременно выключится. Камеры всегда выключаются, когда вблизи оказывается Куатин. Блин. Хорошо, сказал я и обратился к папке. Мои навыки СВУ, обращение со взрывчаткой и некоторые другие, связанные с взрывной техникой, выросли до 7 благодаря созданию Карла Фляга Обума. Кроме того, я получил весьма странное достижение. Новое достижение. Подземный инженер. Вы изобрели складируемое оружие, устройство или зелье. Ваше имя будет увековечено в кодексе подземелья. Не берите это в голову, Илон. Награда. За каждое убийство, совершенное другими обходчиками с применением этого устройства, вы будете получать золотую монету. Если вы выйдете из подземелья живым, вы будете по-прежнему получать этот гонорар в качестве памяти о вашей естественной жизни по текущему обменному курсу. Наши юристы заставили нас включить этот пункт, но, между нами говоря, мы с вами знаем, что вы умрете, и мы будем использовать плод вашего упорного труда на благо себе. Как интересно. Очень обидно, что никто и никогда не сможет использовать это изобретение. Главный ингредиент, фляга с самогоном, надо полагать, весьма редок. И эти фляги ценятся выше, когда их содержание остается без изменений. Я получил кучу обычного хлама плюс пару сотен золотых монет. В результате наш золотой запас превысил 1000 монет. Новые зелья, факелы, печенье. Теперь у меня было достаточно продовольствия, чтобы кормить армию в течение месяца. Я получил парочку гоблинских ящиков с новой порцией динамита, дымовых бомб и зажигалок. Также у меня появился бронзовый ящик управления толпой и 2 дополнительных свитка обманного тумана. Я решил, что в этот раз отдам их оба Пончику. Я открыл ящик босса. Ничего не говори вслух. Но я сдержался. Поднял глаза к потолку. «Правда? Мать твою, это правда?» За моей спиной Мордекай рассмеялся и добавил: «Ну, это действительно хороший приз». Белые семейники с красными сердечками. Я выругался вполголоса и осмотрел их. Заколдованные семейные трусы Биг Бой. Вы когда-нибудь видели комиксы «Невероятный Халк»? Думали про себя, почему с этого парня слетает вся одежда, только не штаны? Потому что оборотни и существа, меняющие габариты, обязаны носить заколдованную саморегулирующуюся одежду, если только они не желают превратить подземелье в нудистскую колонию после своих трансформаций. Следовательно, все, что на них надето, есть колдовство. Все, включая вызывающее нижнее белье. Плюс 2 к телосложению. Пользователь может активировать защитную оболочку 15 уровня 1 раз в 30 часов. «Не смотри», — сказал я кошке. Я стянул с себя прожженные и протершиеся трусы и надел новые. Старые расползлись у меня в руках. Первым делом я открыл меню заклинаний, нашел защитную оболочку и добавил ее в рабочий список. Защитная оболочка. Вообразите себя школьником. Вообразите всех девушек, которые никогда не будут с вами. Здесь нечто подобное, но достигаемое целенаправленно. Стоимость. Это заклинание, связанное с предметами. Для его активации не требуется мана. Если вы уберете привязанный к заклинанию предмет, то утратите доступ к заклинанию. Перезарядка не производится. Мишень. Сфера радиусом 3 метра с центром вблизи правой руки активатора плюс 50 сантиметров к радиусу на каждый уровень интеллекта. Текущий радиус 4,5 метра. Длительность 5 секунд плюс 1 секунда на уровень заклинания.
Текущая длительность 20 секунд. Требуется 30-часовая перезарядка. Дорогая и редкая защитная оболочка, излюбленная танкистами и стражами замков, защищает активатора и всех находящихся внутри сферы от физического присутствия или физических атак мобов. Это заклинание не защищает от магических или бестелесных сущностей. В отличие от более популярного заклинания «Щит», это заклинание не перемещается вместе с вами. Зона эффекта остается неподвижной в рамках одной активации. На нее не воздействует ваше физическое окружение. Если вы используете это заклинание только тогда, когда решительно и остро в нем нуждаетесь, вы, вероятно, лишь отсрочиваете неизбежное. «Я использовал это заклинание в пору моих поисков», — сообщил Мордекай. «Оно меня не раз спасало. У него фантастический вторичный эффект. Если заклинание не перемещается в течение одной активации, предупреждение. Вы не вправе применять оружие в присутствии админов. Всякая попытка насилия в отношении админа ведет к безотлагательному наказанию». Жесткое послание возникло из ниоткуда и произнес его новый голос, которого я еще не слышал. Как и в стычках с боссами, он не звучал у меня в голове, а приходил из невидимого громкоговорителя. Пончик немедленно запрыгнула мне на плечо. Раздался громкий хлопок, и в комнате появилось новое создание. Оно стояло в луже прямо напротив меня. Куатин. Глава 9. Все мои меню исчезли. Весь мой пользовательский дисплей отключился, я просто всматривался в возникшую передо мной персону. Издеваетесь вы надо мной, что ли, с этой белибердой? Итак, Куатин. Куатин женского пола. Полномочный представитель корпорации Борант. Я вспомнил массивную рыбообразную фигуру, вырезанную на дверях подземелья, и сравнил ее с этим созданием. Во время шоу Адетты я видел подобных порождений моря в аудитории, и теперь убедился, что то были не Куатин. Те были другими, в то время как громадный рельеф на двери верно отражал внешность водного обитателя, одна существенная деталь там была упущена. Рост Куатин чуть больше полуметра. Эта женщина едва доставала мне до середины бедра. Я ознакомился с ее свойствами. Зев, ассистент, представитель по связям корпорации Борант, админ подземелья. Вот так вот, никакой дополнительной информации. Несколько мгновений у меня ушло на то, чтобы проанализировать внешний вид представительницы. Зев напоминала астронавта из комиксов 50-х. На голове круглый стеклянный шлем, наполненный водой, сзади две трубки соединяли его с массивным рюкзаком. Вода булькала, как если бы шлем был переносным аквариумом. Остальное тело рыбовидного гуманоида скрывалось под белым ячеистым скафандром. В целом наряд Зев наполовину принадлежал космической эре, наполовину состоял в родстве со старомодными костюмами глубоководных ныряльщиков. «Добрый вечер, мэм!» — выпрямившись, приветствовал гостью Мордекай. «Здравствуйте, Мордекай!» — голос женщины-рыбы исходил из маленького динамика на скафандре. «Я очень рада, наконец, лично познакомиться с вами». Что-то было в этой женщине такое, что Мордекай немедленно расслабился. Что это было, я не знал. Возможно, между этими двумя происходил неслышимый для меня диалог. Я просто не знал. По-моему, и Пончик заметила. Она переводила взгляд с миниатюрной рыбки на большого мастера гильдии и обратно. «Мэм, позвольте сказать, я не видел таких водных костюмов много столетий», говорил Мордекай, обходя женщину кругом. «Большинство куатин носят дыхательные аппараты вокруг шеи, их практически не видно». Меня уверили, что защита тех аппаратов все равно, что ничто. Если кто-нибудь из моих коллег захочет посетить это богом забытое место без надежной защиты, такое оснащение для него. «Мэм, я не хотел бы показаться грубым, но не могли бы вы снять этот предмет?» — сказал Мордекай. «Нет, честно говоря, нет. Если вы хотите знать, я в первый раз в подземелье, поэтому хочу быть в безопасности». «Значит, вы здесь на самом деле?» — вступил в разговор я. Мне приходилось бороться с искушением постучать по стеклу. «Да», — сказала женщина, повернув голову ко мне. «Может быть, другие корпорации используют голограммы учебных гильдий и админов, но Борант предпочитает полнокровные контакты». «Ничто вам не угрожает, ведь вы в зоне безопасности», — сказал Мордекай. «Мобы достаточно умны, чтобы не нападать на вас. АИ не допускает тут нападений. Я бы не стал ни о чем беспокоиться, если только вы не пожелаете прогуляться».
Скажите об этом 12 работникам службы подготовки сайта. Вы видели утренние новости? Все проглочены целиком. Или нашелся человеческий админ, который не понял, что правило «не мочиться в подземелье» относится ко всем. Говорят, все, что от них осталось, это пятна на полу. Я понятия не имел о том, что они имеют в виду, но Зев, по-видимому, поняла, что разговаривает в присутствии двух обходчиков, и сосредоточила внимание на нас. «Как бы то ни было, я хотела бы познакомиться с вами и поприветствовать вас», — обратилась она к нам. «Это займет молекулу вашего времени». «Не знаю, что это значит, но продолжайте», — предложил я. «Меня зовут Зев. Я работаю в департаменте связей корпорации Борент. Я являюсь связующим звеном между Борентом и частными по форме собственности и форме найма программами, которые ПК арендует обходчиков для своих шоу. Мы выделяем индивидов и команды, которые уже на ранних этапах достигают популярности. Наверное, вы не удивитесь, если я скажу, что вы оба в их числе». Мое плечо почувствовало, как когти Пончика глубже погрузились в него. Кошка дрожала от счастья. «Мы уже побывали на одном шоу», — проинформировал я. «Обходчик на досуге с Адеттой». «Да», — сказала Зев, — «я в курсе. Некоторым компаниям-производителям разрешено подбирать обходчиков между лестницами, но если они хотят перенести обходчиков в свои программы, они обязаны решать эти вопросы с нашим офисом. Как правило, запросы удовлетворяются автоматически, но когда обходчики достигают известного уровня узнаваемости, число запросов может зашкаливать. Обычно мы не позволяем нашим обходчикам покидать игру чаще, чем дважды на одном этаже. Поскольку вы уже получили более 2 дюжин запросов на интервью после последнего противостояния с боссом, вы были автоматически введены в программу пропагандистской поддержки. Иначе говоря, вам дан агент по внешним связям. Я. Вы наш агент? Наш агент по связям? Будете назначать нам интервью? Пончик разрывалась от любопытства. «Все правильно», — ответила Зев. «С этого момента я буду фильтровать все интервью и дискуссии. Я открыла специальный чат-канал, чтобы посылать вам сообщения через ваш интерфейс». Она с неудовольствием огляделась. «Кроме того, меня направили сюда, чтобы я поговорила с вами напрямую после интервью для его анализа». «Так это абсолютно потрясающе», — ликовала Пончик. «Можно получать то, что нужно для предварительной подготовки? Косметика, требования к гримерке?» «Один более важный вопрос», — перебил ее я. «У нас есть право отказываться от интервью. В прошлый раз нам не оставили выбора». Зев кивнула. «Я буду спрашивать вас всякий раз, прежде чем соглашаться. Но...» Ее скафандр зловеще скрипнул. «Но Адетта уже заключила контракт с нашим офисом. Ей принадлежит преимущественное право первого выбора на каждом этаже. Вы уже выбраны для этих интервью, и пока ваши номера сохраняются за вами, вы будете посещать ее шоу. Я постараюсь организовать для вас по одному дополнительному интервью на этаж. Вы вправе отказать тому или иному шоу, но какой-то выбор, боюсь, вас обяжут делать. Может быть, мы перейдем к 3 интервью на этаж, когда сдвинемся ниже. Все будет зависеть от того, как будет проходить игра, и захочет ли партия ее ускорить. Если вы выживете, конечно. Но что бы ни случилось, я обещаю прилагать все усилия, чтобы обеспечивать вам лучшие условия». «А сейчас-то как?» — не унималась Пончик. «Сейчас у вас есть для нас что-нибудь?» «Есть», — ответила Зев. «Есть несколько вариантов, но с первым я решила опередить события и выбрала для вас программу. Она чуть менее серьезная, чем шоу Адетты, но она затронет демографическую группу, с которой вы еще не были знакомы. Вы еще не в курсе. К тому же это дискуссия в стиле круглого стола, и в этой программе все обходчики получают подарки. Иногда не шуточные, но чаще всего это что-нибудь полезное». «Подарки?» — закричала Пончик. «Карл, мы получим подарки!» «Подождите, нам надо участвовать сейчас?» — спросил я. «Нет, я дам вам знать, когда придет время. Это будет в -6 плюс полный». «Минус что?» Меня накрыла внезапная незваная волна гнева на эту рыбу-женщину. Она взялась из ниоткуда, и я не знал, куда ее послать. Такая же никчемная пешка, как и все остальные. Она ни в чем не виновата, но я ничего не мог с собой поделать. Она Куатин, враг, реальный враг, и я против этого бессилен. Вдохни глубже. Нам непонятно ваше обозначение времени. Она вздохнула. 6 часов до следующего итогового выпуска. Не сегодняшнего, а следующего. Значит, примерно 40 часов. Поскольку вы будете давать интервью Адетте, находясь между этажами, я решила, что идеально запрограммировать ваше второе появление ровно на середину отчета времени. Кроме того, вам нужно постараться привязать решающую битву с боссом ко времени крушения этажа, как в прошлый раз. Синхронность всерьез сыграла на вашей стороне.
Ярость, которую я, как мне показалось, успешно держал при себе, закипела и полилась наружу. Проклятие, дьявольское господне проклятие! Мордекай поднял руки и принялся трясти ими, стараясь заставить меня замолчать. Я плевал на него. Мы здесь деремся за жизнь в совершенно буквальном смысле слова. Мы не добровольные участники, и мне тошно делать вид, что я рад быть здесь. Мы идем на ваши паскудные интервью не потому, что хотим, а потому, что нас вынуждают. Рыбка подняла голову и смотрела на меня сквозь шлем округлившимися глазами. «Зев, мэм, как там вас полагается звать? Вы не будете вешать мне на уши вашу тухлую лапшу. Я не хочу неприятностей с Боррентом, синдикатом, уж не знаю, кто мешает говно в этом горшке. Я делаю то, о чем вы меня просили. Я убиваю монстров, стараюсь повышать свои уровни, стараюсь выжить. Я буду улыбаться, буду шутить, буду делать подходящее лицо на этих шоу. Но, блин, вы же высосали из нас все. Не требуйте больше, чем у нас есть. Мы не будем драться или выживать по вашему графику». Я сел. Моя грудь вздымалась и опускалась. Я смотрел сверху вниз на эту рыбку. Мордекай был в ужасе. Пончик, не покидавшая моего плеча, потерлась головой о мою щеку. Она мурлыкала и издавала глубокое тихое урчание. Меня удивила ее реакция. Но удивила меньше, чем реакция Зев. «Я знаю», — заговорила Зев после паузы. «Вы согласны? В этой комнате нет идиотов». Она указала на Мордекая. В первый момент, когда я появилась, он перепугался. Увидев, что на мне нет партийного жетона, он успокоился. Но я закончу здесь и вернусь в производственное управление, где мне придется встретиться с шефом, а он членом партии является. Если я сделаю или скажу что-нибудь не то, всю мою семью вычистят из вселенной. Вы хотите выйти отсюда и встретиться с мобами, которые знают, что такие люди, как вы, рыскают по коридорам, ищут их и стараются убить. И они живут в постоянном страхе, который внушаете им вы, господа. Мы все части одной неумолимой машины. Все мы боимся. Да, ваше место в этом отстой. Это несправедливо. Вы это знаете, кошка это знает, но хотите верьте, хотите нет, я на вашей стороне. Чем лучше будете справляться вы, чем дольше вы будете держаться, тем лучше будет мне. Поэтому, если я скажу вам что-то сделать, лучше прислушайтесь, потому что я знаю, о чем говорю». Несколько секунд никто не двигался с места и не произносил ни слова. Мы просто были там, просто смотрели друг на друга. «Похоже на сцену из 3-го сезона «Сплетницы», где Чак и Блэр расстаются из-за отеля», — сказала Пончик. Я посмотрел на сидевшую у меня на плече кошку и вдруг расхохотался. Не сумел сдержаться. Ничего смешного не было. Я не видел это хреновое шоу, и все-таки я хохотал и остановился с трудом. «Нет, не то», — сказал Мордекай после недолгого молчания. «Как то и другое связано». Зев остановила рыбий взгляд на моей кошке, затем перевела его на Мордекая. «Не могу поверить. И вы смотрели «Сплетницу»? В моей команде не смотрят ничего, кроме такого старья, как полицейский и судья Джуди. Мы привязаны к месту вот уже 15 солнечных возвращений. У нас нет никаких развлечений, кроме программ с земной тематикой, мне не с кем о них поговорить». «Милая вы наша!» Пончик соскочила с моего плеча и уселась рядом с рыбкой. «Я все видела. 5-й сезон. Столкновение на дороге. Постойте, не надо. Я из-за вас заплачу». Зев замахала своими рыбьими ручками. Рыбы умеют плакать? Они наперебой заговорили про шоу. Беа имела обыкновение пересматривать сериалы бесконечно. Она тискала Пончика и хлюпала носом. «Это опасно», — шепнул мне Мордекай, когда Пончик и Зев всерьез увлеклись своим разговором. «У нее самый низкий уровень, при котором можно быть админом. А ты контролируй свой темперамент. У нее есть возможность задавить нас. Все Коатин опасны, неважно, члены партии или нет». «Что это еще за пакость, партия?» – спросил я тоже шепотом. Мы с Мордекаем отошли на пару шагов в сторону. Он был прав насчет моего темперамента. Я редко терял самоконтроль, но в тот момент дело было в другом. Мне представился редкий случай поговорить с Мордекаем без свидетелей. «Политическая партия. Она называется «Цветение». Сейчас все говорят просто партия. Ультранационалисты. В вашей истории ближайшая аналогия, пожалуй, Япония и нацистская Германия времен Оси. Но и это не вполне точная параллель», — объяснил Мордекай. Военно-политический союз Ось-Берлин, Рим, возник в 1936 году почти одновременно с антикоминтерновским пактом Германии и Японии. Когда я подписывал свой контракт, Цветение представляло меньше 15% избирателей. Сейчас эта партия контролирует всю правительственную систему Коатин. Зарыло правительство в землю. Вся система банкрот. Недавно всех Коатин, будь то члены партии или нет, обязали носить на себе жетоны.
«Иисусе!» – выдохнул я. «Слушай внимательно!» – Мордекай нервозно оглянулся на Зев. «Некогда вдаваться в подробности, но собственное правительство вынуждает Боранд заканчивать игру как можно быстрее. Вам нужно вести себя особенно осторожно и не раздражать их». Во мне поднималась тревога. «Не понимаю», – сказал я. «Я думал, они замораживают контракты, чтобы предотвратить банкротство? Ну, что-то в этом роде», – так поясняла Адетта. Мордекай кивнул. «Так и все в первое время считали. Они гребут деньги с новой системой патронажа откуда угодно. От рекламы, от туризма, от монстров-спонсоров, из любых источников. Но они не получают деньги, пока сезон не будет завершен. Им нужна звонкая монета, и как можно быстрее. Но еще им нужно накопить как можно больше. Вся система балансирует как гимнаст на проволоке. Им нужно, чтобы игра была развлекательной и доходной, и в то же время ее нужно закончить раньше, чем обычно. Комитет уже вынес предупреждение, извещающее Боранд о багах, которые не исправлены, таких как вопрос туалетов или злоупотребление мобов. Как только число багов станет чрезмерным, Боранд потеряет все. Существуют защиты местного уровня, брожения внутри самой компании, но правительство Куатин прикладывает сверхусилия для того, чтобы вы были убиты. «Просто удивительно», — сказал я. Зев подняла на меня взгляд, как будто удивляясь, что я еще в комнате. Мордекай заметил это и отошел на несколько шагов. «Пончик, нам пора уходить отсюда», — крикнул я. «Надо дочистить этот сектор, а потом проводить медиаларк к лестнице. Хочу освободиться до следующего итогового выпуска». «Позже мы еще поговорим», – пообещала Пончик новой знакомой. «Можно же поболтать на чате», – воскликнула Зев. Манеры рыбы полностью изменились. «Скажи, что ты смотрела Ривердейл». Пончик набрала воздуха в грудь. «Нет», – запротестовал я и наклонился, чтобы забрать кошку. «Вы пообщаетесь ночью. Подождите хоть секунду, я обязан уйти раньше вас». Зев видела, что я положил руку на дверную ручку. «Таковы правила. Я извещу вас о следующем интервью». И она исчезла с хлопком без прощальных церемоний. Только вода плеснула на мои ноги. «Я хотел бы еще кое-что прояснить», — обратился я к Мордекаю. «Наши меню восстанавливались, мой пользовательский дисплей мерцал, как у загружающегося компьютера. Я оттолкнул дверь. Но не успел. Мы будем...» Я сбился, взглянув на мини-карту. Отчего это она поменяла цвет? Дверь распахнулась, и в комнату ринулось стадо личинок, ростом мне по пояс. Глава 10. Мордекай заорал в ярости. «Вон! Вон из моей комнаты!» Он принялся пинать монстров, вышвыривая их, как разросшиеся футбольные мячи в коридор. «Эй!» — крикнул я, отскакивая в сторону. «Почему они не телепортируются отсюда?» «Не будут, пока на них не нападут», — объяснил Мордекай. «По крайней мере, добровольно телепортироваться не станут». Он захватывал их руками по несколько штук за раз и выбрасывал за дверь. Но напрасно. Вместо 2 выброшенных появлялись 4 новые. В конце концов, Мордекай сдался и закрыл в комнате несколько десятков тварей. Потом взмахнул рукой, и все они исчезли. Он вытер ладонь о свой мех. Вот так. Но в проулке остались сотни, остались тысячи. Я только бесчувственно наблюдал. Они же прибывали и прибывали. «Они следуют за нами», — понял я. «Откуда, черт бы их побрал, они берутся? Все монстры, которых я видел в подземелье, были принесены извне. Если перебить их на какой-то территории, то на этом делу конец. Территория в безопасности, а эта нечисть зарождалась где-то поблизости, иначе быть не могло». Я прислонился к дверному косяку и настроил карту так, чтобы видеть всю местность. Тысячи личинок сползались к нам. Похоже было, что они тянулись с юга, из еще не исследованной нами зоны. Участок с лестницей вниз они еще не заполонили, но скоро нахлынут. «Что это за нашествие?» – спросил я у Мордекая. «Я раньше ничего подобного не видел, тем более на 2-м этаже». Глаза Мордекая затуманились, и я догадался, что он просматривает свое специальное меню. «Ага, так я и думал». Он взглянул на меня. Его мохнатое лицо было мрачным. «Что-то мечет их, как икру». «Да уж, лучше не скажешь», – согласился я. «Каждый этаж как система переработки отходов», – объяснил он. «Ты уже видел крыс и личинок. Чем больше мертвых тел они сжирают, тем крепче становятся. На следующем этаже будет по-другому. Личинкам полагается искать трупы, но если трупов поблизости нет, личинки набрасываются на обходчиков. Вот это сейчас и происходит. Эти твари не атакуют, но рты на вас все равно разевают». «Но почему их так много?» «Скорее всего, система вырабатывает от 1 до 15 личинок, как только появляется труп.
Обычно она этого не делает, если в округе есть моб-уборщик. В последней стычке вы убили много мобов, вот личинки и полезли. Но мы убили не столько. Возможно, в этой клетке в комнате босса задержали штук 200 личинок, Мордекай помолчал. Вот, их было 750, все изжарились. Плюс ты убил 85 клуриконов после расправы с самогонщиками и перед тем, как добрался сюда. Уничтожение трупов только повышает тонус личинок. Трупы исчезают, а личинки продолжают зарождаться. Вы, друзья мои, стали инициаторами и попали в ловушку. Хорошо, что их легко убить, плохо, что эта мелочь не прибавляет вам опыта. Во всяком случае, мелочь 2-го уровня. «Погоди», — взмолился я, — «вместо одной личинки, которую мы раздавили, появляется 15 новых?» «Как-то так», — подтвердил Мордекай. «Правда, существует лимит для одного сектора. Если ты убьешь здесь 5000 личинок, 75 тысяч не появится». «Ты знаешь, каков этот лимит?» – спросил я. На карте вся зона мерцала красным. В ее центре находились мы. «Да, конечно», – сказал Мордекай. «Вы дошли до него. 5000. «Твою же мать налево! И везде так происходит? Во всем подземелье?» «Похоже на то. Так задумано для того, чтобы люди не засиживались на одном месте. Пока вы двигаетесь, проблем не возникает». «Карл, Брэндон, ты нас видишь?» «Мы установили чат, но еще не пользовались им. Брэндон Н. «Четко и ясно. Вы в порядке, ребята?» «Карл, у нас проблема. Пока не запредельная, но скоро дело станет серьезнее. Двигайтесь всей группой к лестнице. Мы встретим вас за пределами сектора. Брэндон Н. «Сообщение принято. Мы на старте. Погоди, увидишь, что мы построили». Нас отделял от них максимум километр, но толпе Брэндона потребуется не меньше 2 часов, чтобы приготовиться к выходу. «Идем, Пончик», – позвал я. «Нам придется сделать крюк, чтобы вернуться к той команде. Хорошо хотя бы то, что вся эта личиночная сволочь 2-го уровня». Даже Пончик робко съежилась, когда я произнес эти слова вслух. Мы начали с того, что разбросали по соседним помещениям зажигательные бомбы, затем двинулись вперед. Но через некоторое время я понял, что мы просто истратили впустую полезный самогон. Сами по себе 2-уровневые личинки безвредны. Можно схватить одну и усадить себе на колени, и она ничего не сделает. Может, она и большая, с устрашающей нижней челюстью, но не кусается и не набрасывается, ничего подобного. Они способны только дергаться и пищать. А убивая их, мы просто порождаем новых. К тому же, не убирая за собой тела, мы даем этим новым источник сил. Проблема была в том, что в некоторых местах личинки столпились так, что я просто не мог не наступать на них голой ступней, не мог не давить их. Я старался их обходить, всячески старался, и каждого убитого я растирал ногами, пока косой крест не исчезал с карты. Как только одна из них умирала, остальные наваливались на нее и разрывали на куски. Даже когда я полностью уничтожал тело, они продолжали жевать и лакать то, что оставалось. Для меня это было недобрым знаком. Когда мне пришлось раздавить в проулке 2 или 3 штуки, я бросил за спину флягу. Лучше поберечься, чем экономить. «Наш путь займет вечность», – пожаловалась Пончик с моего плеча. «Мы почти пришли». Я оттолкнул ногой личинку, мешавшую пройти. Последний проулок был почти чист, штук 40 всего-то. А люди уже встречали нас. Они сделали рекордный рывок, как сказал Брэндон. Торопились, как на свидание. Выйдя на главную магистраль, мы взяли курс на лестницу. Я проложил такой маршрут, что нам предстояло провести стариков лишь через 2 кишащих личинками перекрестка. Так как мы двигались относительно быстро, проблем не возникало. Когда команда Брэндона спустится, мы продолжим путь на север, в местность опасных динго и кобальдов. Оттуда вернемся в зону безопасности, посмотрим вечернее шоу, выспимся, оседлаем косилку и примемся рыскать по разным местностям, пока не придет время воспользоваться лестницей. Если повезет, найдем другой выход, а если нет, то вернемся и расчистим путь к лестнице зажигательными бомбами. Пончик. «Карл, публика устает от всего. Моих подписчиков уже 5 минут как нет». «Карл, боже грёбаный Пончик, не беспокойся. Я уверен, что в любую секунду может произойти что-то страшное». Мы вышли в центральный холл, и личинки за нашими спинами потеряли интерес к преследованию. Они просто остановились и успокоились, и это внушало дьявольский страх. Я увидел на карте, что по проулку движется цепь голубых точек. Мне показалось, что это группа в полном составе. Мы поспешили им навстречу, а увидев парад алле, я остановился и рассмеялся. Имани и Крис надели на грудь кожаные ремешки, свиные уздечки клыкастых куртизанок, и на этих уздечках они тащили за собой всех остальных. Построили они, как выяснилось, парадный флот.
Так эта процессия выглядела. Они взяли колеса от инвалидных кресел, оставшихся без владельцев, и прикрепили их к длинным доскам. Понятия не имею, откуда взялись деревянные платформы, знаю только, что Имани и Крис забирали в качестве добычи все, что возможно, и с той же маниакальностью, с которой вел себя я сам. При помощи некоторых гоблинских инструментов они и соорудили целую махину. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что махина больше напоминает поезд или состав вагонеток на американских горках. Популярный аттракцион в парках развлечений. Рельсовая система, в которой вагонетки с пассажирами резко меняют направление и скорость движения. Имани и Крис тянули за собой 39 пассажиров, большинство из которых сидело в инвалидных креслах, укрепленных на платформе рядами по 4 места. Те старики, которые обычно пользовались ходунками, сидели на досках, скрестив ноги и удивленно озирались. Этот огромный тягловый поезд состоял из 10 вагонов, в каждом из которых размещалось 4 человека. Отдельные кресла были соединены друг с другом блестящими цепочками, и такие же цепочки соединяли Имани и Криса с поездом. Все это сооружение выглядело как единая цепь, хотя длина его составляла не менее 100 метров. «Эта конструкция не такая неуклюжая, как кажется», — объявил подбежавший Брэндон. «Мы без труда провели ее из зоны безопасности в этот проулок. Крис говорит, что при движении тяжесть почти не ощущается. Проблема только в том, что сооружение получилось чересчур широким и не проходило в двери, так что мы собрали его уже в проулке. Там было много личинок, но мы продрались сквозь них». «Откуда у вас эта цепь?» У Имани нашелся свиток под названием «Особая цепь йога» или что-то в этом роде. Вот Имани и достал ее из золотого ящика, уж не знаю для чего. Можно выбрать любую длину до 300 метров. Она легкая, как перо, но существует не дольше 30 часов. Идея Имани, но воплотил ее Брэндон. Он и сконструировал пандусы, чтобы можно было легко въезжать на платформу и съезжать с нее. «Ух ты, у тебя новая звезда возле имени», — сказал я. Брэндон кивнул. «Ты знаешь ужасы разума? Плавающий мозг? Мы с Иоландой и Крисом пошли разобраться, что они такое. Я вспомнил, как ты говорил, что нужны тренировки. Иоланда расстреливала их издалека, из проулка, сшибала их до того, как они успевали присосаться к нам. Логово босса – это заброшенный сарай. Сам босс – огромный пузырь наподобие дирижабля. Мы легко с ним справились, спасибо Иоланде. И всю древесину мы оттуда натащили». Он выбирался из комнаты. Я быстро пересказал Брэндону, что случилось с Краккарен. «Акстись, человече! Наша стычка с боссом прошла куда легче. Он из логова так и не вылез». Им повезло. Они остались живы, но я порадовался еще и тому, что они неплохо натренировались. Иоланда дошла до 9 уровня и встала наравне с обоими братьями. Имани оставалась на 11-м, новой бронзовой звезды она не получила. «Имани не ходила с вами?» – удивился я. «Нет, кто-то должен был остаться при стариках». «А о богате что-нибудь известно?» – спросил я. «Ни слуху, ни духу. Но тут ведь личинки, поэтому я не удивлен, они пожирают все. На обратном пути мы встретили несколько штук 3-го уровня». «Ладно, пора выдвигаться». Я позвал Имани и Криса. Они кивнули. «Я вижу зону безопасности в этом направлении», — сказал Брэндон. «Что в ней?» «Не знаю», — ответил я. «Мы туда еще не заглядывали». Этот проулок проходил в нескольких метрах от границы сектора. Дальше лежал сектор с кобальдами, которых мы пока не видели. Я держался на стороже, не появится ли откуда-нибудь динго. Некоторые старики зааплодировали, когда поезд свернул в проулок. Миссис МакГиббонс, та, что хотела смотреть суд по разводам, взглянула на меня, когда проезжала мимо. Она сидела в последнем вагоне, где было только 3 пассажира и только она в кресле. 2 других мужчины с ходунками. На платформе они, конечно, сидели. Над головой женщины плыла надпись: «Обходчик номер 12-330-800, Элли МакГиб». «Здравствуй, Карл», — сказала она. «Здравствуйте, миссис МакГиббонс. Сегодня вы вспомнили мое имя». Я шел рядом с поездом. «Это напоминает мне туннель любви», — снова заговорила старуха. «В мои времена мы с Барри не пропускали карнавалов. Мы ели сахарную вату и бросали дротики в воздушные шары. И ездили по туннелю любви. Я позволяла ему трогать мои сиськи, но только через свитер». Я засмеялся. Туннель любви – аттракцион, в котором мужчина и женщина скатываются по закрытому туннелю с крутыми поворотами, от неожиданности и страха вынуждены прижиматься друг к другу. «Я любила моего Барри, хотя на вид он был не такой уж красавчик. Если бы ты был со мной в туннеле любви, я позволила бы тебе больше, чем трогать через одежду». Спасибо». Я не придумал лучшего ответа. Старуха закудахтала, а за ее спиной Иоланда отозвалась лающим смехом.
«А вас сегодня двое выбрали», — сообщила Пончик. «Метамфетаминовый шаман Гоблина и бабушка Авраама Линкольна. Жду не дождусь узнать, кто третий захочет на вас полюбоваться. Что-то мне подсказывает, что это будет болотная ведьма с бородой». Иоланда еще раньше сказала мне, что этой женщине 99 лет. Я посмотрел на нее. 99. Она прожила целую жизнь. У нее был муж, которого она, несомненно, любила. Казалось извращением, что она попала сюда, в это вот место. Я подумал об остальных, которым было суждено провести свои последние часы в зоне безопасности за пением гимнов. Мы должны были убедить их остаться. Не от душевной доброты, а ради них самих. Пончик спрыгнула с моего плеча прямо на колени старухи. Ее попона и бабочка-талисман зазвенели, когда она приземлилась. «Ох, привет, кисонька-ласонька», — проговорила женщина. Она принялась гладить Пончика. Кошка громко заурчала. «Дайте сюда эту пусю», — попросил один из мужчин. И громко засмеялся. По-моему, он был даже старше миссис МакГиббонс. На нем была шляпа Cincinnati Bengals, слишком маленькая для его похожей на луковицу головы. «Джек, не ведите себя грубо», — предупредила его Иоланда. Я ускорил шаг, поравнялся с Брэндоном, Крисом и Имани и зашагал рядом с ними, не отрывая взгляда от карты. Иоланда шла сзади с луком наготове. «Проходим 2 перекрестка, потом налево, как раз мимо той зоны безопасности. Придется пробиться через толпу личинок, но я брошу зажигательную бомбу». Масса красных точек начала движение нам навстречу. К счастью, они двигались убийственно медленно. Я мог бы вздремнуть, пока они не подошли. «Карл, спасибо», — сказал Брэндон. «Ты помогаешь нам в ущерб себе. Ты хороший человек». Я улыбнулся. «Если мы дойдем до того, что перестанем друг другу помогать, это будет означать, что мы больше не люди». Что-то застряло у меня в горле, и я закашлялся. Зев, админ. «Карл, это было грандиозно. Можете повторить то, что вы сказали? Только, пожалуйста, не кашляйте». Я замер. Шея покрылась гусиной кожей. Я знал, что на нас смотрят, мы под наблюдением, но комментарии прямо в мозгу, ничего неприятнее я никогда не испытывал. «Карл, вы издеваетесь надо мной? Нет, я ничего повторять не буду. Вы все это время следили?» Зев, админ. «И за вами, и за другими нашими клиентами. Большинство зрителей отлично восприняли это спасение престарелых, а примерно 20% аудитории считает, что вы зря тратите время и ведете себя глупо. Мертвый груз, по-моему, так когда-то говорили, но большинство понимает вас. Хотя Пончик права. Может быть, вы не откажетесь? О, черт! Мать, мать, мать! Карл, Пончик, бегите! Скорее, в зону безопасности!» «Нет, Джек, не надо!» — кричала Иоланда. Я обернулся и увидел Джека со шляпой Cincinnati Bengals на бикрень. Он стоял в полный рост, опираясь на рукоять инвалидного кресла миссис МакГиббонс. Его штаны были спущены до щиколоток, штука торчала наружу, струя была направлена в стену. Глава 11. Следующие несколько секунд прошли для меня как в замедленной съемке. Пончик отреагировала первой, она прыгнула, выпустив когти, словно намеревалась открутить старику голову. В самое последнее мгновение кошка изменила траекторию полета, оттолкнулась от плеча Джека, понеслась вперед и приземлилась через 3 платформы от места события. Иоланда тоже отреагировала, на долю секунды позже Пончика. Но она не медлила, ее стрела пригвоздила шляпу к голове Джека. Она была вынуждена застрелить его, но это не имело значения. Ее реакция запоздала. Мертвый уже мужчина свалился с платформы, а мочеиспускание продолжалось. Мокрое пятно на стене зашипело и закипело. От точки соприкосновения исходил пар. За моей спиной закричал Брэндон. До зоны безопасности оставалось 30 метров. Крис и Имани уже набирали скорость, задняя платформа накренилась, и второй мужчина, Рэндалл, вылетел с нее. Он ударился о землю с громким болезненным треском. Его ходунки пролетели над его головой. И тут появился монстр. «Святое дерьмо!» – закричал я. «Бежим, Пончик!» Я мчался к чудовищу. От шипевшего мокрого пятна на стене поднимался черно-фиолетовый дым. Монстр материализовался в 3 метрах от Иоланды и Рэндалла, над лежавшим лицом вниз Джеком. Иоланда выпустила в монстра 2 стрелы, но они просто сломались, столкнувшись с дымовым облаком. Чудище имело рост в 5 метров. Широкая фигура, слепленная из грохочущего и шипящего чернобагрового дыма. 6 ног со сверкающими обсидиановыми когтями, похожими на зубья граблей. Эти когти, судя по виду, были единственными материальными частями его тела. Ноги были, можно сказать, одинаковыми, но 2 передних когтя были длиннее остальных и напоминали пальцы, поскольку в них были видны суставы.
Мерцающий рогатый череп венчал дымящуюся массу, и его глаза, в которых пылало пламя, тоже испускали дым. Это был череп какого-то зверя, может быть, гигантского барсука, но с гнутыми козлиными рогами. Все это ревело и дрожала земля. Элементаль гнева. Уровень 93. Первый зафиксированный призыв элементаля гнева бла-бла-бла. Если вы это читаете, то вы, вероятно, чихать хотели на историю этого монстра, весьма интересную и трагическую. Может быть, вы пытаетесь сбежать? Это не имеет значения. Говорят, элементаль гнева почти неуничтожим и рассеивается только после того, как уносит 666 душ. Иначе говоря, вас выдрали. Необратимо, кусайте подушку, выдрали вас. Магическая ракета ударилась о голову монстра и отлетела. Даже шкала его здоровья появилась на полсекунды и исчезла. Оно самоизлечивается. Я затормозил, и поезд проехал мимо меня. Пончик опустилась на мое плечо. Она кричала что-то насчет того, чтобы бежать, пока я не побежал. Йоланда стояла над упавшим Рэндаллом. Монстр все рос в размерах, и черно-фиолетовый туман окутывал его. «Туман!» – выкрикнул я. Пончик в тот же миг активировала свой свиток обманного тумана. Монстр окончательно материализовался как раз в тот момент, когда стена тумана влилась в проулок. Он упал на все 6 лап и помчался к нам с непостижимой скоростью, разрезая туман совершенно так же, как лодка разрезает волны. Он разрезал и мертвое тело Джека, от него остались лишь клочья, и прыгнул с вытянутыми когтями на Йоланду и Рэндалла. Я никогда не знал Йоланду Мартинес так хорошо, как мне хотелось. Но не нужно было хорошо ее знать, чтобы сказать, какой она была. Она была тихой и ласковой женщиной, всю жизнь проработавшей санитаркой. Работала по 60 часов в неделю, чтобы оплачивать учебу сына в колледже. Ее муж был владельцем ландшафтного бюро. При росте в 150 сантиметров она обладала отнюдь не миниатюрным моральным весом. Ее окружало тепло, нечто такое, чего я не встретил в детстве. Ее присутствие рождало во мне тоску, тягу к ней. Это было трудно выразить словами. Я всегда хотел вернуться в ранние годы, но теперь моей мамой стала бы Йоланда, и она никогда ни за что не оставила бы меня. Когда для Йоланды наступил апокалипсис, ее преданность подопечным не пошатнулась ни на секунду. Она легко смеялась, легко улыбалась. Хотя Йоланда Мартинес была перепугана не меньше любого из нас, она твердо встала против той силы, против которой, вероятно, невозможно выстоять. Она прожила героическую жизнь, и смерть приняла героическую. Они только что были, вот их нет. В еще формирующемся облаке обманного тумана когти монстра вытянулись и прошли сквозь санитарку и старика, как если бы их и не было. Тело Йоланды распалось, превратилось в клубок красных лент, словно она была вязаным свитером, который в одно мгновение распустили. Монстр даже не задержался, он шел на нас, несмотря на туман. Он взмахнул могучим когтем, а я как раз в этот миг активировал защитную оболочку. Монстр дернулся назад, как сторожевая собака, которой не хватило длинной цепи. Прозрачная поблескивающая полусфера окружила меня, заняв пространство проулка от пола до потолка. Элементаль гнева с шипением и яростным визгом заскользил назад, затем подпрыгнул и ринулся снова. Его барсучья башка просунулась сквозь оболочку, но когда колоссальные когти тронули ее, монстр отпрянул. Очевидно, их острые концы не могли проникнуть в силовое поле. «Святое дерьмо!» – выкрикнул я, не ожидая, что защита и правда сработает. «Беги!» Пончик соскочила с моего плеча, а я подбежал к остальным. Они торопливо уводили стариков в зону безопасности. Платформа в двери не проходила, поэтому Имани и Крис вытаскивали инвалидов из кресел и проталкивали их в дверной проем. Сферический щит оставался на месте. Я ощутил хлопок в ушах, когда мы с кошкой пересекли границу защищенной зоны. Эффект заклинания продолжался 20 секунд, и 5 из них я потерял, пока был в состоянии нокдауна. Когда я пробежал половину расстояния до входа, земля ушла у меня из-под ног. По крайней мере, так я подумал вначале. Я упал, но упал вверх, на потолок. В метре от меня Пончик, побарахтавшись в воздухе, шлепнулась на спину. Передо мной перевернулся последний вагон поезда, и последняя обитательница дома престарелых, миссис МакГиббонс, закричала, стукнувшись, как и мы, о потолок. Инвалидное кресло рухнуло на нее, как если бы она полетела в яму лицом вниз. Мое плечо хрустнуло, но я принял целебное зелье, и боль не успела пронизать меня. Сила тяготения вернулась. Элементаль запустил заклинание, но оно не достигло входа в зону безопасности. Последняя платформа, соединенная с поездом магической цепью Имани, осталась в связке с остальными вагонами и перевернулась, выбросив свою последнюю пассажирку.
Я не оглядывался. Я только поднялся на ноги и побежал дальше, но теперь уже вниз головой, по потолку проулка. Мы бежали к беспомощной миссис МакГиббонс. Она стонала, лежа на спине, и слабыми руками отталкивала от себя инвалидное кресло. Оно откатилось на несколько десятков сантиметров, пересекло рубеж зоны заклинания и полетело на землю. Старуха открыла глаза, поняла, что лежит на потолке, и завопила от страха. Показатель ее здоровья утонул в красной зоне. Я поднял ее, сказал, что держу, и положил на плечо, как мешок. Впереди меня Крис и Имани уводили в зону безопасности последних стариков. Я увидел Брэндона в дверном проеме. Имани выкрикивала имя Иоланды. Пончик сделала шаг к двери и свалилась с потолка, поскольку также вышла из зоны заклинания. Приземлилась она и в этот раз легко. «Карл, будь осторожен!» – крикнула она мне. «Собери кресло и прячься внутри!» – крикнул я в ответ, вкладывая тем временем целебное зелье в руку миссис МакГиббонс. «Вот, выпейте!» Я уже запомнил, где проходит линия гравитации, и сгруппировался, чтобы не перевернуться при падении. Не вышло. Я свалился на орущую женщину возле деревянной платформы и сам принял целебное зелье. За моей спиной, там, где ревел элементаль гнева, закончилось действие заклинания. Элементаль ракетой полетел на нас. Из-под его когтей брызгали камни, он мчался на 4 лапах, а переднюю пару вытянул перед собой на манер рук, и от этого сделался еще более устрашающим. Дерьмо. Я поднялся на ноги. Пончик ударила монстра очередной магической ракетой и скрылась в дверном проеме. Крис и Имани втащили в комнату свою последнюю подопечную. Я побежал. Земля тряслась, как будто на меня наезжал локомотив. 3 метра, 1,5 метра. Я прыгнул к двери, ударился о косяк и рикошетом отлетел в комнату. Когти чудовища должны были зацепить меня, но промахнулись на какие-то миллиметры. Раздосадованный монстр завизжал и по инерции врезался в закрытую дверь. У меня возникло мимолетное ощущение дежавю. Не так давно бульдозеру гоблинов тоже не хватило дюймов, чтобы меня достать. Дежавю. Уже виденное, французский. Психологический феномен, при котором у человека возникает ложное ощущение, что он что-то или кого-то уже видел, слышал, бывал в такой же обстановке или ситуации. Я передал миссис МакГиббонс Брэндону, затем достал зажигательную флягу и вернулся в проулок. Там поджег свой снаряд и швырнул его в спину не желавшему утихомириваться элементалю, после чего отскочил в комнату и захлопнул дверь. Мы слышали вопли монстра сквозь толстые стены. В них звучали и боль, и ярость, и конец этого херова мира. Я знал, что настоящего вреда нанести ему не смогу, но эти душераздирающие пронзительные звуки приносили мне удовлетворение. Еще через мгновение дверь затряслась и угрожающе затрещала при попытке элементаля проникнуть внутрь. Чудовище орало, колотилось, наваливалось всей своей мощью на неодолимую дверь. «Иисусе!» – пробормотал я, присел и обхватил колени руками. Из головы не выходила картинка с мертвыми Иоландой и Рэндаллом. «Иисусе!» – повторил я, окончательно теряя дыхание. Я смотрел комнату. По-видимому, мы оказались в пыльном, не дай бог инспекция, зале закусочной. «Цыпа большая шишка», – гласила вывеска. Я о такой сети не слышал. За прилавком стоял защитник бобка и с неудовольствием взирал на толпу. Миссис МакГиббонс не приняла зелье, которое я ей дал. Она сжимала его в руке. Брэндон помог ей выпить его. Старуха все еще кричала, а показатель здоровья между тем поднимался. Старики по большей части лежали или сидели на земле и взывали о помощи. Их очень уж грубо забросили в комнату. Имани, по ее щекам текли слезы, устраивала их одного за другим в кабинке, где они помаленьку приходили в себя, раздавала зелье тем, кто в нем нуждался. Пончик спасла несколько инвалидных кресел, но их явно не хватало на всех. Крис, низко опустив голову, помогал Имани. Пончик запрыгнула на мое плечо, она тряслась всем телом. «Что за крыса этот Джек?» – проговорил Брэндон. «Ведь он знал, мы объясняли ему». Сообщение Зев эхом стучало у меня в голове. Ошибка. Помогать этим людям – ошибка. Все, что мы делаем, мешает нашим тренировкам и отсрочивает неминуемую смерть этих людей. Было бы человечнее оставить их на первом этаже и не заставлять проходить через этот ужас. Я взглянул на экраны. Время до итогового выпуска 1 час 40 минут. Время до крушения уровня 4 дня 20 часов. Осталось обходчиков 1 033 992. «Ты спас меня», — сказала миссис МакГиббонс, принимая сидячее положение на полу. 99 лет. Наверное, я еще не встречал никого столь старого. Человека, во всяком случае. «Спасибо. Большое тебе спасибо». Я слабо улыбнулся. «Да что вы». «Джек всегда был сволочью», — продолжила старуха и чем-то щелкнула.
Бедная Йоланда, такая славная девочка, и Рэндалл, тупой как пробка, но заслуживал лучшего, хотя бы быстро. «Думаешь, оно уйдет?» – спросила Пончик. За моей спиной дверь по-прежнему содрогалась от ударов вопящего элементаля гнева. Глава 12. Просмотры 212 миллиардов, подписчики 4,4 миллиарда, любят 794 миллиона. Итоговый выпуск начался с крупного плана. Член Джека, фиолетовый, с выступившими венами, необрезанный, громадный на экране. Заголовок: «В ловушке. Медоу Ларк» и «Королевский двор принцессы Пончик в опасности». «Вау!» – произнесла Пончик. «А твой по размеру и близко не стоял. И не такой маслянистый, и шляпки у этого нет». Если бы взгляды могли убивать, то взгляд имени рассек бы кошку пополам. «Мать твою, Пончик!» – прошептал я еще раньше, чем понял, что действительно прошептал. «Не сейчас». На экране пошла замедленная запись. Джек достает его, поворачивается к стене, выпускает струю. Искаженное ужасом лицо Йоланды, полет Пончика с выпущенными когтями к Джеку. Стрела ударяет Джека в висок, над головой Йоланды медленно возникает иконка, означающая гибель игрока. Мужчина падает с платформы. «Не могу на это смотреть», – произнесла Имани, встала и отошла в сторону. На экране повисла надпись «Смотрите дальше», и началось шоу. Как и было обещано заранее, нарезка сюжетов о людях, которых боссы застают врасплох, покидая свои комнаты. Я отметил две разных сцены с боссами Кракарен. Изображения сменяли друг друга, люди погибали и погибали. Я откинулся на спинку стула и откусил кусочек жареной курочки. Какой-то уголок мозга отметил, что блюдо несомненно очень вкусное, но я был не в состоянии по-настоящему распробовать его. Пончик наслаждалась тем, как любовно ее расчесывал защитник бобка. Установленное для процедуры время давно вышло, но кошка настаивала на продолжении расчесывания. В этой зоне безопасности, как и в той, которую мы посетили первой, сдавалось 20 комнат. На втором этаже их аренда также была бесплатной, во всех 20 комнатах спали люди. Снаружи элементаль гнева продолжал бесноваться и колотиться в дверь, которая ничуть не поддавалась. Похоже, у этой двери был неиссякаемый запас прочности. У меня уже имелся план действий против этой твари. Я обсудил его с Пончиком в чате. Мне придется выждать как минимум полный стандартный синдикатский день, 28 часов, прежде чем приступать к осуществлению плана. Столько длится перезагрузка моей защитной оболочки. Сложность заключалась в том, что план предусматривал расставание с Медоу Ларк. Не только с престарелыми, со всеми членами группы. Я вздохнул. Мне было трудно сосредоточиться на шоу. Зев пропала из чата после стычки в проулке. Пончик, судя по всему, трепалась с Куатин непрерывно и теперь беспокоилась о подруге. Мне это было безразлично, меня страшило обязательство участвовать в ток-шоу. Нам придется посетить шоу, прежде чем продолжать путь. На нас накатывала волна личинок. Я не знал, чем обернется их встреча с элементалем гнева, но надеялся, что они, может быть, отвлекут чудище, заставят его убраться. Я подозревал, что такого везения нам не будет, но надеялся. Взглянув на карту, я понял, что ответ мы узнаем как раз к окончанию шоу. Мы с Пончиком получили по паре достижений в результате борьбы с элементалем гнева. Новое достижение. Что делается? Вы попали под воздействие наводящего ужас заклинания «Обратная гравитация» и пережили этот опыт. Что ж, вы справились лучше, чем Альберт II, первый представитель млекопитающих, побывавший в космосе. Альберт – это макака резус, на случай, если вам интересно. Его полет прошел хорошо, он не пережил приземление. Суборбитальный полет Альберта II состоялся 14 июня 1949 года. Награда. Теперь вы можете говорить знакомым, что вы выносливее обезьяны по имени Альберт. Новое достижение. Словно бабочка к огню. Вы атаковали моба, стоящего на 75 уровней выше вас, и причинили ему ущерб. Тот факт, что вы читаете это сообщение, свидетельствует, что вы самый везучий говнодав в подземелье. Помните только, что удача всегда бывает о двух концах. Награда. Вы получаете платиновый ящик везучего паскудника. Оба мы получили одинаковые сюрпризы в платиновом ящике. Лотерейный билет с соскабливающимся покрытием типа тех, что можно купить на заправочной станции или в винном магазине. Билеты нам достались разные. У Пончика билет был красно-зеленый с рисунком троллевидного существа, подбрасывающего в воздух золотые монеты. Он назывался «Золотая лихорадка подземелья». На нем было 6 точек, с которых требовалось удалить покрытие.
Пончик немедленно бросилась скрести билет, но получила сообщение об ошибке. Использование билета в зоне безопасности было невозможно. Я взял у нее билет и прочитал описание. «Золотая лихорадка подземелья. Сотрите покрытие с одной точки, и в зависимости от открывшегося перед вами символа вы сможете предсказать степень успеха ваших дальнейших нападений на мобов. Смех гарантирован. 1 час перезагрузки между стираниями покрытия». Я перевернул маленькую карточку и на обратной стороне увидел штук 20 различных символов. Большинство обозначали положительные результаты, вроде «моб теряет 5000 золотых монет» или «ущерб моба удвоен». Однако некоторые символы предвещали нечто не столь благоприятное. Например, «моб раздваивается» или «моб неуязвим в течение 30 секунд». «Не пользуйся этим, пока мы не поговорим о ней подробнее», — сказал я. «Меньше всего нам нужно, чтобы ты открыла символ, означающий, что сила моба выросла вчетверо». Кошка вздохнула. «А еще я могу открыть символы и получить 5000 золотых. Карл, почему ты вечно такой пессимист?» «Пончик, нам верно напомнили, удача бывает о 2 концах. Позже поговорим». «Ладно», — согласилась она. Я положил билет перед кошкой, и когда он скрылся в ее складе, она пропыхтела. «А на твоем что?» Мой билет был такого же размера, только с 5 точками очистки. В углу маленький мультяшный дракон с ложкой в руке. Высунул язык, облизывается, я прочитал описание. «Шаровая молния или заварной крем? Сотрите покрытие в разгар схватки, и этот глупый билетик наложит заклятие на ближайшего моба с красным уровнем опасности. Каждая точка дает или хорошие, или плохие шансы. 50 на 50. Принесет вам эта точка шаровую молнию уровня 15 или вкуснейший пирог с клубничным заварным кремом. Кто знает. В любом случае, результат вас ошарашит. 30 минут перезагрузки между соскабливаниями». «Люблю заварной крем», – закричала Пончик, когда я показал ей билет и посмотрела на защитника бобка по имени Квист. «Принесите заварного крема». «Да, принцесса, сию минуту, принцесса. С каким вкусом?» – лебезил он. Пончик доела крем как раз к началу шоу. Она потребовала клубничный, посмотрела на него с презрением и остановилась на ванильном. Жесткое порно закончилось, и началась следующая часть шоу. Ничего нового. У африканских вояк наконец-то иссякли боеприпасы, некоторые из них использовали АК-47 в качестве дубинок, другие нашли себе луки и стрелы или мечи. Люсия Мар прогрызала себе путь через подземелье. Возле ее имени красовались 4 черепа, означавшие убитых игроков, но этих ее подвигов мы не увидели. Любопытно, но я только сейчас заметил, что около имен ее ротвейлеров черепов не было. Наверное, дело в том, что они проходят как домашние животные. Пончика тоже первоначально зарегистрировали в этом статусе, но очень быстро кошка сделалась обходчиком. Непонятная какая-то чушь. Арбалетчица Валькирия и ее непрерывно растущая группа воительниц также убийствами пролагали себе путь по подземелью. Они назвали себя дочерями Брунгильды, эту женщину звали Хекла, и ведущий вкратце изложил историю ее родины, Исландии. Хекла – название самого активного вулкана в Исландии. ИИ подбрасывал ей добычу, чтобы подчеркнуть, в какую щитоносную деву она превращалась. Нелепая блестящая пластина на ее груди скорее сошла бы за украшение гаремной красавицы из романа в жанре фэнтези, чем за серьезный доспех. «Она потрясающая», – прошептала Пончик. «Нам бы присоединиться к ее группе». «Что-то подсказывает, что мне там не обрадуется», – возразил я. Шоу закончилось изложением эпизодов, связанных с туалетами и высосанным из задницы объяснением причин, по которым было необходимо задействовать элементаля гнева. «Да, моча хуже, чем кровь, внутренности и все, что приносит личинки», – сказал я. С самого начала был показан эпизод, закончившийся выбыванием Джека. Гибель Иоланды была показана в замедленном режиме с тягостными подробностями. Мы увидели, как я летел к потолку, а потом бежал вниз головой в стиле фильмов «Матрица». Затем я поднимал миссис МcГиббонс, просачивался в комнату, опередив врага на миллисекунду, выбрасывал наружу зажигательную флягу. В паузе был показан рецепт Карла Фляга Обума. На мгновение появилась моя фотография со штампом «Добавлено в кодекс подземелья». Эпизод завершался моментом, когда я бросал флягу в спину монстра и захлопывал дверь. Здоровье элементаля упало на четверть. Черный шестипалый барсук завопил на мгновение, ошарашенный нападением. Прошло добрых 10 секунд, прежде чем он очухался, встряхнулся и возобновил атаки на дверь. Его яростный визг разрывал барабанные перепонки. Он лечил себя.
Лечение, как я заметил, замедлилось благодаря напалмовому эффекту зажигательной фляги. Заканчивался выпуск вопросом Пончика: «Думаешь, оно уйдет?» Трансляция прекратилась, никто ничего не говорил. «У него точно чудовищный хрен», – произнес вдруг Крис. Имани подошла к нему, обвела рукой его внушительный стан и расплакалась, и расхохоталась одновременно. «Приветствуем обходчиков. Сегодня краткое сообщение. Дела в подземелье идут хорошо. Спасибо вам за вашу поддержку. Сегодня мы отметили большой интерес к новой программе патронажа, так что продолжайте стараться. Извещаем о некоторых изменениях. Если вы просмотрели только что транслировавшийся итоговый выпуск, то должны были обратить внимание на то, что наказания за нарушение правил пользования туалетами стали у нас обыденностью. Наказания остаются в силе до конца пребывания на этом этаже, но мы с удовольствием объявляем, что они будут сняты после его крушения. Спасибо каждому из вас за сотрудничество. Мобы ежи сатаны Лилы удалены и перемещены на более глубокий этаж. Их атаки перьями, прокалывающими броню, признаны системой ИИ чрезмерно мощными для этого этажа. Извинения всем пострадавшим. Мы получили ряд жалоб на засилье мобов-личинок. Это не недочет, так было запланировано. И последнее. В силу многочисленности обходчиков, устраивающихся в зонах безопасности после крушения первого этажа, мы были вынуждены принять трудное решение. С этого момента все зоны безопасности закрываются за час до крушения этажа. Все обходчики, находящиеся в зонах безопасности, будут телепортированы наружу за пределы зон за час до срока. И, как всегда, убивайте, убивайте, убивайте. На доске объявлений возник новый хронометр, под тем, который отсчитывал время до крушения уровня. Время до закрытия зоны безопасности. Этот хронометр показывал на час меньше, чем время, оставшееся уровню. Я встретился с глазами с Брэндоном. Он был потрясен. Я знал, что он подумал о том же, о чем думал я. Пора сдаваться. Пончик. «Наши просмотры, Карл! Наши просмотры!» Тот, кто находился за входной дверью, перестал колотиться. Стало непривычно тихо. Я взглянул на миникарту. Масса личинок добралась до проулка, и элементаль наконец заметил их. Он оставил в покое двери и принялся рвать личинок. Потом скрылся за углом, преследуя красные точки. «Черт, надо было готовиться к бегству», – пронеслась у меня мысль, но испарилась меньше, чем через минуту. Тысячи красных точек попросту пропали. В описании говорилось, что элементаль самоликвидируется после того, как наберет 666 душ. Что бы это ни означало. Я надеялся, что число личинок как раз достигло этой планки. Нет. Элементаль вернулся к двери и снова принялся колотиться, стараясь попасть внутрь. Если бы мы побежали, он погнался бы за нами. Даже если бы мы сели на косилку, у нас не было бы шансов уйти. Единственный шанс разделиться и бежать в разные стороны. Но даже в этом случае он, возможно, достал бы нас. Карта моргнула, и на месте, где погибли личинки, возникла длинная вереница косых крестов. А затем появились новые красные точки, которые двигались в сторону своих погибших сестер и братьев. Карта показывала, что всего в 400 метров от колодца осело 15 красных точек. Раньше их не замечал. Я увеличил иконку. Личинка. Стадия куколки. Возле их имен заряженный на 10 часов хронометр отсчитывал время назад. Я вспомнил сюжет из итогового выпуска. Моб 93-го уровня, проскользив по проулку, был застигнут моей зажигательной флягой. Я отнял четверть его жизни, хотя затем он излечил себя. И я вспомнил кое-что еще. То, что говорила нам шаманка Рори, та, что с пирсингом на лице. Я не стал зацикливаться на этом воспоминании и посмотрел вниз на Пончика. «Карл, план изменился. Мы не можем ждать, пока перезагрузится моя защита». «Идем, Пончик», — сказал я вслух. Нам требовалось пространство, поэтому я отодвинул стол в угол обеденного зала. «Что ты делаешь?» — спросил Брэндон, вставая из-за стола. Я извлек ряд предметов из своего склада и разместил их на полу. 3 круглых груза громко звякнули, соприкоснувшись с покрытием. «Мне нужна твоя помощь», — сказал я. Глава 13. У нас еще сохранились несколько флаконов краски спрея Агаты, и я вывел на боку получившегося у нас сооружения мать организованных абсолютных взрывов. У нас ушло примерно 5 часов на создание пускового механизма. Брэндон заметил, что Моав может означать и место орков-акромантулов и ведьм. Акромантулы – гигантские восьмиглазые пауки из фантастического мира Гарри Поттера. Но его брат сказал: «Не будь одним из них».
«Это не важно», — сказал Брэндон. «Название все равно неправильное. Мать взрывов должно означать одну гигантскую бомбу, а совсем не то, что делаем мы. Нашу штуку можно было бы назвать бомбой-эмбрионом или еще как-то так». «Уже поздно», — сказал я и указал на надпись. «Я уже окрестил, да и само имя мне нравится, как-никак игра слов». Моав – историческая область на территории современной Иордании, а также населявший эту область народ. В ветхозаветной истории средоточие греха. «Так, я назову это бомбой-эмбрионом. Нравится тебе это или нет?» – заявил Брэндон. Во время работы над устройством я обнаружил кое-что интересное. Это, наверное, было очевидно с самого начала, но мне как-то не пришло в голову. В зоне безопасности безопасны все мои динамитные шашки. Там они имели статус «в зоне безопасности инертны». В скобках указывался их истинный статус. Этот статус снижался, когда к шашкам прикасались, и я не хотел искушать судьбу и допытываться, что будет, когда статус опустится до нуля. Впрочем, я был в немалой степени уверен, что они не взорвались бы. Брэндон отступил на шаг, любуясь плодом наших трудов. «Ты действительно думаешь, что эта хренотень его убьет?» – спросил он неожиданно серьезным тоном. «Никоим образом», – ответил я. «У той гадины 93-й уровень, ей наш подарочек не понравится, но его ни в коем случае не хватит. Хотя наши детища сделают ее не такой проворной, как сейчас». Брэндон скептически посмотрел на меня. «Если эта штука ее не убьет, то ради чего мы старались?» «Эта штука входит в план», – сказал я. «Погоди, да что это, собственно, за план?» Брэндон махнул рукой в сторону конструкции. «Я считал, что это и есть план». «Я уже сказал, что это часть плана, а не весь план. Остальное я не могу тебе рассказать». Я указал на потолок. Этот жест приобрел у нас универсальное значение. Враги слушают. Поскольку изобретенная мной схема предусматривала использование эксплойта для подземелья, даже Пончик не знала моего плана во всех деталях. Эксплойты – тип вредоносных программ. Мордекай говорил, что наши частные чаты зрителям недоступны, а вот Борант и ИИ могут их видеть. Я не хотел рисковать, не хотел, чтобы нам в последний момент поменяли правила. Они способны реально высосать нас. Не хотел бы я дожить до того времени, когда придется на это жаловаться. Нам было необходимо безопасно пробраться в проулок. Этот первый пункт моей сумасшедшей схемы был одним из самых пугающих. Прежде всего, я предложил подождать, пока личинки перегруппируются и подберутся достаточно близко, чтобы элементаль гнева снова на них напал. Но личинки были ужасающе медлительны. Все большее их число достигало стадии куколки, а это означало, что они вовсе переставали шевелиться. Имани внесла дерзкое предложение. «А что, если мы просто откроем эту клятую дверь?» Это обсуждение проходило несколько часов назад, когда мы приступали к работе над Моав. Мы посмотрели друг на друга, я идею Имани уловил сразу, идею страшную, но верную. Мы находились в зоне безопасности, мобы телепортируются прочь, не очень далеко, как предупреждал Мордекай, но они все равно будут выключены из игры. «У, черт!» – произнес я и отложил гоблинский заклепочник. «Может быть, нам вообще не стоило делать эту штуку?» И мы ее испытали. Мы увели всех в другую часть обеденного зала, ближе к проходу, ведущему к спальням. Не знаю, кого трясло сильнее, меня или дверь, если мы где-то тут ошиблись. Я нерешительно подошел к входной двери. Едва я дотронулся до ручки, как дверь полетела внутрь, и гигантский коготь едва миновал мое лицо, я упал на спину. Свам! Монстр телепортировался прочь с необычным присвистом, какой бывает, когда включается электрогенератор. «Святое же сработало!» Я приподнялся и сел, поискал на карте чудовище и нигде его не увидел. Но уже через мгновение мое облегчение сменилось ужасом. Я увидел, что точка несется в нашу сторону, оно выскочило из главного прохода. «Черт подери, оно запомнило, где мы находимся!» «Оставьте дверь открытой», – посоветовала Имани. «Увидим, вышвырнет его подземелье в этот раз или нет, и умеет ли оно учиться». Прошло минуты полторы, прежде чем оно опять вошло в наш проулок. По пути оно убивало личинок, но тех, что были на стадии куколок, как будто не замечало. Оно с ревом и воплями добралось до двери и снова попыталось схватить меня. И опять было телепортировано. В этот раз оно подошло с другого конца проулка, но телепортировано было, как мне показалось, снова в главный проход. Так произошло еще несколько раз, и всякий раз у элементаля уходило от 75 до 120 секунд, чтобы вернуться. Стало понятно, что разума он лишен, просто однонаправленное воплощение ярости. В конце концов, мы закрыли дверь, не желая плодить трупы личинок. Я вздохнул и возвратился к работе над Моав. И вот, спустя долгие часы пришло время подвергнуть испытанию мою идею.
Я был уже не столь уверен, как тогда, когда речь шла о переносной крепости. Тогда перед нами был моб, которого возможно было убить. Сейчас другое. Сейчас нас ожидало нечто, ориентированное на наказание. Встречу с ним нельзя было пережить. Косилка весело зажужжала и двинулась к выходу. С боковой коляской Пончика проехать было нельзя. Нам пришлось снять коляску, присоединить сзади только что сделанный прицеп, устроить на нем высокую муав и столь же высокое сиденье для Пончика с запусковым механизмом. Кошке пришлось сжаться, чтобы мы смогли выехать из комнаты. После этого принцесса уселась с мрачным видом мордой назад. Она напомнила мне хвостового стрелка в бомбардировщике времен Второй мировой. Хвостовой стрелок управлял пулеметной установкой в хвостовой части самолета, оберегая машину от нападения сзади. «Кажется, курица-бомба мне больше нравится», — сказала Пончик. Электронная игра-платформер, в которой курица вместо яиц откладывает бомбы. Уже поздно. Я кивнул Имани. Она стояла у двери, готовая открыть ее перед нами. «Хорошо», — согласилась кошка. «Считаю от 3 до 1. Пончик. Вся вселенная смотрит на нас. У меня уже 1 триллион просмотров, Карл. 1 триллион». «Не отвлекайся, Пончик», — приказал я, не давая себе труда прибегнуть к чату. 1. Имани распахнула дверь. Громадный, устрашающий элементаль гнева дернулся вперед и, как и прежде, был телепортирован. Перегретый воздух в том месте, где чудище только что стояло, мерцал и потрескивал. Я с силой надавил на велосипедные педали, и мы оказались в проулке. Все вокруг почернело и было засыпано пеплом. Стоял запах горелого мусора, он напомнил мне о логове скряги. Нигде не было видно признаков поезда из платформ, остатков инвалидных кресел и ходунков. Всего того, что мы не успели перенести в зону безопасности. Единственное, что сохранилось, блестящая, длинная в 100 метров магическая цепь, которую я когда-то подхватил. Сзади меня Имани захлопнула дверь. Я жал на педали, затем включил дроссель. Прицеп мы соорудили из разломанных досок и прикрепили к нему свободные велосипедные колеса, которые захватили у гоблинов в качестве добычи. Я почти не чувствовал тяжести прицепа. Он громко скрипел, но не трясся, придавленный весом муав. Мы проехали ближайшую развилку, и я развил бешеную скорость. Следующая развилка ждала нас метрах в 200. Там мы остановились, повернулись так, чтобы видеть новый проулок перед собой, и приготовились ждать. «Вот оно!» – выкрикнула Пончик уже через секунду. На карте появилась точка. Элементаль мчался по отдаленному залу, словно сокрушающий землю метеор, посланный с небес. «Как только он повернет, мы двигаем», – сказал я Пончику. Нам нужно было быть уверенными, что моб нас видит. Если он опять остановится перед дверью, придется привлекать его внимание и для этого выруливать в проулок. Мне этого не хотелось. У нас прицеп, и потому чем меньше поворотов мы сделаем, тем лучше. Элементаль появился в дальнем конце проулка, немногим дальше, чем в 400 метрах от нас, и несся он на всех парах. Мне не потребовалось заботиться о том, чтобы он нас увидел. Существо с черепом рогатого барсука притормозило, глянуло в нашу сторону и снова пустилось в галоп, прямо на нас. Дьявольски быстрая тварь. Я нажал на педали. «Быстрей, быстрей!» – кричала Пончик. Благодаря моему навыку пилот-косилки и дросселю мы за несколько секунд развили предельную скорость. А по ощущениям не двигались вовсе. Вел мог набрать до 40 км в час, дальше должен был наступить перегрев. Я сравнил бы элементаль с гепардом. Препятствий не было, он нагнал бы нас за пару секунд. Мы летели по проулку. «Пуляй первой малышкой!» – крикнул я. Брэндон был прав. Название Муав было неточным. Этот аппарат вообще не был бомбой. Он был предназначен для выпускания бомб. Бомб самых разных видов. «Это мать бомб, видишь?» – сказал я. «Можно называть бомбы ее малышками». Впечатления мои слова не произвели. «Занимайся мордобоем и взрывами», – съязвила Пончик. «Креатив предоставь мне». Наше устройство не было сложным, но требовало точности при монтаже, особенно если принять во внимание тесноту проулков. Устойчивости косилки на колесах было мало, когда в конце похожих на трубы тоннелей нам предстояло обеспечивать неподвижность малышек, при том, что маленькие передние колеса инвалидных кресел приподнимались на десяток сантиметров над землей. В детстве я мастерил что-то подобное для своих машинок из спичечных коробков. Ставишь машинку перед спуском, и дальше работает сила тяготения. Машинки набирают скорость, словно на водной горке, и если трасса сооружена достаточно аккуратно, они выезжают на плоскость, сохраняя ускорение. Водные горки – популярный аттракцион в аквапарках. Вода, подаваемая на верхнюю часть горки, ускоряет скольжение посетителя.
Нам потребовалось несколько часов, чтобы добиться нужной слаженности конструкции. И нам не хватало места для пробных спусков. Однако, благодаря умелым рукам Брэндона и Криса, я был уверен, что малышки будут служить свою службу так, как задумано. Мы знали, что на вооружении у монстра есть по меньшей мере 2 варианта нападения – когти и заклинание «обратная гравитация». Кроме того, мы знали, что обратная гравитация действует в ограниченном пространстве, а значит, чтобы выполнить свою задачу, нужно держать элементаль на расстоянии достаточно долго. «Бомбы! На выход!» – выкрикнула Пончик. Она достала из своего склада тяжелую бомбу на колесиках, и та встала точно в желоба. Кошка подтолкнула ее, и бомба помчалась вниз, стукнулась о землю и покатилась дальше, уменьшаясь на глазах. Не застряла, как я опасался. «Брэндон, классный ты сукин сын!» – закричал я, наблюдая за движением бомбы через плечо. Я хотел разместить центр тяжести в передней части снаряда. Брэндон же настаивал, что такое решение неправильно, бомба перекувырнется. Чертя пальцем по столу, он объяснял мне, как именно собственная тяжесть повлечет бомбу вниз. Приводил какую-то математическую хрень от Исаака Ньютона. Толковал о каком-то эпизоде из «Разрушителей легенд», где кто-то выбросил назад мяч из движущегося автомобиля, и мяч шлепнулся на землю. На последнее я ему ответил, что мне это безразлично, лишь бы бомба сработала далеко от моей косилки. После нескольких обескураживающе провальных попыток автоматизировать запуск бомб, мы остановились на другом решении. Разместим Пончика на нужной высоте, она будет доставать бомбы из своего склада, и они материализуются на платформе. Бомбы сделаем размером со сноуборд, а формой и весом они будут как машины в дерби соснового леса. Соревнование популярное у американских бойскаутов. Скоростной спуск деревянных автомобилей по наклонной плоскости. Размеры машин не должны превышать 7 на 8 сантиметров, масса 150 грамм. Тут внезапно выяснилось, что колеса у нас на вес золота, но нашлась альтернатива. Веса от тренажеров. Множество свободных блинов разных размеров. Если их правильно закрепить и смазать, они мало чем уступят колесам. Первая малышка, малышка Уна, отличалась от других. Уна – 1, испанский-итальянский. Она была больше и тяжелее и содержала 3 зажигательные фляги, глиняную кружку с неразбавленным гоблинским маслом и небольшую баночку с порохом. В центре бомбы помещался остаток хоп-гоблин-пуса. И вот я держал в руке магический взрыватель и ожидал знака Пончика. У нас имелись малышки 4 видов – малышка Уна, малышки с флягами, малышки-дробилки и малышки «Ох-дерьмо». Последние состояли из 2 зажигательных фляг с мощным порохом, упакованным в динамит. Эти малышки оставались в моем складе. Я считал, что Пончику слишком опасно прикасаться к ним. Они были нашей последней надеждой. Я молился, чтобы нам не пришлось прибегнуть к ним. Я наблюдал, как красная точка плывет вдоль проулка, приближаясь к развилке. Где-то далеко позади бомба перестала катиться. «Держись!» – закричал я и нажал на кнопку взрывного устройства. 5-секундная пауза едва не свела меня с ума. Я всмотрелся вперед. Мы проехали первую развилку. Личинок куколок там было с дюжину. Я отчаянно ругался, цепляя эти глыбы колесами. Не ожидал, что они, черт бы их побрал, такие громадные. Пончик тоже что-то кричала, потому что прицеп угрожающе подпрыгивал. Каждая дрянь была размером состоящего во весь рост человека. Под мокрыми пульсирующими личинками мигали красные и желтые огни. «Сбрасывай!» – крикнул я. Рядом с сиденьем Пончика находились 2 рычага, красный и черный. Сначала мы планировали использовать их для приведения бомб в действие, но в итоге предпочли более надежную схему с использованием инвентаря. Однако при этом приделали 2 камеры по обе стороны МУАВ. Пончик потянула черный рычаг, и дно одной из камер отъехало в сторону. Цепь имани с тяжелыми грузами на обоих концах провалилась внутрь камеры. Мы рассчитывали, что конечности монстра запутаются в этой тонкой, но неразрываемой цепочке. Возможно, это задержало бы его всего на пару секунд, но для нас важна была и одна. Позади нас, с грохотом, напомнившим мне пронзительный крик, разорвалась бомба. С потолка посыпалась пыль, взрыв запоздал на полсекунды, и взрывная волна ударила гадину в спину. Я не осмеливался оглянуться, но увидел на карте, что красная точка элементаля замедлилась в центре зала, может быть, даже ближе к нам, чем к дальней стене, и остановилась. «Пошли, малышки с флягами!» – прокричал я. В следующем зале было полно личинок, по большей части 3-го уровня. Я с такими еще не сражался. Они были примерно вдвое больше обычных и без всякого толку молотили длинными заостренными на кончиках хвостами,
когда мы проезжали мимо. Эти третьеуровневые были чересчур велики, чтобы переезжать их косилкой, и мне приходилось уворачиваться от них. Коровохвостая пестрая личинка. Уровень 3. Последняя форма перед достижением стадии куколки. Коровохвостая пестрая личинка теперь способна защищаться примерно так же, как маленький ребенок способен защищать себя пластиковой бейсбольной битой. «Сюда идут машинки, чтобы ударить по личинкам!» — крикнула Пончик в ответ. «Они в пути! Все равно действуй!» Я прибавил скорость. Косилка подо мной опасно нагрелась. «Бомбы! На выход!» — скомандовала Пончик. Я явственно различил щелчок колес бомбы, когда они вошли в пазы. Пончик активировала факел, он зашипел, и бомба покатилась по желобам. Катящаяся бомба наткнулась на скопление личинок, перевернулась и взорвалась. Меня накрыла горячая волна, но никакого вреда не причинила. Мы ехали достаточно быстро. Весь проулок был охвачен синим пламенем. «Да!» — крикнула Пончик. «Гори, маленькая, гори!» Сзади нас, несколько дальше, элементаль возобновил преследование. Через мгновение он снова остановился. Его поймала цепь. В ярости монстр взревел, потрясая основы мироздания. «Пошла!» Пончик выпустила еще одну малышку с флягами, и еще одну, и третью. Мы продолжали покрывать бомбами пол позади себя. Если фляги не загорались сами собой, Пончик поджигала их магическими ракетами малой мощности, когда мы удалялись на достаточное расстояние. Впрочем, такая необходимость возникла пару раз, не больше. В основном наши машинки врезались в личинок и переворачивались. Задняя часть прицепа целиком взвелась в воздух и едва не вышибла меня из седла. Правда, тут же опустилась. Только что выпущенная бомба полетела в потолок и взорвалась. Элементаль запустил свое заклинание, но мы были уже слишком далеко. За нашими спинами пламя заполнило верхнюю часть комнаты. У меня загорелись волосы и спина, так что кое-какие повреждения я получил. Пончик завопила от боли, но сразу же вылечила себя своим заклинанием. «Держись!» – призвал я ее. Мы почти справились, но мне пришлось резко повернуть влево. Я видел, что проулок впереди меня наводнен куколками. «Делай, как договорились. Бросай дробилку, пережди секунду и добавь фляг». Мы выскочили за угол, и наш прицеп занесло. Мне пришлось объехать куколок, которые торчали вертикально, как сталагмиты. Мы сделали всего несколько пороховых малышек, и я предназначал их как раз для этой части нашего предприятия. Я понятия не имел, сработает ли моя задумка, но решил, что лишними они не будут. Пончик извлекла бомбу, начиненную порохом и шрапнелью, дробилку. Для них мы использовали очень длинные фитили. Поджигать их зажигалкой пришлось мне, а Пончик, благодаря ее статусу четвероногого, обладала способностью запаливать их мысленным кликом, как факелы. Теперь пришла очередь массивной шрапнельной гранаты. Длинный фитиль разбрасывал искры, как крысиный хвост. Малышка врезалась в одну из куколок громадин и повалилась на бок. Через мгновение она взорвалась, разнеся куколку на клочки. Я бросил взгляд через плечо и успел заметить, как существа, похожие на шершней, но размером с людей, в рвотных спазмах извергаются из куколок, падают на землю и корчатся в конвульсиях. Если повредить куколок, монстры начнут вылезать из них, и элементаль тратит 1 или 2 драгоценные секунды на то, чтобы порвать их на куски. Мы залили последний участок проулка самогоном и огнем. Элементаль, по-видимому, стал двигаться осторожнее, но продолжал следовать за нами. Впереди материализовалась лестница. Под ее перилами зловеще замигало предупреждение «Медная косилка гоблинов! Взрыв котла неизбежен!». Я выругался себе под нос. Выходит, я перестарался. У нас оставалось 15 секунд. Я сделал усилие, чтобы припомнить, какие клапаны нужно открыть, чтобы сбросить давление, и не вспомнил. «Блин, горелый!» – выразился я и прибавил скорость. «Я думала, мы едем в другую зону безопасности», – возмутилась Пончик. «Ты же не собираешься спускаться, правда?» Мы оказались в обширном круглом зале. Лестница приближалась к нам. Дыра в земле, из которой бил вверх яркий свет. Вокруг нас пульсировали куколки, уже десятки, и у всех над головами отсчитывали время назад хронометры. Некоторым оставались какие-то часы. Реальная лестница была повернута в другую сторону, но это значения не имело. Там не было ни ограждения, ни барьера, только дыра в земле. Широкая дыра, как другие туннели. Все так же, как на поверхности. «Масляное пятно, потом прыгай», — приказал я. «Прыгать? Ты в своем уме? Мать твою, Пончик, делай, что тебе сказано!» Кошка протянула красный рычаг, и дно второй камеры отошло в сторону. По полу разлилось масло, цветом походившее на шампанское. «Прыгай!» — повторил я. Мы оба спрыгнули с несбавляющей хода косилки, которая ехала прямо, пока не провалилась в глубокую дыру,
и не исчезла из вида. Раздался хруст, за ним относительно негромкий взрыв. Из дыры взвился столб черного дыма. «Для чего ты это сделал?» – спросила Пончик, когда я попытался подняться на ноги. «Доставай своего прыгуна через лужи». Я указал назад на дальний конец проулка, в сторону, противоположную той, с которой мы появились в этом зале. Там за углом находился учебный цех Мордекая. «Переправь нас туда. Активируй, как только я скажу». «Ладно», – голос Пончика неуверенно дрогнул. 10 секунд, не забудь». Элементаль в самом деле задержался, чтобы выпотрошить шершнеобразных, что дало мне достаточно времени понять, как я безумно туп. Лестница здесь. Мы можем просто спуститься и спастись. Если заклинание не сработает, мы покойники. Я встал у края провала. «Активируй!» «Почему бы нет?» – подумал я, вытянул из своего склада одну малышку в дерьмо и опустил ее на землю. Она встала передо мной, как здоровенный скейтборд. 2 зажигательные фляги, порох и динамитный покров. 9 секунд. «Оно идет!» – крикнула Пончик. Она прыгнула на мое плечо. Я еще никогда не слышал, чтобы ее голос был таким испуганным. 8 секунд. Перед нами из клубов дыма вырос элементаль гнева. Адский зверь, огромный, жуткий. Длинная цепь все еще обвивала его заднюю лапу. К моему удивлению, индикатор здоровья монстра был в красном поле. Совсем не глубоко, но монстр пострадал тяжелее, чем я предполагал. Он увидел нас и замер. 5 секунд. Он издал рев, долгий, тяжелый. Я в первый раз взглянул вверх и увидел, что потолок этого зала, как и потолок комнаты босса этажом выше, очень-очень высокий. Если бы монстр сейчас применил обратную гравитацию... 3 секунды. Он напрягся. 2 секунды. «Оставайся со мной», — велел я Пончику. Чудовище переступило порог, и 6 его лап заскользили на луже масла. Оно как будто ничего не заметило. Зарычало и метнулось на нас, протянуло пальцы, готовые полоснуть меня. Я вспомнил, как оно действовало, когда разделывало Иоланду. Мы исчезли и материализовались в 150 метрах от него в проулке. Жутчайший, злобнейший вопль наполнил подземелье. Затем в грохоте взрыва я различил свист. Я упал, прикрывая собой Пончика, но ничего плохого не случилось. Бомба разорвалась глубоко в колодце лестницы, мы были на достаточном расстоянии. Прошел миг, я взглянул на миникарту, ожидая увидеть признаки того, что монстр уцелел. Точка исчезла, и наступила абсолютная тишина. У меня засосало под ложечкой. Побочный эффект телепортации. На меня нахлынуло облегчение. Я сидел на полу, сердце, которое только что билось до странности ровно, теперь колотилось отбойным молотком. Руки онемели, избыточный адреналин отозвался в них уколами. Все тело тряслось. Еще через секунду Пончик возмущенно закричала. «Мы не приобрели опыта! Карл, ты испортил игру!» «Мы не приобрели опыта, потому что убили его не мы!» «Что?» – взбеленилась кошка. «Я не понимаю». Я вспомнил, что говорила Рори, гоблинская шаманка. С тех пор прошло всего несколько дней, а как будто целая жизнь. «Если мы начнем спускаться, то умрем. Стоит пройти половину пролета вниз, и тело растворится. Я сама видела такое». Мордекай однажды тоже сказал что-то в этом роде. Если мобы осмеливаются спуститься, они не телепортируются, они умирают. Мы заманили монстра в дыру. Как только он попал туда, вступили в силу правила подземелья, и элементаль растворился. К сожалению, система не посмотрела на этот факт благосклонно. Мы не были награждены опытом за убийство. Я получил сколько-то достижений, но немного. Но ничего. Мы все еще были живы. Я увидел на карте массу красных точек, личинок и массу косых крестов. Я чувствовал себя так, как если бы бодрствовал 2 суток подряд. Но со стоном заставил себя подняться на ноги. Нам предстояло еще много работы. «Карл, Брэндон, веди всех своих к лестнице, сейчас. Путь безопасен, но это ненадолго». Глава 14. Время до крушения уровня 4 дня 6 часов. Просмотры 1,4 триллиона, подписчики 352,2 миллиарда, любят 21,4 миллиарда. У меня еще оставалось достаточное количество самогона, и мы с Пончиком провели следующий час, сжигая всех личинок в большом зале. Я посмотрел на карту, у нас не было шансов уничтожить все тела. Оставалось только удалить их из зала. После того, как косилку постигла печальная участь, возможности передвижения резко ограничились.
В моем обширном инвентаре набралось столько всякой всячины, что, наверное, хватило бы на сооружение нового транспортного средства, но я не представлял, чем заменить паровой двигатель. Можно было надеяться на встречу с другой командой гоблинов и их помощь, а еще лучше было бы наткнуться на что-нибудь более надежное. Минут через 40 после гибели Элементаля в зал вошли осколки команды Медоу-Ларк. Брэндон, Крис и Имани построили вторую не столь элегантную транспортную систему. У них оставалось 36 подопечных. Всех их они сгрудили в 3 отдельные конструкции, спроектированные на манер магазинных тележек из разбитых досок с колесами от косилок. Крис и Имани толкали 2 большие людские корзины, как прозвал эти махины Брэндон. Сейчас и Крис, и Имани вымотались до предела. Брэндон, не обладавший физической силой своих товарищей, неуклюже вталкивал в зал корзину поменьше, с 6 людьми. «Нам не понадобились твои указания», — сказал он. «Развороченный отрезок коридора привел нас прямиком сюда». Он помолчал. «Там, на нашем пути, было полно этих коконов. Ты уверен, что не хочешь уйти с нами?» «Уверен», — сказал я, и заглянул в дымящуюся дыру. «А ты сделай милость, подбери все, что найдешь там внизу. Хотя не думаю, что там много осталось». Брэндон кивнул. Я протянул ему руку, но он вместо того, чтобы пожать ее, крепко меня обнял. «Вы оба уж берегите друг друга, ладно?» Я усмехнулся. «И вам того же». Я простился с Крисом и Имани. Пончик тем временем мурлыкала на коленях у миссис МакГиббонс. «Барри?» — спросила старушка, когда я приблизился. «Барри, где мы?» «Миссис МакГиббонс, мы в подземелье. Это я, Карл. Вы сейчас спуститесь на следующий этаж». Она вгляделась в меня. В ее глазах отразилась растерянность. Заколебался и я. Правильно ли все, что происходит? Могли ли мы сделать что-нибудь еще? «Подземелье?» – переспросила старуха. «Это как перед сексом?» «Я не знаю, увижу ли вас снова». Я опустился на колени. Она сидела в своей корзине и осматривалась. Ее глаза были широко раскрыты. «Я хотел попрощаться с вами». Она протянула руку и дотронулась до моей щеки. В эту минуту она выглядела на все свои 99. Мне очень не понравилось то, насколько холодной была ее рука. «Барри, мы должны были завести детей. Я жалею, что тебе пришлось так много работать из-за меня». Я сжал ее руку. «Ничего, все будет хорошо». Я вспомнил, что так говорила моя мама перед тем, как уйти. Тогда она лгала, солгал сейчас и я. «Наверное, я слишком много пила», — сказала она. «А может быть, я опять кисну от воспоминаний. А эта кошка все разговаривает со мной». Я улыбнулся. «До свидания, миссис МакГиббонс». Имани спускалась последней. Все произошло быстро, она без улыбки помахала нам, я помахал в ответ, и мы отошли. «Как думаешь, мы их еще увидим?» – спросила Пончик. «Я и не знаю». Мы свернули в сторону сектора кобальдов. По пути мы убивали и сжигали всех куколок, мимо которых проходили. Еще раньше я обнаружил в глубине сектора кобальдов, вблизи его дальней границы, зону безопасности. Мы расчищали себе путь и рассчитывали вздремнуть перед следующим интервью. И надеялись, что шершнеобразные монстры, которым еще предстояло вылупиться, останутся в своей зоне. Кобальд-наездник, уровень 5. Вот интересный факт. ДНК кобальда и ДНК чихуахуа почти идентичны. Из этого факта вытекает практически все, что вам требуется знать об этих маленьких тявкающих сучках. Мелкие, злобные, они мнят себя больше, чем они есть на самом деле. Нет ничего жутче, чем свора этой карликовой сволочи, вызверившейся на вас, по крайней мере, в собственном воображении, во время боя. Но не стоит и недооценивать их. Они бесстрашны, умны, сначала бросаются, а вопросы задают потом. Опасные динго, на которых они ездят, могут стать для вас проблемой. В последний раз я играл в подземелья и драконов на борту катера береговой охраны США «Стрэттон» и запомнил кобальдов как маленьких монстров, напоминавших ящериц. В той игре они служили миньонами хозяину подземелья, а тут оказались другими. Они действительно походили на злых бронированных чихуахуа, примерно такого же размера, как брехучие маленькие собаки. Но стояли они вертикально и носили кольчуги, как будто сделанные из крышек пивных банок. По большей части оружием им служили длинные устрашающего вида копья со свисавшими с наконечников перьями. Этими копьями они орудовали как пиками. «Собаки верхом на собаках», — сострила Пончик, когда кобальды ощетинились на нас. «Мне что-то такое в кошмарах снилось». Она зашипела и выпустила пару магических ракет в тех собак, что были внизу. Динго 5-го уровня покачнулись и покатились вперед.
Я сформировал боевую рукавицу, когда 2 кобальда-всадника полетели на нас. Первый грохнулся на землю и сломал шею. Второй подскочил и затявкал, на его губах выступила пена. Я ударил его, и он шмякнулся в стену. Гады оказались тверже, чем казались. Я упал на спину, когда на меня налетел один из динго. Над его башкой мигал дебаф зараза. Его рычание и лай были ниже, чем у его наездника, и наводили больше страха. Их морды были выкрашены белой краской и оттого пугали еще сильнее. Пончик вскочила на спину динго и принялась рвать собаку когтями, одновременно закусив ее ухо, а потом выпустила 3-ю магическую ракету в приходившего в себя 2-го динго и прикончила его. Тот динго, что был на мне, вздрогнул и свалился замертво. Вонючая кровь и слизь полились на меня. Я оттолкнул мертвую собаку. Пончик ловко приземлилась рядом со мной и принялась зализывать лапу. «Скользко, однако», – пожаловался я, пытаясь отряхнуться. Моя одежда спереди пропиталась слизью. «У тебя-то куда лучше получается». «По-моему, у меня есть бонус на причинение вреда собачьему роду», – ответила кошка. «Это напомнило мне одну страшноватую штуку, о которой я забыла тебе рассказать. Я видела новую табличку «Расовые преимущества», но она только на секунду появилась, мигнула и пропала». «Страшновато, да уж», – согласился я. Инстинктивно я открыл свое меню, но там ничего подобного не было. Зона безопасности помещалась сразу за углом. Уничтожив трупы кобальдов и динго, мы сразу направились туда. Зона вновь оказалась безлюдной. Судя по виду, когда-то это помещение служило чем-то вроде производственной кухни, но никакого оборудования в ней не осталось, кроме большой морозильной камеры. Она все еще пребывала в рабочем состоянии. Мы осмотрели этот гигантский холодильник и убедились, что он пуст. Под набором полок обнаружился простой металлический тостер, он стоял на подставке посреди слоя крошек. Кажется, он не был ни к чему подключен, но и поднять его мне не удалось. Надпись на полке над ним гласила: «Бесплатный тостер Манны, 1 на обходчика». Я нажал на небольшую кнопку в нижней части, и через секунду она отщелкнулась. На подставку выпрыгнул подгоревший треугольный тост. Я взял его и понюхал, прочитал свойства. «Тост Манны. Это тост. Он пополняет ваш запас маны. Вот и все, больше ничего. Идите нахрен». «Ну, это нам ни к чему», – пробормотал я и разломил тост. Пончик забрала обе половинки и уволокла к себе в инвентарь. В зоне имелись также фонтанчик с питьевой водой, пара стульев, койки и санитарные комнаты. Мы осмотрели оба туалета, так как это уже вошло у нас в привычку. Они были пусты, но до нас в них, несомненно, кто-то побывал. Туалетной бумаги не было и распылителя шампуня в женской комнате. Пол оказался влажным, как если бы кто-то совсем недавно принимал душ. Мукта, админ. Обходчики Карл и принцесса Пончик. Через 10 минут вам предстоит транспортировка на ваше интервью, приготовьтесь. Мукта? Пончик. Кто вы? Где Зев? Мукта, админ. Вашему агенту по внешним связям предоставлен перерыв. Она вернется к вам завтра, до того времени я буду ее замещать. Я взглянул на часы. До следующего эпизода еще 8 часов, что-то не так. Карл. Мы должны были отправиться не раньше, чем через пару часов. Мукта, админ. Администратор Зев зарегистрировала вас для участия в программе под названием «Подземелье. Тактика поисков». Я аннулировал ее решение и выбрал для вас другую программу. За нее предусмотрен более высокий гонорар. Не беспокойтесь, это программа того же рода. В стиле круглого стола, по крайней мере, достаточно близко. И участникам предлагаются подарки. Карл, нам обещали право на отказ от интервью. В этом интервью я участвовать не хочу. Мукта, админ. Обходчик, вы как будто считаете, что вынуждены сделать такое заявление. Пончик. Что сделала Зев? Почему ей назначили перерыв? Сообщение отключилось, и чат исчез из поля зрения. У нас не было способа ответить или отправить новое сообщение. «Карл, я не готова». Перед Пончиком появилась щетка. «Расчеши меня, скорее же». На моем пиджаке спереди все еще блестела слизь, вытекшая из убитого динго. Я бросился в санитарную комнату, чтобы вычистить одежду, насколько это было возможно. «Вернусь к тебе через минуту». «Мне это не нравится», — сказал я через несколько минут, вычесав колтун из шерсти Пончика. Такая работа досталась мне в первый раз за все время, что мы провели в подземелье. Мелькнуло воспоминание о том, как Беа учила меня правильно расчесывать кошку. Когда я делал это впервые в жизни, Пончик выла и старалась распороть мне живот. Мы с Беа катались от хохота, глядя на разгневанную кошачью физиономию. Понадобился не 1 месяц, прежде чем она привыкла сидеть смирно и позволила мне себя расчесывать.
У нас оставались считанные минуты, которые я посвятил изучению перечня достижений, полученных после противостояния с элементалем гнева. Кстати, Пончик получил их больше, чем я, и все они были связаны с бомбами. Кошка не стала терять время на знакомство с содержанием прилагавшихся ящиков, а предпочла отдать драгоценные минуты вылизыванию себя. Большинство моих навыков, связанных с бомбометанием, поднялось до 9 уровня. Теперь у меня появилась серия навыков в области механики и строительства. Вот мои достижения. Новое достижение. Промасленная обезьяна. Тип расширений для браузеров. Жаргонное обозначение механика. Не бегите впереди самого себя, дружище. Вы построили и применили машинку на колесах. Когда дикари в Месопотамии сделали первое колесо, они, наверное, тоже возомнили себя крутыми. Но у них ушло еще 5000 лет на то, чтобы придумать сортир. Награда. Вы получаете серебряный ящик механика. Новое достижение. Вы называете это ловушкой? Моб получил травму из-за предмета, который вы намеренно оставили в подземелье. От разбросанных деталей лего до ям с шипами, ведер с плотоядными муравьями и пространственных разломов, в которых во всяком теле закипает кровь, это искусство построения ловушек имеет славную историю, красочно описанную в аналах мира обходчиков подземелья. Если вы намерены делать все это, так делайте правильно. Что бы ни принесло вам это достижение, это наверняка была какая-нибудь глупость. Но оно поможет вам сделать следующую ловушку более увлекательной. Запомните, если она не выйдет у вас возбуждающей, она выйдет такой у нас. Награда. Вы получаете золотой ящик сапера. Эти достижения привели меня в некоторую растерянность, особенно то, что было дано за ловушки. Я знал, что Пончик получила такое же, и предположил, что оно связано или с брошенной цепью, или с разлитым по полу маслом. Скорее всего, не с бомбами, там применялась другая категория. Ящик механика принес мне инструмент под названием «Семейный помощник Гордон». Внешне он напоминал шпатель, то есть представлял собой пластину с ручкой. «Это еще что за хрень?» – пробормотал я и стал изучать свойства. Семейный помощник Гордон. Любим межгалактическими порнозвездами. Применяется для достижения твердости и размягчения. Использовать можно только на верстаке. Полезен для соединения или достижения различных степеней пластичности материалов, в иных обстоятельствах жестких. При этом не влияет на их прочность. Инструмент показался весьма полезным. Я вложил его в инвентарь рядом с липким растворителем 3000. Ящик сапера содержал 2 предмета. Стол сапера, который едва не вышиб из меня дух, когда возник, в принципе, такой же, как столы инженера и алхимический. В описании отмечалось, что взрывчатые вещества на этом столе не теряют стабильности и не могут быть досрочно обезврежены. Второй предмет предназначался для устройства ловушек. Предметов, собственно, было 10. 10 черных коробочек размером с 10-центовую монету с присоединенными к ним длинными проволочками. Инициатор близости, спусковой крючок, предупреждение, травмоопасное содержимое. При использовании вместе со столом сапера высокоценный инициатор близости может быть совмещен с любой ловушкой, не находящейся в состоянии покоя. Рекомендован для активации устройств, включая хронометры обратного отсчета, спусковые крючки для мобов и так далее. Я немедленно убрал этот набор в инвентарь, где он занял место в верхней части списка ценных предметов, сразу после нелепого лотерейного билета, предлагавшего выбор шаровой молнии или заварного крема. Теперь у меня было 10 таких ценных предметов. Даже после всех недавних событий мой уровень застрял на 11. Он приблизился к рубежу 12-го, но не трогался с места со времени схватки с Кракарин. Ближайший план состоял в том, чтобы перебить всех кобальдов и убраться из этого района. Я надеялся, что, выполнив эту задачу, поднимусь хотя бы до отметки 13 к тому моменту, когда придет время ступить на лестницу. Мукта, админ. Приступаю к перемещению. Я не успел даже додумать свою мысль, как мы уже исчезли и материализовались. Пончик, только что сидевшая на стуле, возникла в воздухе в полуметре от пола. Она взвизгнула от неожиданности и упала. Ее металлическая попона звякнула при ударе о палубу, и та вздрогнула. Мой пользовательский дисплей, как и следовало ожидать, отключился. Мы попали на другое судно значительно меньших размеров, чем предыдущее. В комнате не было ни дверей, ни окон, и никаких предметов, кроме 2 стульев, поставленных один над другой. Само помещение габаритами сошло бы за большой шкаф. Я мог свободно дотянуться до потолка. На ощупь он был пластиковым. В воздухе стоял запах соленой воды, здесь было градусов на 7 прохладнее, чем в подземелье.
С низкого потолка спустилось нечто вроде летающей тарелки фрисби. Угольно-черный металлический диск гудел, на его краю мигала единственная синяя лампочка. Он заговорил механическим голосом, успокаивающим, женским. «Меня зовут Мекскс-55. Приветствую вас на борту арендуемого трейлера, который находится в собственности и под управлением компании Senegal Production Systems Unlimited. Этот трейлер используется различными производителями, связанными с поисками. Для сегодняшней сессии он предоставлен в распоряжение программы «Видим смерть. Экстрим подземелья». Держите руки и ноги в стороне от места, где будет сгенерирован стол. Голографическая трансляция начнется через 60 секунд. «Никаких гримерок», — с раздражением пробурчала Пончик. «Никаких закусок. Пожалуйста, займите ваши места», — повторила Мекскс-55. «Как зовут ведущего?» — осведомилась Пончик. «Маэстро», — проинформировала ее Мекскс-55. В ее голосе, поначалу совершенно безликом, прозвучала нотка недовольства. «Видим смерть, экстрим подземелья», — пробормотал я, подходя к стулу. Как только мы уселись, стул Пончика приподнялся. Стол вышел из стены и расположился перед нами, высота его была не больше полуметра. В жизни не слышал более тупого названия. «Хорошо, подождите начала шоу», — сказала Мекскс-55 и поднялась к потолку. Глава 15. «Сейчас меня вырвет», – пожаловалась Пончик, когда пол под нами начал вспучиваться. «Карл, ведь прямо во время трансляции вытошнит». «Ты привыкнешь», – пообещал я. «Думаю, все стабилизируется, как только пойдет голограмма. Просто дыши». «Мне не нравится, когда тошнит. Я не хочу, чтобы меня рвало». Я рассмеялся. «Что, в самом деле? Кажется, припоминаю, что для подобных случаев ты нередко использовала мою подушку». «Тогда было не то. Я это нарочно делала». «Да знал я. Блин, все я знал». Пончик издала сдавленный звук. «В прошлый раз так не трясло». В темной, встающем на дыбы помещении мигнул и вспыхнул свет, открыв перед нами аудиторию. Никакой реакции на наше внезапное появление не было. Я сразу заподозрил, что для тех людей мы еще не сделались видимыми. Ощущение движения заметно сгладилось, оно сохранялось, но голограмма некоторым образом компенсировала его. Я оглядел неожиданно раздвинувшееся помещение. Перед нами проплыл стол, намного больше настоящего стола в трейлере. Этот стол изгибался, принимал вид улыбки. Мы сидели на местах 2 и 3. Слева от меня стояло намного более внушительное, роскошно украшенное кресло, вырезанное из темной древесины и покрытое, как я подумал, красными бархатными подушками. Его подлокотники были изготовлены из свиных черепов. Еще 4 стула, простые и никем не занятые, возникли возле стола справа от нас. Я оглянулся через плечо. За мной стоял не кто-нибудь, а монструозный слон. У него было 3 хобота, покрытых шипами. Эта мультяшка мотала головой туда-сюда, как будто рисовала в воздухе петлю. Из ее нутра беспрерывно вырывалось слово «экстрим». Неожиданно толпа взорвалась воплями и приветствиями. Я посмотрел вперед, но не смог разглядеть, что привело ее в такой восторг. Взгляды всех зрителей были направлены в какую-то точку слева от меня. Я понял так, что шоу уже началось, появился ведущий, но по какой-то причине он или она оставался для нас невидим. Здесь все было совсем не так, как на шоу Адетты. Я догадывался, что сами мы тоже появимся магическим образом, когда придет наша очередь. Все это продолжалось несколько минут. Толпа начала скандировать что-то нараспев. Я не сразу понял, что за слова она повторяла. Сначала мне показалось, что это было «медь, медь, медь». Я догадался, что участники шоу смотрели видео, их внимание было сосредоточено на главном экране, в то время как для меня на нем по-прежнему маячил графический слон. Публика разражалась криками радости, тогда как тот, на кого она смотрела, кто бы он ни был, умирал. «Смерть! Смерть!» — вот что орали зрители. «Смерть! Смерть!» Несколько мгновений я рассматривал толпу, которая все хохотала и веселилась. Размалеванные ликующие были примерно так же, как и на шоу Адетты, но мой желудок провалился черт знает куда, когда я сообразил, в чем была вопиющая разница. «Бляха же твоя муха!» – пробормотал я, когда наконец эту разницу осознал. Я сосредоточил внимание на человеческой группе во втором ряду. Все в ней бесились, неистово вопили, хохотали, и что-то жестокое обволакивало их хохот. Что-то почти материально осязаемое, как будто вся аудитория была погружена в черное недоброе облако. И я опять вспомнил тот день, когда отец и его друзья сломали мою рогатку.
Они пуляли камнями по белкам и примерно вот так смеялись. Все эти недочеловеки во втором ряду принадлежали к мужскому полу, и всем было лет по 12 или 13. Впечатление было такое, что вся аудитория состояла из молодежи мужского пола, подростковой или еще более молокососной. На одной из этих персон была красная рубаха с надписью «Смерть». «Смерть! Смерть!» – рокотала аудитория. «Смерть! Смерть!» «Пончик!» – торопливо заговорил я. «Тут собралась совсем не такая толпа, как в прошлый раз. Тут все дети, правда, по-моему, не из тех счастливых, что смотрят мультики». «Карл, мы же обо всем договорились», – проворчала Пончик. «Ты сидишь с сердитым видом, а разговор веду я». Внезапно слева от нас возник хозяин шоу. Без предупреждения. Он явился на середине фразы. Передо мной проплыла надпись «Скоро эфир. Приготовиться». «Знаю, маленькие говнюки, вам понравятся наши сегодняшние дискутанты. Ваш маэстро потрудился и притянул за хвост кое-каких грязнодавов. Но ничто не бывает чересчур шикарно для свиноты маэстро. Сосать, как следует сосать». «Смерть, смерть!» – отозвалась аудитория. «Смерть, смерть!» Хозяин, который маэстро, был орком. Огромным, сплошь из мускулов орком. Он во многом походил на клыкастых, но было видно, что принадлежал к другому подвиду. Клыкастые походили на его карликовую вариацию. Шкура у клыкастых была ярко-розовая, свиная. Плоть маэстро была темнее и покрыта черной жесткой щетиной. Левый бивень весь золотой. При виде его мне на ум пришел дикий кабан. В нем было почти 2 метра роста, сложен как танк. В левом ухе набор колец. Его ярко-розовая шелковая рубашка сверху была расстегнута до середины и открывала волосатую с внушительным мышечным слоем грудь, прикрытую золотыми цепями. Я не стал бы утверждать уверенно, но не сомневался в своем впечатлении. Ему было немногим за 20. Я возненавидел его немедленно. Справа от меня сидели 2 человека, 2 мужчин, оба азиаты. Их истрепанный и потрясенный вид говорил о том, что это мои товарищи-обходчики. Один из них увидел нас и, указывая, торопливо заговорил со своим напарником. Слов я не слышал, но мне показалось, что они нас узнали. Я помахал им, они помахали в ответ и поспешно поклонились. Потом они повернулись и помахали также пустым стульям справа. Кто-то там был, но кто мы не видели. «Так вот, у нас сегодня 6 гостей, 2 тупых и хромых. 2 випа, гости-сюрпризы, и еще 2 сюрприза для наших випов. Горяченькие у нас випы. Мы в самый первый раз пришли к вам живьем. О, как стараюсь я для вас. Начинаем мы с хромых гостей. Смотрите на это говно, свинюки». Вип – очень важная особа, почетный посетитель, английский. Перед нами возник экран. На нем группа из 4 обходчиков бежала от 10 троглодитов-убийц. В руках у монстров были дубины, утыканные шипами. Команда обходчиков состояла из 2 мужчин, тех, что сидели рядом с нами, женщины и еще одного парня. Вроде бы вооруженный был только тот парень, которого с нами не было. У него имелся длинный необычного вида меч с зубьями, как у пилы. Ни на ком не было защитных доспехов. Они повернули за угол и застыли. У меня засосало в желудке, когда я увидел то же, что и они. 5 куколок перекрывали бегущим путь. Та из них, что торчала посередине, вовсю раскрывалась. Массивный шершень рвался из нее и жужжал. С пестрыми личинками его роднила только верхняя часть жуковидной морды. Монстр представлял собой колоссального шершня с парой рук с хваткими когтистыми пальцами. Он посмотрел на 4 обходчиков и выплюнул шар белой слизи, который попал в лицо человека с мечом. Парень закричал, упал на землю и выронил меч. Слизь была, наверное, кислотная, она шипела и потрескивала. Наполненные болью крики продолжались, когда троглодиты остановились возле угла и принялись пропихивать своих жертв вперед. Еще одна куколка начала пульсировать, потом разорвалась, и из нее появились 4 новых шершня. Женщина потянулась к мечу, мир на экране застыл. В первый момент я подумал, что трансляцию просто поставили на паузу, но 2 мужчин вдруг исчезли. Когда они пропали, в воздухе что-то ухнуло. Меч отлетел на полметра в сторону и громко лязгнул о землю. Все прочее, включая мобов, застыло. Аудитория взорвалась криками, смешавшимися с овацией. 2 сидевших рядом с нами сделались видимыми для публики. «Знаете, сколько времени сейчас, свинтусы?» – проорал маэстро. «Видим смерть! Видим смерть!» – загудела толпа. «Ну-ну, значит, сегодня у нас тут 2 обходчика. Полные их имена хрен скажешь, да и нахрена!» – последовал смех.
Чувак с угрями, Лидзюнь. А плешивого трахаля будем звать Чжан. Здоровайтесь, куски мяса!» Мужчины не сразу сообразили, что обращаются к ним. «Здравствуйте», — сказал наконец Лидзюнь. «Я не понимаю, что происходит». «Ладушки, разжую вам, раз вы такие тупые, что сами не догоняете. Вы навидим смерть. Это сегмент моего шоу. Это значит, что мы утащили вас сюда от верной смерти. Добро пожаловать. А вы только что были в безнадеге. Сейчас у вас есть шанс выжить. Но еще секунда, и мы до этого дойдем». Маэстро взмахом показал на экран. «Вас накрыло заклинанием «Время, замри». Его действие прекратится, как только закончится эпизод. Мы сыграем в маленькую игру, чтобы у вас появилась возможность пережить следующие секунды. Ну, хорошо», — сказал Лидзюнь, переглянувшись с товарищем. «Что нам надо сделать?» «Видим смерть! Видим смерть!» — скандировала толпа. «Мы покажем вам несколько сценок, а вам предстоит угадать, выживет обходчик или нет. Но пока мы не начали, я хочу что-нибудь о вас, дружки, узнать». Маэстро взмахнул рукой, и над головами мужчин появились их данные. Оба 7-го уровня, над каждым по бронзовой звезде. У обоих сила 8, то есть они прошли через некое усовершенствование. Я отметил, что у Джана телосложение 15 на единицу выше, чем у меня. «Лидзюнь», — обратился маэстро, — «ты знал 3 своих компаньонов до начала игры?» Бедняга явно был испуган и сбит с толку. «Да, сэр, мы все работали на складе, кроме моей сестры, Лина». «А, так та цыпка на экране, та, что тянется к мечу, твоя сестра?» «Да, сэр». Орк задумчиво кивнул. «Ты сделал бы что-нибудь, чтобы ее спасти?» «Видим смерть! Видим смерть!» – неистовствовала толпа. «Что вы имеете в виду?» – не понял обходчик. Его маэстро не услышал. Он повернулся к Джану. «А ты, Джан, вот ты что думаешь о Лина?» «Что я о ней думаю? Она сестра моего лучшего друга. Она и мне как сестра». «А что ты скажешь про вашего 4-го, у которого лицо, что твоя губка из-за той пятнистой осы? Он тоже твой друг?» «Да», — ответил лысый Джан, чуть помолчав. При этом он не отводил взгляд от экрана. «Он наш управляющий». «Большой босс, да?» — маэстро гыгыкнул. «Значит, если бы тебя заставили выбирать, спасать его или Лина, ты выбрал бы девчонку?» Джан смотрел на орка, не отвечая. «Хорошо, дружище, выбирать тебе и не придется. Мы сыграем в игру. Вот в чем тут дело. Мы покажем вам 4 сценки и хотим, чтобы вы угадали, переживет обходчик встречу или помрет. Угадываете правильно, вам телепорт-балл. Когда закончим, каждый балл, который у вас будет, вы потратите на то, чтобы спасти себя или кого-то из своих. Получивший телепорт-балл немедленно переносится в ближайшую зону безопасности. Бросите балл Рибому, он вылечится. Об этом можете не беспокоиться. Готовы? Отлично. Тогда вперед. Сцена изображала женщину, убегавшую от гигантского квазибобра, грозившего ей боевым топором. «Да пошло оно все», — произнес я и поднялся с места. «Карл, ты куда?» — встрепенулась Пончик. «Идем, Пончик, это уже совсем за гранью. Пусть катится этот дикарь». Стол перекрывал мне выход. Я забрался на него, пошарил перед собой руками, чтобы определить на ощупь, где границы реального стола, опустил ноги сквозь иллюзию и спрыгнул. Через мгновение свет в зале снова загорелся, и голограмма растаяла. Возникла Мекскс 5-5. Она мягко опустилась с потолка, но заговорила она другим голосом, грубым, мужским. Догадываюсь, что голосом орка. «Возвращайтесь на место, обходчик. По графику после этого эпизода на экране вы. Шоу передается вживую. У нас нет времени на истерики». «Докатился бы ты», — ответил я. «Карл, из-за тебя у нас могут быть неприятности», — забеспокоилась Пончик. «Вам предписывается сесть», — сказал голос. «Мы уплатили взнос за участие, и вы будете участвовать в программе. Если вы откажетесь, мы полномочны выбросить вас обоих в этот океан и утопить». «Да иди ты», — отозвался я. «Вы не Борант и не синдикат. Никто вас не уполномочил. В этом садизме мы не участвуем». В течение нескольких секунд ничего не происходило. Пончик запрыгнула на мое плечо и повторила, на этот раз тише. «У нас могут быть неприятности». «Обходчик Карл, это администратор Мукта», — заговорил новый голос. «От вас требуется вернуться на ваше место, иначе наступят последствия».
«Я явлюсь на столько шоу, сколько вы захотите, но в этом мы не участвуем», – заявил я. «Карл, мы обсудим вопрос, когда вы закончите. Если вы не будете участвовать, мы сумеем вас заставить. В нашей программе есть и другие обходчики, это не блеф». «Дыши глубже», – велел я себе. «Вам меня не сломать, хрен вы меня сломаете». «Тот, второй парень меня сейчас слышит?» – спросил я. Пауза. «Нет, не слышит», – сказал Мукта. «Если я ни с кем не заговорю об этой хрени, какие могут быть последствия за то, что мной сказано? Я имею в виду в течение срока моего участия». Снова пауза и дольше, чем первая. «Ваше появление оплачено, больше ничего». «Ладно», – сказал я. «Передайте ему, что мы будем на шоу, сейчас, пока это «видим смерть» не закончится». Не дожидаясь ответа, я возвратился на место. Стол отодвинулся, и голограмма вернулась. «Карл, что ты делаешь?» – спросила Пончик, устраиваясь на своем стуле. «Сейчас разговор поведу я», – сказал я. Студия преобразилась. Толпа вопила и смеялась, на экране кто-то упал мертвым, забился в конвульсиях. Вокруг трупа развлекалась кучка крылатых фейри с детскими лицами. Сцена напомнила мне детский бассейн. «Прошу прощения, но до вас и это не дошло», – говорил маэстро. «Мне нужно решение». Ни один из двоих не произносил ни слова. Маэстро в своем изукрашенном кресле наклонился вперед и злобно улыбнулся. «Мне нужно решение, иначе не спасется никто». «Значит, не спасется никто», – сказал Ли Цзюнь и посмотрел на Джана. «Мы умрем вместе». «Какие же вы сладенькие, сучата», – проговорил маэстро. «Очень хорошо, раз вы так хотите. Эй, свинтусы, дать им то, чего они хотят». «Видим смерть, видим смерть». «Нет, подождите», – подал голос Джан. «Спасайте Ли Цзюня и Лина». «Нет», – Ли Цзюнь поднял руку и опустил ладонь на плечо друга. «Мы останемся вместе». Лицо маэстро приняло кислое выражение. Он что-то сказал, но его слова были заглушены. Он подождал, затем кивнул, еще секунда, и жестокая улыбка вернулась к нему. «А мы поступим немножечко иначе, поросятки вы мои. Наши вип-гости наблюдали из-за кулис. Похоже, они что-то имеют нам сказать». Толпа одобрительно заревела. «Эфир через 10 секунд». Маэстро держался так, как будто он сам все придумал. «Хорошо, свинушки. Следующие мои гости в представлениях не нуждаются. Наверное, в последний раз вы видели этих двоих, когда они застряли в одной комнате с кучей старых пердунов. Сбежать собираются? Внимание, подскажу. Они только что выходили. Мы собирались показать, на что пошли эти козявки, чтобы освободить себя. Но раз им уж так не терпится отсосать, то мы вызываем их раньше срока. Смерть, 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 смерть. Вы в эфире». Свет в студии сделался ярче. Эта толпа, как и прежняя, превратилась в одного большого берсерка. Пончик произвела фурор, зализывая лапу с таким видом, словно она совсем ни при чем. «Обходчик Карл и принцесса Пончик», — объявил маэстро. Он выделил слово «принцесса», сочась сарказмом. «Свинюхи, вот чего вы, может, и не знали. Эти двое только что установили рекорд. У них получилась самая смотрибельная стычка второго этажа в истории мира обходчиков подземелий. Моя бы воля, я бы убил всех и каждого из этих гериатрических дырявых мешков с песком, а потом еще бы разок убил. Но вы же знаете, как бывает у этих человечков». Гериатрия. Наука о болезнях старческого возраста. Он посмотрел вниз на Пончика. «И кошечек, ясен пень. Столько сил ушло. И на что? Ни опыта, ни толковой добычи». Он пожал плечами. «Но с результатами не поспоришь. Карл и Пончик, приветствуйте моих хряков». «Мы хотим продолжать свой путь в игре», – заявил я, не удосужившись никого приветствовать. «И играть в «Видим смерть» тоже готовы». Маэстро засмеялся, но какая-то трещинка неуверенности послышалась в его смехе. «Так дела не делаются, Карл. Я знаю. Полоумная матушка, у них есть 2 балла. Используем же их, чтобы переправить меня и Пончика на то место». Я смотрел на толпу. «Разве не клево получится?» Толпа ревела. «Смерть! Смерть! Смерть! Смерть!» Грузному орку потребовалось время на то, чтобы опомниться. «Ходили разговоры о твоей тупости, Карл, но я не подозревал, что туп ты настолько. Если тебя тянет на самоубийство, тогда...» Я нагнулся и указал на маэстро пальцем.
Нет, ты послушай меня, Боров. Если ты намерен нашлёбывать людей, так хотя бы делай это честно. Ты сказал, что они могут использовать свои 2 балла на перемещение людей. Не вижу причин, которые помешали бы истратить эти баллы на нашу телепортацию. По-моему, публике понравилась эта идея. «Дела так не делаются», — повторил маэстро. «Ты не входишь в игру. Это не по правилам». «Ну да, к дербени матери правила». Я оглядел аудиторию. «Я полагаю, правила создаются для того, чтобы их поиметь. А вы что думаете? Смерть, 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 смерть». Маэстро не понравилось, что публика требует смерти не для того, кого он наметил, а для кого-то еще. Я увидел на его лице отцвет ревущей, но скрытой внутри ярости. Я не знал, хороша моя идея или запредельно тупа, но чувствовал потребность тыкать этого маэстро мордой. По правде говоря, я вовсе не горел желанием принять участие в той стычке, на другом конце мира, надо полагать. Я сочувствовал этим 2 ребятам и хотел им помочь. Но если помощь Брэндону и его команде и научила меня чему-то, то это уравновешивать ее чем-то. Прийти на помощь и принести себя в жертву ради людей, которых ты даже не знаешь, не одно и то же. Но вот задуманное мной почему-то ощущалось как нечто правильное. Я понимал, что мой аргумент не имеет смысла. Понимал также, что подумала аудитория этого пошиба. Этот маэстро был из худшего типа провокаторов. Провокатор толпы. Я был обязан что-то сделать. В ту минуту у меня не было более умного плана, чем опустить маэстро как можно глубже. Я взглянул на 2 пустых стула справа от Джана и Лидзюня и внезапно кое-что осознал. Как он сказал, еще 2 сюрприза для наших випов? Значит, он имел в виду кого-то, кого мы знаем. И у меня внезапно возникло сильнейшее подозрение, что я догадался. Если оно верно, то я знал, как затолкать маэстро в дерьмо еще глубже. У меня возник план. Жестокий план, и согласно ему следовало всеми силами уходить от сценария, который маэстро пытался выстроить. А значит, чем резче я буду рыпаться, тем глубже маэстро будет закапываться в навоз, и тем больше усилий прикладывать к тому, чтобы вернуть разговор в проложенное им русло. На телевизионных шоу и в книжках для детей повторяется мантра: преступник всегда возвращается на место преступления. Полная ерунда. Во все времена. Эта мантра годится только для случаев, когда противостоящий сильнее преступника. Мы с маэстро были неравны. Но краткая стычка в трейлере открыла мне кое-что важное. Мне не нужно быть сильнее маэстро. Мы с Пончиком лучше. Мы дороже. У меня имелись основания подозревать, что хозяева выложили много денег в то, чтобы втянуть нас с Пончиком в это шоу. Может быть, даже из кожи вон вылезли. Мы были популярны. Пончик показала себя надежным персонажем шоу. Уже тот факт, что эти хозяева использовали вонючий трейлер и взяли его в аренду, показывал, что у них такой же хлипкий бюджет, какой у большинства шоу на YouTube. И маэстро прорвало. «Какой же ты тупица, говнецо мое! Эти мужики были мертвы. Я их спас. Дал им 2-й шанс. Может, я и захочу перенести тебя в ту драку. Как тебе это понравится? И остальную 4 мы тоже перенесем. Так что поддержки у тебя вообще не будет. Даже тупое везение тебя не спасет. Не думаю, что ты уже дрался с пестрой осой. Через секунду в твоем проулке их будет 5. Ты обгадился?» Я улыбался. «Да не сделаешь ты так, ты же лапочка. Хотя попробуй. Смерть, 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 смерть». Маэстро так распирал от ярости, что я подумал, может быть, сейчас он не в шутку разрыдается. Я подозревал, надеялся, что он не может исполнить то, о чем орал. Мне было известно, в Боронте считают и копейки, и гроши. Этот сегмент под названием «Видим смерть» стоил таки денег, а любой самый незаметный обходчик – это затраты. Не было ни малейшей вероятности, что хозяева позволят подвергнуть одного из лидеров в списке популярности такой опасности. Когда человек доходит до кипения от ярости, он может повести себя непредсказуемо. С провокаторами не то. Я знал это по опыту. Знал точно, что должно произойти. Я повернулся к Лидзюню и Джану, которые сидели рядом со мной и смотрели, разинув рты, и торопливо им прошептал: «Забирайте сестру и того друга, и бегите в сторону троглодитов, прямо сквозь них. Меч оставьте. Ящерицы тупые, медлительные, и все их внимание сейчас сосредоточено на шершнях. У вас будет 2-3 секунды, не больше». «Но», — начал Лидзюнь, — «вы же хотели меняться местами...» Маэстро зарычал. «Нечего указывать мне, бифштекс, что я должен делать на своем же шоу». Он с силой шлепнул по кнопке на своем столе, и справа от меня 2 мужчин испарились со стульев.
На огромном экране появились слова «Видим смерть», «Экстрим». Двое мужчин возникли в проулке, зажатые между шершнями и троглодитами. На миг вся сцена замерла, кроме этих двоих. Первым реакцию выдал Джан. С криком «Хватай сестру!» он бросился на помощь упавшему третьему мужчине. Едва он попытался поднять товарища, все объекты пришли в движение. Сестра пошатнулась, потому что меч, который она собиралась подхватить, невесть как оказался в метре от нее. Ли Цзюнь схватил ее за запястье и указал направление. «Беги!» И все трое потащились прямиком к толпе троглодитов. Те стояли и таращились на шершни, как бараны на новые ворота. Монстров, орк называл их пестрыми осами, не интересовало, что за жертвы им достались. Они выпускали круглые пузыри белой слюны. Пузыри разбивались о ящериц, а те, в свою очередь, подняли дубины и принялись молотить личинок. Обе команды монстров не обратили внимания на 4 человеческих существ, которые сумели проскользнуть наружу, в холл. Сцена закончилась тем, что Джан затолкал в рот товарища целебное зелье, после чего все 4 скрылись в зоне безопасности. Видео отключилось, отдельные аплодисменты терялись в приветствиях. В целом реакция аудитории вышла приглушенной, как будто зрители сомневались, стоит им реагировать так или эдак. Широко улыбаясь, я глянул на маэстро. «Смерть увидишь ты, ублюдок!» Глава 16. «Ну, теперь давайте посмотрим, как двое наших гостей вышли из зоны безопасности», произнес маэстро, когда смех аудитории сошел на нет. Сцена затемнилась, и на экране пошло повторение нашего отчаянного бегства от элементаля гнева. Эпизод был показан из проулка. Косилка вырывается из зоны, заворачивает за угол. Пончик на своей верхотуре. Аудитория ревом выражала свое одобрение. Маэстро возле нас что-то орал и с важным видом кому-то вещал, наверное, невидимому продюсеру. Все звуки были заглушены. Но было видно, что огромный орк разъярен и ему не хватает дыхания. «Карл, ты меня пугаешь, когда злишься настолько», – прошептала мне Пончик. Я почесал ее за ухом. «Прости. На самом деле я не был так зол, как казалось со стороны. Я только стараюсь разозлить его». «У тебя получилось. Теперь он нас ненавидит. Мне не нравится, когда люди ненавидят нас. Число последователей падает». Я хмыкнул. Не думаю, что тебе есть о чем беспокоиться. Послушай, Пончик, это еще не финал шоу. Ты видишь 2 пустых стула? Я думаю на них. А если там мисс Беатриса, как думаешь? Может, она и ее друг?» У нее перехватило дыхание. «А может, мисс Беатриса и Фердинанд?» «Нет, Пончик», — сказал я. «Ни она, ни какой бы там ни было хренов...» «Слушайте сюда, скоты!» — прервал нас маэстро. Он широко улыбался, но в его словах веселья не было. Он утихомирился. Наверное, продюсер ему посоветовал. Аудитория продолжала следить за перипетиями нашего бегства. При взрывах она охала и ахала, и наша с маэстро перепалка была ей недоступна. «Это мое грёбаное шоу. Вам надо раз и навсегда уяснить, где ваше место». «Ты сам никогда не был обходчиком?» – спросил я. Этот вопрос, казалось, не на шутку оскорбил его. Он презрительно засмеялся. «Вы дикари. Во всем дикари. Я уроженец цивилизованной системы. История моей семьи давно связана с подземельем. Мы здесь с момента создания поиска. И происходим от богов и величеств». Он указал на тиару на голове Пончика. «Если вам, говнюкам, суждено добраться до 9-го этажа, то там вы познаете власть моей семьи». Я взглянул на маленькую тиару Пончика, украшенную драгоценными камнями, и попытался припомнить точные данные из описания. Я не думал о тиаре несколько дней. Система подсказок в этом месте не работала, но часть описания я помнил. Тиара давала Пончику иммунитет от дебафа зараза. Надев тиару, Пончик сделалась царственным членом султаната крови. Мы могли спуститься с 9-го этажа только в том случае, если все остальные члены этого семейства будут убиты, в том числе сам султан. Я понятия не имел, что это означало. Я вспомнил, что говорил мне Мордекай. «Тогда будет испытание. Ты всегда сможешь покинуть партию. Это корона на ее голове, не на твоей». «Твоей семье?» – переспросил я. «Погоди, так вы тут принадлежите к султанату крови?» Маэстро снова рассмеялся. «Я что, похож на блядского Нагу?» Наги. В индуизме и буддизме змеи с человеческим торсом и человеческой головой, покрытые веером из змей. В фэнтези и играх, как правило, имеют женский облик. В камбоджийском искусстве изображаются с 9 головами. Он выпрямился в кресле. «Мой семейный клан черепов побеждал в 6 из 10 последних войн фракций».
Войны фракции. Игра в жанре стратегии. Каждый раз в тройке сильнейших. Жалкий султанат крови, как правило, уничтожали первым из 9. А вы, идиоты, мертвецы из той минуты, когда она надела эту корону. Я постарался не обращать внимания на сгусточек страха, образовавшийся внутри. А как же ты? Ты собираешься ждать нас на 9 этаже? На экране мы с Пончиком стояли на краю дыры, ведущей на следующий этаж. Камера сменила позицию и теперь давала картинку глазами элементаля гнева. Мы там, на краю дыры, казались совсем маленькими, сзади нас вился черный дымок. Аудитория затаила дыхание, когда монстр рыпнулся на нас. «Я-то там буду. В прошлом сезоне я уже был совершеннолетним. Да только этот тупорылый конгломерат Сквим вечно тянет королевскую битву, у которой нет сегмента в войнах фракций или в небесном господстве. Но в этом году я там буду. Вот прямо сейчас направлюсь на вашу безмозглую планету». Он выкатил грудь и сразу стал похож на гориллу. «Я буду воеводой маэстро клана черепов». Королевская битва. Один из наиболее массовых жанров многопользовательских компьютерных игр. Я кивнул. Меня всегда поражало то, насколько легко втянуть в разговор подонка, если дать ему возможность поразглагольствовать о себе. «Что будет, если в подземелье с тобой что-нибудь случится? Вы, ребятки, по-настоящему-то умираете?» Он скривился. «Ты правда думаешь, что тебе удастся?» Из толпы рвануло космическое буйство, когда эпизод закончился и в зале зажегся свет. Пончик встала на задние лапы и вытянула передние. «Вот как это делается», – вопила она. «В следующий раз мы убьем эту дрянь сами, и ее маме фотки отправим. Скажем ей, что это было, Карл?» «Смерть! Смерть! Смерть! Смерть!» – рвалась в бой толпа. К маэстро вернулось его насмешливое снисходительное поведение. У его невидимого продюсера хватило ума, чтобы объяснить, истерика в прямом эфире приведет к цепной реакции, которая вырвется из-под контроля. Я вздохнул. Как бы события ни развивались дальше, приятными они не будут. Наверное, пора заканчивать. Маэстро помахал толпе, призывая успокоиться. Публика вняла, хотя и не сразу. «Значит, вот как вы это устроили. Использовали правила подземелья, чтобы спастись?» Я пожал плечами. «У твари был 93 уровень. Мы не смогли бы ее убить». Маэстро улыбнулся. «Никто, даже я, не будет отрицать, что вам не занимать смекалки. Но многие мои свинятки, кажется, считают, что больно легко вам даются успехи. Кто-то говорит, что вы спотыкаетесь на каждом шагу и живы до сих пор только потому, что ИИ выбрал вас в любимчики. Так случается время от времени. Подземелье делает какого-нибудь обходчика своей ручной сучкой». Орк почесал волосатую грудь. Ногти у него были отвратительными. Он продолжал. «У меня наготове 2 сюрприза для наших випов. У вас, мяски, есть предположение, кто бы это мог бы быть?» Я положил ладонь на спину Пончика, чтобы она ничего не высказала. Нельзя давать маэстро повод для насмешек над ней. «Они нас сейчас видят?» – спросил я, поворачиваясь к пустым стульям. «Они все посмотрели с самого начала», – заверил меня маэстро. «И имей в виду, людишка, вы им не по вкусу». Не нужно быть ракетным конструктором, чтобы вычислить, кого маэстро имел в виду. Кроме команды Брэндона, мы встретили тут только одну человеческую группу. У меня была мысль насчет Рори и Лорелии, шаманок из гоблинов. Я не знал, можно ли извлечь из подземелья мобов, но помнил, что Чан и Ли Цзюнь помахали этим стульям, и сомневался, что они захотели бы проявить такую учтивость по отношению к 2 страхолюдным гоблинкам. «Привет, Фрэнк Кью, Мэгги Май», — сказал я. «Вижу, вам не попался подарок, который я для вас оставил. Жаль, очень жаль». Маэстро широко улыбнулся, и у меня мелькнула ужасающая мысль. Я ошибся, это могла быть Беатриса. «Нет», — решил я, — «никаким, прах его побери, Макаром». «Смотрим сюда, свинюшки», — призвал зрителей орк. «Сейчас узнаем, правы ли эти». Видео включилось, и я расслабился. На экране пошла запись первых шагов странствия Фрэнка и Мэгги. Я увидел, как 2 убийц нерешительно входили в подземелье. Но вот неожиданность, они были не одни. С ними шла девочка-подросток. Вот они прошли в учебную гильдию. Их наставник, один из плавающих мозгов, известный как «ужасы разума», усадил их и разъяснил, что единственный путь к выживанию – убивать других обходчиков. Голос был глубокий, ракочущий, не похожий ни на один из тех, что я слышал раньше. Жуткий. Девочка расплакалась, когда услышала, чем предстоит заниматься.
Мэгги крепко обняла ее и прижалась к ней. Последовала новая сцена. Девочка лежит на земле, она что-то повредила, она плачет. Мы не видели, что случилось перед этим. Было похоже, что на нее натолкнулся шар лавы от плохой ламы. Фрэнк тоже пострадал, он лежал невдалеке в луже крови, его били конвульсии. Женщина, Мэгги, всхлипывая, опустилась на колени возле девочки. «Мам», – позвала девочка, – «больно». «Я знаю, маленькая», – отозвалась Мэгги. К моему глубочайшему изумлению она опустила ладони на шею дочери и принялась ее душить. И не отпустила, пока ребенок не умер. Когда дело было сделано, Мэгги прислонилась к стене подземелья и завыла. «Что за блядство?» – закричал я и повернулся к пустым стульям. «Тебе не надо было этого делать. Она не была мертвой, она бы поправилась». Запись продолжалась. Сцены демонстрировались не по порядку. Новый эпизод предшествовал гибели девочки. Мы увидели, как Фрэнк, Мэгги и их дочка встретились с еще одной группой побольше. Ту группу составляли Ребекка В. и несколько мужчин. Фрэнк и Мэгги представились им супружеской парой, а девочку-подростка назвали своей дочкой Иветтой. Они дождались момента, когда все остальные окажутся к ним спиной, и расстреляли всех из припрятанных стволов. Ивета умоляла прекратить стрельбу. Ребекка и один мужчина убежали, Фрэнк погнался за ними. На наших глазах мужчина натолкнулся на какого-то растительного моба, я таких раньше не видел. Наконец Фрэнк выследил Ребекку и затолкал в сектор, где обитали жуки-швырятели. Экран разделился пополам, на нем появились кричащая Ивета и Мэгги, пытающиеся ее успокоить. Один из мужчин, получивших пулю, не умер. Мэгги вложила пистолет в руку Иветты и велела ей прикончить раненого, чтобы получить опыт. Девочка отказалась. Как я и предполагал, история Фрэнка о его прошлом была полнейшей выдумкой, от начала и до конца. Я так и не узнал, служили ли эти двое в полиции, подозревал, что нет. В любом случае, Ребекка В. не занималась торговлей людьми. Она была вроде меня. Она боялась, а под конец осталась одна. Ее предал и привел к смерти такой же человек, как она сама. Я вспомнил обнаженное, совершенно обнаженное женское тело и покачал головой от отвращения. Пара получила множество призовых ящиков за исполнение роли убийц, в том числе кольцо, позволяющее незаметно исчезать под покровом, и зелье, давшее Фрэнку способность выслеживать оказавшихся поблизости от него обходчиков. Я отметил, что способность Мэгги исчезать сродни действию моей защитной оболочки. Когда эта способность активируется, возникает статичная полукруглая зона, которая не перемещается вместе с человеком. Полезно было это узнать. Я увидел, как эти двое расправились еще с несколькими обходчиками. Главным образом это были люди, скитавшиеся по подземелью в одиночку. По большей части бездомные, были и престарелые, все они были напуганы, и все радовались при встрече с другими людьми, радовались, пока их не убивали. В некоторых эпизодах присутствовала Ивета, в других ее не было. В убийствах девочка никогда не участвовала. «Лучшая часть еще впереди», — объявил маэстро. Наконец, нам была показана существенно сокращенная версия нашей встречи с Фрэнком в зоне безопасности. Мы еще раз увидели, как они напали на нас, как они застыли, как я заложил динамит в инвентарь мертвой крысы. А вот дальше я увидел нечто неожиданное. Сердце ухнуло вниз, когда я осознал происходившее. «Мам», — позвала Ивета, выходя из ванной в зоне безопасности, и в ужасе застыла, увидев родителей в виде замороженных манекенов. «Ох, нет», — подумал я, — «она была там, Ивета все время была там, она пряталась вместе с матерью под таящим покровом. Вижу, вам не попался подарок, который я для вас оставил». Теперь я понял, почему маэстро так широко улыбался после того, как я произнес эти слова. Я задержал дыхание, наблюдая, как двое убийц и их дочка приближаются к трупу крысы. Когда Фрэнк отказался забирать лут с мертвой крысы, Мэгги принялась вопить. Но он поступил по-своему. Если я правильно запомнил, мы оставили в инвентаре крысы 5 предметов. Сам труп, шкуру, зажженную дымовую бомбу, зажженную динамитную шашку и незажженную ненадежную шашку. Фрэнк забрал только один предмет – зажженную дымовую шашку. От удивления он выронил ее, и все трое бросились бежать. Через секунду динамит взорвался, шрапнель ударила всех троих. Ивета упал и Фрэнк, обвалившийся кусок каменного потолка, лишил его кисти руки. Ужасные раны бедной девочки нанесла не лама, это был я. Сцена закончилась, когда зажегся свет. Справа от нас возникли Мэгги и Фрэнк.
Пончик зашипела. Реакция толпы оказалась смешанной, половина приветствий, половина оскорблений и протестов. Эти люди как будто не определились, чья сторона им ближе. Некоторое время я рассматривал пару обходчиков. Фрэнк без кисти правой руки. Но изменился он не только в этом. Взгляд депрессивный, несфокусированный, как у солдата много суток подряд, не покидавшего линии огня. Он как будто постарел на 10 лет в течение нескольких дней. Неужели я выгляжу так же? Его покалеченная рука заканчивалась не закругленным залеченным обрубком, как можно было ожидать. У Фрэнка остался четкий ровный срез. Так выглядела бы рука манекена, если бы с нее спилили кисть. А эта женщина, Мэгги, смотрела точно на меня. Я вернул ей ее взгляд. «Вам не надо было ее убивать», — сказал я, когда шум в аудитории наконец стих. «Зачем вы это сделали? Чтобы получить опыт? Она бы поправилась, мать твою, Иисусе, леди!» «Вы ничего не знаете», — ответила она, выплевывая в меня слово за словом. «Вы не знаете. До вас не дошла вся история». «Она не была мертва», — настаивал я. «Она поправилась бы». «Да пошел ты», — пролаяла Мэгги. «Ты не знаешь, на что им пришлось идти, чтобы выжить». «Выжить? Ваша дочь погибла». «Нет, ладно, вы получили кредит за убийство, только я бы поубавил сучьей гордости», — сказал я. Мэгги рывком поднялась со стула, достала черный с фиолетовым отливом кинжал и прыжком метнулась ко мне. Я не вздрогнул. Ее укол пришелся мне в горло и не причинил вреда. Кинжал упал на пол, а Мэгги, вскрикнув от боли, схватилась за руку. Надо полагать, она наткнулась на невидимую стену трейлера передвижной телестанции. «Детки, детки!» Маэстро наслаждался зрелищем и не скрывал этого. Он опять был в своей стихии. «Вы хотите отбивные друг из друга сделать, это же понятно!» Фрэнк что-то шепнул Мэгги, и она вернулась на место. Он попытался обнять ее за плечи, она его оттолкнула. Я встретил взгляд Фрэнка. Он отвел глаза и устремил их куда-то вниз. «Я сожалею о том, что случилось с вашим ребенком, но идите вы оба. Она заслуживала лучшего. Вместе мы были бы сильнее. Ваш игровой наставник – кусок дерьма». Мэгги зарычала. «Я достану тебя. Я увижу, как ты будешь издыхать, и ты, и твоя зачумленная кошка». Толпа многоголосо ухнула, как бывает на шоу Джерри Спрингера. Ток-шоу семейно-бытового содержания. Отражает преимущественно заботы низших слоев населения. «Меня сюда не втягивайте», – запротестовала Пончик и подняла переднюю лапу, как бы защищаясь. «Я не из тех, кто напускает стаю динго на собственного ребенка». Я не мог не отдать ей должное. Иногда что-то заставало Пончика врасплох, но она умела приспосабливаться. Она отлично читала толпу, в этом нельзя было сомневаться. Но как бы ни были мне отвратны эти два подонка, подлинный враг находился в другом месте. А с этим шоу нужно было кончать. Эта смрадная заваруха никому не принесла ничего хорошего. Я повернулся к маэстро. «Мои поздравления. Вы организовали нашу встречу. Теперь мы знаем, что случилось и кто как к этому относится. Я все сказал. Если вам нечего добавить, то мы уходим». «Нет, зачем же так спешить?» Еще несколько минут маэстро пытался сохранять роль ведущего, задавая какие-то вопросы, типа «Почему вы все-таки убили вашу родную дочь? Карл, как вы себя чувствуете, узнав, что и вы отчасти виновны в гибели другого человека?» Мэгги не сказала ничего, кроме краткого «Идите нахер». Фрэнк не произнес ни слова за все время. Пончик общалась исключительно с публикой, а я выдавливал из себя ответы. Было очевидно, что интервьюер из орка негодный, особенно если гости настроены недружественно. В аудитории зарождался ропот. Пончик начала острить. Маэстро попытался о чем-то спросить ее, она его без стеснения проигнорировала. Глядя прямо на слушателей, кошка сказала: «Однажды я видела, как сучка целых полчаса вылизывала свою же задницу. Более содержательное зрелище, чем этот вопрос». Наконец маэстро выбросил свои огромные руки вверх, сдался. Было видно, что он в панике и наконец сообразил, что эпизод был обречен с самого начала. Вдруг в его глазах мелькнул проблеск надежды. Я приготовился к новой порции дерьмища. «Между прочим, у меня есть подарки для участников обеих команд», — объявил орк. «Эй, поросятки, вы же кипятком писаете. Так вам хочется узнать, что мы приготовили для обходчиков». Толпа отреагировала с умеренным воодушевлением. Некоторые зрители уже мигнули и исчезли, в аудитории стали появляться пустые места. «Надеюсь, это дверь, через которую нам можно будет уйти отсюда», – буркнула Пончик. Слушатели захохотали, но меня кошка не провела. Она дрожала от удовольствия. Даже сейчас Пончик была не в силах совладать с собой. Вот так уж она любила подарки, ведь кошка все-таки.
Давайте сначала вручим подарки ВИПам. Согласны? Передо мной появилась коробка. Настоящая коробка из настоящего картона, я нерешительно протянул к ней руку. Коробка присутствовала. «Это подарок для Карла. Прошу прощения, Пончик». Маэстро подался вперед, изображая нетерпение. Я почувствовал, как кошка расслабилась, прильнув ко мне. Оказывается, я гладил ее по спине, сам того не сознавая. «Карл, это та штука, в которой ты отчаянно нуждаешься. Мне ли не знать? Мы раскошелились, чтобы ты получил лучшее». Я открыл коробку. Твою же мать, туда-сюда. Я не смог не рассмеяться. Лучшее, что можно было придумать, чтобы поиздеваться надо мной. Наверное, я бы смеялся, случись такое на более пристойном шоу. «Карл, у тебя теперь есть ботинки», – ахнула Пончик. Да, новенькие солдатские ботинки Бейтс на молнии. Точно такие же были у меня на действительной армейской службе. Я взял один, можно было и не сомневаться, размер мой. «Мы даже добавили носки», – сообщил маэстро. «Они внутри». «Спасибо», – сказал я, устраивая коробку на коленях. «В носках мне будет удобно ходить по зоне безопасности». Я закрыл коробку. Ничто не заставит меня носить эти вещи. Теперь, когда мои подошвы полностью приспособились к новым условиям, ношение обуви лишило бы меня существенных преимуществ. Я приобрел некоторые навыки и получал бафы, действенные только при условии босых ног. Йорк об этом знал. Его подарок означал одно, что он гнида. Он ожидал, что я впаду в неистовство, буду рвать и метать, а мог бы и догадаться, после стольких-то дней, что я не клюну на такую приманку. Зрители почти не отреагировали. Или не поняли язвительного смысла подарка, или им было безразлично. Мне понравилось. Я хлопнул по коробке и улыбнулся. Надеюсь, они не чересчур дорогие. Маэстро глубоко вздохнул и полоснул меня взглядом из серии «Докатись ты!» и обратился к Фрэнку и Мэгги. «А теперь вы двое. Фрэнк получает навык «Найти обходчика», который посылает ему сигнал, если какие-то обходчики оказываются в пределах 5 квадратных километров. Маэстро обвел рукой пространство вокруг себя. Но я сомневаюсь, что этого достаточно. Перед парой появилось зелье. Мэгги резко схватила его и поднесла к глазам. «Это легендарное зелье навыка из сокровищницы моего клана. Любой из вас может выпить его и довести навык «Найти обходчика» до 15. Орк повернулся ко мне, снова ухмыляясь. «Это означает, что он сможет поставить на имя любого обходчика и безошибочно установить, где тот находится. Действует на любом расстоянии». «Погодите, а я могу им воспользоваться, если навык у Фрэнка?» – спросила Мэгги. «Да, конечно», – подтвердил маэстро. «Это зелье приведет вас к верхнему 20 уровню, если правильно его употребить. Если же вы выпьете его сейчас, то без проблем получите 15 уровень». Я перевел дыхание. «К нам все?» Маэстро как будто растерял слова. Его пакость с подарком не тронула аудиторию. «Но благодаря моим свинюшкам. Маэстро заботится о вас, недоумки, и вы знаете, как вам поступить». Публика посмерть-смертькала без прежнего пыла. «Наверное, мы не вернемся на твое шоу, скотина», — сказал я. Пончик прыгнула ко мне на плечо и отчаянно замахала аудитории. «Но думаю, что скоро мы увидимся. Я предвкушаю, как снова надеру тебе задницу на 9 этаже, если, конечно, ты не наложишь в штаны перед новой встречей». Хватит. Реакции аудитории я добился. Шоу окончено, пришла свобода вопить. Я повернулся к соседям-обходчикам. Фрэнк, пустая оболочка человека, по-прежнему таращился в пол. Мэгги прижала зелье к груди, она не сводила с меня глаз. В первый раз за все время эта женщина Глава улыбалась. 17. Время до крушения уровня 3 дня 1 час. Просмотры 1,7 триллиона. Подписчики 439,9 миллиардов, любят 42,4 миллиарда. «Я не понимаю, почему она убила свою дочку», — сказала Пончик, когда мы вернулись в зону безопасности. Самым первым делом кошка принялась разбирать добычу, доставшуюся нам после последнего столкновения. Ничего нового там не нашлось, кроме 2 ловушечных модулей из золотого ящика сапера. Один назывался модулем шипов, другой модулем тревоги. Это были готовые к использованию ловушки, никакой предварительной возни они не требовали. Их можно было обновить и перестроить, но только на столе сапера, недоступном до 4 этажа. Мукта предлагал мне обсуждение событий по окончании шоу, но пока мы не получали сигналов от админа. Программа закончилась, и нас немедленно транспортировали обратно. Я все еще сжимал в руках обувную коробку. Сейчас я со вздохом отправил ее в инвентарь,
затем достал педикюрный набор и принялся обрабатывать ноги. Тем временем Пончик продолжала трещать как пулемет. Такой же она была и после предыдущего интервью. Пребывание перед камерой повышало ее уровень адреналина, пусть даже само шоу было чудовищным. У нее было красивое имя – Иветта. Мне нравится это имя. Ты сам видел, она не хотела убивать людей, а потом мать убила ее. Это грустно, но мне и немножко радостно. Ты понимаешь, о чем я? Раз мать убила ее, значит, убил не ты, несчастный случай. И все же, ты не устала? Сам я был вымотан. Я потер подошвы специальным камнем, прямо-таки чувствуя, как ИИ наблюдает за мной. Итоги дня должны были начаться через несколько часов, и до того я хотел поспать, а потом придется идти дальше. Пончик устроилась на моем плече. Она тоже собиралась вздремнуть, когда я закончу возню со ступнями. Он ведь ублюдок, правда? Ну, это торг. Ну, ты помнишь, что он сказал? Мы побили рекорд. Да, Пончик. Я прикрыл глаза. Карл? Да, Пончик, отозвался я, делая усилия, чтобы не выдать раздражения. Я слышала, что он сказал тебе про 9-й этаж. Не изводи себя из-за этого идиота. Да не орк. Я имею в виду Мордекая. Он говорил тебе, что когда мы окажемся на 9-м, ты должен будешь меня оставить. Я слышала его. Давай думать о том, как попасть на 3-й. Отложим пока далекие заботы о 9-м. Мы даже не знаем, о какой хрени речь. Хорошо, тихо согласилась она, пристроилась рядышком и заснула раньше, чем заснул я. Первую часть хроники дня я проспал, а когда проснулся, Пончик лежала на своем стуле и смотрела на экран. И сразу обернулась ко мне. Нас еще не упоминали. Показали парней из Африки, Лео Мавамау. Они нашли босса города, прозрачный шар величиной с дом. Он переубивал их всех. Один остался вне зала, где оказались заблокированы остальные. Один, и погибли все, кроме него. Целую минуту показывали, как он сидит на земле и плачет. Шар на вид как без желе. Они не знали, чем его можно взять. Я думаю, огнем получилось бы, но у них было мало пространства. Логово босса – система труб, как канализация. Иисусе, ахнул я, подняв глаза на экран. Люси Марв крошки измолотила булавой пеструю осу. У этой Люси было какое-то персональное магическое защитное поле, которого я до этого не замечал. Шершень плюнул в нее. Белый шар налетел на защитный экран, зашипел и проплыл примерно в 5 сантиметрах от ее головы. «Чему удивляться?» – пробормотал я. Последние 10 минут шоу были посвящены нашему бегству. Запись была почти идентична той, что демонстрировалась на шоу «Маэстро», но лучшего качества и с музыкой. Присутствовал крупный план МОАВ и вращающиеся трехмерные изображения отдельных бомб. Вот элемент гнева валится в дыру, и рядом с ним взрывается малышка «Ох, дерьмо». Мы увидели, как рухнул индикатор здоровья монстра, упал мгновенно почти до нуля, и монстр тут же растаял, и на экране, как снег на голову, «Опыт отклонен». «Эй, так нечестно!» – завопила Пончик. «Мы бы добили его, если бы он не растаял». «Возможно», – проговорил я. Меня смущало то, с какой легкостью мы нанесли элементалю столь серьезный урон при его высоком уровне. Или мы сделали чрезмерно мощные бомбы, или монстр для своего уровня был слабаком. Кроме того, я подозревал, что мы упустили еще что-то. Не исключено, что монстр распался надвое или взорвался изнутри, или было еще что-то совершенно немыслимое. Складывалось впечатление, что игра соблазняла нас на стычку с другим таким же монстром, чтобы мы убили его честь по чести. Это казалось не слишком трудным, раз образ действий монстра нам уже знаком. Такая тактика могла означать только ловушку. Шоу закончилось на том, как имени стояло у развороченного спуска на 3-й этаж. Я подумал о последнем члене Лео Маваман, о запертых в зоне босса, о том, как этот бедняга увидел, что он один. Да, кошмар из кошмаров. Я взглянул на датчик числа обходчиков. 990 303. Нас уже меньше миллиона, а я и не заметил. Когда число уменьшалось на единицу, я чувствовал, что отрывается частичка меня, моего человеческого естества. Мне вспомнились слова Пончика, которые я услышал перед тем, как заснуть, ее невысказанный вопрос и мой ответ, которого у меня не было. Зазвучало объявление, и хотя я знал, что пришло его время, этот внезапный гулкий голос застал меня врасплох. «Приветствую, обходчики! Продолжайте отличную работу. Процесс идет гладко. Сейчас, когда мы прошли половину пути по уровню, игровые наставники могут просветить вас в отношении некоторых осложнений 3-го этажа, а также рассказать, как выбирать расу и класс.
Не забудьте посетить своих наставников, прежде чем приступать к спуску, чтобы переход оказался для вас максимально комфортным. Сообщаем, что любой не обладающий разумом моб больше не будет аннигилирован при приближении к колодцу лестницы. Да, мы только что увидели эффективное действие одного из правил подземелья. Зрелище поучительное и впечатляющее, но такое не повторится. Система ИИ определила распространение пестрых ос как чрезмерно агрессивный процесс, и мы вдвое сократили число этих мобов. Кроме того, смягчен ущерб, наносимый выделяемой ими кислотой. Слегка смягчен. Помните, что при появлении трупов по-прежнему будут возникать новые пестрые личинки, хотя каждая из них отныне будет достигать стадии куколки с вероятностью лишь 50%. Пока это все, а теперь идите и убивайте, убивайте, убивайте. Как только объявление отзвучало, сформировалось сообщение. Админ извещает. На вашем интерфейсе доступна новая таблица. Я моргнул. Вот это было неожиданно. В интерфейсе действительно появилась новая секция – счета. Я кликнул. Там стоял только один пункт. Оплата создателя. Карл Фляг Обум. Гонорар – 1 золотая монета за убийство. Всего убийств 4. И кнопка «Обналичить сейчас». Ниже строчка настолько мелким шрифтом, что ее почти невозможно было прочитать. И функции увеличения масштаба не было. Мне пришлось прищуриться, чтобы разбирать буквы. Счет обновляется 1 раз в день. 2 золотые монеты плюс 25% комиссии за депозит. Последняя подлежит округлению и вычитается при обналичивании. Средства, не внесенные на депозит, изымаются после смерти. Я воскликнул: 25%? Разбой среди большой дороги! Если обналичивать сейчас, я получу всего 1 золотую монету. Будь у меня 5 монет, я все равно получил бы 1, так как гонорар округляется. «Что такое?» – вскинулась Пончик. Я отмахнулся. «Ничего. Потом объясню. Мы уходим». «Мы убегаем? Так это понимать? Прячемся от Фрэнка Кью и Мэгги Мэй?» «Нет», – возразил я. «Бежать был мой первый порыв, но сейчас я поспал с этим планом и отказался от него. Эта женщина одержима охотой на нас, и нам придется столкнуться с ней рано или поздно. Я не знаю, рванули они за нами сейчас или нет. Лучше быть готовыми к встрече, чем допустить, чтобы она кралась следом». «Но что мы можем предпринять? Они могут выследить нас и сделаться невидимыми, а у нас нет ни той, ни другой возможности. Нужно отыскать местного босса и завладеть его картой, тогда наша жизнь будет проще». Предупреждение. Вы не имеете права держать оружие в присутствии админов. За любую попытку насилия в отношении админа вы будете немедленно казнены. «Вот же блин», – выругался я, глядя на потолок. «К нам жалует Мукта». У моих ног расплескалась вода, и передо мной возникла знакомая бронированная фигурка Куатин. Мой интерфейс отключился. «Зев!» – завопила Пончик. «Где ты была? Я беспокоилась». «Привет, Карл, привет, принцесса Пончик. Я явилась для анализа вашего шоу». «Так ты в порядке?» – не успокаивалась Пончик. «Да, благодарю. Я получила выговор от системы ИИ. Мои полномочия приостановили, решив, что я сжульничала, когда предупредила вас об элементале гнева до того, как он появился. Мой представитель от моего имени опротестовал решение. Апелляцию рассмотрели дополнительно и постановили, что вы заметили, как тот человек мочился одновременно с моим предупреждением. Теперь выговор удален». Зев вздохнула, и под ее маской забулькали пузыри. «Но даже если мой послужной список технически чист, то по существу это не так. Если ИИ на чем-то тебя ловит, после этого трудно добиться, чтобы впредь он тебя не замечал. Поэтому теперь я должна соблюдать особую осторожность». «Нам что-то грозит?» – спросила Пончик. «Этот гнусный орк очень нелюбезно вел себя с Карлом». «Нет», – сказала Зев. «Ваша попытка отказаться от обязательства по интервью была неправомерной. Но сейчас корпорация Боранд хочет поблагодарить вас за проявление должного уважения к ней. Боранд вполне довольна вами». «Поблагодарить нас?» – поразился я. «В самом деле? Должное уважение?» Меня замутило от мысли об уважении к чему бы то ни было, что исходит от Боранта. Дурак всякий, кто принял страх за уважение. Политика в данной области настолько сложна, что не стоит и пытаться ее объяснить. И все же эта программа, производимая на частных основаниях, находится в собственности и под управлением принца фракции, состоящей в союзе с другой фракцией, а интересы той противоречат интересам системы Боранд. Если раскрывать эти схемы, у вас только голова пойдет кругом. Если вам не симпатичны эти типы, отчего вы заставляете нас давать им интервью? Зев, это шоу немыслимо чудовищно. Оно...
Оно почти так же жестоко, как сама игра. Едва не закончил я и добавил: оно оскорбительно. Зев кивнула. И я хотела бы принести вам извинения. Мукта не должен был регистрировать вас на этом шоу. То, которое выбрала для вас я, тоже адресовано молодежи, но там предполагалась дискуссия о тактиках, к которым вы прибегаете в подземелье. Там творческий подход. Теперь к вашему вопросу. Борренту запрещены любые ограничения в отношении производящих компаний, входящих в синдикат, особенно если они связаны со спонсорами программ. ИИ чрезвычайно строго следит за соблюдением этого запрета. Все вопросы, связанные с деньгами, тщательно контролируются, а в этом сезоне как никогда. «Так этот мусорный маэстро принц?» – воскликнул я. «Ну тогда понятно, отчего он такой шипздик. Я не подозревал, что он королевского рода, думал, это шоу не приносит хороших денег». «Принц-то он действительно принц», – сказала Зев, «но владеет производственной системой его старший брат, кронпринц Дюжий. Я думаю, их отец в некоторой степени финансово поддерживает шоу, может быть, для того, чтобы у них было занятие». Мне вспомнился голос, который угрожал нам, когда мы попробовали положить с прибором на это шоу. Если это был он, значит, он не меньший недоумок, чем младший брат. Принц Дюжий – имя почти такое ж похабное, как и маэстро. Они орки, а у орков все выходит бархатно. Я не имел понятия, что означает бархатно, но предположил, что претенциозно. Значит, они не то же, что клыкастые? Нет, видно, что это разные расы, просто я думал, что клыкастые правят всеми орками. Клыкастые – правители оркского владычества, Дюжий и маэстро – принцы империи черепов. Это совершенно другая система. Если сравнить оркское владычество с парнишкой в ларьке с лимонадом, то империя черепов – это корпорация Уолмарт, одно из крупнейших и старейших правительств синдиката. Да, он что-то говорил о создании поиска. Я глянул вниз на Пончика. И еще он вскользь упоминал 9-й этаж, что он там будет. Прошу прощения, вот это я пока не могу с вами обсуждать. Сейчас Мордекай уполномочен рассказать вам о 3-м этаже, но это все. А есть что-нибудь такое, о чем вы можете рассказать? Спросил я. Как будто мой вопрос причинил ей боль. Могу сказать, что каждые 3 этажа устроены одинаково, более или менее. 3-й, 6-й, 9-й и так далее связаны между собой, а природа этой связи разъяснится позже. Мне вспомнилось, как Мордекай шепнул мне, что Боррент старается побыстрее закончить игру. Что будет, если все обходчики погибнут, не дойдя до 9-го этажа? «Скорее всего, такого не случится», — ответила Зев. «Похоже, в этот раз мы доберемся туда раньше, чем обычно. Но до сих пор не бывало такого, чтобы запас игроков иссяк до 9-го этажа. На 9-м это часто случается, но не до. Опять-таки, я не могу многого вам рассказать. Но те этажи, 3-й, 6-й, 9-й, 12-й, 15-й и 18-й, возникают одновременно. Вы сможете попасть туда исключительно в ходе поиска, но это не означает, что они не используются. То, что происходит на 9-м и 12-м этажах, происходит независимо от того, есть там обходчики или нет. Это игра внутри игры, и вы здесь не в фокусе внимания. По крайней мере, до того, как вы туда попадете. Простите, это все, что я могу сказать». Я сдался. «Ну ладно, я просто полюбопытствовал и не намерен задумываться об этом до того, как мы туда попадем». «Вот это верный подход. А теперь надо обсудить ближайшие 2 дня. Мы с командой устроили мозговой штурм, и все сошлись на том, что вам обоим необходимо сосредоточить усилия на собственном росте. Вы уже достигли многого, но еще парочка новых уровней поможет вам пройти дальше. Сейчас, когда история Медоуларка завершилась, мы можем выждать пару дней перед началом следующей сюжетной арки». «Сюжетной арки?» — повторил я. «Даже так?» «А как развивается сюжет с Мэгги и Фрэнком?» — подхватила Пончик. Зев пренебрежительно махнула рукой. «У него есть потенциальные возможности, но он изжил себя. У этих двоих полно последователей. Особенно много их стало после сегодняшнего вечера, но мало кто верит, что они протянут достаточно долго, чтобы угроза леди Мэгги приобрела какой-то смысл. Она не очень харизматична, к тому же ведет себя все более абсурдно. Ваша перепалка с принцем Маэстро привлекает намного больше внимания, особенно теперь, когда появился Сник Чпоки-бой. Всего 2 часа прошло, а уже льется во всех медийных туннелях. Хотя, как мы уже сказали, эта история не принесет заметных плодов, разве что намного позже. Мы сочли, что вы прекрасно прошли отбор, и теперь можете расслабиться на несколько дней, пока не придет время шагнуть на следующий этаж. Вот после этого от вас потребуется что-нибудь убедительное. Тренируйтесь и старайтесь не пресытить публику. Прибейте какого-нибудь босса или даже парочку, и, боже вас упаси, от ложных в расовом отношении шагов». Я перебил ее.
Погодите, сник-чпоки-бой это с чем едят? Зев нервно хихикнула. Ну да, об этом мне тоже надо с вами поговорить. У вас ведь было подобное явление на Земле. Вам знакома концепция любительской литературы или фанфиков? Постой, это еще что такое? Удивилась Пончик. Зев повернулась к кошке. Боже мой всемилостивый Пончик, тебе обязательно понравится. Существовал целый веб-сайт, посвященный историям по мотивам сплетницы. Но писали их такие же непрофессиональные авторы, как ты или я. Именно любители, а не писатели. И истории не настоящие, не канонические, как принято говорить. Но некоторые из них потрясающие. Я сама как-то попробовала написать такую, но много просмотров она не собрала. «Если верить тебе, то это самая прекрасная вещь в мире», — воскликнула Пончик. «Можно сделать так, чтобы шоу никогда не кончалось. Подожди, там кто-то пишет о нас, обо мне и Карле». «Да, и Сник — это тот же фанфик, любительское творчество, только видео. Получается, такое вот фанфик-кино. Можно увидеть сцену с точки зрения любого участника или просто со стороны. То видео, о котором я говорю, короткое и немного, натуралистичное». «И о чем видео?» — не на шутку загорелась Пончик. «Что значит натуралистичное? Я там была?» «Нет», — ответила Зев, — «только Карл и маэстро. И скажу прямо, Карл в этой сцене сверху». «Хм», — сказал я, — попробовал придумать еще что-нибудь, чтобы тоже сказать, но думать я был не в силах. «Кто сделал это видео?» «А вот это как раз интересно, даже таинственно. Оно появилось всего через несколько часов после интервью. Никто не знает, откуда оно взялось. Но распространилось со скоростью вируса. Качество идеальное. Настолько, что многие приняли его за реальный репортаж, а не... Это неправда? Вы спрашиваете, не трахал ли я орка? Постойте, это сексуальная запись? С Карлом и маэстро? Пончик уже хохотала так, что едва не свалилась со стула. А я подумала, там будет болотная кикимора, которая украдет его сердце. «Пожалуй, это по-своему смешно», — сказала Зев. «Но Империя Черепов вряд ли расценит это видео как забавное развлечение. Там пока не отреагировали, по крайней мере официально, но они не славятся умеренностью своих ответов на оскорбления». «Значит, это все-таки оскорбление?» — уточнил я. «Я не голубой, но это не имеет значения, так что ли? Клыкастые, похоже, весьма откровенны в нетрадиционных аспектах. А людям разве есть дело?» «Проблема не в этом», — сказала Зев. «Вы правы, большинству дела нет. Но замешан принц Империи Черепов, а это видео и наглядное, и унижающее. Вы оба говорите друг другу разные слова». «Нам можно посмотреть?» – встрепенулась Пончик. «Я хочу сама увидеть». «Такие неприятности время от времени случаются», – заметил я. «Этот принц настолько надут и непроходимо туп, что я не поверю, что межгалактический интернет еще не забит штуками подобного рода». «О да, забит. Но это не одно и то же. Здесь высшее качество, это видео разлетелось повсеместно. Уже каждый первый зовет его принц Чпок и... непослушный поросенок Карла. Вам обязательно нужно посмотреть это видео. Как бы то ни было, если Империя Черепов потребует запретить эти прозвища, повторится и популярность слова «грязнодавы». Вот и все. За последний час взнос за ваше участие удвоился. Вы сравнялись с Люсией Мар. А поскольку все произошло за счет Империи Черепов, партия невероятно довольна вами». «Вот не хватало», – пробормотал я. Мое веселье улетучилось. «Меньше всего нам улыбается, чтобы спонсор-гигант открыл на нас охоту. В любом интервью меня теперь будут спрашивать об этом видео. Я предупреждаю сразу, не скажу ничего такого, что заставит этих подонков меньше меня ненавидеть». «Не существует такой вещи, как дурная слава», – сказала Зев. «Официальная позиция Боранта такова. Пока вы не дискредитируете компанию, партию или сам синдикат, любое высказанное вами мнение о других правительствах не повлечет санкций. Более того, другие правительства мало чем могут повредить вам до 6-го этажа, или они лишатся спонсорской поддержки в этом сезоне. Как бы то ни было, не беспокойтесь ни о чем, что будет происходить за пределами вашего этажа. Это моя работа, а теперь мне пора. Ваш следующий запланированный выход в шоу Адетты. До того вы можете связываться со мной через чат. Удачи вам обоим». В следующее мгновение от Зев остались только лужи на полу. «Я так рада, что с ней все в порядке», — сказала Пончик. «Мне не по себе, потому что у нее из-за нас случились неприятности». Я почти не слышал Пончика. Я не мог выбросить из головы видео. Эти правители Империи Черепов не могут не знать, что за дерьмо их принц. К тому же они не станут обвинять меня в том, чего я не делал. Или станут? Мой пользовательский дисплей снова включился. Я сразу заметил, что за минувший час
число моих последователей значительно выросло. После хроники дня и известия об этом видео я больше не чувствовал себя забытым. Я ощущал себя чем-то вроде жука под микроскопом. Хотел бы я знать, как много людей искренне считают видео реальным репортажем. Этот вопрос всегда интересовал меня, когда я думал о конспирологах. Всегда подозревал, что почти все они не более чем тролли. Несомненно, число искренне верящих не могло быть слишком большим. «Карл, дорогой, я не верю, что ты сношался с этим типом», громко объявила Пончик и толчком распахнула дверь комнаты. «Хотя он много верещал». Ее смех уже удалялся в проулок. «Мать твою, Пончик», произнес я. Глава 18. Отыскать босса палаты кобальдов оказалось несложно. Тяжелая, гулкая металлическая музыка заполняла холлы. Все это воспринималось почти как эпилептический припадок. Я не смог бы определить, на английском ли поет вокалист и вообще человек ли он. Слова звучали как изуродованный собачий лай. Принимая во внимание, кто был во врагах у этого сектора, я бы не удивился, узнав, что певец – кобальд или динго. Мы следовали за звуками, которые становились все громче. В конце концов, они начали вызывать физическую боль. Мы с Пончиком не имели возможности разговаривать и были вынуждены поддерживать контакт через чат. Мы убили с полдюжины кобальдов и столько же динго, да еще немного пестрых личинок. К тому моменту, когда мы добрались до источника, у нас обоих был 12-й уровень. Пончик. У меня болит голова от этой музыки. Неужели нельзя играть что-нибудь хорошее, вроде Оазиса? Oasis, 1991-2009, британская рок-группа, одна из самых коммерчески успешных групп 90-х годов. Карл, Оазиса? Это ты оттуда взяла? Оазис даже Беа не слушала. Пончик. Да уж, мисс Беатриса любила музыку кантри, такая же жуть, как эта. Карл. Да, это должно было стать мне первым предупреждением. Пончик. Вот палата босса. Палата кобальдского босса выглядела как колоссальный собачий приют. На стенах шли надписи на португальском языке. Этот бывший питомник представлял собой 3 длинных прохода между клетками. Они вели во второй зал, дверь которого располагалась в середине одного из них. Мы по опыту знали, что где бы босс ни находился, во втором зале его нет. Эта вторая дверь была огромной, как двойные ворота сарая. В ней чудилось что-то зловещее. Большинство клеток были пусты, но не все. В каждом ряду имелось по 4 или 5 с собаками динго. Я нигде не увидел признаков присутствия кобальдов. Некоторые клетки были помечены косыми крестами, означавшими мертвых чудовищ. В этих стенах здоровенные динго казались особенно похожими на обычных собак, и я вдруг почувствовал к ним непонятную симпатию. Эти монстры не лаяли и не бросались на прутья клеток, когда мы проходили мимо. Они просто сидели, свернувшись клубками, и хотелось пожалеть их. Однако на мини-карте они все-таки обозначались точками красного цвета. Пончик. Может быть, убьем их? Мы, наверное, должны их убить. Это было бы нетрудно. Бесплатный опыт. Я уже понял, раз дверь палаты босса открыта, эти вторые ворота тоже почти наверняка открыты. Но что-то мне говорило, что убивать не стоило. Я вспомнил совет Мордекая, касавшийся комнат боссов. Всегда будет подсказка. Карл, не спеши, не время, оценим обстановку. Я остановился перед одной из клеток. Там спиной к нам сидел динго. Он тяжело дышал, я приветствовал его, перекрикивая музыку. «Здорово, дружище, как оно?» Динго повернул голову ко мне. У него не было одного глаза, причем травма казалась недавней. Белая морда была перепачкана кровью. Затем я разглядел на его боку и шее многочисленные шрамы, как старые, так и относительно свежие. Одна песня закончилась. После секундной паузы грохнула новая, такая же громкая и тяжелая. Но в краткий промежуток тишины я услышал, как от главной палаты босса в нашу сторону движется нечто, под подбадривающие крики. И я уже знал, что это. «Проклятие!» – подумал я. Мне было мерзко в этом месте. Я каждым своим нервом ненавидел его. И я посмотрел на дверь логова босса. Затем я исследовал свой инвентарь. Свитков для исцеления живых существ у меня уже не осталось, зато корма для животных было немерено. Пончик по-прежнему питалась им, несмотря на то, что получила статус полноправного обходчика. Но еда у нас закончится разве что тогда, когда мы проведем в подземелье 50 лет. Я достал корм из своего склада и бросил его в клетку. Пончик.
«Карл, что ты делаешь? Это моя еда!» «Карл, экспериментирую. Посмотрим, что получится». Пончик. «Это самое подлое предательство». «Карл, тебе известно, что зрители этот чат не видят, так что не разыгрывай драматическую королеву». Динго мучительно поднялся на лапы, понюхал маленький съедобный кусочек и съел его. Потом снова сел и повернулся спиной. На миникарте одна точка мигнула и сделалась белой. Мы проделали ту же процедуру со всеми собаками в клетках. Всего их было 14. Большинство не в лучшем физическом состоянии, чем первое. В 3 клетках лежали мертвые динго. Я подумал, не попросить ли Пончика воскресить их перед схваткой, но не видел способа открыть клетки. Пончиково 10-мановое заклинание «Второй шанс» доросло до 5 уровня. После того, как Пончик сама достигла 5-го, стадия нежизни реанимированных трупов длилась не 5 минут, как прежде, а 10, чего должно было хватить для завершения битвы. Теперь Пончик была в силах воскрешать монстров, чей уровень превышал ее собственный на 5 единиц. Сейчас запас Пончика составлял 28 пунктов маны. У нее оставались 2 половинки тоста маны и куча восстанавливающих зелий, хотя при неизбежных для нее 2 минутах перезагрузки между зельями их полезность в битве стремилась к нулю. Мы решили выждать и посмотреть, кто будет нашим первым противником. Мой план не был головокружительным, но он был безопасным. Кажется, дверь главной палаты не открывалась, во всяком случае, пока. Поэтому мы остановились на испробованном методе зажигательной бомбардировки с бегством с места взрыва. Но едва я достал из склада зажигательную флягу, удача отвернулась от нас. Музыка резко прекратилась. У меня зазвенело в ушах, появилась тяжесть в голове. В палате уже не было слышно приветственных криков. Двойные ворота начали медленно раскрываться. За нами захлопнулась входная дверь 2-й палаты, над головой заиграла новая, более знакомая мелодия. «Битва с боссом! Правильно! Вы обнаружили еще одно логово босса местности. Дамы и господа, приготовьтесь, и мы начинаем!» Чертыхаясь, я побежал к воротам. На бегу я успел удивиться тому, насколько же меня изменила прошедшая неделя. Прежний инстинкт велел бы мне спрятаться, а теперь я рванул навстречу опасности. Я зажег фитиль на фляге и швырнул ее в расширяющийся проем. Едва фитиль успел заняться, как створки резко распахнулись, и наружу ломанулась толпа, штук 40 ликующих и распевающих кобальдов. Я не заметил вообще никакого босса. И тут мир застыл. Кобальды глядели и глядели на зависшую в воздухе флягу, похожую на нарисованную комету. В их глазах так и застыло потрясение. Мое внимание привлек один из кобальдов, замерший в середине массы. Кажется, он также принадлежал к наездникам 5-го уровня, но был одет значительно лучше. Шуба, вероятно, из шкуры динго, и сапоги со шпорами. Этот кобальд был на голову выше прочих. В руках он держал небольшую клетку размером примерно с коробку для обуви. Пальцы кобальда застыли тогда, когда он открывал дверцу. Входное отверстие клетки было направлено прямо на нас, наподобие пушечного дула. «Охо!» – подумал я. Перед глазами полетели наши фотоснимки со знаком «Версус». Ральф, бесноватый грызун, уровень 11, босс местности. Прежде чем мы отправим вас на верную смерть, вы получите маленький урок истории. Когда в XIV веке Европа опустошала черная смерть, которая убила до 200 миллионов человек и навсегда изменила ход истории человечества, одним из виновников эпидемии была названа черная крыса. Она приносила зараженных чумой блох в центры скопления людей и становилась причиной гибели городов. В сущности, это неверно. Истинным преступником стала азиатская большая песчанка. Грызун, который воспользовался благами теплого климата, преодолел Великий Шелковый путь и принес болезнь в Европу. Это важно лишь в свете того, что Ральф проживает свою жизнь в состоянии неприходящей ярости. Почему так? Потому что он считает пошлину в 200 миллионов человеческих жизней неоправданно низкой и пойдет на что угодно ради того, чтобы утроить эту величину. И начнет он с вас. Ральф – единственный оставшийся в живых член семейства песчанок, которое какой-то ребенок оставил умирать от голода, когда ему надоели домашние животные. Был обречен на невыразимые акты каннибализма, которые совершал ради того, чтобы выжить. Бесноватые грызуны – отчасти земные представители отряда грызунов, отчасти воплощение смерти. Это заурядные мобы, каких можно встретить на 5-м или 7-м этажах.
Но Ральф особенный. Он посвятил свое существование боям и тренировкам в надежде, что настанет день, когда перед ним откроется возможность отомстить людям, которых он так самозабвенно ненавидит. Он быстрый, он злой, и сейчас, когда вы читаете эти слова, он уже на полпути к самому слабому вашему месту. Возможно, вам уже захотелось сбежать. Когда это необычайно длинное описание отзвучало, окружавший нас мир ожил и его поглотил хаос. Я рухнул на землю в ту секунду, когда надо мной пролетел покрытый мехом визжащий зверь. Он вылетел из клетки переноски с такой скоростью, что я даже не увидел его. В то же мгновение фляга с самогоном разорвалась в гуще кобальдов, превратив в пар большинство из них, в том числе и самого видного, владельца Ральфа. Меховой шар величиной с кулак яростно заголосил, когда совершил мягкую посадку в длинном проулке. Пончик прыгнула на мое плечо и выпустила магическую ракету в маленького монстра. Прямое попадание. Существо покатилось дальше, то скользя, то кувыркаясь. Появилась шкала здоровья. Она показывала, что Пончик отняла у зверька 15% здоровья. «В яблочко!» – выкрикнул я. Крошечный босс выглядел в основном как нормальная песчанка, другой была только пасть, сотворенная вопреки законам логики и физики. В его хищной нижней челюсти не было заметно ничего из ряда вон выходящего, когда пасть была захлопнута. Но когда это мелкое и абсурдно ловкое создание вопило, его глотальник делался грандиозным, как пасти тех динго, с которыми оно соревновалось на арене. Сейчас же оно выпускало наружу всю свою злобу, и за разинутой пастью уже не был виден сам ее владелец. Круглая, пенящаяся дыра в окружении клыков, достаточно больших, чтобы напрочь откусить мне голову. «Вот и славненько», – проговорил я и выпрямился во весь рост, тогда как монстр зарычал и изготовился к новому броску. «Карл, по-моему, этот босс направлен сюда с определенной целью». С этими словами Пончик выстрелила снова, но в этот раз промахнулась. Однако грызун завизжал и отскочил назад. «Что ты имеешь в виду?» – спросил я. Большинство кобальдов было уничтожено, но некоторые из тех, кто оказался на краю взрыва, уцелели. Один, оставляя за собой кровавую полоску, дотащился до стены и нажал на кнопку, спрятанную возле ворот. Помещение наполнилось металлическим лязгом, открывались клетки. «Это ты неудачно придумал, брат», — обратился я к кобальду. Динго начали появляться возле своих клеток. На миникарте они обозначались белыми точками. Они двигались на согнутых лапах, припадая к земле и рыча. Многие все еще не залечили раны, я видел, как им больно. Но какое бы заклинание ни держало их в рабстве у кобальдов, простой акт добра развеял чары. Один из динго, тот, которого я покормил самым первым, отделился от остальных и прыгнул прямо на Ральфа. Все произошло очень быстро, молниеносно. Одноглазый динго просто заглотил грызуна. Один глоток и нет босса. А за моей спиной динго валили на землю уцелевших кобальдов, расшвыривали в разные стороны своих бывших господ и яростно рвали их на клочки. Кобальды не были вооружены, и было их не очень-то много. Рычащие и лающие динго покончили с ними за секунды. Если бы мы не привлекли динго на свою сторону, победа в сражении могла бы даться нам отнюдь не так легко. В этой конкретной комнате босса имелся свой трюк, и я мысленно поблагодарил Мордекая за его совет насчет подсказок. Каким бы несправедливым ни был этот мир, все-таки по природе он был игрой. В нем были задачки, тайные тропы к выживанию, и от нас требовалось идти по нему с открытыми глазами. «Да уж, довольно легко у нас вышло», — сказала Пончик. «Я даже чуть-чуть разочарована, если можно так сказать». Она обернулась к первому динго, сожравшему босса, и добавила: «Пожалуй, я была не права». Я огляделся. Все кобальды были мертвы. Из главной палаты босса доносилось завывание, верещание, тявканье множества неведомых существ. Звуки были не особенно громкими, я не слышал в них угрозы, да и вообще они были едва слышны на фоне грохочущей музыки. И среди них не было голосов динго. Дым начинал рассеиваться, и можно было заглянуть в палату. Как я и ожидал, это была небольшая тренировочная бойцовская арена. У стен тоже стояли клетки. Издалека я не мог различить, что содержалось в этих клетках, но карта показывала смесь белых и красных точек. Думаю, если бы мы не перебили кобальдов так быстро, какой-нибудь из них забежал бы сюда и открыл клетки. Музыка босса продолжала звучать, и меня внезапно осенила догадка. «Это еще не конец», – произнес я вслух. «Мы что-то упустили». Я сформировал боевую рукавицу на случай, если предстоит защищаться. «А ты что имела в виду? В чем ты была не права?» Все динго уже разбрелись.
Некоторые скалились на нас, когда мы проходили, но в их оскале читалась готовность к защите, а не агрессия. Вблизи эти массивные, грузные динго казались куда страшнее кобальдов. Морды были размалеваны белой краской, но не абсолютно одинаково. Они сгрудились в дальнем конце комнаты у запертой двери и скребли ее, совсем как обычные собаки, когда они просятся на прогулку. Одноглазый динго, пожиратель Ральфа, так и стоял на том месте, где покончил с миниатюрным боссом, как будто застыл на месте, только смотрел на нас и подвывал. Пончик указала носом на мои ступни. «Это маленький грызун, а ноги у тебя красивые и сияют. Мисс Беатриса говорила, пора платить папин налог». «Постой, как? При каких обстоятельствах она это говорила?» И в это мгновение голова динго взорвалась. Зверюга смотрела на нас, опустив голову на бок, и бум! Во все стороны полетели красные и белые брызги. Все еще живой грызун вылетел наружу и метнулся к моему горлу. Несчастный безголовый динго рухнул на землю. Маленькая меховая ракета завизжала. Я был готов и встретил его одним из приемов Майка Тайсона. Грызун с тошнотворным треском отскочил от пола, заскользил по нему и остановился только тогда, когда врезался в клетку. Его индикатор здоровья резко провалился в красную зону. Надпись «Оглушен» над его головой сопровождалась обратным отчетом в 15 секунд. Моя рукавица могла оглушить монстра лишь с 2% вероятностью, и до этой минуты мне ни разу не приходилось приводить в действие дебаф. Никогда. Злобно взглянув в потолок, я сделал 2 шага к маленькой неподвижной фигурке. Какое-то время медлил, после чего добил босса. Пора платить папин налог. «Она говорила о тебе, если тебе от этого легче», — ответила Пончик на мой вопрос. «Папа, это ты». Она, не отрываясь, смотрела на почти мертвого босса. «Нет, Пончик», — сказал я, — «мне от этого не легче. Эта новость противоположна той, которой я бы обрадовался». Я придавил маленькое чудовище босой ступней. «Извини, Ральф». Глава 19. Подземелье стонало. Да хрен, стонало. Я вздохнул, обтирая подошву о горизонтальный металлический прут клетки. Все подземелье содрогалось, как будто под ним бушевало землетрясение. Мой пользовательский дисплей мигал, я ощущал себя грязным и разбитым. Я тер и тер ступню, а кровь все не исчезала. Бой против босса официально был окончен, поэтому дальняя дверь отворилась. 13 динго выбрались в проулок и разбежались в разные стороны. Я выудил карту местности. Десятки красных точек заполонили проулки. Только что сгенерированные пестрые личинки. Я видел, как белые точки динго продвигались к главной артерии, по пути хватая и убивая личинок. Когда их стая приблизилась к главному проходу, она рассыпалась, и белые точки исчезли. Я подумал, что произойдет, если они встретятся с другой группой обходчиков. Наверное, ничего хорошего, во всяком случае для обходчиков. Как бы то ни было, беспокоить нас они больше не будут. «Посмотрим, что у нас в главной комнате», — предложил я Пончику. Мы пробрались через изувеченные, еще дымившиеся трупы кобальдов. Почти все тела были уничтожены. Из того, что уцелело, я извлек в качестве добычи несколько шлемов, увенчанных пиками, и подобрал валявшиеся там и сям золотые монеты. У одного кобальда был свиток для исцеления живых существ и горсть корма для животных. Маленькая клетка грызуна валялась на полу, пожар не повредил ее. Я забросил в инвентарь и ее. У того кобальда, который нажал на кнопку, чтобы открыть клетки, нашелся и ключ. Я изучил свойства ключа. Универсальный ключ. Открывает отдельные клетки бойцов и объектов охоты в тренировочных центрах кобальдов. Этот ключ магически настроен на расу кобальдов. Если вы не кобальд и попытаетесь воспользоваться этим ключом, он сработает один раз, после чего сразу сломается. Делайте разумный выбор. Мы ступили на арену, и меня сразу окутало зловоние смерти. Компактная круглая арена была пуста. Травянистое покрытие заляпано красным, гора костей у левой стены достигала потолка. Арену окружало несколько десятков сидений из твердой древесины. Я забрал их все как добычу и только после этого приблизился к клеткам, установленным вдоль задней стены. Там сидели монстры разных типов. Как только я оказался возле них, активировались 2 достижения. Новое достижение. Я беру керамического далматина, Пэт. Вы обнаружили хранилище наград. В этих помещениях
разбросанных по всему подземелью, обходчики могут найти предметы, которые обычно не предлагаются в наградных ящиках. В большинстве хранилищ допускается только один выбор. Следовательно, если вы пришли в группе, сообщите вашим спутникам, что приз получаете вы, а не они. Награда. Не будьте алчной скотиной. Награда – вот эта треклятая комната. Новое достижение. Зверинец. Вы открыли хранилище наградных петов. От гусениц, выделяющих водку, до василисков, способных превращать мобов в камень. Пет. Компьютерная программа, симулирующая поведение домашнего питомца. Английский. Выбор питомца может означать выбор между выживанием и концом пути. Помните о судьбе Харамбе. В мае 2016 года в зоопарке Цинциннати 3-летний ребенок попал в вольер с гориллами. Действия самца гориллы по кличке Харамбе представляли угрозу жизни ребенка, поэтому животное пришлось застрелить. Этот случай вызвал широкие дискуссии о допустимости убийства животных при крайней необходимости. Рядом не будет смотрителя, который поджарит монстру задницу, если вы откусите больше, чем сможете прожевать. Награда. У вас есть ключ. Он откроет всего одну клетку. Думайте, Эйнштейн. Ух ты, блин, бормотал я, разглядывая вариант выбора. Похоже, у нас будет питомец. Я выбираю, объявила Пончик. Было сказано, что приз мне. Ну да, Пончик. Сказано, что приз достался нам. Нас стараются поссорить. Ты думаешь? Это пакость. Кошка ахнула, когда увидела самую последнюю клетку. Карл, дай мне ключ. Ряд состоял из 10 клеток. Ни один из ее обитателей не выглядел особенно внушительно. С другой стороны, наш знакомый грызун тоже не был грозен с виду, и все-таки мы находились всего лишь на 2-м этаже, и в 1-м на нашем пути хранилище наград, а значит, можно было предположить, что эти создания не должны были быть уникальными или очень ценными. Я не знал, как поступить. Почти во всех известных мне играх позволялось иметь только одного питомца на каждом этапе. Как полагается здесь? Если так же, трудно ли будет от этого питомца избавиться? Я не имел понятия. Первым, кого мы увидели, был попугай с длинным клювом, несомненно, самый громогласный из обитателей этого зверинца. Его точка была красной. Я осмотрел его, но система не выдала никакой информации, кроме имени. Молодое подбитое крыло. Вторым был зеленый лизун. Далее крыса, фрикаделька на 2 ножках и махок по имени Живот болит. Лизун. Добрый зеленый призрак из мультсериала «Настоящие охотники за привидениями». Махоки или магавки. Североамериканское индейское племя, входящее в состав Лиги иракезов. Также персонажи некоторых компьютерных игр. Потом следовала вереница животных одинаково плачевного вида, и среди них обозначенная белой точкой пестрая личинка. Я вспомнил массивных смертоносных пестрых ос и подумал, что, возможно, эта личинка стала бы неплохим вариантом. Но Пончик не видела ничего, кроме последней клетки. Там сидел маленький динозавр. Цыпленок с розовыми встопорщенными крыльями. Увидев кошку, он принялся не то ворковать, не то чирикать, очень жалкого вида существо. Я сразу понял, чем она так понравилась Пончику. Оно идеально вписывалось в категорию «такой урод, что самый смак». Роста в нем было, наверное, сантиметров 20, оно стояло на 2 ногах и кивало мне головенкой. Сырой цыпленок с несколькими розоватыми перьями, воткнутыми в случайные места. Он был снабжен также передними ручками вместо крыльев и длинным змеиным хвостом. Создание кликотало, открывая клюв, в котором виднелся ряд мелких острых зубиков. Называлось оно монголиенсисом и отмечено было точкой красного цвета. «Это мальчик или девочка?» – спросила Пончик. «Как определить? Если мальчик, я буду звать его Монго, а если девочка, то назову Сиси». «Больше похоже на полуфабрикат», – сказал я. «Я думаю, лучше всего взять пеструю личинку». «Дай ему корм», – предложила Пончик. «Увидим, не станет ли точка белой». Я со вздохом достал корм и попробовал бросить его в клетку, но возникшее голубое силовое поле блокировало доступ. Цыпа в ярости завопила и ударилась головой о прутья клетки. Все обитатели клеток откликнулись визгом и клёкотом. Если заводить питомца, то лучше пусть его хозяйкой будет Пончик, решил я. Сам я не представлял, как его ублажать, чтобы он не прикончил нас во сне, но харизма должна сыграть решающую роль, а также, возможно, сила. Пончик превосходил меня и в том, и в другом. Я прикинул, стоит ли мне попытаться переломить ее волю. «Если это девочка, мы найдем для нее платьице, и она будет сидеть на мне во время интервью.
Ты разве не видишь, как это будет смотреться? Я буду как Пэрис Хилтон с Динь-Динь». Хилтон Пэрис, 1981 года рождения. Американская актриса, фотомодель, дизайнер, певица. Ее популярность имеет оттенок скандальности. Динь-Динь. Фея из сказки Джеймса Барри «Питер Пен», подруга заглавного героя, а также главная героиня диснеевской франшизы о феях. «Пончик», – начал я. «Честно говоря, я думаю, предупреждение. Клетки закроются навсегда через 30 секунд. Вывод. Рвите когти». «Карл, скорее, пожалуйста, 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 я больше никогда не буду ни о чем просить, я обещаю». Я вздохнул. «Оно собирается броситься на нас. Я удержу его, а ты попробуй покормить». Я взял ключ и вставил его в замок динозаврии клетки. Замок щелкнул, и маленький мерзавец вылетел наружу. Я схватил его обеими руками, он вырвался, стараясь укусить меня. Казалось, он совсем ничего не весил. Мне пришлось присесть на землю. Пончик достала корм из своего инвентаря. Когда он оказался на земле перед созданием, оно не оставило попыток сопротивляться, но умерило пыл. Одновременно оно рассматривало еду. Я ослабил хватку и ткнул его, как цыпленка, клювом в корм. Оно проглотило несколько печенек корма и закликотало. Точка оставалась красной. «Карл, это мальчик. Все хорошо, Монго. Прости за то, что я хотела нарядить тебя в платье. Мы найдем для тебя красивый маленький галстук. Как тебе?» Негодяй рванулся и укусил кошку прямо в нос. Она закричала от боли. «Плохо, Монго, плохо!» Динозавр-младенец, оставаясь в моих руках, принялся орать на кошку в ответ. Мне стоило немалых усилий удержаться от хохота. Маленькое чудовище возмущенно заверещало и цапнуло Пончика за щеку. Я обратился к свойствам существа. Самец монголиенсис, уровень 1. Моб класса домашних животных. Это животное пока не связано ни с одним обходчиком. Тип животных, которых нельзя приручить. Лучшее, на что можно рассчитывать, это взаимное уважение. И даже при этом они могут попытаться съесть вас, если им придет такая мысль. Они исключительно мощны, ловки, проворны и злонамерены, когда достигают последнего 15-го уровня, что для них так же вероятно, как для черлидерши из Западной Виргинии встретить 18-й день рождения девственницей. Увидев любого моба, они атакуют его немедленно. Дерутся насмерть. Удачи вам! Черлидерши. Девушки из профессиональной группы поддержки спортивной команды. «Черт бы тебя побрал, Пончик!» – воскликнул я. «Я же знал, что надо было остановиться на личинке». «Карл, я не намерена брать в питомца отвратительного жука», – заявила Пончик. «На жука даже не повяжешь галстук». Она протянула лапу и погладила Монго по голове. Он захватил клювом ее лапу. Кошка взвизгнула и махала лапой, пока ей не удалось стряхнуть мерзавца. «Надо что-то предпринять, чтобы он был связан с тобой. Если мы не сделаем этого до того, как явимся к Мордекаю, Монго будет телепортирован в первую же секунду». «Не волнуйся, Карл, мы с Монго уже, можно сказать, лучшие друзья, правда, Монго?» Монго завопил на кошку. Глава 20. Просмотры 124,8 триллионов. Подписчики 2,1 триллиона. Любят 234 миллиарда. Все оставшееся на втором этаже время пришлось посвятить процессу связывания Монго с Пончиком. Этот процесс, неведомо по какой причине, показался широкой публике безмерно увлекательным. Потрясение от сексуальной записи с участием маэстро плюс сменяющие друг друга кадры, в которых новый питомец Пончика раз за разом жует ее носик, это сочетание оказалось беспроигрышным, во всяком случае с точки зрения числа просмотров. Даже при том, что мы больше не уничтожали боссов и не вступали в крупномасштабные сражения в то время, что оставалось в нашем распоряжении на этом этаже, мы отнюдь не прохлаждались. Зев была вне себя от восторга по поводу нашей статистики, которая, по всей видимости, оказалась исключительно хороша для второго этажа. Мы ежедневно получали обновления от агента по внешним связям. Питомец был принят на ура. Зев молила меня прекратить практику с рогаткой, если верить ей, никому не нравилось, что я пускаю в ход банальную рогатку, когда можно бросить динамитную шашку. Я проигнорировал ее совет и не оставлял тренировки с рогаткой. Мне удалось поднять этот навык до 5. Пусть мои маленькие камешки и причиняли совсем немного ущерба, зато они могли сшибать пестрых ос в воздухе. Один удар в крыло шершня, и он падает на землю. И ядовитую кислоту больше не выделяет. Магическая ракета Пончика вдогонку, ее соответствующий навык поднялся до 8, и враг, скорее всего, убит. Нам не нужно было уходить далеко, потому что запас шершней 8 уровня был почти неисчерпаем. Завоевав Монго, мы первым делом отправились к Мордекаю.
Наше чудовище поместилось в клетку грызуна, с трудом поместилось, не идеальный вариант, и держать его там было жестоко. Но когда я нес его в руках, он использовал любую возможность, чтобы укусить меня. А закрыв его в клетке, мы могли перенести Мангуэлиенсиса в зону безопасности без опасений, что он телепортируется. Нужно было только держать пальцы на расстоянии от прутьев клетки. «Не спрашивайте меня об этой штуковине, пока не начнете процесс приручения», – предупредил нас Мордекай. «Правила не очень благоприятствуют приручению питомцев из подземелья». Монго в своей клетке голосил и шипел. «Когда устраните его естественную враждебность, возвращайтесь сюда, и я дам вам новую информацию». «Устранить враждебность, так как я сделал в случае Динго?» – уточнил я. «Вот именно. Невозможно привязать к себе существо, когда активна его агрессия. Когда увидите, что его точка стала белой, приходите опять ко мне, я вам помогу». Мы с Пончиком просмотрели нашу добычу от схватки с боссом. Пончику досталось, вот же совпадение, заклинание для исцеления живых существ. Мне еще одно зелье определения ценности из ящика лута, а не из ящика босса, как в прошлый раз, и 1000 золотых монет. Увиденное настораживало. Должна быть какая-то причина, в силу которой система упорно снабжает меня этими предметами. Я выпил зелье, в моем складе появилось несколько новых категорий для классификации предметов. Я решил, что разберусь потом. К тому же зелье не определяло денежную ценность отдельных вещей. Еще мне засчиталось достижение за то, что я прикормил Динго. Новое достижение. Энтузиаст ПЕТа. Люди за этическое обращение с животными. Международная некоммерческая организация, отстаивающая права животных. Нередко подвергается критике за радикальность методов. Вы каким-то образом сумели нейтрализовать враждебность агрессивного, не обладающего разумом врага, после чего этот враг сражался с другими монстрами в ваших интересах. Призрак Стива Ирвина улыбается вам с небес. Ирвин Стив, 1962-2004, австралийский натуралист, тележурналист и кинодокументалист. Во время съемок дикой природы и диких животных нередко подвергался смертельной опасности на съемках и погиб. Награда. Вам с небес улыбается призрак Стива Ирвина. «Принимается», — сказал я. «Тогда давай поговорим о 3-м этаже». «Хорошо, давай поговорим». Мордекай сложил свои покрытые мехом ладони. «Предмет того стоит». Он указал нам на 2 стула. Я сел и поставил клетку с Монго между собой и Пончиком. Наставник почему-то казался радостно взволнованным. Только тогда я заметил, что он прибрал свою обитель, застелил кровать, поправил полки с фотографией брата и урной с прахом матери, стер с полок пыль. Мы устроились, и он заговорил. «Когда вы спуститесь, то немедленно окажетесь здесь, в этой комнате. Прежде всего, вам обоим предстоит выбрать расу, затем класс. После этого вы приступите к распределению заработанных баллов. Отсюда я буду давать вам сведения о классовых гильдиях, если такие сведения доступны. Не все классы имеют гильдии». «Из скольких вариантов нужно выбирать расу?» – спросил я. «Вариантов много. В каждом сезоне ситуация меняется. У каждого из вас свой ассортимент для выбора. Класс зависит от выбора расы. Вы помните, как на каждой Олимпиаде в программу включаются новые виды, как правило, связанные со страной, принимающей игры? Вот так и с классами. Базовые классы всегда в наличии. Боец, маг, мошенник, бард, клирик и так далее. Как это понимать? Классы земного характера? Пока не знаю. Я не увижу списка раньше, чем увидите вы. Хозяева игры предпочитают, чтобы обходчики выбирали новые классы, потому что такой выбор способствует росту рейтинга. Система ИИ... Мордекай сделал паузу, чтобы убедиться, что я внимательно слушаю. Система ИИ, а не Борант, выдаст вам рекомендации на основании уже развившихся у вас навыков. Обычно это хорошие рекомендации, но они не учитывают того, каким образом ваш выбор скажется на вашем общественном положении. До вас доходит? «Да», — сказал я. «ИИ может сказать, что мне лучше всего стать паладином и нагибать всех и вся, но от этого могут упасть просмотры». Паладин в средние века. Рыцарь при дворе или в свите римского или византийского императора. Вообще, рыцарь, приверженный идеям добра, справедливости или святости. В компьютерных и настольных играх паладину часто присуща мешающая игроку излишняя пафосность поведения, отчего паладин становится объектом насмешек.
Вот именно. Я вправе давать советы в определенных рамках. После выбора класса набранные вами статистические баллы автоматически распределятся по минимальным для расы и класса уровням, а остальные вы сможете распределить по вашему желанию. Но ты, Пончик, не сможешь это сделать из-за твоего бафа ускоренного роста. Тебе надо будет остановиться на чем-то, связанном с телосложением. Вы меня понимаете? Да, сказал я, и Пончик издала урчание в знак согласия. «Подождите-ка секунду», – встрепенулся я. «У тебя какой был класс? Я помню, ты сменил расу, но класс был какой?» «Арканист». Обладатель тайных средств или посвященный в тайное знание. Этот класс давал возможность овладения учениями нескольких магических школ. Некоторые классы могут приобретать специализацию после попадания на 6-й этаж. Вот тогда я выбрал путь огня. Я огнеборный маг-арканист. И этот путь стал для меня благим. Я остановился на несколько уровней раньше тех, кто, не сворачивая, шел к магии огня. Ну, теперь могу прибегать к некоторым видам магии без риска штрафов. Значит, ты выбрал не то, что свойственно именно твоей планете? Мордекай чуть помрачнел. Я был близок к тому, чтобы выбрать птичий класс. Он называется Повелитель бурь. Меня отговорила Адетта. Вместо меня этот класс выбрал мой брат, по ее рекомендации. Он замолчал. Мой взгляд тут же переместился к фотографии в рамке на полке. Мордекай несколько раз упоминал о своем брате, но тогда я не понял, что тот тоже был обходчиком. Услышав о нем впервые, я предположил, что он исчез во время изначального преображения его планеты. «Нам остался, собственно, 3-й этаж», — снова заговорил Мордекай, ясно давая понять, что не желает углубляться в затронутые предметы. «Лучше я расскажу о нем уже тогда, когда вы сами там окажетесь. Пока вам не о чем беспокоиться в этой связи. Вы согласны?» «Конечно», — сказал я, поднимаясь со стула. «А теперь звяк, звяк». «Монго!» — завопила Пончик. Я стоял слишком близко к клетке, и это чудовище попыталось меня укусить. И все-таки телепортировалось. «У!» — протянул я. «Карл, ты испугал его!» «Я испугал его!» Я поднял с пола опустевшую клетку. «Сильно сказано. Я надеюсь, ты не...» Пончик опрометью кинулась к двери, исходя воплями «Монго! Монго!» «Мать твою, Пончик!» — крикнул я, устремляясь за кошкой. «Тебе нельзя выходить одной!» После поисков мы обнаружили чудовище в центральном холле. Оно скорчилось, как плачущий младенец, и орало во всю силу своих цыплячьих легких. «Вот ты где! Ты ж заблудишься! Не смей больше убегать!» — возмущалась Пончик, задыхаясь. Динозавр поднял головку. Действительно, это дерьмецо плакало. Его глаза, недавно бывшие бусинками, теперь сделались несуразно огромными, когда оно увидело нас. Оно кинулось к Пончику, раскинув передние ручки, как давно потерявшийся щенок, к нашедшему его хозяину. «Все хорошо. Я тут твоя мама», — уже ворковала Пончик. Негодяй подбежал к ней и укусил в нос. Следующий день прошел в тренировках, охоте на пестрых ос и ругани на Монго. Мы быстро поняли, что эта тварь только в одном случае откажется от попыток убить Пончика и меня, если увидит другого моба. Если вблизи нас оказывался потенциальный противник, наш сумасшедший цыпленок впадал в неукротимое буйство. Он вопил, щелкал клювом и едва не самоубивался в попытках добраться до неприятеля. Так повела бы себя росомаха, если бросить ее в ванну с соленой водой. Помимо способности навлекать на себя наказание, кусая Пончика за нос, цыпленок динозавра был в сущности безвреден. Я боялся подпускать его к другим мобам, даже к простейшим пестрым личинкам из опасения, что его затопчут. Да в конце концов именно этим мы и должны были заниматься. Подсказку мне дал просмотр итогового выпуска шоу. Мы появились в программе на несколько кратких мгновений, но мне открылось нечто важное. Четырехглазая оранжевая ведущая сказала, что Монго рожден для охоты в стае, и у меня родилась идея. После просмотра эпизода мы обнаружили одинокую пеструю личинку, которая пробиралась через зал. «Тебе нужно показать ему, как убивают вот таких», — сказал я Пончику. «Я выпущу его, а вы вдвоем убьете эту штуку». «Ты хочешь, чтобы я использовала когти?» «Да», — подтвердил я. Пончик вздохнула. «Хорошо, кто ж знал, что быть мамой так трудно?» Я раскрыл клетку, Монго пулей вылетел из нее и обрушился на пеструю личинку 2-го уровня. Та взвизгнула и попыталась отползти. Маленький динозавр взвился в воздух и затоптал жучиное отродье когтистыми лапами. Появился индикатор здоровья личинки и тут же обрушился на дно. Пончик возникла за полем междоусобицы. «Смотри-ка, у этих гадостей жидкие внутренности. Если разрезать вот тут, все выльется, и ей конец».
Она перевернула личинку и когтем вскрыла ее брюхо, как будто расстегнула молнию на нем. Личинка дернулась и умерла, залив землю вокруг себя липкой белой субстанцией. Монго заверещал от восторга и принялся энергично пожирать ошметки. Он до того объелся, что его брюхо вспучилось. Маленького динозавра вытошнило на пол, но затем он слезал и извергнутое. «Господи, как омерзительно!» – не выдержал я. «Хороший мальчик, Монго хороший!» – кричала в восторге Пончик. Монго встал над клочьями личинки и помочился. Счастье, что запрет справлять нужду вне туалетов относился только к людям, иначе в тот день на нас напустились бы штук 100 элементалей. Похоже, Монго был обучаем. Вторую личинку он убил самостоятельно, порвал ей живот крючковатым когтем задней лапы, после чего несколько раз подпрыгнул в экстазе. К тому времени, когда Монго покончил с 3 личинками, его точка на карте из красной превратилась в белую. Он еще не был связан с Пончиком, но на нас больше не нападал. Точнее, не так. Нападал, но не так интенсивно. Нам больше не требовалась клетка для него. Он следовал за нами на задних лапках, иногда забегал вперед, время от времени шнырял в сторону или отставал. Если мы сближались с неизвестным мобом, мне все же приходилось загонять Монго в клетку. Этих моментов Монголиенсис не любил. Несмотря на десятки убитых личинок, он так и не поднял уровень, и мы решили, что пришло время еще раз навестить Мордекая. «Значит, питомцы», – произнес Мордекай, когда мы вновь оказались в стенах учебного цеха. «В обсуждении этой темы мои полномочия ограничены, но я хотя бы могу сказать вам, что вы на правильном пути. Продолжайте делать то, что начали. Это хорошая новость, а вот плохая. Нужно торопиться. Не успеете связаться с ним до крушения этажа, не сможете взять с собой». Оставалось не больше 40 часов. «Ох, не может быть», – выдохнула Пончик. «Карл, мы должны вернуться и продолжить». «Погоди минуту», – сказал я. «У меня есть пара вопросов относительно питомцев. Можно иметь лишь одного или все же больше?» «Однозначно не скажу», – отозвался Мордекай. «Первый ответ – нет. Иметь больше одного питомца нельзя. Но существуют разные типы питомцев, и есть много исключений. Некоторые расы и классы допускают наличие нескольких петов у одного обходчика. Кроме того, если у обходчика исключительно высокая харизма, как вот у Пончика, ему также позволяется иметь нескольких питомцев определенных типов. При этом животные с удостоверениями обходчиков не включаются в допустимое число. Даже будь Пончик зарегистрировано как животное, вы, Карл, могли бы установить связь с другим питомцем. Иная ситуация с обходчиками, питомцами и теми, кто от рождения принадлежит подземелью. Вот почему не возникает вопросов насчет 2 собак Люси и Мар. Есть здесь одна дама, которая привела с собой 1,5 десятка коз. Она жива, и ее козы тоже. Невероятно, но факт. Есть даже шоу об этом. «А почему у Монго не растет уровень?» – спросил я. «Получается, что он совсем не приобретает опыта?» Мордекай кивнул. «У мобов класса домашних животных статус немного другой. Вы взяли его из хранилища наград, а это равноценно покупке в магазине. Если моб начинает путь как домашний питомец, он навечно остается на 1 уровне, независимо от того, кем он был до того, как его нашли в подземелье. Но после приручения пет начнет подниматься в иерархии уровней. Чем больше опыта он получает, тем быстрее это происходит. Его физическая сила тоже увеличивается. Согласно описанию, он полностью вырастет к 15 уровню. Это максимум, уточнил я. «Нет», — сказал Мордекай, — «ограничений не будет. Просто после этого уровня Монго перестанет расти физически». «До какого же размера он дорастет?» — поинтересовалась Пончик. Она не сводила глаз с цыпленка, который, повизгивая кругами, бегал по комнате Мордекая. «Такого я вам не скажу», — ответил тот. «Но эта клетка не послужит ему долго. К тому же мало просто установить связь. Вы должны научить его осторожности, иначе ему суждено погибнуть. А если он заденет моба, которого лучше не трогать, то запросто потянет за собой и вас. Все ваши усилия пойдут прахом, если он не научится себя вести». На последние слова Мордекая Монго отреагировал попыткой с разбега наскочить на его ногу. У нас ушло немало времени на то, чтобы отыскать место, куда он телепортировался. Монголиенсис нашелся в проулке напротив нашего сектора. Мы застали его в противостоянии с очередной коровохвостой пестрой личинкой 3-го уровня. Свирепый динозаврик пока не настолько овладел боевым мастерством, чтобы одолевать таких тварей самостоятельно, но любо-дорого было посмотреть на то, как он уворачивается от ударов ее хвоста. В течение нескольких следующих часов мы пытались обучить цыпленка собачьим командам.
Фас к ноге и даже лежать прошли безукоризненно. С командой места вышла другая история. Все это время Пончик поражала меня своим терпением. Выяснилось, что еда – идеальный стимул для Монго. Он полюбил корм для животных, что облегчало дрессировку. После целого дня упражнений мы уже могли удерживать его от прямых нападений всякий раз, как в его поле зрения попадало что-нибудь новое. Он рычал, пронзительно вопил, скакал, но не бросался в драку, очертя голову, а дожидался от Пончика команды с чем-нибудь вроде фас. Когда таймер обратного отсчета показал, что у нас оставалось 10 часов, мы вышли на старт дистанции к колодцу с лестницей. Выбора у нас не было. Монго все еще не был официально связан с Пончиком, и я очень беспокоился, что это и не случится. Теперь мы бились исключительно с пестрыми осами. Хотя руководство и сократило вдвое численность шершней в подземелье, они кишели повсеместно. Уничтожение мобов существенно сказалось на росте опыта, и мы оба достигли 13 уровня. Если в холле мы видели больше 2 шершней, мы не заморачивались. Я бросал взрывчатку. Если же нам попадалась 1 гадина или 2, то я сшибал их из рогатки, а Пончик добивала магическими ракетами. Случалось, что одной ракеты не хватало. Тогда мы наускивали Монго, и он с жаром приканчивал жертву. Этот маленький зверек усовершенствовался в использовании когтей для вскрытия груди подбитых жуков. В зале, примыкавшем к палате с лестницей, Монго ринулся на добивание шершня-монстра. Оса схватила малыша Монго своей человекоподобной лапой. Моб был почти мертв, но, очевидно, мертв недостаточно. Он поднял орущего и вырывающегося цыпленка в воздух и приготовился затолкать его в свою огромную зубастую пасть. «Отпусти, Монго!» – закричала Пончик. Она пролетела через весь зал и врезалась в жука. Я никогда еще не видел, чтобы она рассекала пространство с такой скоростью. Кошка хлестким ударом обезглавила монстра, и все трое повалились на землю, образовав кучу. «Карл, что-то случилось!» – окликнула меня Пончик через минуту. «Да я видел», – отозвался я, подходя. Я испытывал одновременно и облегчение, и тревогу. «Получилось конец! Поздравляю!» На миникарте белый цвет точки Монго сменился оранжевым. «Гляди, я теперь могу дать ему официальное имя», — сообщила Пончик. «У меня появилось новое меню и все такое. Монго монголенсис, уровень 1. Питомец великого победителя, лучшего в подземелье принцессы Пончик, присоединился к партии. Титул Монго изменен на королевского скакуна». «Сделали!» — воскликнула Пончик и взмыла в воздух. «Мы приручили Монго!» Монго тоже подпрыгнул и уселся рядом с кошкой. Он взвизгнул от удовольствия, помахав ручками, и укусил Пончика в нос. Итак, за 7 часов, за час до рекомендованного начала спуска, мы расположились в палате с колодцем. Я сидел на земле и играл с меню, а Пончик и Монго носились кругами по просторному помещению, оживленно играя. Пончик обучала Монго искусству наскока. Я смотрел на них и улыбался, а на сердце лежала тяжесть. Что встретит нас на 3-м этаже? Как долго мы еще продержимся? Я подумал о Мордекае и его брате. Вспомнил день, когда застал его врасплох, он был пьян, сжимал в руке фотографию в рамке. Эта игра, ужасная, безжалостная игра, оставляет шрамы, которые не проходят столетиями. Я подумал о беснующихся толпах, которые наблюдают за нами из своих безопасных жилищ. Вам меня не сломать. Хрен вы меня сломаете. Мы ждали, когда хронометр покажет 6 часов. Я подумал о странном призе за босса, который получил, уничтожив грызуна. Думал, что примененный мной метод разгрома босса принесет какой-нибудь более ценный приз. Что бы там ни говорили, ИИ подземелья не был моим другом. Он даже не был на моей стороне, я это знал. Но, конечно же, мне полагалось что-нибудь хорошее. Я вызвал для просмотра инвентарь. Там появилась новая вкладка «История». После клика открылось меню предметов, которые были у меня и раньше. Добавилась косилка, несколько новых зелий и заклинаний, а также кусочки предметов, которые я использовал как материалы для сооружения других предметов. Из любопытства я дал команду рассортировать все это по ценности и буквально задохнулся. Самые верхние строчки достались 3 вещам, которых я у себя не видел. Я кликнул, чтобы убедиться, что у меня таких предметов нет. Действительно нет. Что за морок? Я огляделся, опасаясь произнести что-нибудь вслух. Какой-то тип следящих устройств? Вернулся к меню и осмотрел незнакомцев. Подсказки оказались не такими подробными, какими могли бы быть, находясь эти предметы в моем распоряжении. Сейчас же мне достались только их названия и принадлежность к категориям. Транстуннель, 7С, оратор реле, Валтай,
Корп – прибор межтуннельного сообщения. Валтай – платиновое издание. Персональная защита, технологическая персональная защита. МАК-3040 Валтай. Корп – пульсовый пистолет. Технологическое оружие. Первый пункт был отмечен красным восклицательным знаком. Я завис над этим знаком и выскочило предупреждение. Предупреждение. Система ИИ, управляющая этой программой, признала все приборы несанкционированной и контролируемой связи незаконными, и они не будут работать в пределах подземелья. Не возбраняется иметь во владении и продавать незаконные приборы, но всякая попытка использовать в своих интересах или обойти правила подземелья приведет к немедленной дисквалификации. Я совершенно растерялся. «Кто-то сюда идет», – известила меня Пончик. «В нашу сторону движется голубая точка». Первая мысль была о Фрэнке и Мэгги. Я сразу вскочил и увеличил масштаб карты. Не они. Однако, увидев идущего, я мгновенно понял, как в мой инвентарь попали незнакомые предметы. Осознание ударило меня по голове, как свалившийся кирпич. Ладно, это же просто странное совпадение. «Агата», — сказал я, — «святое же дерьмо, она жива». Во время битвы с клубком свиней я спрятал ее тележку на своем складе. В той битве произошло столько событий, что я просто не успел рассмотреть предметы из этой тележки. Да и не собирался этого делать. Теперь я просмотрел список. Тележка из магазина. Явно избыточное число пакетов Икеа и флаконов с распыляемой краской. Одеяло, шмотки и этот проклятый пульсовый пистолет. Похоже, что все три поставивших меня в тупик предмета были произведены одной компанией, корпорацией «Валтай». Мысли помчались галопом. Мне вспомнились слова Брэндона. Именно Агата подожгла дом престарелых, и санитарам пришлось выводить оттуда стариков. На некоторое время она спасла не одну сотню человеческих жизней. Неужели она работала на Боранд? Или кто-то снабдил ее этими предметами, а Агата и не знала, что это такое? И какого черта она пропала из записи первого эпизода? Должен ли я говорить о своих подозрениях? «Вы не умерли», — объявила Агата несколько минут спустя, когда вкатила в комнату дребезжащую тележку. Она все еще была 4-го уровня, как и в день боя с клыкастыми и их боссом. Я подошел к ней. «Где вы были?» «Не трогай меня», — завизжала она и зашаркала в сторону лестницы. «Ты вор! Я не верю ворам тележек!» «Я же отдал тележку», — возразил я. Агата не ответила, просто упорно толкала свою тележку к лестнице. Мне захотелось опять отобрать у нее тележку, через секунду искушение прошло. Я ни черта не понимал в происходящем и не мог им управлять. А раз так, то любое вмешательство могло плохо сказаться на моем здоровье. «Не доверяйте никому, чья мотивация вам непонятна», – так сказала Адетта. И все-таки любопытство переполняло меня. Я думал, что еще сказать. Любопытные кошки нос оторвали. Монго завизжал на Агату, но Пончик велела ему вести себя тихо, и маленькое чудовище присмирело. Агата не удостоила динозавра вниманием. Ступени уже превратились в скат благодаря тому, что раньше здесь прошли Брэндон и его Медоу Ларк. «Я видела, что остальные спустились», – прогундосила Агата, толкая тележку. «Вам нужно подождать 10 минут», – крикнул я ей в спину. «Если вы спуститесь сейчас, то потеряете 6 часов, и мне нужно с вами поговорить насчет вашей тележки». Последние слова я выпалил наобум, и тут же пожалел об этом. «Не встревал бы ты, кретин». Агата остановилась, окинула меня презрительным взглядом. В ее слезящихся глазах я прочитал предупреждение. Нет, сказали мне эти глаза: «Остановись здесь». «Надо починить колесо», – торопливо добавил я. «Оно скрипит, вас услышат». Она моргнула, и странное выражение пропало из ее глаз. Пропало так быстро, что я усомнился, было ли оно вообще. «Не надо, мальчик, ничего чинить. Эти создания уже знают, что я иду, но не знают, что с этим делать. Ты думай о себе, а обо мне я сама подумаю». Она зашаркала вниз и быстро пропала из виду. Зев. «Ребята, у вас все хорошо?» Пончик. «У нас отлично, а ты как?» Зев. «Нормально. Ложная тревога. Я уже вас вижу. Был кратковременный сбой связи. Иногда это случается. Адетта готова начать, когда вам удобно. Так что спокойно спускайтесь через 7 минут. Я не смогу поддерживать контакт, пока вы не определитесь с выбором расы и класса. Думаю, увидимся с вами на той стороне». Карл. «Как долго отсутствовала связь?» Зев. «Всего пару минут. Сегодня весь день барахлит. Не беспокойтесь, ничего необычного. Люди часто на такое жалуются. Я с вами. У меня есть еще запросы о связи. Эти создания уже знают, что я иду, но не знают, что с этим делать».
Иисусе, что за дерьмо творится вокруг? Я подумал о зельях со склада. Агата появилась в ту секунду, когда я отыскал предметы. Совпадение? Или она работала на ИИ? Я тряхнул головой. Всего 1,5 недели назад я подумывал о том, чтобы выкрасть выигрывающую массу призов кошку, продать все, что у меня есть, и отдать деньги своей бывшей девушке, чтобы она не начала со мной судиться. И даже такая мелочь виделась мне нежелательной драмой. Но это, империя черепов, вся круговерть, чересчур быстро, чересчур много. Как сосредоточиться на выживании, когда накопилось столько нерешенных вопросов? Я перевел дыхание. Хронометр наконец добрался до отметки в 6 часов. «Идем, Пончик», — сказал я. «Посмотрим, что такое 3-й этаж и с чем его едят». «Как думаешь, будет так же интересно, как на 2-м?» — спросила кошка. «Господи, надеюсь, что нет», — заверещал Монго. Эпилог. «Вы понимаете, что из-за него вас когда-нибудь убьют?» — спросила Адетта. Ее шоу только что закончилось. Пончик гоняла Монго по студии, маленький динозавр натыкался на невидимые барьеры и непрерывно орал. Лексис, ассистент продюсера программы Адетты, приобрела для него перед съемками галстук-бабочку, а он, в свою очередь, практически откусил ей палец. Галстук прожил на положенном месте примерно 3 секунды, после чего был сорван. Запись прошла без проблем. Мы начали с обсуждения ситуации с элементалем гнева, затем поговорили о Монго. Пончик приучила его гнездиться на ее спине, цепляясь за шерсть, и он хорошо себя вел, по большей части. Адетта упомянула магическую сумку-переноску, по-видимому, аналог покебола в подземелье. В видеоиграх предмет, предназначенный для хранения и транспортировки покемонов. Такая сумка, вероятно, недешева, но она позволяет убирать связанных животных в склад, не причиняя им вреда. Мне было безразлично, сколько стоит такая сумка. Если окажется по карману, то станет одним из первых наших приобретений. Хватит уже втискивать Монго в клетку грызуна, а потом запирать в ванной, чтобы его вопли не мешали нам спать. Я уже знал, что последует дальше. После фрагмента с Монго я наконец-то увидел сокращенную версию обретшего скандальную славу видео «Чпоки-бой». Пончик нашла эту продукцию роскошной. Таинственный создатель видео очень щедро распорядился моими пропорциями. Я ожидал, что по большей части внимание будет уделено моим ногам. У меня возникло странное ощущение, что к появлению этого видео имела какое-то отношение система ИИ. Впрочем, высказать вслух свое подозрение я не решился. Даже если это так, в самом продукте не было никаких подтверждений. Безусловно, продюсера Сника больше интересовал маэстро, чем я. Это орк стал несомненным героем произведения. «Итак», — заговорила Адетта, когда сцена закончилась и оглушительное ржание аудитории стало стихать. «Вы, похоже, еще не знаете, что объявленная ранее программа «Видим смерть экстрим подземелья» приостановлена до реструктуризации шоу». «Я в шоке», — прокомментировала Пончик. «В совершеннейшем шоке». Аудитория ответила дружным смехом. Король Раст из империи черепов, который недавно вышел на околоземную орбиту, необъяснимым образом воздерживается от участия в полемике. Пресс-служба Королевского дома потребовала вывести из употребления в применении к принцу словосочетание «непослушный поросенок Карла». Толпа грохнула. Но пока, кажется, никто не выполняет это предписание. Адетта повернулась к аудитории. Ее лицо было скрыто шлемом, изображающим богомола, поэтому о его выражении нельзя было судить, но я слышал ухмылку в ее голосе. Мне особенно приятно заверить короля Раста, что я сама никогда не назову принца Маэстро непослушным поросенком Карла или Чпоком, и хочу призвать наших гостей никогда не опускаться так низко. Еще раз, принц Маэстро, и только так. Она торжественно вытянула руки перед собой. «Непослушный поросенок Карла!» – загрохотала публика, сопровождая новоявленную кричалку взрывами хохота. «Во всяком случае, что думаете об этом вы, Карл?» «Поймите», – начал я ничего не знаю ни о клане черепов, ни о других упомянутых чудесах, ни о славном короле. Я не сомневаюсь, что у него превосходная семья и королевство. Смех в зале. Мне не нужны конфликты ни с ним, ни с его народом, но его сын – кусок того, что вываливается из задницы, и я ему об этом сообщил. Ни больше и не меньше. Я не собирался провоцировать межгалактическую напряженность, и об этом видео тоже ничего не знаю. «Значит, назовем вещи своими именами. Это фальшивка», — сказала Адетта. «Кажется, многие поверили, что запись реальна. Если бы я решил сделаться голубым, то точно не в обществе этого парня». Аудитория воплями одобрила сказанное. Адетта кивнула.
И вы вызвали его на поединок? Именно это я и сделал, и мое предложение остается в силе. Я до сих пор не знаю механизма такого вызова, ведь вы, господа, ничего мне не говорите. Новая волна смеха. Но я надеюсь увидеться с ним один на один. Мы тоже надеемся, ведь правда? Вставила Адетта. Аудитория громко подтвердила, что это правда. Кто-то прокричал «Смерть! Смерть!». Еще минута, и кричал уже не кто-то, кричали все. Адетта покачала головой, пародируя неодобрение. Вскоре после этого эпизода шоу закончилось. Как и в прошлый раз, Адетта отослала Лексис из комнаты, чтобы мы могли несколько минут поговорить наедине. «Что скажете о нем?» – спросил я, указывая на нашего питомца. «Вам стоило выбрать того, которого звали «Живот болит», — сказала Адетта. «Такого маленького, круглого, с прической мохок. В России прическа такого типа называется ирокезом. Они дружелюбные, с ними легко работать, к тому же они редкие и нравятся людям, а вырастая становятся лучшими в игре танками ближнего боя. Но и ваш Монго — солидный выбор. Если он выживет, то станет грозным противником. Да, и еще. Я передал ваше предложение Мордекаю. Его не особенно манит перспектива работать на вас». Адетта печально кивнула. «Знаю. Я осмотрела сцену, в которой вы передавали ему мои слова. Мордекай сказал мне кое-что после вашего ухода. Он будет здесь. Передайте, что я понимаю его чувства относительно моего предложения, и была бы очень рада, если бы мне представился шанс объясниться самой». «Что же между вами произошло?» – спросил я. «Некогда в это вдаваться», – сказала Адетта. «Если коротко, я слишком сильно толкнула его, и он дорого за это заплатил. В любом случае, вам предстоит попасть на важнейший 3-й этаж». Во время шоу она спросила меня, знаю ли я, чем буду заниматься, и я не покривил душой. Я не имел представления, что с нами будет. Вот Пончик солгала, сказала, что у нее все распланировано, поэтому Адетта повторила: «И вы действительно не знаете, что будете делать?» «Я даже не знаю, из каких вариантов предстоит выбирать», — сказал я. «Как мне решать?» Адетта кивнула. «Когда я решила остаться человеком, то потеряла кое-каких зрителей, но не так уж и много. Вы в критическом положении. Какой бы выбор вы ни сделали, следите за тем, чтобы вам достался навык следопыта или что-нибудь связанное с ориентированием по карте. На нижних этажах жизненно важно умение находить лестницы в кратчайший срок. Не на 3-м, но все же. И еще», — добавила она, — «пусть Пончик выбирает первый. Тогда вы сможете приспособить свой класс к ее выбору. На вашем месте я бы проигнорировала советы ИИ относительно расы, но серьезно отнеслась к тому, что он предложит касательно класса». Я сменил тему. «Кстати, вам что-нибудь известно про корпорацию Валтай?» Некоторое время Адетта молчала, только смотрела на меня, склонив голову на бок. «Где вы о ней услышали?» Я пожал плечами. «Я просто любопытствую. Где-то слышал». Адетта улыбнулась, но без тени веселья. «Будьте осторожны. Если кто-то оттуда свяжется с вами или захочет вас найти, не сделайте опрометчивого шага. Благодаря своему флоту они держат Борнт на коротком поводке и умеют собирать долги. Могут в любой момент начать широкомасштабную кампанию по сбору. Куатин опередили их, открыв сезон раньше обычного. Это одна из самых мощных организаций во Вселенной. В следующем сезоне у руля встанут они». «Они люди?» – спросил я. Я подумал об Агате. Может быть, она из этих чужаков? Предположение показалось абсурдным. «Нет», — ответила Адетта, — «обычно нет. Это паразитическая форма жизни. Они используют человеческие тела, но их родина — водная среда. И они больше ориентируются на водные формы жизни, такие как куатин или глинеры. Они известны своими техническими достижениями. В их версии мирообходчиков подземелья меньше гоблинов и троллей, но больше андроидных машин смерти и пульсового оружия». Я подумал, не рассказать ли ей об Агате, и решил, что не стоит. Лучше просто держаться как можно дальше от этой женщины. Монго подпрыгнул и засосал в рот половину хвоста Пончика. Кошка взвыла и начала носиться кругами вдоль периметра комнаты. Динозавр не отцеплялся от нее. Адетта покачала головой. «Вам нужно поскорее поднимать его уровень, но прежде убедитесь, что Пончик хорошо контролирует его. Эти щипки и покусывания носа кажутся милыми, но когда ваш питомец вырастет, вам станет не до умиления. Вы знаете, какого размера он должен достичь?» «Скажите честно, ведь вы не знаете, что это за животное», — ответила вопросом Адетта. «Этот вид довольно распространен во Вселенной. Они всегда засеивают человеческие миры разными видами задолго до развития человека. Их любят многие человеческие дети. Наш динозавр какого-то вида, мне известно только это». «Динозавр — это верно, монгольский.
Ее глаза потускнели, как иногда тускнели глаза Мордекая, когда тот просматривал свои меню. «Ага, вижу», – произнесла Адетта после паузы. «Трудно с переводом. Монголенсис. Это от научного названия вида. В вашем языке есть более простые средства для его обозначения». Цыпленочек вскочил на спину пончика и издал пронзительный крик. «Этот у вас называется велоцираптор». Я вновь перевел взгляд на маленькую страхолюдину. Меня обманули розовые перья и клюв. Но теперь, когда Адетта произнесла название, я увидел то чудище, каким Монго станет в самом скором времени. «Так это же очевидно, разве не так?» «О, черт!» – наконец сумел выдохнуть я. Адетта рассмеялась, пончик приблизилась к нам, она запыхалась. «Карл, по-моему, нам пора идти. Последний совет», – сказала Адетта. Она смотрела на нас и молчала, словно знала, что должна что-то сказать, но не знала, что именно. Ведущая изменилась, стала совсем другой, почти печальной. «Просто предположение. Я не уверена, что права с моральной стороны, но, может быть, это серьезно повысит ваши шансы выжить. На что вам надо обратить внимание при выборе класса? Обычно такое предложение делается обходчиком с высокой харизмой, так что если оно будет вам сделано, ищите его среди вариантов пончика. Но проблема в том, что если вы выберете этот вариант, кое-кто очень и очень рассердится». Это все. Вот. Новое достижение. Вы дочитали книгу. Вам удалось пройти весь путь сквозь первую книгу цикла «Карл. Обходчик подземелий» и не швырнуть ее в стену. Награда. Ожидание выхода следующей части «Карл. Сценарий судного дня». Благодарю за прочтение. Серьезно. Прошу вас оставить комментарий и лайк. Комментарии и лайки – наша жизнь и наша смерть, их важность высочайшая. Если вы прочитали и вам понравилось, пожалуйста, отзовитесь. Не в моих правилах предлагать призы за комментарии и лайки, но я рискну навлечь на себя гнев и предложу стать папой ваших детей, если вы пришлете отзыв. Увидимся в следующей книге. Об авторе. Здесь сделаю вид, что пишу не я. Мэтт Динеман. Писатель и художник из Гиг-Харбора, штат Вашингтон. Когда он не присутствует на выставках котов, не дрессирует собак, не кормит черепах, не играет на бас-гитаре в панк-метал-банде и не пишет книжки, из-за которых мальчики по имени Кайл угрожают перебить свою семью, потому что он называет гоблинов инцелами, Мэтт рисует поздравительные открытки и орнаменты на кошачьи темы. Посещая Трегет, Икеа или товары для дома, вы когда-нибудь думали, смотря на выставленные на продажу жутковатые объекты искусства, кто покупает такой хлам? Ответ. Не так много людей, как хотелось бы Мэтту Динеману. Так что покупайте, пожалуйста, все его книги или его картинки.